Так, хайырлы кеш, туғанлар. Тут я еще пока не дослушал, но будем слушать вместе, наверное, да, новости, вот эти, то, что творятся, пока народ не наберется. Нам всего хватает. Вот с десяток спасателей приступили к ликвидации, правда, на третьи сутки. Вот техника, вот волонтеры. Последние оказались не согласны с тем, что власти делают все возможное. Видео-привет для губернатора Краснодарского края, который говорит, что мы тут справляемся, у нас тысячи и тысячи волонтеров и работников на пляже. Вот посмотрите, я стою, центральный пляж Витязева, весь пляж, здесь абсолютно, вот это все мазут. Администрация Кубани посмотрела новости и высоко оценила свою работу по ликвидации. Шутят в соцсетях про сюжеты на провластном телеканале. Как проходит ликвидация, посмотрели глава региона Вениамин Кондратьев с министром природных ресурсов и экологии страны Александром Козловым. С ними волонтеры делятся своей болью. Порой они бессильны перед стихией. Буквально вчера здесь было чисто, а когда люди вернулись на берег, их ждала такая картина. Картина же волонтерской работы в госсми такая. Всем необходимым людей обеспечивает край. Даже создали специальные информационные каналы о деятельности добровольцев. Комментарии такие. Наконец-то администрация решила перехватить информационную инициативу. Теперь есть два канала с исключительно проверенной информацией. Ждем закона о фейках про мазут. Успокаивают ваши слова в том, что это самый низкий класс опасности все-таки мазут. Собирать тяжело, но никакой угрозы для здоровья нет. Отчитывались с экранов. Местный Роспотребнадзор через... Угрозы, главное, нету, можно все делать. Отклонение от норм в пробах морской воды. Сейчас я тут доделаю с ТикТоком этот. Сезон точно пройдет. Один человек, Рахмат. Будем я думаю, что к сезону начинать потом. На превышении не вот будет. Дослушаем этот дождь долбанный. Чуть-чуть. Из-за того, что очень быстро выходят легкие фракции, самые опасные, конечно, работать нужно в масках. Это прям строго-настрого, и очень многие просто этим пренебрегают, к сожалению. Вот. Но впоследствии, я думаю, что банку с морской водой, этот мазут, он сразу же утонул. Вот. Но потом мы подогрели эту воду до летней температуры, и он сразу же всплыл. Сейчас же мазут находят даже после уборки в неожиданных местах. Пешки с пляжей города-курорта Анапа свозятся и ссыпаются на грунт в хуторе Воскресенском. Спустя неделю вдруг стало понятно, что песок этот загрязненный, просто некуда вывозить. Они, власти, решили складировать его в промзоне в 10 метрах от частных жилых домов, от частного сектора. Там люди огороды свои ведут, там люди воду берут из скважин. Начинают собираться местные жители, перекрывают дорогу. Вон стоят КАМАЗы с мазутом. Местные жители перекрыли дорогу и пакеты увезли на полигон, как говорят, на переработку. Несколько мешков волонтеры нашли прямо в песке на пляже. В этом оперштаб обвинил водителей тяжелой техники, а кубанский депутат Сергей Климов – самих волонтеров. Назвал людей, которые выкладывают кучи с мешками, закопанными в песок, негодяями, подонками и информационными террористами. Ко мне прилетело огромное количество претензий за то, что я так вот высказываюсь, и я хочу сказать, что я подтверждаю каждое свое слово. Сейчас и глава региона, и оперштаб, и местные телеканалы измеряют успехи в тоннах мазута и числе спасенных птиц и животных. Угрозы биоразнообразию, пищевым цепочкам и правда нет, говорят экологи. Но есть и но. Понятно, что даже если птицу отмыли и стабилизировали, то она с очень высокой долей вероятности все равно погибнет, потому что отравление мазутом – это в первую очередь это проникновение токсинов во внутренние органы, в желудочно-кишечный тракт, там в поджелудочную железу и так далее, и так далее. Вот, и в принципе, ну, то есть мировая статистика, 10% птиц, уже отмытых и стабилизированных, они все-таки
только они выживают, да, остальные все равно погибнут. Только 2 дня назад МЧС страны повысила режим ЧС до федерального масштаба. Это возможность привлечь больше людей и денег, а их будет не хватать всему бизнесу на побережье. У них там, в том числе, вот с кем я разговаривал, есть даже долги по коммуналке, то есть они ждут сезон, обычно отбиваются там за короткий сезон, все-таки в России, там даже на Черноморском побережье это там 3 месяца, вот, и потом весь год как бы просто вот получается уходит в долги большие. Вот, если действительно снизится турпоток, а Анапа это очень популярное направление, это 5 миллионов в прошлом году туристов, вот, тогда, конечно, люди пострадают, их здорово было бы поддержать. Чего они ждали? Мне, как местному жителю, который все это наблюдает, непонятно. Волонтерам, которые каждый день с утра до ночи ловят птиц, очищают пляжи от песка с мазутом, как минимум тоже непонятно. Что сейчас происходит с самим танкером, который лежит там на дне Керченского пролива, тоже непонятно. Они вроде выставили там боновое ограждение и собирают массы, которые уже попали в воду и ограничивают. Вот. Но выбросы происходят каждый день буквально. И могут происходить еще несколько лет, говорит эколог Жора Каванасян. Он вместе с другими учеными сейчас изучает и сам мазут, и способы избавиться не только от внешних последствий. Мы подбираем под сорбенты, под конкретную природную среду и под конкретный мазут. То есть, в принципе, под мазут-то понятно, какие использовать. Они уже есть, и они производятся. Но нужно протестировать, насколько они безопасны. Именно. Конечно, эту работу нужно было сделать еще до разлива. Да, условно, у нас должен был быть тревожный конверт, и как только происходит подобная авария, она была запрограммирована, это всем понятно, потому что там, с 2007 года эти суда остались теми же, да, вот я говорю про суда класса Волга-Нефть, которые вообще речные, но только они стали старше на 17 лет, вот, и поэтому вопрос был не произойдет или нет, а вопрос был, когда произойдет. Мы хотим, чтобы ничто и никто, даже Кремль, не мог помешать нашим зрителям смотреть. Редактором фактчекерского проекта «Проверено медиа» Ильей Бером и журналистом, автором YouTube-канала «Шипелин» Ильей Шипелиным. Привет, 2 Ильи. Могу желание загадать. Слева-справа. Привет, привет. Я специально посередине разместили. Все понятно. Ах, вот Илья, не обманщица, да? Кто хочет начать? Я бы хотел подвести итоги года с вами и попросить вас рассказать о самых, что ли, запоминающихся лично вам фейковых историях, которые мы разбирали. Такие, что ли, главные фейки года. Вот давай, Илья Шипелин. Давайте Илья Бер начнет, так как он постоянный гость ваших эфиров был на эту тему. Вот, я думаю, что ему в этом смысле проще. Тем более, на самом деле, давайте все-таки установим, что такое фейк. Да? То есть, когда мы значит, каким смыслом мы его наделим? Я думаю, что подразумевается чаще всего, по крайней мере, в случае того, что мы употребляем с Ильей, это какая-то выдуманная новость, нарочно вброшенная, да, но при этом я не знаю, как быть, например, с такими историями, как Крокус Сити Холл, когда президент с самого начала, когда еще не было никакого расследования, он сразу говорит, что, значит, ищите след Украины, вот, я уверен, что это она, ну вот, и дальше начинается вот, как бы, старое доброе вранье, скорее всего, да, ну, или там, не знаю, история с Орешником самая нашумевшая, когда там президент тоже рассказывает о том, что это там супер оружие, но при этом нет никаких доказательств, что оно что-то супер разрушило, вот, судя по спутниковым снимкам, вот, но мы поговорим, я думаю, про старые классические вещи, которые вбрасываются в СМИ, которые, ну, рукотворные буквально, да, это что-то такое, чтобы смутить. Вранье политиков мы тут, наверное, включать не будем, но вот теперь я Илье передаю слово. Да, Илья, вам слово. Илья Бер. Спасибо, тезка, сразу меня ограничил. Ну, я согласен с Ильей в том, что фейк в узком понимании, как у нас на сайте, когда мы ставим такой вердикт, речь идет именно о намеренной фабрикации и намеренной дезинформации. Что делать со словами Путина про Крокус Сити Холл? Ну, мне кажется, что здесь это как-то очень-очень близко. Во всяком случае, вот в таком большом тексте итоговом, который мы как раз сегодня опубликовали у себя на Проверено медиа и в важных историях, он там вот сейчас можете зайти на важные истории, тоже там прямо сверху висит. Мы Крокус Сити Холл туда включили, да, потому что
В общем, интенция нам очевидна была, да, интенция привязать к чему возможно и к чему невозможно Украину, то есть искать украинский след повсюду. И это целая серия недостоверной информации и фейков, значит, ну и в общем тут слова Путина, мне кажется, не выбиваются из этого дела. Вот, ну вообще очень много всего мы разобрали, так вот сгруппировали в этом тексте. У нас получились такие основные темы в связи с Украиной в первую очередь. Да? Первое — это чета Зеленских, их безумные траты на элитную недвижимость, на яхты, лакшери автомобили, значит, виллу Геббельса, что-то там, автомобиль, по-моему, Гитлера, ну и так далее. Это целая серия фейков, такого вот очернения Зеленского, и эти фейки характерны тем, что у них один и тот же почерк появления и почерк, требующий вложения ресурсов и приложения достаточно... Удивительно, да? Вот. Значит, это такая первая... Этот пидорасия даже фейки какие-то делает. Валейкум ассалам рахматуллахи баракату. Украинская тема с американскими выборами. Тупорылые. В США были очень важные фейкометы эти узкожопые. фейков, которые мы разобрали про Джо Байдена, про Камалу Харрис, ну и про Трампа, собственно, очень велико. И вот если говорить о каких-то любимых фейках, или не забегать вперед, потом про них говорим. Забегайте, как раз я знаю, что у вас есть любимый фейк про Камалу Харрис. Да, про Камалу Харрис любимый мой фейк, значит, рассказ о том, как она якобы застрелила редкого черного носорога во время визита в Замбию в 2023 году. И это, конечно, потрясающая совершенно история. Во-первых, это надо было выдумать целиком, просто с нуля. Ничего, кроме того, что один раз Харрис действительно, значит, была в Замбии, значит, все остальное чистая выдумка. Вот. Но умудрились найти в Америке издание, значит, газету, но у них и сайт, правда, не из Замбии, а из Зимбабве. Ну, вот тут, ну, кому какая разница, да, подумаешь, Замбия, Зимбабве, как казалось бы. Вот. Ну, в общем, нашли зимбабвийскую газету, которая про это написала, значит, вот этот вброс. Кроме того, сделали видео, на видео, значит, какой-то сотрудник или сотрудница сотрудник, да, якобы этого сафари-парка рассказывает, как это все было. Посмотрим, у нас есть видео. Давайте. We've had one incident. I think somewhere ending of March 2023, we had a diplomatic visit in the country. It was a female American politician. Her name was Kamala. She had come with her crew and they decided to take part in safari trophy hunt. You know, during this period, she had asked for a park ranger and I was privileged to accompany them. She had wanted to hear stories about the local fauna and flora. So I was the one doing that. And then, you know, during this safari hunt, we do allow hunting, and this is for raising funds for conservation purposes. However, on our way though, we had met one of our young rhinos. Пиздит о This чем-то. woman decided to shoot, to my amazement. I mean, hunting of rhinos is completely prohibited. Фейк делают, да? Прикиньте. Somehow she just decided to shoot. That very day we lost one of our young ones. His name was... Понятно, короче, сними нахрен. Так, сейчас я. Инструменты свои приготовлю. Для атаки, блядь, Путина. На всякий. Ненавижу, когда заляплено все, блядь. Надо это протирать влажной тряпкой. Высушивать, блядь. Каждый инструмент, блядь. Так. Итак. Сейчас, секунду. Надо приземлиться еще куда-то. Самое интересное, сейчас я думал, как это высказывать. Сейчас я придумал одну тему. Ну, как одну тему? Объявление. Сейчас я кину. ТикТок тоже.
долго думал, как это сказать, как преподнести. Сейчас я включу. Так, TikTok тағыларға бүтіні көзге ассаламу алейкум. Хайырлы киш, хайырлы түн. Так, сағат 10. Мен башлайым өзімнің эфирні. Ютубны уже где-то 10 минут, 15 минут алдын қабызып қойғанайым. Итак, туғанлар, мен ойландым. Мына бұл мені теге сайрама дегелер бет енді менге. Сайрауыма 1 ел болған бет. 1 ел. Вот, 1 ел бет енді нежектір өзімді көрсетмейші бет енді жүрейін бет енді, әймі. Бір канал жабылды уже. Іште мына шу 1 ел ішінде. Шу башлағаным. Мына бұл қазір тұрған YouTube екінші канал бет енді, как бы, қалған. Но на самом деле ол бірінші канал, мына бұл бірінші канал. А екінші каналымны яптылар бет енді. Бұл бірінші каналымны. Он живой остался, но первый накрылся. И вот, үшінші каналым тоже, как бы, не монетизируется. И 4-ші канал бар бет енді. Мына қазір ойлайым. Вообще, 5-ші канал ашырға. И онда уже, может быть, уже себя показывать начать, думаю. Как вы думаете, что скажете? Поэтому, как бы, сегодня начну эфир с этого вопроса. Потому что икки TikTok канал бар, бірісі, как бы, он уже хороший. Второй только начал бит енді. Третий TikTok открывать, не открывать пока не знаю. У меня телефоналарым не хватает миллион TikTokов открывать. Надо переключаться потом, постоянно надо будет. Не увидишь. И главное ведь енді YouTube-ны да еще накрыли медным тазом. Башқұртстанға шығып болмай енді. Шонарға, если себя начну показывать, я знаю, что пойдут масштабные угрозы на меня. Поэтому попробовать хочу с нового канала начать. А новый канал Ютуба начинается очень тяжело. Білесіз бет енді. 1 минут, 2 минут итіп нәрсеке оларға тиішмін. Каждый день эти шоты должен снимать. Там сколько-то там шотов надо снять, чтобы попасть в эфир. 500 и 1000 человек надо набрать бет енді. Білесіз бет енді. 500 и 1000 человек. Я где наберу екен? Вот это интересно. Шунарға вот такой испытательный вариант хочу сделать. Ну, с января месяца. Нәрсе болып тоқтым білмеймін. Подпишу ли я себе приговор или нет об утилизации, или я не знаю. Аллаға тапшырып, 1 ел ішінде шондай әлі нәрселер произошло бит енді. Шығыммы, шықмайм бит енді. Отырабыз бит енді. И мына шондай дәрежеге келіп жеттім енді. Шығым екен деп отырам. Потому что, во-первых, бәлкім какой-то результат будет от этого, то, что я выйду. Потом, может, народ как-то начнет смотреть Башкортостаннан, Татарстаннан. В конце до концов. И, конечно же, наверное, именно туғанларым бірінші көрешәкілер. Это будет пиздец, нахуй. Туғанларым көргәш бетінде вообще пиздец будет. Они начнут, блядь, шквал эмоций своих проявлять на меня. Плюс еще эти попутные, эти узкожопые начнут, блядь, мне катать нотации тут. Под статью набивать меня. Вот пример шулай. Ну, мында енді пан или пропал боласың енді. Будем действовать, латиф салям, будем действовать, так скажем, на усмотрение, так скажем, всего вот этого, ну как это. Ничек будет происходить, так и будет происходить. Попутно мы будем решать проблемы енді. Шулай ғана была енді, наверное. Но ең мұхимы, конечно, мен даже уже пришел, уже 1000 раз об этом я думал за все время, пришел к такому мнению, что если даже туғанларыма нәрсәді бұла тұрған болса енді, я даже на это должен уже глаза закрыть. Потому что дело, как говорится, білесіз ме, нешіктір, наверное, важнее, чем какие-то страхи свои, да, которые там, мана былай была, былай 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 былмай, былай былна.
вот қорқып отырып нәрсәнедір эшләмичә бетерелмәгән кеше кебек үземне нәрсәгә әйтәм, беләсезме? Вот у меня как будто дело начато, но недоделанное. Вот оно как бы недоделанное. Поэтому если вытащу свою рожу, что будет, я не знаю, но, по крайней мере, хотя бы пока на улице, потому что бүлмәдә бит инде чыгарып рожаны утыра алмыйм, потому что менде условиялар не такие, чтобы сидеть там, чтобы у меня там сзади картина была туда-сюда. У меня нет таких условий в данный момент. Поэтому күндүзү ничектир өзүмдү көрсөтөрмүн, блядь. А киш инде мына шулай придется в окно долбиться, блин, потому что у меня нету сзади такого классного этого, так скажем, это, ну, занавеску надо закрывать тогда. Ну, шулайрак инде. Поэтому я думал, как-то все будет как-то потихоньку идти, приближаться к тому, что я смогу выйти и местоположение свое изменю. Главное, думал всегда, что как в Норвегии хотя бы бүлмәм алмашыла, условия башкачарак була, но условия үзгәрергә уйламый, шуларга гомер үтеп бара. И вот думаю, да, короче, ну, Аллага тапшырып тәвәккәл чыгарга уйлыйм инде. Потому что, так скажем, после закрытия канала первого, ну вот этого главного, да, ведь, я заметил, что каналга вообще кеше карамый, и Башкортостан, Татарстан вообще замолчал. Сидят только те люди, которые со мной были изначально, как мы познакомились, с тех пор мына шул кешеләр генә утыра. Рәхмәт аларга, бик зур. Мына яңа кешеләрдән мин бер нәрсәгә күргәнем юк. Отдача. И тем самым, значит, получается, я не результат. И именно результативностью әйбәт түгел. Шунарга, наверное, только когда я выйду, может, пойдет какая-то результативность. Но к этому моменту я должен, я думаю, какой-то канал подготовить. Давайте назовем этот канал как-то, подумаем, как назвать этот канал, как он будет называться, этот канал новый, как мы его назовем, допустим, вот там, я думал, вот так можно назвать, «Уничтожитель Москвы». Вот примерно, да, и как бы просто вроде бы тупо, странно, но в этом слове именно есть Москва. И получается, я думаю, вот, ну, ничектир кешене шундай каналга каратып болар дип уйлыйм инде. Ну, конечно же, все зависит от того, что YouTube будет работать или нет. Россия, мына шунысы да бар инде. Шулай. Поэтому я думаю, вот такая тема. Не знаю от этого, что произойдет, но тактика разговора у меня так и так не будет меняться. Я менять не хочу его. Но, наверное, оно будет жестче, потому что уже появятся реальные угрозы, и придется меня как-то на этой системе, так скажем, продвигаться, борясь с этими ублюдками, узкожопами, в первую очередь. Потом манкурты такие же появятся, я точно знаю. Манкурты, еще борьба с манкуртами. И вот монашунды ракында мен должен морально к этому, наверное, раньше вакыт подготовиться, как это будет вообще происходить и как себя вести. И плюс вот сегодня заметил как раз Невзорова, нечаянно смотрел Невзорова, Невзоров смотрит с двух сторон. Вроде бы слева получается, как он издалека видит, вот это удивительно. Значит, получается, он за двумя компами сидит. Или у него глаза так хорошо видят, или у него слева телефон, справа компьютер. И как бы он не смотрит. Но порой иногда только вот рукой переключает, я заметил, переключается по этим. А в моем понимании это нереально делать. Мне придется прям уткнуться в телефон и оттуда читать, потому что я издалека, во-первых, очки надо одевать. Икенчеден, менде компьютер yok.
И шуларга, я думаю, процесс дома будет как-то вот примерно вот так, пока будем долбиться так в окно. А какие-то моменты, если хорошие моменты я буду находить, где эфирить можно, чтобы фон был у меня приличный, да, наверное, можно будет выходить как-то там, присесть за столом, там, типа, блин, шулайраганда. Но вот не знаю, как это будет происходить. Вот всяких разных смотрю, как они выглядят, допустим, ну, кто как выглядит, да, короче, как хочет, так и выходит, короче, вот примерно. Но самое интересное, да, то, что какой этот будет, да, наезд, вот этот меня, наверное, вот этот тревожит, наезд на меня, потому что ведь я буду всех подряд критиковать, у меня нету шаблонов, кого-то могу, кого-то не могу, всех подряд буду под одну гребенку класть. Главная задача наша, цель Москва. И пока мы не добьемся этих целей, мы не будем останавливаться. И, как сами понимаете, добавлю, да, от того, что происходило вот в данный момент. Допустим, вот сегодня только высказывался чуть-чуть эту тему, как вот показывает какие-то процессы вот через какие-то свои, так скажем, страдания, вот подобие Азербайджана. Вот тем самым Минесулевлярым, я думаю, должны будут доноситься до тех регионов, даже не регионов, стран, которые, получается, тесно связаны с этой пидорасией. Чтобы вот этот контингент тоже каким-то образом начал просыпаться. Именно те, о которых я постоянно говорю, плюс еще новый вот этот образец, которых я вообще никогда не хотел затрагивать, азеров и турков, я их в одном флаконе складывал, да, ведь. И вот исходя от этого я не хочу вообще что-то пиздеть, но так получилось, что вот самолет, вот пиздеть пришлось, и как бы пошло-поехало. И исходя от этого, тогда их тоже добавляя, можем только одно сказать, что если они даже в таком темпе, и даже вот сегодня, как мы уже поняли, что этот Путлер извинялся, если даже в этом темпе они, этот контингент людей, который по сути нам не интересен, это только кашапчикам интересен, особенно кашапчиков буду я критиковать в открытую нахрен. Они же хотели, чтобы я лицо обналичил. Вот я обналичу, как говорится, хайп конкретно на них пойдет, я их никогда не буду забывать, этих ублюдков. Вот. И исходя от этого, что я хочу сказать, вот азера, если в нашем понимании не войдут, не вмешивая турков вообще, турки не при делах. Вот кто в СССР был в наши дела, если они не вдуплятся, если в нашу независимость не вдуплятся, значит, получается, олар бізге якын түгілләр. Вот и все. То, что у них ебанули самолет, это похуй вообще. Умерли люди, окей. А вот если они сейчас, вот в данный момент, вот давайте примерно засекаем декабрь, да, вот 20 какого там декабря, да, это произошло, засекаем. Если они вот после этого процесса свою риторику не поменяют в образе Башкортостана с Татарстаном и Чечни и Дагестана, как хоть и шииты эти уебки, азера, если они вот эту свою риторику не поменяют, то получается мы, ну, так скажем, также будем действовать, что без них, вот как я был без турков, так и действую. Действия шли, Манашлаев дальше будет идти. Поэтому, исходя от этого, мы будем их добавлять или не добавлять в разных подтекстах, блин. Это будет происходить. Но самое интересное, то, что таких государств у нас дохренище. Казахстан даже не в теме. Это Казахстан, понятно, там Тукайка и все, вот там так. А вот дальше идет, это, как сегодня услышали, Туркменистан, Афганистан, окей, пока он сам какой-то не такой, самый близкий, СССР, да, которые были, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Вот получается у нас 4 страны,
даже Туркменистан я никогда как бы толком не добавляю, но окей. Чисто можно добавить их из-за того, что в какой-то части Узбекистана много живут туркменов. Примерно так. И плюс слышали туркманы очень много, оказывается, еще в Сирии, которые там какую-то часть заселяет. Вот от этого еще можно исходить, но те туркманы, какие туркманы, непонятно. Вот так вот. И вот исходя от этого, получается, без Диамонда остается до Таджикистана 3 или 4 государства, которые могли бы содействовать, и вот эта риторика против Москвы должна повышаться в этих странах, но мы пока еще этого не добились. Сегодня еще охренел, я увидел у одного знакомого, что ли, в Инстаграме где-то Новый год в Кыргызстане. Новый год в Кыргызстане в садике. Дед Мороз, Снегурочка, и все на русском. Я так понял, хрен поймешь на чем, или на кыргызском, я не понял. Но суть: в детском саду у детей в Кыргызстане проходит Новый год. Ну, это уму непостижимая херня. В независимом Кыргызстане. Это до такой степени печаль из того, что кыргызлар до такой степени любят этот красный паспорт, что у них до сих пор красный Дед Мороз и голубая Снегурочка, грубо говоря, да, и это все проходит в детском саду, и вот как они воспитывают своих детей. Понимаете как? А Башкортостан bilan Татарстанны сүләргә дә түгел инде. Мы в этом дерьме. И шунардан соң представьте вот этот Новый год в 21 веке в Кыргызстане. Ну, я не знаю, как-то помню, вспоминая Узбекистан, даже во время Каримова, я помню, охренел от того, что это произошло, и в то же время, вот сейчас я понимаю, я рад, что это произошло. 23 февраля и 9 мая, что-то в этом роде, Хотара күні болып қойған. Хотара күні, День памяти или что-то в этом роде, Узбекистан сменил эти даты, он сменил их название, суть, вот этого все он сменил. Но вот эти наши все равно коммунисты это все делают в том же дне, да, понятно. Но сама суть узбекистанского правительства, есть в каких-то местах заскоки смены, даже при Каримове. Но недосконально. Вот этот коммунистический ебанизм присутствует во всех странах, во всех. Эти старики-разбойники, наши, грубо говоря, отцы, матери, годятся, грубо говоря, вот эти люди до сих пор живут в этом Новом Годе, 9 мая, ладно, 9 мая хуй с ними, это общий праздник, да и легенда. Ну, блядь, 23 февраля, 8 марта, еще что там, блядь, ну, вот всякая, блядь, вот всякая хрень, блядь, Иисус воскрес, блядь, добавок еще к этому, блядь, Пасха, блядь, ну, вот это все дерьмо присутствует во всем этом. И да, всегда, само собой, Башкортостан с Татарстаном в этом прям, блядь, нахуй большая роль там. Вот примерно так. Шулай, вот поэтому тут я как бы уже на другую тему перехожу. Примерно вот так, я не знаю, как это все будет происходить, но решил вот так сказать, что я планирую, блядь, показаться нахуй, в конце концов, потому что, блядь, порой, блин, моментами, оказывается, мне кажется, блядь, вот кажется, что моментами твое вот это мимика лица, твое присутствие, оно дает как бы больше какого-то ощущения того момента, о чем ты говоришь. А когда тебя нету, ты вроде говоришь там, блядь, куда-то утыкаешься, куда-то, блядь, в дерево, да, допустим, но просмотр людей, прослушка людей, доходчивость людям, оно, ну, мне кажется, маломайзерно. Очень мало, блядь. Из-за этого, я считаю, надо, наверное, вылазить уже, блядь. Нәрсә булса булды, блядь, Аллага тапшырдык. Мына шулайрак кына инде. Мин белмим.
Бәлкім мен өзіме күнлерімі қысқартып қойырман шулай шығып тұрып. Но былай да болмай, блядь. Былай отырып, теге, как бы, я думаю, что я недосконально, короче говоря, работаю. Вот это мне доходит, блин. Я не знаю, как это будет происходить. Может вначале в маске выходить, я не знаю, думаю, вот, да, эти маски может выходить там, как эти, блин, вот эти, как на днях прикалывались, солдаты, блядь, которые вылазят, блядь, в масках, блядь, все такие, блядь. Или подобие этих узкожопые, узкая община, блядь, в масках ходят же, блядь, вот что-то в этом роде. Ну вот не знаю, блядь. Или сразу выйти, блядь, без маски нахрен, чё уж, блядь, ломаться как девочка, блядь, да? Вот, шундай хал, дуслар, поэтому вот хотел вот это все высказать, так скажем. Bilmayman, как это будет происходить. Сейчас вот здесь запишу, этот стрим начал. Шулай, так, Мандаким Дрязна. Мой Башкортостан только прилетел из Уфы и уже скучаю. Привет из Азербайджана. 9 мая не трогайте, пожалуйста, и еще не материтесь. Он не матерится, он на нем разговаривает. Вот именно. Кстати, привет из Азербайджана, Эльвира. Синнерса Айзер, что ли? Я не пойму. Кто ты по нации, Эльвирка? Что за этот Азербайджан? Причем тут Азербайджан? Я не могу понять, блин. Так. И потом, мен оптырым мана шундай эльвиралардан, вот такие эльвиры реально заебали, вот реально. Блять, вроде мен эфирni olib borам урыс tilinde de, и татар tilinde de, но өзбек tilinde қыстырам бетінде. Но вы определитесь, өзіңнің милләтің былғаш, иштәсің какие-то знакомые голоса. Ну, блять, урыс tilinde нахуя пишешь, блять, а, Эльвира? Блять, ёз бетінде, өзің айзер tilinde даже ёз, блять. Хуй с ним. Постараемся понять, блять. Мы не турки сраные, которые говорят, я не понимаю тебя. Ублюдки турки только могут меня не понять на татарском или на узбекском. Гандону, шайнап берам бетінде, құттақсына ғана, эрдоганским пидорасом, блять. А сіз, блять, нахуй, татар, башқұрт, блять, былғаш, ёз өзіңні тіліңді, аузына сігем. Манқұртлар әтсіккен, блять. Надоели уже, блядь. Вот реально парят вот такие люди, блядь, нахуй. Башкирка родилась в Баку. Ну, пиздец, ну, сөйлейсің, блядь, нахуй. Ну, өзіңні тіліңді ёз, блядь, родилась в Баку. Мен де Өзбекстанда туылған. Ну и чё? Өзбек тілінде Аллаға шүкір білемін. Яна нема керек сенге? Жәлләп, қанжық ёбаный, блядь. Курва ебучая. Так. Кәлленге ишәсіксің, блядь. Как у турки говорят, амана койдым, блядь, нахуй, да? Амана койдым, блядь. Я и по-турецки материться умею. Ты чё, блядь? Суган, блядь. По-айзерски тоже суган, кстати, блядь. Йо, енді, ну, дұрысын айтам, да, блядь? Бұл мысқылау болмасын, Эльвира, ты не обижайся, блядь. Ну, вот реально, мына башқұрт былғаш, блядь, подавно бетінде башқұрт тілін білірге сен тиешсің, блядь. Сен бет, нахуй, Хабиров түгілдірсің, блядь, а? Это Хабиров бит, хуй поймешь, непонятно. Типтер мол, хуй терме, блядь, нахуй. Явно, блядь, нахуй. У типтерлерне да опозорил. Башқұрт болса, башқұртны да опозорил. Чмо ебаное, блядь, Хабировское, блядь. Понимаете? Туйдырдылар, блядь, шундайлар, туйдырдылар, блядь. Я не кичусь, блядь, то, что я умею, блядь. Но каждый должен на своем языке говорить. Я 1000 раз это сравнение давал норвегами. Норвегия, вот Норвегия, прикиньте, норвежский язык это ебанутый язык, по сути, блядь. Но он мне легче дался, чем английский. И итог какой? Норвежцы знают и английский, и норвежский. У них нету, нахуй, вот этого барьера того, что норвежец рождается и сразу английский знает. Нет у них такого, блин. Они знают сразу норвежский. Сразу. Мен шуларға аптырайым, блин. Мен шуларға аптырайым, нәрсеге біздікілер сразу туылғаш орысша ғана сөйлеша башлай. Баласы білән. Бүтін бәбәйлерді юрилер орысша сөйлешелер. Хуй с ним, ладно, мені қатындарым марыйды. Но анда бит башқұрт туыла, татардан татар туыла, бүтін орыс тілінде сөйлешелер.
Вот это и бесит, бля. Поэтому Башкортостан и Татарстанда, переходя на эту тему, давайте как раз-таки вот это на днях тоже что-то где-то я натыкался, добавлю, да, от себя, что Башкортостан, бля, Татарстанда однозначно сразу bizning tilga o'tiladi, сразу. Уничтожение русского языка будет сразу. Сразу, не 30 лет перехода, как Габаса говорит. Еще раз вот напоминаю, вот в конце года как раз этого года, грубо говоря, напоминаю, сегодня вот 28 декабрь, Башкортостан ham Татарстан тиline сразу автоматом o'ta. Нечасом ақша кете, похуй, bütün мектеплер, bütün детский садлар, медицина, военныйлар, любой, любой жерде bütün қияғаз башқұрт тілінде шығырға тиіш. Все, бітті шулай ғана. Аңласа, яши, аңламаса, ұшамы екен, иди нахуй. Дур тағын кибла, блядь, яшамен нахуй біздің Башқұртстанда. Сөйлеша білмейсің екен, яшамен нахрен. Вот и все. Или ходи с переводчиком, блядь, в руках, чтобы был у тебя словарь башкирского языка с твоим поганым языком, блядь. Тоже мне. Ладно, татар тілі, да, көп кеше сөйлеша. Башқұрт тілінде бит вообще аз кеше сөйлеша. Башқұрт тілін вообще надо ценить. Мына мен даже башқұрт тілін білмеймін, башқұрт қаным бола тұрыпта. Потому что я не мог учить бір нәнәмгіне башқұртыйы. И то переделались Узбекистанда на узбекский. И то переделать дегештайнда татар тілі бит қалған үйде. Потому что біз решили татар тілінде сөйлешерге үйде. Потому что мы друг друга понимали. Кто на чем говорит, главное, мы в оконцовке понимали друг друга. Хочешь узбекша сөйле, татарша сөйле, один черт ішің бітіресің. Так, ладно. Давайте по темам переходить будем. Бисмилля, короче. Аллах өзі ғафу етсін, короче. Шулай қызып кетем, блядь. Потому что мен башқұрт дегенше вообще ашуланып кетем, аузына тышым, блядь. Откуда столько злости? Бұл зло түгіл. Просто, блядь, өзіңні тіліңні, блядь, сен цени, мына. Тогда, ладно, сен башқұрт бола тұрып, Бакудан келгенсің екен. Ну, давай айзерча гапыр. Қана сөйлеші айзерча. Давай, вот у меня эфир, вот люди будут понимать, айзерский. Давай, говори. Как по-айзерски сөйлешерге будет? Говорить по-азербайджански. Вот давай, говори по-айзерски тогда с нами. Пиши на азербайджанском. Если так говоришь, что ты оттуда. Так. Я говорю, дурыс-то? Ты вот так вот предъяви казаху, предъяви узбеку, кыргызу, таджику, вот так скажи, блин, как они будут ответить, вот как они ответят? Конечно, на своем ответят они. Даже турк, блин, на своем будет говорить. Турк, даже тот турк, который ни хера нас не хочет понимать, эти ублюдки будут говорить на турецком. Потому что любой, кто в Турцию поехал, ты с ними будешь общаться на турецком. Он не будет на твоем языке общаться. Где такое видно? А бізде добрый душа айнан бәттәгі урыс келгеш, урысша олар білән переквалифицируемся, сөйлеша башлаймыз урыс тілінде. Бәттәгі үйренсіңдер башқұрт тілін біләділер. Так, ладно, мына как раз мындай яхшы сүзләр келген мына. Алла. Құрандан. Аллах Тәала кешеләрнең хәлен үзгәртмәс, әгәр дә улар үзенең үзгәртмәһә. Құран 13.11. Ну, бу башкорт телендә язылган, мен мына еле как укыдым аны әле. Ну, и то мен сезгә как бы донес. Короче говоря, мен битен бер мәртәбә буны әйткән инде инде. Пока без үзебез хәрәкәт итмәсәк, безне беркем дә үзгәртә алмый. Шунарга Башкортстан ва Татарстан үзгәртер өчен үзенең дөньясын, үзенең фикерен, Мәскәү безгә дошманлыгын, бөтенләй бер менә шуны бит үзгәртергә кирәк. Менә шуны үзгәртер өчен без үзебезне үзгәртергә тиешбез. Понимаете? Как я всегда говорил, выражение наше узбекское, мусафир булмаганча мусульман булмыйсан дейді бездә. Вот когда ты пока не станешь мусафиром, ты мусульманином не станешь. Дома ты не можешь стать, допустим, мусульманином. А вот
становишься мусафиром, становишься мусульманином. Вот примерно такая логика. Поэтому, исходя от этого, значит, bizga boshqurtlarga ham totarlarga birinchi o'zimizni o'zgartirga kerak. Любой yoqdan birinchi qo'rquvni yo'qoltirga kerak. Allohga tavakkal qilirga kerak. Ham Moskvaga sug'ishirga borga kerak. А то mana сегодня я говорил, не говорил. Birisi yozib bergan, rahmat onlarga, mana TikTokdan birisi yozib bergan, mana birgina kishi kurasha qo'ya boshqalar deb yozib bergan endi. Menga shulay bir kommentariy yozganlar bugun. Shulay. Ushim ketdi, shulay kimdir yozgan endi. Ismi непонятный, fotosi da непонятный. Kim onu millatini da o'ynab bilmay kim yozgan shulay. No, o'ris tilida yozgan, что вот один только вроде борется, а где все татары degan. Один татарин борется, а где все татары degan. И onda kimdir yozgan, вот мы же есть degan kimdir endi, kimdir yozgan endi. U понятно, свой наш человек, один человек endi. Но onun bilan latna men ikkovmingina, ikkovgina. Ha, Moskvaga bit ikki kishi borib bilmay tuganlar. Onlarga kerak. Казахстан, окей, как я всегда говорю, в тылу они. В тылу, как себя поведут, как они это как говорится, ихне безге туганлыгы, это отражение будет. А вот дальше Москва, они же за нас не могут пойти. Мы же не можем ихними людьми жертвовать на свою землю. Понимаете, это же тупо. Вы же не пойдете, когда в сторону Казахстана защищать, допустим, заранее, до казахов, или там до узбеков, или там вперед паровоза бежать же не будете. Шуларга bizga boshqurtlarga ham totarlarga uyanirga kerak. Bizga bosirga kerak. Bizga нужно собрать отряд, который я всегда вам говорю. Давайте соберем этот отряд долбанный, из кого будет он состоять. Пофиг, блин. Утыздан 50 хатли мужиклар болсын. И все. И главное, Москвага qarshi. Boshqurt totar bo'larga tegish. Bir urus ichida bo'lmasga tegish. Вот примерно вот такой логикой мы должны, как говорится, действовать. Уже начинать действовать. Поэтому, возвращаясь назад, я что хочу сказать. Нәрсәгә мен үземнең рожамны күрсәтергә уйлыйм, чтобы человек уже понимал, наверное, с кем ему можно и с кем не можно идти. Понимаете? Вот может таким образом, может как-то народ, пойдет уже, да, как сказать, будет как-то реально собираться. Или, как говорится, само собой, грязью меня обливать будут, понятно, это ихняя задача. И в то же время будут, наверное, те люди появляться, которые реально будут со мной, как говорится, подписываться, что они против Москвы. Вот моя тактика выхода будет именно к тому, что я должен набрать людей. Как мне сказали же, 20 человек хотя бы намерить, и добить меня, постоянно вспоминаю, кашапчик, 20 человек. Ну вот, хотя бы 20 человек для начала хочу набрать и показать этому кашапчику, отдельно эфирчик сделать, кашапчику кинуть какую-то заявку. Теперь с тебя, бабайка, сказать, 20 человек. Вот примерно так. Так, Габбасов Йоза. Разница, надеюсь, Ул-Йоза опять Ул-Йоза Диенда, опять подписчик был вчера. Давайте читать, а потом в конце посмотрим, кто писал. Разница между чеченцами и башкирами. Два народа, которые больше всех воевали с империей, но чеченцы остались народом, который верно своему стремлению к независимости и максимального несотрудничества с московской властью. Башкиры же бегут впереди всех народов умирать за Путина, высказывая свою преданность. Вот это и есть урыслашу. Урыс күтіне кіру мана шул дейледі енді ол. Мана шул дейлі. Біріншіден, опять артқа қайтып, тіл мәселесінде. Тілде бит, урыс тілінде, бізде башқұрт біле татарда бит, урыс тілі, чеченларда бит, ғұмыр бойы өзі тілінде сөйлеше алар. Редко они добавляют русский язык к своим словам, которые они тоже, наверное, не могут найти в тот момент, и добавляют русский язык. Когда я их слушаю, выскакивает пару русских слов. А так все на чеченском. А бізде такой, даже мені бұзық тілімді. Менде нешек, урысша. Онда бит, шіп-чыстат, башқұртлар, татарлар, үйінде бит енді татар, башқұрт тілінде сөйлешерге тиіш. Ладно, фиг с ним, мен узбек тілінде сөйлештім, у меня микс в семье. Ну ладно, у меня такая кровь деген кебек. Сіз бит, шіп-чыста, Башқұртстанда, Татарстанда туылып өскенлерде бит урыс тілі шыға. Балаларыңыздан әтияни шықмай, мам, пап, брат, сват, вот так, короче.
А после этого, конечно, мы отличаемся от чеченцев. На языковом барьере уже мы, как говорится, страдаем. Не говоря там казахларны, узбекларны. Узбекларда вообще. У узбекларда ты не найдешь, кто на русском будет с тобой общаться. Он чисто будет на узбекском только говорить, если ему надо. И даже порой иногда я его не понимаю, какие-то слова. Ну, я-то понимаю, но имеется в виду и какие-нибудь странные слова начинает говорить, допустим, фальфаса. Я откуда знал? Фальфаса. Это философ, оказывается. Примерно в шундай сөзлер шыға башласа, мен да узбек тілін уже ломаюсь говорить. Почему? Потому что я в 13 лет уехал. Вот до 13, что мне вошло, а остальное все бытовуха. А литературного у меня уже нету. Я же не заканчивал на узбекском университет. Или на татарском. Что-то в этом роде. Но это взято, это слова откуда-то взято у него, выдернуты с этого. С Лига свободных наций, оказывается. И что тут пишется? Целая куча тут. Анастасия Миронова какая-то пишет. Я была в Чечне 6 дней, и вот это скажу. Очень мягко и осторожно. Я не увидела в Чечне ни одного признака массовой вовлеченности чеченцев в СВО. Я вообще там не увидела ни одного признака, что идет СВО. Честно, вообще ни одного. Я не увидела ни одного плаката с призывом в армию. Ни одного сбора военного. По телевизору показывают, как Рамзан Кадыров. Обычно в российском городе отголоски СВО есть всюду. Во-первых, ты видишь. Посвящена участи Палестины. Ни разу не встречала, чтобы сходу было понятно, что в чеченской мечети молятся об СВО. О, это что такое? Это удивительно. Так. Русские военкоры возмущены, что большинство чеченцев не хотят умирать за русский мир. Чеченцы не молятся в мечетях за победу русского оружия, не помогают собирать деньги на русскую армию и не умирают все вместо русских на войне. С презрением. Короче, ладно, это я не буду читать, я понял эту тему. Как раз эту тему я хотел высказывать. Давайте по-свойски я вам объясню. По-татарски, по-башкирски раскидаю. Мына қарағыз. Насчет чеченцев, которые типа они такие ровные, они такие это, да, сейчас говорится, да, ведь там. Но давайте не забывать здесь одну вещь. Допустим, они не идут на войну. Допустим, они там у них как бы нету таких сострадальцев, которые молятся за упокой души Путина или что-то в этом роде. Инда қарағыз. Прикол, самый прикол, который никто не может как бы в открытую это донести до нас. Да? Вот сам себе я доношу и вам пытаюсь донести. Допустим, без оларны айтабыз, что они вот не идут воевать, кадыровцы, да, ведь не идут воевать. Вот кучка кадыровцев. Давайте вот в стороне, давайте отбросим в сторону. Теперь смотрим целая куча тех, которые хотят уничтожить Москву. Закаевы, допустим. Закаевы и Кадыровы. Ну, Закаев начинает бүтін контингент Чечни, который против Кадырова и против Москвы. Теперь прикиньте. То же самое у нас. Как бы сразу можете планировать нас тоже так же. Башқұртлар, татарлар, там, мары, башқасы да. Енді қарағыз, но мында бит мұсылманлар хақында сөз бара. Енді қарағыз, у Кадыровлар мың соғышқа барсын, бармасын, не в этом суть, понимаете? Самая изюминка того, что они, как говорится, пытаются вроде бы оставить кого-то в живых. Ну, точнее, даже вот эти манкурты Кадыровы хотят остаться в живых. Но наши в тот момент манкурты пытаются сдохнуть. Хабиров уничтожает даже манкуртов, не манкуртов, всех подряд. Окей. Вот вам сравнение. Миниханов такой же, блядь, этот черт, Рустик, блядь, Шулаев уничтожает, получается, татарларна. И плюс еще говорят, меньше уничтожает, чем башқұртларна Хабиров. Окей. Теперь вот раз сравнение. Теперь возвращаясь к чеченцам. Если даже чеченцы таким образом крысятся
насчет людей и не уничтожаются, вы что думаете, когда сыр-бор этот начнется против Москвы, кадыровцы таким образом отбелятся от Ахмата Закаева? Или от других чеченцев? Отбелятся, думаете? Как вы вот насчет этого, как вы думаете? Понимаете? Манда, вот в чем этот изюминка того, что фарк yok. Какая хер разница, Кадыровы сейчас пытаются выжить или не выжить. Но потом, во время Ахмат Закаева, когда они войдут, иншаллах, Ичкерию будут создавать, эти же ублюдки, которые были, они конкретно должны будут или посягнуть под Ахмата Закаева, или нахуй пошлют их. Примерно вот такая будет тема, понимаете? Это будет, я не знаю, примут ли, вопрос будет стоять здесь. Примут ли, потому что представили, этот, сейчас давайте третью вообще сторону будем сравнивать. Допустим, ИГИЛ, который нахуй был послан этими Джавлани, которые сейчас взяли Сирию. И прикиньте, и тут эти... Асадовская хуитация приперлась и говорит этим Джавлани, давайте типа нас простите, мы с вами. Оно не осядет в один флаконе. Вот как вы видели, как эти уебки бегают по пустыне, блядь, бедствуют, бомжуют, эти войска асадовские. Вот примерно будет из этой категории. Оно должно быть из такой категории. И этот косяк стоит и у нас. Башкиртларны, татарларны içinde да. Вы что думаете, хабировская вот эта шваль, это ебучая, Бодрановых и ниже стоящих до последней уборщицы, блядь, библиотеки аулда, блядь, вы думаете, мы примем? Кутагым? Если Габбасов захочет принять, нахуй, Габбасовны башы үзіне кетті, нахуй. Мы айтып қоем сразу. Баштанок. Поэтому, исходя от этого, мы и вот эти кадыровцы, пусть хоть там, блядь, пизду не идут воевать вообще, пусть спят дома, нахуй, до пизды. Им не будет, нахуй, пощады. Минимум тюрьма, а так башыңганы алырға. Минимум тюрьма. Поэтому я вот этот момент всегда вот натыкался, блядь, не мог ответить, забывал, блядь, что ли, вот тема, да, и вот наткнулся, окей, вот, и это... Разница между чеченцами и башкирами, я думаю, вот об этом тема идет, а там Габбасов не копернул, не под то-то копернуто. Точнее, он копернул от Лиги Свободной Нации, но суть-то я вам прочитал до этого, о чем идет. Зе-блогеры ноют то, что Кадыровы не идут. А изюминка-то не в этом. Изюминка что, блядь, олар улеме хазыр, потом без белян улелерме, без киргеш. Вот где суть. Поэтому я считаю, что мы должны сейчас как раз-таки, не зря же, наверное, нормальные люди создали тот список людей, которых мы берем на учет. На учет судью там намыло, того намыло. Вот из этой категории туганлар. Поэтому, как говорится, Башкортостан и Чечняна сравнить можно по языковым барьерам. Туда-сюда, как я вначале говорил, примерно, я думал, так идет речь. Но... Блять, по вот этому чертовому статье мы понимаем, что тут не в этом суть. Суть в том, что кадыровская система, хабировская система, минихановская, вот эта вся шваль, она пиздой накроется, как и с Путиным. Так же будет, блядь, те же Соловьевы, Скобеевы, вот из этой категории. Что вы собираетесь с ними делать? Допустим, из той категории того, что сейчас вот недавно, вот вчера только я смотрел, Сирии, да, опять вот эти, Фарух рассказывает, вышли эти долбоебы, начали что-то там, образовался какой-то бунт шиитов, блядь. Вот такая херня будет. Чтобы этого не было, нам это уже сейчас надо избежать, чтобы у нас этого не было. Біз қазірден уже әзірләніп қойырға тиіш боламыз, что бізде шундай дұшманларыбыз болашақ. И біз оларны ничектер порешать должны. Порешать или смертельно, или оставить на потом, или посадить вместо Алсынова. Что-то в этом роде. Вот где, как надо рассматривать эту тему, а не так, что, блядь, нахуй, у нас, понимаешь ли, языковый барьер, то отстаем от чеченцев, это не отстаем. Да похуй, что мы отстаем, блядь.
Biz üzerimizdeki проблеманы решать должны таким образом, что біздің ішімізде манкуртлар не должны командовать и остаться внутри нашей вот этой новой делегации, которая будет создавать новый Башкортостан с Татарстаном. Вот где наша суть наших задач, которые мы должны будем выполнить, а не то, что, блядь, сравнения какие-то брать. У каждого народа будут свои косяки. Вы что, думаете, у сирийцев нет, что ли? У сирийцев то же самое. Все манкурты там тоже. Просто там вот это слово манкурт у них по-другому звучит, как истинные арабы, мусульмане. У них сразу неверный, блядь. Верный, неверный, блядь. А у нас... Есть уже как бы более облегченный вариант манкурты, предатели, так скажем, нации. Миллет соткунлары. Как в Татарстанда говорят, сотлык джанлар, блядь. Надеюсь, объяснил и сам себе объяснил, и вам пытаюсь. Если где-то не прав, напишите комментарии. А так вот это что пишет? А ты столько-то. Во-вторых, что-то я в Уфе не видела и не слышал таких призывов. В Башкирске практически не слышала. Потому что Уфада весь сброд живет. Поэтому и не слышала. Высказывание ваше верное, соглашусь с ними, но грубость ваша и злость. Ну, хули поделаешь, Ильверка. Как говорится, мен сеня егетің түгіл, отаң түгіл, инаң түгіл, абыың түгіл. Как говорится, как есть. Как есть. Ничего не поделаешь. Главное, Эльвира, лайк, подписка и распространение с тебя. Вот прям вырывай из-под текста высказывания всякие, где понравилось тебе. Копируй, распространяй внутри. Только будь осторожна, чтобы за тобой завтра Хабиров не пришел. Ихтётка не узина. Так. Так, идем дальше. Вот здесь по новостям. А тут перехожу разную тему, блин. Блять, забыл, что у меня еще ТикТок надо записывать. Так, район Песчаного, ворог уже добегая до промзоны, да, досягая новых позиций, на колонии села наши казаки с 425 ОШБ «Скала» накосили у посадках группу свинохряхів, так одного взбили, який забила до промки, вся пятачки будут знищены. Что за пятачки, блядь? Узкожопых, что ли? Ага. Ни хрена себе. Чем они пуляют, блядь? Дрон, что ли, блядь? Короче, видос, как дронами херачат. Один дрон просматривает, а другой работает, короче, понятно. Так. Не хватит дров, будут меньше топить, вырастут цены, начнут меньше есть. Так живут северные вепсы, малочисленный народ в глубинке Карелии. О, вепсы какие-то еще есть нации, да ведь? Северные какие-то. Глубинка Карелии. Финны по соседству, наверное, обзавидовались. Что за хуйня тут? Людмила Ивановна всю жизнь прожила в Шолтозере. Работала в школе лаборантом, а этот свой неказистый домик, построенный из остатков сгоревшего ранее, купила в 91 году. Тогда еще за 471 рубль. В нем нет ни газа, ни канализации, ни отопления. Только печь да водопроводная колонка дальше по улице. Да я уже привыкла, мне 77 лет. Я уже только какой жизни только не видела. Поэтому я уже приспосабливаюсь к ней, как говорится, как по возможности. Все. Что тут делать-то? Ну, хватит дров, да хватит. Я смотрю, мало, так буду экономнее топить. Одену лишнюю кофту, либо куртку, либо валенки у меня есть. Зимой хорошо. В Шолтозере, как и во многих российских сельских населенных пунктах, благоустройство дома зависит от благосостояния его хозяина.
Если есть деньги, можно и новый дом построить, и воду в него провести, и отопление наладить. Но большинство так и живет, как жили их родители, деды и прадеды. Да уж. Нищета. Такой дом можно назвать комфортным, потому что туалет находится не за пределами дома, а прямо пристроен к дому. Это ужас просто. Двухэтажный барак и туалет пристроен к дому. Прям возле, прям нәрседен шығасың, болдырдан шығып, сразу туалетке кіресің, шумасың, блядь, с левой стороны. Ну, это пиздец, нахуй. Стафирлах. Ну, Аллаға шүкір, біз Башқұртстаннан, Татарстаннан мұсылман болғаш, бізде бүтін нәрсе порядокта. И у каждого дистанция есть, мунша дистанциясы бар, туалет дистанциясы бар. Хәуліні, участокны строить етірге бізде хоть Аллаға шүкір башыбыз ішлейінде, нешек, как оно должно быть. Сарай, где должен быть, дом, где должен быть, а не так, блядь, как у этих узкожопых. Все рядом, блядь, нахуй, все. Дом построит и по краям все. Сарай, короче, и туалет по краям, все, баня. Все в одну дверь, нахуй. Вот так выходят из дома, все рядом, все рядом. Вот такой идиотизм. И, конечно же, печаль того, что узкожопые деревни можно сразу отличать чем? В узкожопых деревнях обшивка не делается, не красится. Вот у нас, допустим, Башкортостан, блин, Татарстан, это как Норвегия, считай, все дома покрашены, красота. Ну, у бедных только бывает не до ума не доведенные. А у узкожопых сразу можно ихнюю деревню отличить, что у них бурана, у бурана ширеген, қорайып біткен. Он становится такой коричневый, такой старокоричневый, как этот вестерн, блядь, нахуй, американский вестерн, блядь. Из этой категории конвоев, блядь. И вот это ты сразу поймешь, что это узкожопая деревня. Вот какие у них рукоприкладные мужики. Воевать умеют, бухать умеют, но нихуя ни кола, ни двора, блядь. Вот примерно из этой категории деревня, понимаете? Шунарга, туганлар, мы не должны, как говорится, спадать с этой планки, мы должны всегда держать выше, как говорится, свою планку перед этими уёбками, нахуй, как тут сказали, свинорылами, блядь. И самое интересное, вот здесь самое отвратительное видео мне сегодня отправили, прям с аппетитом смотрел, но сейчас посмотрим вместе, что тут происходит. Получается, какая-то свинка, блядь, белая свинка, рахатланып, нахуй, рахатланып, кишини аши, нахуй. Кишини аши в этом, где-то там доедает человека, солдата, получается, со стороны, хз, блядь, головы, что ли, забиля, аж этот, все видно, прям четко снимает, тут дрон, прям, ладно, дальше даже смотреть не хочу. Самое отвратительное, что может случиться с башкиром, татаром, дагестанцем, с ингушем или чеченцем, это быть съеденной свиньей. Стафирлах. Надеюсь, чеченцы, дагестанцы здесь есть? Нет? Услышали? Так что самое отвратительное, чтобы вас свинья не сожрала, блядь, в армии. А башкиртлар, татарларна, похуй, блядь, их жрут так и так. Каждый день, блядь. А вот чеченцы, дагестанцы, кавказцы вас точно не должны сожрать свиньи. Ну, увы, и вас тоже, наверное, жрут там. Всех подряд. Так, первый руководитель Республики Башкортостан Харис Юмагулов. Один из лидеров башкирского национального движения, партийный и государственный деятель, председатель Башревкома 1919-1920. Соратник Ахмадзаки Валиди. В июле 1937 года был обвинен в участии в антисоветской националистической организации, расстрелян в декабре 1937 года. История Башкир. History of the Bashkirs. Күрәсезме, получается, ему неизвестно даже сколько лет было, тут не написано. Ну пусть будет 1900 года он, да? Ну, здесь на фотке он, конечно, молодой, но не знаю. Ну вот 37 лет, наверное, допустим, ему было. Прикиньте, и его расстреляли. И исходя от этого, если башкорт һәм татар мына шундый тарихларны белмәй икән, белмәгәч, мына шул тарихны бит инде, әйме. Даже я сам первый раз при вас читаю это. Ну, я думаю, что этот, ну,
неуважение, я думаю, в первую очередь к семье этого человека, потому что Харбер Кеше, допустим, семьясында должен понимать и рассказывать, я думаю, истории реальности, которые вообще реально происходили. Ну, и при коммунизме и так далее. Какую историю, как говорится, тот человек в тот момент проживает. И мана өзімні алғанда бізге, когда рассказывали про моего прадеда, башкорта, который Закир Бабай, Закир его звали. Закира убили ведь, наверное, рассказывали, но недорассказывали. То ли мы из-за того, что мы мелкие были, недорассказывали, то ли что-то вот как-то так. И вот мин тупшинып, сроп, довел бы своего дядю, короче, да, чтобы он мне полностью более-менее рассказал. У меня был весь рассказ когда-то, пока я туда-сюда переезжал, письма были у меня, письма, написанные из Башкортостана в Узбекистан. Эти письма хранил мой отец. И шулай ничектер укоядыр электин, хазыр койдан білмеймін. Ну, где-то с альбомами лежат, где-то в каком-то доме лежит оно. Искать надо. Ну, примерно то, что он мне рассказал, и сравнивая те письма, я примерно понимаю, что вот из тех историй, как происходило, что происходило, точно я знаю, что минем нанамне, вот история, да, вот просто я сейчас просто хочу добавить, напомнить, да, всем. Минем нанамне, этот сын, получается, убивают. Вот причина убийства непонятная. Ну, вот эти времена раскулачивания. И в тот момент, эти какие года, вот этот года я тоже не помню. Но кто мне информацию кидал, года не написаны. Но можно это в дальнейшем понять, наверное, откуда. Как, в каком году попала минем нанам бабушка в Ташкент. Вот от этого исходя можно понимать, что Башкортостандан нишанчы елны все почему-то уезжали в Узбекистан. Но я думаю, это вот эти 1937 года. Может, 35-е года. Какие года, почему Башкортостандан все уезжали? Может, эти те года, когда был Голодомор? Но олай десең, олар әзгенә бит еще Башкортостанны нәрсәсен күргәннәр. Әзгенә үскәннәр, потом гына чыкканнар. Дидомын күргәннәр. Вот в чем прикол, понимаете? Дидом Башкортостана они видели. Все эти дети, которые остались без родителей. Мать, считай, умерла у них. Потом дед вроде вторую жену взял. Укымышлы нәрсәкәй булган инде. Ол да вроде бы по хоть и коммунизм и что такое, но вроде бы были мусульманами. Как бы намаз и так далее, вот эта вся тема. И самое интересное, как всегда я говорю, вот этого деда, которого убили, его сын какой-то, вот я не знаю, Бары, что ли, его звали, сын Бары, или еще какой-то сын был еще, или этот Бары. Аулда при всех он саблей убил того Юмагула. Его звали, моего деда, кто убил, Юмагул. Юмагула он убил. Он дал за отца ответку. Казнь сделал он. Аулда. При всех. Ол білген, что это сын бу үтірген. И икенче малай келіп, оны үтірген, получается. И что произошло с ним дальше, не знаем. В тюрьму попал или что. И в итоге старший брат уезжает в Ташкент, и за ними девочки бегут. 3. Мені нәнәмнің опасы, нәнәм и сіңлісі. Мына шулай олар 4 генә калалар. Калганы кая булып беткән, неизвестно. Их то ли 6 было, то ли 8 их было детей. Ишле семья булган. Ул Закир бабаемда әллә ничә баласы булган, 2 хатын булгач. И в итоге, короче, какие сыновья, чьи дочки, ну, понимаю, что эти 3 дочки явно
одной мамы. А вот те братья от кого, непонятно. Наверное, первая жена, потом вторая жена. Куда, и вторая куда делась? Вот интересно. Первая жена где? Вторая жена где? И третья, что эти дети все детдома остаются? Вот в чем прикол. И шумардан, мана шундай бардак. Этот бардак, просто я, что я хочу сказать от этого исхода, что ондай хал бит инде миндагина булмаган. Биздагина булмаган. У бүтүн Башкортостанда болган. Стерлитамакта притом это происходит. Стерлитамак, Стерлибашта, Шапай ауылынан. Вот из этой категории. А дед мой, вот этот прадед, почему-то говорят, как я понял, был председателем колхозов, притом еще. Председатель колхоза. Исходя от этого, получается, он явно работал на красных. Явно работал на красных. Ну, государственный человек был, председатель колхоза. Вот такие моменты. Поэтому тут Санта-Барбара, точно. И что Санта-Барбара, это непонятная Санта-Барбара. И все уничтожена история. Почему? Потому что все уехали, все были детьми и попали в Узбекистан. И тут история закрылась. А потом этот брат их, который упиздил первый Узбекистан, девочки остались, а он съебался в Уфу. И в Уфе организовался и остался в Уфе жить. Вот такая вот тема. И вот, получается, вся родня сейчас живет в Уфе. Вот из этой династии егошней. Но по моему знанию вот этих родственников, если я сейчас в глаза вот так бросаю их, все манкурты, вот эти все башкирты, манкурты все, поголовно, блядь. Из этих всех людей я одну вещь понял, что только я один долбоеб вышел, блядь, на этот путь. Только я один. За мной ни один родственник не встанет. Я это точно знаю. Ни один родственник за меня не встанет. Они станут за правительство. Понимаете, что самая печальная вещь? Иң печальныйсы шул, что сен өзіңні туғаныңа да қарсы бола тұрған уақыт келді. Как раз таки из той категории ахыр заманны вақыты сәбәпле, если вспоминать Коран, то когда нас соберут на сыр-бор, на разбор, каждый будет стоять, и никто никому не поможет. Вот из этой категории. Но оно уже сейчас это происходит. Сейчас. Как бы тут не поможешь, а даже вот это, когда людям пытаешься рассказать үзеңне правду, вот что, Мәскәүгә без каршы булырга тиешбез, безне дошманлар алар, вот это начинаешь рассказывать, и они против тебя уже становятся. Ты противник их не становишься, потому что ты говоришь истину, а они хотят во лжи жить. И вот эта ложная ситуация и приведет к тому, что без үзебезнең туганнарны да үтерергә туры килә. Или постараться им донести, не высовываться из дома. Вот на днях тоже думал об этом. Что я скажу им, блядь? Я вернулся с автоматом уничтожать Москву. Они выйдут за Путина. Что я им скажу? Идите домой, не высовывайтесь. Это только один мой шаг будет к добру. И меня оларны үтерергә туры килә. Если они вылезут. Понимаете смысл? А это каждого касается. Это касается каждого из нас, который хочет за независимость Башкортостана идти. Это не с той категории Габбасова, который говорит час икс, блядь. А час икс болса да бит кулыңда автомат была. Сиңа нәрсә кулыңда атыргүл будет, что ли? Цветок роза будет, что ли? Вот этот интересный момент, блядь, порой меня угнетает внутри, блядь. Как это будет, блядь? Пиздец.
Да. Ужасные воспоминания, ужасные нападки приходят на меня иногда таки на всякие в голову. Будущее, настоящее и воспоминания, которые нас ждут, которые ждут нас. И мы к этому должны как-то подготовиться. Я не знаю как. Я вообще не могу представить, как это. Шулай. А так, балаболством, которые ведут наши предприимчивые люди, которые хотят независимости и дистанционно пытаются как-то сделать подобие Руслана Айсина, рассказывая историю каких-то всяких аборигенов, и Кашаповы, и Иршад Хаби из Нью-Йорка. Я считаю, что всякими партиями и всякой хренью, доносящей из всяких микрофонов по всей, так скажем, по всему миру, этим, я думаю, мы не добьемся никогда ничего. Мы пытаемся, так скажем, псевдодрузей в виде Америки и Европы сказать, вот типа мы в тяжелом состоянии и как бы вот ждем час X, когда Путин умрет, и в этот момент вы вот можете помочь? И тут сразу появляется вопрос, а чем? А вот как с Украиной? Как они с Украиной помогают, видите, да? Как они помогают с Украиной, которая уже идет война, когда я говорю 3 года, украинцы порой обижаются, говорят, с 2014 года вообще-то, блядь. 10 лет. Война идет. И оказывается, получается, мы даже те 10 лет, которые прошли, мы не осознавали, что это война. Понимаете? Мы до такой степени уснули, что в этот момент и Сирия война была, и бардак был там. Также вот год уже прошел, как год прошел, в Палестине долбят людей. Тоже забыли. Забыли, все. Мана шунарга минем башым кота, что мы не можем сосредоточиться своей проблемой. Именно проблемы Башкортостана с Татарстаном, что мы с часом иксом далеко не пойдем. Нужно делать сейчас. Вот сейчас это нужно делать, пока есть возможность, что мы что-то можем сделать. А потом, аллах, бля, мы сможем или нет вообще. Смена Путина на другого нам равенства никакой не приведет. Уничтожение только Москвы может привести к тому, что мы хотим. Только уничтожение. А так балаболят и буряты, и якуты что-то там бздят. А коясың? Коясың сізні армия. А коя Башкортостан на Татарстанна армиясы. Понимаете? И вспоминая опять этого Кашапова, никак не могу не вспомнить его. Потому что вспоминаю тут Айзеро с самолетом. Айзера, Турция, по его словам, оказывается, дает какую-то военную плацдарм, типа там кто-то тренируется. А где эти тренировщики, чертовые, блядь? Кто там тренируется? Татарлар? Башкортлар тренируются? Я не могу понять. Не, оно, говорит, засекречено. Кашапов мне говорит, я здесь не могу говорить по WhatsApp, засекречено. Ну ладно, напишите мне в Telegram. Засекречено, напиши лично мне. И чем там твой секрет? То, что там тренируется кто-то? А кто там тренируется? Кто-то тренируется к чему? К какому дню? Час иксу? К какому час иксу? Кто ты, чтобы ты придумываешь час икс, блядь? Откуда ты знаешь этот час икс, когда будет? Что за час икс, блядь? Час икс может тогда придет, где во всех странах, допустим, Казахстан, Узбекистан, у каждого по самолету ёбнется, Туркменистан по самолету ёбнет Путин, вот тогда час икс может придет. Хуй, и тогда не придет.
скажет, блядь, извините, я больше так не буду. Примерно так. Вот этого я момента никак я не могу в голове вписать, что ищут час X, блядь. Нет этого час X. Туғанлар, yok. Шунарға бетіне 100 мәрте айтам, бірдәмлікті күш, бірге біз тезірек жиылырға тиіспіз. 30-дан 50-ге қатты біз жиылмасақ, ертеге біз уже соңға қалған болабыз. Соңға қалған болабыз. Чүнки біздің кебек кішіні, мына мен, допустим, даже я хочу вылазить, да, уничтожат они быстрее, чем мы их уничтожим. Потому что нас мало. Реализовать это, вот эту хуйню, эшкәртергә мына шул эшләрне тизрәк өчен безгә хәзер нәрсә кирәк? Кеше кирәк, и Украин белән связаться надо нам. Все, больше нам ни хрена ничего не надо. Сборы, сборы, сборы. Собираемся, готовимся, выдвигаемся на Москву. Вот и все. Через Башкортостан. И тут появляется еще одна какая-то мысль. После, опять-таки, этого самолета. Мне кажется, дальше больше оно будет таким образом. Приведется к тому, что эти манкурты из тех соседних наших стран начнут переобуваться против Москвы. Вот мне кажется, мы идем к такому моменту. Вот ждем сейчас, переобуется ли Тукайка с этим ебаным Алиевым, усатиком, блядь, с Айзером. Вот эти два манкурта переобуются ли или все-таки обосрутся против Путина переобиваться. Вот этот момент ждем. Вот этот самый интригующий момент тому, что этот намек тот, что если это произойдет, то Куандыкский коридор будет открыт нам. Туганлар, понимаете? Если в идеале, если были бы, добавлю от себя, кстати, выход мой должен быть обязательным. Я, наверное, все-таки должен буду выйти. Потому что мои слова все равно никто не доносит, я понял. Я сам буду доносить до людей. Одна мысль. Если эти манкурты переобуваться сейчас начнут, помните, один раз говорил, если из этих независимых стран президенты переобуются, им я кидаю вызов. Какой вызов? Короче, Казах халқына, Азер халқына, Азерно я никогда не впутывал, если, по идее, если не было бы этого самолета. Добавляю теперь в придачу грузинам. Грузинам также касается. Армяне вообще ни в пизду, ни в армию они нахуй не нужны нам. Короче, узбекам, кыргызам, таджикам кидаю заявку такую, что если они переобуются сейчас по уничтожению Москвы, то Харбер халқына, нашул давлятнан халқына, нужно поставить задачу, не убивая их, не сажая их, оставить их на каком-то обеспечении и из страны или выселить их нахуй, или просто оставить где-то как бывшего президента, не трогая, не сажая, не мучая их, не убивая, как Асада ждет. Асада поймаем, выебем мы даже не сирийцы. Если мы пойдем на Москву, Асада мы выцепим нахуй. И вот этим всем президентам нужно дать обещание от всего народа этих стран, что они отойдут, их никто не ебнет, останутся в живых, но ихняя задача отойти и встать в первую очередь против Москвы, ребром, так скажем, да, и поставить вопросы, тем самым открыть ворота Башкортостана, Татарстанга через Казахстан, и тем самым Тукайке, Алиеву, Мирзияеву, этим пидорасу Кыргызу, я его даже не знаю, как зовут, блядь, тюремщик ебаный, Рахману этому, блядь, всем дать отпускные, так скажем, блядь, на жизнь.
Не отпуск, блядь, от работы, а отпуск на жизнь. И пусть пиздует дуртяга кибла нахуй, но каким предосмотром? Того, что, блядь, вся власть перейдет Казахстана и так далее в руки людей. И люди сами в Курултае выберут себе президента, поставят своего любимого человека, как хотят. Ну, чтобы Казахстан был свободным. Только вот такой задачей мы можем, как говорится, ультиматумом поставить им вердикт того, что если у них есть жилка жизни, если они хотят жить, они должны вот таким образом отойти. Если они этому не будут согласны, если они сейчас пойдут за Москвой, но и мы пойдем в Башкортостан или Татарстанга, то им будет конкретная пизда. Получается, если мы снесем Москву в дальнейшем, то независимые вот эти страны развалятся в тот же момент. И у них тоже пройдут бунты. Так же, как в Сирии. Вот это у них будет ожидать. Но бежать уже у них Москвы не будет. Вот в чем прикол. Вот поэтому они должны этот момент усечь, блядь. И сейчас уже пойти, блядь, нахуй, навстречу вот подобие нами. Понимаете, вот до какого уровня нам нужно планку поднять этих действий. А не ходить где-то там в ООН, блядь, кашапчики, блядь, габасовые, айсины, блядь, хуйней мается. Договариваться не нужно с кем-то, блядь. Договариваться должны с нами. Понимаете, с нами. А не с кем-то мы. Мы с кем-то не будем договариваться. Мы идем на разъеб. На уничтожение Москвы идем. А договор будет с нами. Интересно им, блядь, с нами договориться. В ихнем понимании должен быть интерес. Неинтересно, значит, уляляр, куялар, бетты тамам, блядь. Кто их нахуй будет жалеть? Вон у Асада каждого пидораса ловят и ебут нахуй. Кстати, это тоже было озвучено. Решают сами. Фарух, конечно, красиво выражается, но ложат всех подряд. Шииты, не волнует. Кто там выполз нахуй против Джавлани, всех ебашат. Так и будет. Так и будет. Не только Башкортостан, да, по всем, блядь, странам, которые сейчас хуйней маются с Путиным. Не говоря, что Корея там еще, блядь, сбор с Кореей там будет в дальнейшем, блядь. С Китаем еще, если он выебываться будет, Китай. Примерно так. Поэтому, туганлар, я считаю, что каждый вот этот момент мы должны, как говорится, озвучить. Но для того, чтобы его озвучивать, мы должны как-то, блядь, на какую-то трибуну выйти. Мы не можем вот так в дерево долбиться, там в дом долбиться. Не можем в окно вдолбиться и говорить о чем-то кому-то там, которые слушают там мой канал, кто-то там туда-сюда. Это мало. Этот не мировой, получается, эффект. Эффекта мало. Мы, само собой, мы донести должны это Башкортостан, Татарстаном, но его кто-то должен оттуда забрать и вывести там. Или там Айгуль Леон, как вчера Габасов говорил, что она там будет какой-то там человек по распространению, мировое распространение туда-сюда. Ну, распространяйте, ловите тогда хотя бы вы какие-то связи. Если есть кто-то здесь, мин Башкортман дейсің, Эльвира, вот, если ты хочешь какую-то движуху, да, как Путин сказал, движняк, блядь, если хочешь, ну, соединись с Айгуль Леоном, Габасовым, начни вот эту мою тему, риторику толкать им, что они скажут, пусть говорят тебе ответ, делаем стрим, все совместный, работаем, как говорится, и действуем. А не так, что говно жевать, блядь, нахуй. В одном месте стоять, нахуй, не двигаться годами. У них куттағыма мында келдігіз, блядь. Литваға бірсі кеткен. Ладно, тіге кеткен нәрсекеге Айгуль Леон, онда ирге теген енді. Хуй, фамилиясы да Леон әлі енді. Кеткен ол, әлі қошан, до этих времен кеткен ол, блядь. Она вообще не при делах. Она чисто как искренняя башкирка вышла, блядь, когда увидела, что ебашит наших, блядь. Она вышла, не стерпела. А так она в Америке живет, ей похуй должно было быть. Но
из-за того, что, блядь, внутри Башкортостана похуй, уже люди выходят извне Башкортостана. Вот в чем позор, что безнен халыклар иште бірсі қойғырмай өзіні күті үшін, блядь, милләт үшін. Милләт нәрсә дегенін білмейсіз, блядь. Шитке кеткенлер, сіз бук қашлап ятасыз, нәрсәдір шықып ятасыз, гей Европа, ла-ла, мне пишет вот эти всякие в ТикТоке, мандалошки, блядь, с Башкортостана, с Татарстана. Пошли нахуй вы. Дуры, блядь, которые не могут нахуй палец о палец ударить, блядь, за Башкортостан что-то порешать не могут, только, блядь, на смерть можете отправлять и, блядь, говорить, там хорошо, мой там служит, как эта овца, которая отправляет, блядь, этих душар, блядь, 18-летних, там хорошо, вас встретят в окопе в Кирзачах, нахуй, хорошо, да, и прилетают вот эти дроны, как только что видели, и все, пизда вам, нахуй, за сутки, блядь, хорошо там, чего хорошего, блядь. В Кирзачах и на войне, блядь. Ничего хорошего, блядь. Дуслар, без то вот меня вот это и угнетает, и бесит, то, что мы топчемся в одном месте, и прогресс у нас, да, знаете, как, блядь, я не знаю, как черепаха, блядь, обосралась, грубо говоря. Вот этим прогрессом мы никогда нахуй, не то что эфирга чигабыз, блядь, масштабировать будем, блядь, даже как узкожопые. У Майкла Нака 2 миллиона, блядь, у других 4 миллиона, у кого-то 5 миллионов, блядь. Мы не можем, блядь, даже свой внутренний потенциал Башкортостана с Татарстаном включить в этот ебаный YouTube-канал, блядь. Никто не хочет топить, блядь, за независимость, блядь. Какой нахуй, блядь, 100 тысяч еле как набрали Айсенлар и радуются. Понимаете, вот в каком манкуртизме, блядь, мы живем. 100 тысяч, а у узкожопых, блядь, 2 миллиона. Блядь, 2 миллиона. Кто может там подписаться от узкожопых? Явно он ищенда, блядь, безникилер да бар. Безникилер да бар он ищенда, блядь. Однозначно вот эти сраные манкурты. Татары да бар, башкорты да бар он ищенда, блядь, как Фариделер, блядь. Это сраная Фарида Курбангалеева. Вот такие вот мандалошки там явно есть, блядь. Которые, блядь, говорят, что они с нами, а отходя от нас, радуются, смеются, то, что они думают, что мы с ними, блядь. Вот что-то в этом роде. Вот уже, короче, как я начал, мана 15 киши қараған, икенчісіне 14 киши, үшіншісіне 7 киши қараған. Мана шулай қарайырлар, рахмат. Біріншісін вообще 55 киши қараған уже мына ТикТокта нормально прет люди. Мында, короче, 9 киши гана отырар, рахмат сізге. Киши көбәймей мында. Ютубка натуре ульган шекеллек. Так, что у Саха забрала Москва и что даст независимость? Вот Якутия будущее, вот якутка какая-то, Раиса Зубарева какая-то выползла, вот тоже интересно, давайте послушаем, что она говорит, новое или старое это пиздеж ешный. О чем она говорит? Каждый в России знает, что Якутия – это невероятно богатый край. Но если на улице спросить каждого русского, то почти все они скажут, что Якутия не выживет, когда станет независимой. Как такое противоречие уживается в голове людей? А очень просто. На самом деле Якутия не выживет без России – это стандартный шаблон колонистов, которые боятся лишиться наших гигантских ресурсов. К сожалению, эти шаблоны сильно засели и в головах самих саха. Но только потому, что в фашистской России у них нет доступа к нормальной информации. Зато кондовая пропаганда несется 24 часа в сутки из каждого утюга. Вот сегодня мы и будем разрушать эти навязанные стереотипы. Здравствуйте, я Раиса Зубарева, представитель движения «За независимость Саха». Вы на канале Лиги свободных наций. Давайте сегодня мы поговорим о Республике Саха, государстве, у которого украли суверенитет, и которое войдет в 7 крупнейших стран мира и станет одним из самых богатых на стратегические ресурсы на планете, когда станет независимым. Подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, а мы начинаем. Сегодня Якутия подходит к важнейшему выбору в своей истории. Сохранить статус
так называемого субъекта РФ или быть независимой страной? Ответ на этот вопрос определит судьбу республики и ее общества на сотни лет вперед. Но не надо думать, что этот вопрос встал перед нами впервые. Мы к нему уже подходили несколько раз. Москва просто заставила нас забыть, как мы отвечали на этот вопрос раньше. Это только искушенные в истории люди могут вспомнить, как каждый раз, когда Москва теряла контроль над своей империей, Якутия всегда искала возможность получить независимость. Потому что каждый саха понимает, что его богатый край нещадно эксплуатируют. Если бы мы сами распоряжались своими ресурсами, мы бы могли давным-давно решить наши самые критические вопросы. Например, с отоплением, со строительством дорог или того же самого многострадального Ленского моста. Конечно, независимость не принесет нам кисельных берегов и молочных рек, но она позволит нам быть хозяевами своей судьбы. Это то простое и понятное для свободных людей желание, которое Москва всячески подавляет. Война, которую развязала Россия против своих независимых соседей, ведет эту так называемую федерацию в один конец. Будет усиление репрессий, рейды всяких русских общин, издевательства над людьми иной веры, культуры, разреза глаз, цвета кожи. Все жители России должны слиться в раболепие перед новым российским фюрером или вождем, а отдельные республики в этой РФ обречены раствориться в море немых, лишенных гордости и достоинства людей. Но эта империя не проживет долго. Это сейчас Путин в окружении своей пропаганды и силовиков может выглядеть уверенным и вечным. Но люди, у которых есть голова на плечах, понимают, что империя обречена. Поэтому нам важно говорить, что в очередной раз, когда перед нами встанет выбор, снова поверить московским колонистам или отважиться на самостоятельный путь, мы должны быть последовательными и обрести полную свободу. Только независимость позволит нам направить гигантские деньги от добычи наших ресурсов на строительство школ, больниц, дорог и развивать наш уникальный туристический потенциал. В это сейчас сложно поверить, но еще в 2006 году российская пресса выражала озабоченность, что Якутия недостаточно экономически зависима от Москвы. Даже полоумный фанатик Путина Александр Дугин с опасением признавал, что мы можем стать полноценным независимым государством. Якутия обладает таким стратегическим местонахождением, которое дает все предпосылки для превращения в самостоятельный регион, независимый от Москвы. Это обеспечивается и протяженной береговой линией, и меридиональной структурой территории республики, и ее технической оторванностью от остальных сибирских регионов. Можно представить себе ту же самую Якутию, которая вот на основе своих национальных богатств, минеральных богатств, возможностей, которые там есть, она могла бы включиться в мировую систему экономики, интегрироваться каким-то образом. Это если открыть ворота для науки, техники, культуры. Потому что в России сейчас закрывается вот эта стена, строится между Россией и всеми остальными странами мира. Говорится, вот мы тут сами с усами, у нас скрепы есть, у нас есть попы, которые там кадилы поразмачивают. Москва заставила нас забыть, что все золото, алмазы, нефть и другие ресурсы наши и только наши. Эта Москва забрала их себе и приговорила саха к той бедности, которую мы не заслуживаем. Эту несправедливость мы можем решить, только став самостоятельными. Независимость позволит нам вдохнуть в нашу культуру новую жизнь, сделать ее интересной всему миру, а не предметом насмешек московских колонистов. Сейчас национальную жизнь саха Москва ограничивает только этнографическими кружками, которые получают пустые награды и позволяют говорить Москве, что она якобы оберегает культуры так называемых малых народов. На самом деле она эту культуру делает маргинальной. Москва хочет ее превратить в рудимент, который без сожаления вынесет какая-нибудь русская община или другая нацистская гопота. У нашей республики есть что показать миру. Здесь есть такие памятники природы, которые заставят туристов выложить приличные деньги, чтобы увидеть их собственными глазами, прикоснуться к нашей культуре и рассказать об этом всему миру.
А у бюрократов из Ростуризма и в планах этого нет. Москва вообще делает все, чтобы топ-менеджеры наших ресурсодобывающих компаний без проблем устраивали вертолетную охоту и уничтожали уникальную экологию. Но и самое главное, независимая Саха никогда не отправит своих людей погибать за 3-9 земель. Наши люди нужны нам для того, чтобы строить, поднимать свою страну, а не подпирать встающую с колен Россию. Всего этого мы можем достичь. Конечно, это не упадет нам с неба просто так. Нам нужно будет привлечь много рабочих рук и приложить много усилий. Но для начала нам нужно снова ответить себе на простой, но в то же время очень сложный вопрос. Мы дальше идем с Москвой или начинаем самостоятельный путь? Потому что Москва уже решила, какой она дальше видит нашу судьбу. Ну, это кусочек ее высказываний, 7 минут прослушали. Я добавлю, конечно, свое, наше. Башкирча, татарча, дуслар. Туризм белән акча табу һәм башка нәрсәләрне без хәзер халыкка аны аңлатмасак та була. Без аны, как бы, я порой иногда всякие вещи добавляю уже тоже от себя. Это вообще не то, что второстепенно, а 10-кратно второстепенная вещь. Вон внизу оно, это не до этого нас. Это опять-таки как Алсынов Куштауга секирган кебек болып чыгау. Понимаете, в моем репертуаре, если я это буду, как она, как бы ее озвучивать, то безгә бу туры килмәс. Чөнки Сахага да бу туры килмәячәк. Чөнки не в туризме дело. И из той категории дотанщенщиков, вот этих чертовых дагестанцев, которые орут мне постоянно, я дотанщенщик, блядь, аузына тащим, блядь, нервируя меня, блин. Безгә туганлар, һәрбер республикага безгә ничего рекламировать, доказывать миру ничего не нужно. У нас бөтенләй бер эшебездә бар. Аллаһ Тәгалә шулай биреп куйган дөньяны, что бөтенебездә нәрсәдер бар җир астында. Это первое, которым мы должны экономно пользоваться, как вот норвежцы. Понимаете, вот у норвежцы законсервированы до хрена что есть. Они только открыли только какую-то часть. Там лес, рыба, а и нефть нетронутая, остальные вещи нетронутые. Если они выйдут, блядь, в мировую, тут пиздой накроется Россия сразу. Понимаете? Это один пример. Не говоря Швеция и так далее. Поэтому, когда мы говорим, что у нас есть и что нету, и тут тоже она про туризм уж ляпнула такую, что оларда алмазы. Якутам вообще спать спокойно можно. Им нахрен это туризм, блин. Если уж брать будем с философией, блядь, акча кайдан алырга. Ну, якутлар, во-первых, олар күп халык калмады оларда, әзәйделәр бит инде, үлеп беттеләр бөтенесе. Их вообще хер поймешь, кто якут, кто там, кто они вообще. Там, как стоги сена, наверное, искать надо кого-то их. И в итоге их надо собрать, сплотить. Вот ихняя задача, а не туризм там или что-то, какие-то разводки там, откуда бабки брать без России. Туганлар, без шунды юртада яшап келген халық біз, ғұмыр бойы ау белән теге охота белән яшәгән, балык тотып, рәхәттә дөнья күргән безне ата-бабаларыбыз аш калмаган, біз туылганбыз. Нам-то чё, блядь, бояться, а? Чё нам бояться, блядь? У нас есть реки, у нас есть рыба, у нас есть мясо, в конце концов. Якутларда оленьлары бар. Бездә дә җитәрлек бөтен нәрсә бар. И мы же не в древнем мире, как говорится, распадаемся от этой пидорасии, хотим распасться. Исходя от этого, туганлар, у нас никак, ничем нас никто не напугает. Имейте в виду, не надо нам нахрен навязанные какие-то шаблонные какие-то мероприятия, которые мы должны вам что-то доказывать. Вам ничего мы не будем доказывать. Главная наша задача отвоевать от Москвы, Уфу и Казань. Все. Вот наша задача. А то, что внутри там с голоду вы не помрете. Я же в каком-то другом эфире рассказывал, что вспомогательная тема в начале ждем туганлардан, казахлардан. Все.
Qozoqlar, o'zbeklarda og'zini ochib qolmaslar, все по чуть-чуть помогут всем регионам. Первоначальная, как говорится, помощь такая будет. Для начала, если мы пойдем на Москву, понимаете смысл в этот момент? Если начнут там бомбить туда-сюда, этот Путин же долбоеб, он может запустить и по Уфе, и по Казани, мы же не знаем, куда полетит, что. Чтобы ничего не полетело, мы должны сразу, как говорится, грубо говоря, шайтана сразу завязать, чтобы он ничего там не барахтался, блядь, в своей психушке, блядь, под землей -4 там или -10 этажей. Шунарга туганлар, нас это тактика туризма там, ебанизма, этого нас не должно вообще затрагивать. Мы, похуй нам. Не в этом дело. Самая первая задача туганлар bizda стоит ликвидация Путина. Как мы ликвидируем Путина, мы после этого уже решим, блядь, как мы будем жить, что мы будем делать и так далее. Но об этом тоже говорим, битинда, как это будет происходить. Но самое интересное, манда, самое интересное, что, если помните, в других эфирах я рассказывал всегда, что-то якуты нету, буряты ходят, якутов нет, а вот появляться начали якуты. Вот это уже, альхамдулля, у них тоже кто-то уже появился, это уже плюс, это уже хорошо, что в Якутии тоже кто-то есть. Если даже с регионов какой-то регион, если не захочет выйти, то без Башкортостан, Татарстан, как начинающие в ту степь, так скажем, да, вот в ту степь приближенных регионов, мы должны будем толкающими странами, точнее, да, республиками, которые их, как говорится, подведут к этому. Никак, ни в одном регионе узкожопых не должно остаться в хозяйственном ресурсе. Только московское вот это болото. Загон, как говорится, скота будет производиться только в МКАД 108 километров, не больше. Все, вот ихнее, как говорится, место, как говорится, пастбище, блядь. Вот скот, свиней, вот эта разводка свиней там будет только происходить, блядь. И кастрация, и все остальное, блядь. Безга. Дальше Москвы, они, как говорится, создают проблему. Они не умеют жить. Как они мне сказали? Вы же, говорит, не умеете жить, вы же с друг другом пересретесь, перегрызете. Чечня там с Татарстаном, Дагестан с Башкортостаном. Туганлар дерем. Шайтаны узкожопые. Мы разберемся без вас, узкожопые, блядь. Как мы будем жить, блядь? Ни Чечня, ни Дагестан, если этих уебков кадыровцев не будет, никто к нам просто так лезть не будет. Поймите это. И это уже не ваше дело, во-первых, будет, уебки. Вы же убийцы сраные, блядь, нахуй. Вы же сами убийцы, которые убиваете Украину, и вы нам учите, как нам дальше жить, дружно или не дружно, блядь. Бля, я хуею. Поэтому, туганлар, вот эти узкожопые, да, будут делать хоть как, творить какие-то свои зловонные, блядь, действия против этих манкуртов, которых будут ломать, блядь. Они врут там, будут уговаривать, блядь, на нас будут клевещить, блядь. Но вы должны пересмотреть себя. Хазарданек, мы вам пытаемся доносить это, что манкуртов мы должны уменьшать. Вот даже я сегодня записал это, в голову пришло, в Телеграм себе, что манкуртов мы должны уменьшать. И я буду к этому идти. Вот я должен конкретно понимать, что без Башкортостандан, Татарстандан үзебезгә каратабыз кешеләрне. И мы должны к этому стремиться. Чтобы весь народ, который находится, должен переключиться на нас. Вот как раз таки, вот здесь, исходя от этого, кто тут мне писал, всем салям, писал, что вот это Эльвирка, все родня манкуртлар, да, все родня манкуртлар. Это, я не могу сказать, что они не манкуртлар. Получается, совру. Лучше пусть будет манкуртлар, легче, как говорится, будет отмазываться. А тем, как сказать, что наебать, во-первых, себя невозможно. Других нахрен мне наебывать, блядь. Манкуртлар есть манкуртлар. Я вам всегда говорю, что люди страдают коммунизмом. Их явно, блядь, нахрен не вылечить. Тяжело. Поэтому мы будем только Алладан сурав калабас и, конечно же, ждать, как они свой мир доживут, как говорится, и все. А по-другому мы их не сможем, блядь, переделать.
Вот и все. Поэтому нам самое главное набрать 5, 10, 50 тысяч в идеале, 50 тысяч армии, которая пойдет на Москву, и вот они не должны быть манкуртами, само собой. Утоздан иллеге хатлы мужиклар, и в том числе можно туда еще добавлять, я думаю, иногда вот думаю, бля, хотанлар кирак мекан, юк мекан, можно добавлять туда хотанларны, реально как медсестер. Как медсестер, которые реально, как говорится, не манкурты. И которые реально смогут, как говорится, попутно помогать. Конечно же, не в ожесточенных боях, чтобы они шли, блядь, а хотя бы в каких-то местах дистанцироваться из Башкортостана, с Татарстана, когда мы отойдем на сторону Москвы 1500 километров, мы нашу какой-то дистанции, да, харбар жирда, какой-то должен быть у нас пункт, где будут раненые, и их нужно будет как-то что-то делать с ними. Мы же не пойдем в узкожопую больницу, давай спасай нас, нахуй. Так же не скажем. И поэтому я думаю, вот эту часть, блядь, я не подумал, не говорил никогда, да, ведь то, что я думал, что мы все будем живые, да, наверное, я думаю, да, ни хрена подобного. Поэтому, как говорится, раненых должны, как говорится, срочно, как говорится, приводить в себя. Это получается в тех больничках, которые останутся за нами. Поэтому я и говорю, что Казахстан, тыловая сторона Казахстана, которые захотят нам от души помочь, они должны будут остаться Башкортостана, Татарстана, удержать до нашего прихода, чтобы туда не пришли манкурты с другой стороны. Ну, другая сторона, это моя боязнь, это вот эти сторона Бурятии. Буряты, потому что они многобожники, они ебанутые, из той категории они могут непонятно в тот момент еще в каком состоянии быть. Поэтому на той стороне узкожопых очень много. Сибирда, туда-сюда. И вот этот контингент удерживать нам надо будет все равно оставить какие-то войска. Хотя бы 10 тысяч людей, которые будут держать этот тыловой фланг. Конечно, нижняя сторона это Казахстан. Само собой, они помогут нам. Но их мы не должны под пули ставить. Под пули стоять должны наши. Башкортлар, хамтотарлар. А они хотя бы внутри должны, думаю, ну не должны, я так же грубо сказал, от души, если они захотят прийти, могут помогать нам. Чисто вот удерживать вот этот натиск врага, так скажем, да, путинососовского, чтобы как-то внутри был порядок. Вот, само собой, их мы вооружить должны будем, само собой, мы их тоже должны как-то приспособить к тому, чтобы они были обмундированы и так далее. Вот, понимаете? Поэтому здесь, само собой, нужны медики, само собой, медицина, безге керек была, потому что в Харбар больничка, да, должны будут тоже остаться наши люди, которые вдруг что, туда должны будут пригнать. Понимаете? Вот примерно вот такая тактика. Ползти по пустыне, как вот против осада шли они, явно у них не было больничек, ничего не было, наверное, мы не знаем, что с ними происходило, но у них бежали, а у нас, как говорится, бежать тоже будут до Москвы, а вот Москва уже будет это побоище. Это будет побоище. Москва будет зачистка, побоище. Мы там должны в каждом доме выкуривать этих пидорасов узкожопых. Вот это самая огромная задача будет. Поэтому и стоит вопрос Кавказа, чтобы они снизу зашли, а с левого фланга украинцы тоже прибыли. Они просто все, блядь, происходило так, с бухты-барахты. Только пошли тут башкиры с татарами и все. Нихуя. Все должны подойти к Москве, чтобы порешать, блядь, Путиным вопрос. Так, Батыр Талпар пишет. Новый фронт боевых действий готовится открыть в Казахстане. Вот это меня убило вообще, блядь. Собственник Царьграда, олигарх, нацист и монархист Малафеев, который всегда был прокладкой для путинских спецслужб. В охране Малафеева работал Гиркин Стрелков перед своим нападением на Славянск. Кто-то пишет, русские всегда были плохими. Так, давайте посмотрим полностью, о чем тут. Казахстан, второй фронт, Турция везет боевиков в Астану. Чем ответит Россия? 27 декабря это кто-то написал.
Путин не поздравил Казахстан с Днем независимости, и это событие не случайно. По сути, управление страной уже перешло в руки Вашингтона и Стамбула. Более того, в республике уже появился второй фронт, который рано или поздно обещает загореться ярким пламенем. После череды неоднозначных новостей возникает резонанс вопрос. Турция уже везет боевиков в Астану? Все указывает на новую эскалацию, но чем ответит Россия? Детали в материале Царьграда. Я на том эфире еще об этом высказывался, и вот каждый день какая-то новость ебанутая, но удивительная, блядь. Если какая-то хуйня, не дай Аллах, произойдет в сторону Казахстана, башкиртхам татарларга предупреждение я вам сразу кидаю. Если вы, блядь, Қырын, блядь, мына косы даже посмотрите, бір күзігіз білән, блядь, Казахстан яғына, сегіліп туқтысыз на месте. На месте. Бір башкирт, бір татар, блядь, из этой путиносовской армии не должен, блядь, там вообще, блядь, нахуй находиться. Вдруг, если такая хуйня произойдет, блядь. Само собой, вы опиздюлитесь, само собой, но в наших глазах, в глазах Казахстана, вы обретете не то, что, блядь, нахуй, враг номер один, а просто, блядь, нахуй, люди, которые, блядь, нахуй, полный рост, блядь, нахуй, опозорили Башкортостан для Татарстана. Вот примерно это так, скажем, будет выглядеть. Это то же самое, что я еще до этого говорил, что в Чечне были, они отмазываются, что не были, нихуя подобного, были, не надо нахуй мазы, блядь, тут лепить, блядь. Были, блядь, давайте уж перейдем из той категории туғанлар, потому что мені көршілерім да болған, мені туғанларым да болған, и не нужно пиздеть, блядь, нахуй насчет этого. Поэтому, исходя от этого, меня насчет этого того, что, блядь, там из Башкортостана с Татарстаном не было в Чечне, не наебете. Хоть и я был маленький, но я знаю, где кто был. Шунарға туғанлар, тут обижаться нечему, но в сторону Казахстана, как с Чечней, не должно прокатывать. Как с Чечней не должно прокатывать. Это всем манкуртам, блядь, которые вот реально когда-нибудь уткнутся на мой эфир, услышат, вот вам тоже это касается. Это вам тоже касается, потому что в сторону Казахстана қырын қарамағыз, блядьтар. Қырын қарамағыз. Вот я вам сразу говорю. Потому что біз рано или поздно біз Башқұртстанға, Татарстанға кіреміз, и явно кем Казахстанға вдруг, если что-то, не дай Аллах, что-то туда-сюда Путин начнет вертеть хвостом, блядь, произойдет такая хуйня, ну, вам пизда, блядь, реально. И вспоминая 22 год, в Казахстане что происходило в Алмате, или где там у них что-то происходило, вот в той заварушке, блядь, кто был из этого ОДКБ или что-то за хуйня Путин, который пускал. Вот еще с той категории бы маски-шоу посмотреть, кто был из национальности в этой ебучей какой-то непонятной ситуации. Вот этот момент тоже бы интересно бы взглянуть, по этим рожам пройтись. Но это, конечно, нам хуй неизвестно, блядь. Это надо Москву разъебывать, архив открывать, блядь, 22 года и понимать, где кто был, блядь. Какая армия туда пошла. И поэтому я считаю, что кто под Путиным, да, ведь, уже, как говорится, хоть и там башкирт или татар, вам не сдобровать, блядь. Вот вы, получается, уже наступили, так скажем, блядь, нам на пятку, блядь, грубо говоря, блядь. И мы уже поняли, кто вы. Вот примерно из этой темы будет. Шунарға, чем быстрее вы, как говорится, колупаетесь от этого путинского режима и поймете, в какую сторону, блядь, ветер дует, вам легче будет жить. Может быть, чуть-чуть вы сохраните свою жизнь и не будете в бегах к пустыне, как асадовская армия. Понимаете? Лучше сдаться сейчас, так скажем, отойти. Сдаваться пока нам никуда не надо. Отойти, блядь, и присесть на жопу ровно, блядь, Башкортостан на Татарстан, да. И чтобы мы не заметили вас. Примерно так. Дочитаю.
Американская организация USAID и Агентство США по международному развитию, высший федеральный орган государственного управления США в области оказания помощи за рубежом, установила на всех таможенных пунктах на границе Казахстана с Россией системы слежения. Теперь США могут в реальном времени отслеживать торговые потоки, проходящие через эту страну. Особое внимание американцы уделяют и армии Казахстана, где уже началась масштабная модернизация, направленная на соответствие стандартам НАТО. Недавно в Алматы и в Осе прибыл первый из двух заказных военно-транспортных самолетов Аэробус А402 и А400М. Затем вопрос остается открытым. Казахстан также передал ряд оборонных заводов турецким компаниям и увеличил закупки турецкого вооружения. В стране строится завод по производству стратегических беспилотников АНК, а несколько сотен казахстанских военных уже приходят обучение в Стамбуле. ОТГ. Новый военно-политический блок под боком у России. Турция стремится преобразовать организацию турецких государств в полноценный военно-политический блок с участием Казахстана. Это подрывает единство ОДКБ и создает предпосылки для расширения НАТО в Центральной Азии. Руководство Казахстана приняло решение открыть воздушное пространство для транзита турецких военных самолетов. Это вызывает опасения. Может ли Анкара использовать это разрешение для переброски боевиков, которые играли ключевую роль в конфликте в Сирии? В стране активно работает американская, британская и европейская корпорация, вытесняющая русский бизнес. В Казахстане фактически идет захват месторождений редкоземельных металлов, урана и других ресурсов. Из 160 месторождений в Средней Азии более 130 находятся на территории Казахстана. И вот еще один котел. Элиты бегут, агенты сочиняют свой сценарий для Кремля. На прошлой неделе Владимир П. встретил с Нурсултаном Назарбаевым в своем загородном доме в Новоогарево. Эта встреча, вероятно, касалась не только гарантий для семьи Назарбаева, но и текущей ситуации в Казахстане, что является важным аспектом на фоне растущих геополитических изменений. Путин не поздравил с Днем независимости, тревожный звоночек поняли не все. В самом Казахстане некоторые депутаты выразили недовольство тем, что Владимир П. не поздравил президента Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости 16 декабря, хотя аналогично поздравление отправил даже украинский лидер Владимир Зеленский. Это отсутствие внимания со стороны России, по их мнению, говорит о многом и может сигнализировать о переменах в двухсторонних отношениях. В условиях, когда коллективный Запад может обратить внимание на Казахстан и попытаться создать новый фронт в Центральной Азии, ситуация становится все более напряженной. С 2022 года казахстанские учебники истории начали искажать факты, что отражает ухудшение отношений с Россией. В учебниках для 11 класса Россия упоминается исключительно в негативном свете, а мысль, что Казахстан никогда не считал себя частью Российской империи или Советского Союза, активно навязывается подрастающему поколению. Так, сейчас запишу один момент. Вот этот, тут же я TikTok как раз таки для всех же это я сейчас записываю. Так. Итак, дальше. При этом утверждается, что Казахстан всегда был лишь сырьевой базой для России, а казахи испытывали угнетение со стороны царизма и социализма. Правильно. Однако стоит отметить, что в советские времена освоение целины сделало Астану, тогда Целиноград, важным поставщиком зерна для всей страны. Аренда Байконура, которая позволила Казахстану стать космической державой, до сих пор приносит этой стране и не обходится России в 115 миллионов долларов в год. Кроме того, именно советская власть создала первую высшую школу в регионе, обеспечила образование для большинства местных детей, которые до революции были почти безграмотны. Турция везет боевиков в Астану, чем ответит Россия. Военкор Вадим Егоров, который принимал участие в освобождении Донбасса задолго до СВО, в беседе с ИО «Новая Россия», справедливо заметил, что Россия располагает определенными рычагами давления на Казахстан. Он предположил возможность пересмотра договора о разделе Каспийского моря, что могло бы привести к выделению Казахстана меньшей части побережья и недр шельфа. Егоров также указал на возможность запрета на импорт казахстанских продуктов, что стало бы серьезным ударом для экономики страны. Кроме того, он упомянул о том, что возможно можно было бы ограничить детальность казахстанского бизнеса в России. По его мнению, такие меры были бы более эффективны, чем простые уговоры, и их следовало бы предпринять гораздо раньше. Калач Царьграда, Тюркский мир.
Он подчеркнул, что либеральные круги в России активно стараются усложнить процесс получения гражданства для русских, желающих покинуть Казахстан. Однако пробуждение русских в Казахстане уже началось, и это может вызвать негативную реакцию страны, которая может столкнуться с угрозой со стороны Запада. Егоров выразил мнение, что если в Казахстане произойдут события, схожие с сирийскими, то Россия может оказаться в ситуации аналогичной украинскому конфликту. Он предположил, что в таком случае России придется ввести войска на север Казахстана для защиты русскоязычного населения по потенциальным угроз. Хуй вам в сраку! Вот кто это пишет, я не знаю, телеканал Царьград, блядь, откуда он нахуй мне прилетел вообще, блядь? Узкожопые вам пизда, блядь. Вот я вам одну вещь скажу, блядь. Вот читаю, такую хуйню реально читаю, блядь, нахуй. Блядь, Байконурнада язганлар, блядь. Нәрсәне генә язмаганлар, блядь. Мин оптырым берәйбердән, что, блядь, вот этот узкожопый мир лезет, блядь, независимый Казахстан. Не пошли вы нахуй, а? Ублюдки ебучие, блядь. Кутах бармы сізге онда, блядь. Вы уже полезли в Украину, ублюдки, блядь. Что творите там, пидорасы? 700 тысяч детей спиздили нахуй от своих родных же родителей, блядь. 700 тысяч, блядь. Блядь, не могу забыть эту цифру даже, блядь. Охренеть, блядь. Ублюдки, куда вы их нахуй растусовали, твари? До Казани дошло. Башкортостанга даже. Отвезли чужих детей, блядь. И вы еще, блядь, что-то рыпаетесь на Казахстан? Я же вам говорю, блядь. Вот не дочитаем, вот сейчас дочитаем мы его, сейчас чуть-чуть осталось, сейчас дочитаем. Добавлю, башкорт, блядь, татарларга Габасовка передайте. Тизряк камылласын, блядь. Тизряк камыллагыз, блядь. Кашапов, пидорас. Действуй, сукин сын, блядь. Быстрее, ублюдок, нахуй. Вот реально, вот с января я буду выходить, будем поднимать разные темы, нахуй. Я... Кутак башлар сілерге башарейлерге қарап гапыраман, амилерге, блядь. Амилерге тықып ораман, нахуй, чертлар, блядь. И вот смотрите, в чем прикол? В тот раз, когда, вот всегда я буду напоминать вас, блядь, когда, блядь, Андижан ебанули в 2005 году, после этого что произошло, помните? Кыргызстан с Андижаном произошло, помните? Потом, блядь, Грузия произошло, помните? Помните. Потом, блядь, что-то еще где-то что-то произошло, уже я не помню где, блядь. Потом уйгуров начали китайцы ебашить, и это еще что-то произошло. Потом, блядь, нахуй, в Бирме, блядь, нахуй, мусульман начали чмырить там, блядь, какие-то монахи ебаные, блядь. Во! Да хуя, да, делов, блядь, да хуя. Не говорят тут, блядь, арабские страны, блядь, в которых мы даже не в курсах были, что, блядь, там, сука, Путин что-то там творит, блядь. Потом, блядь, Сирия, блядь, Путин опять, нахуй, Асад, блядь, Путин. Потом здесь, блядь, нахуй, сейчас Украина. Вам не кажется, что, блядь, это уже настопиздило, блядь? И вот эту тему, блядь, нахуй, мы сейчас в данный момент, если не порешаем, Башкортостан, Татарстан, Кавказ, Бурятия, Алтай, если сейчас вы не подыметесь, блядь, и не подымете свои нахуй очки ебаные, блядь, и не будете уже со трибун ебаных своих, блядь, пиздеть, чтобы мы ввели войска, блядь, нахуй, против Москвы, нахуй, ну, пиздец, нахуй. Это пиздец, если вы вот так будете церемониться и час X ждать, блядь. Да тут нахуй, блядь, скоро наших, блядь, погонят в Казахстан, блядь. Вот этот момент вы ожидаете, да? Понимаете, блядь, нахуй? Туан, блядь, туанна хазар, сугуштаралар. Ладно, там крестоносцы, хуй с ним сказали, блядь. Но мында нихуя. Мында нихуя, блядь. Понимаете, блядь, шунарға біз әзір болырға тиішбіз. Бізге срочно нужен отряд, блядь, 50 000 киши минимум, блядь, чтобы если вдруг какая-то сука, нахуй, преждевременно, до нашего решения, блядь, похода в Москву, если кто-то там попутный ветер продует через Куандыкский коридор, бізге, блядь, нахуй, әзір болырға тиішбіз, блядь, чтобы войти, нахуй, через этот, нахуй, весь Украину, пройти через Кавказ и дойти до Куандыка и преградить эту дорогу, нахуй. Вот наша задача, блядь. Что за херня, блядь? Нихуя тут Царьград пишет, блядь, какую-то ересь. Наши, блядь, манкурты проглатывают Башкортостан, Татарстанда. Хуй вам, блядь. Хабиров, блядь, Минихановна, бірінші отып ташларға нахуй. На месте, блядь. На месте, блядь. Если Кашапов жопу не подымет, рядом будет лежать Кашапов тоже, сука. Только так. Только так, блядь. Руслан Габбасову передайте нахуй. Кутын кутарсын нахуй. Сегіні банда жүрмәсін нахуй. Кутак шайнап. Заебали. Так, сейчас дочитаем. Просто ужас, блядь.
Просто ужас. То, что я читаю, просто хуе. Я не люблю по таким сайтам лазить, конечно, но это откуда-то прилетело. От какого-то сайта битенами криптоманда Газар. Ссылка, отсылок. Егоров выразил мнение, что если Казахстан произойдет события, схожие с сирийскими, да, то Россия может оказаться в ситуации аналогичной украинскому конфликту. Ага. Он предположил, что в таком случае придется ввести войска. Хуй вам в сраку. Что касается военных шансов, Егоров утверждает, что местная армия не сможет сравниться с украинской, который имел значительный опыт боевых действий. Он также добавил, что Россия не будет стесняться применять силу против Казахстана. Блять, стесняться, блять. Сюзны карагам, блять, нихуя. Блять, этот, сука, Царьград, блять. Телеканал? Дойдем до него тоже. Дойдем до него тоже нахуй. И оттуда, с трибуны Царьграда, выскажем этому Малафееву, блять, сука, ебучему нахуй. За нас нахуй его туда, блять. Притащить, блядь, нахуй, бэйляп куерга стульчика, нахуй, и при нем допрашивать этого ублюдка, блядь, что он говорил про Казахстан, что он говорил, нахуй, про другие страны, или что-то в этом роде, про нации, республик, блядь, и так далее. Он также добавил, что Россия не будет стесняться применять силу против Казахстана, если возникает такая необходимость. Хуй вам сраку. Защищать Казахстан НАТО не станет, им выгодна зона нестабильности у наших границ. Но лучше до этого не доводить, а продуманно действовать уже сейчас. Начать вводить санкции, подытожил Егоров. Еще Егорова найти еще надо. Что за хуй какой-то непонятный. Малафеев это рожу примерно я помню, что за хуй, блядь. А вот Егоров кто такой, не знаю. Ну вот, защищать Казахстан НАТО, туганлар, защищать Казахстан НАТО и Турции нахуй нам не нужно. Мы будем защищать Башкортостан для Татарстана в первую очередь. И после нашего, как говорится, трупа могут они пройти в Казахстан. А так нет. Казахстан белән ораны Башкортостан для Татарстан тутып торырга тиеш. Это наше... Я не знаю, какой долг, блядь, я не знаю, ата-бабалары быздан дерге можете, хоть ничего. Просто это наш долг, блядь. Как хотите его формулируйте, это наш долг, блядь. Алла сакласын, шуннан бір шыпшық, блядь, Путин ягынан ушып чыкмаска тиеш, пока он живой. Понимаете? Бір шыпшық, блядь. А оннан Башкортостан һәм Татарстан атларга тиеш Мәскәүгә таба. Вот хоть как вы сейчас вот разрешаете себе, думайте как хотите, но сборы, срочные сборы, блядь, войска, отряды 50 тысяч Башкортстан белән Татарстаннан чыгырга тиеш. 25 мең Башкортстаннан, 25 мең Татарстаннан. Будьте любезны, вытаскивайтесь. 50 мең кеше 30-дан 50-га хәтле. 50 мең кеше чыгып китергә тиеш. В данный момент должны мы начинать сборы. Другого у нас варианта не будет уже. Хазар и все. А так, блядь, нахуй, завтра, как говорится, если они этой задачей озадачатся, но они, по идее, быстро озадачиваются этой задачей, быстро вы видели, как произошло, блядь, нахуй, в течение 10 лет, вот это тяжбы с Украиной, и как взяли они Крым за 6 секунд. Понимаете? Поэтому выход за наши границы Башкортостана, Татарстана держим мы. Значит, получается, если приспичит этому пидорасу Путину, мы должны дать отпор. Если мы сейчас это не сделаем, то ол безне үстебездән атлап китәчәк. Безне карап та тормаячак ул. Татарстан, Башкортостан үстеннән атлап керәләр войска, үтеп китәләр Казахстанга. И безне дә попутно сигеп алып китәләр. Попутно нас тоже полностью разрушат. Не то, что просто пройдут они. По нам пройдут. Не говоря, что наших заберут еще в армию. Манкурты самые первые побегут. Поэтому и манкуртам и говорю, чтобы Алла сакласын, берәрсегез башыгызны гына күтәрегез нахуй. Башыгызны алабыз нахуй. Шуларга
туғандар, мен білмеймін, как это будет выглядеть. Ну, вот Батыр Толпардан шыққан екен бұл нәрсеге. Батыр Толпар откопытил это все. Башқұртларға, татарларға вот конкретно заявляю, да, конкретно мына сіз аңнағыз туғандар. Біз қазір между путями, так скажем, блядь, выбора. Отаң білән анаңға яқын туғанларны үтірәсіңмі? Или общий бізні дұшман Мәскәуні үтірәсіңмі? Мына сеңе шундай сұрау, мына шуларға ертеңге хәтле жауабын табып шық. Ничек болса да. Мына думай, как ты, вот, допустим, Путин придет, скажет, перерезать нахуй татарам весь Башкортостан. Вот из этой категории. Перерезать дагестанцам всю Чечню. Из этой категории. Понимаете? Или наоборот. Башкортостанга скажут, ёбнуть весь Татарстан. И все будет ваше. Из этой категории. Каждого можно сюда сопоставлять. Но если вы, получается, не можете это сейчас осознать, значит, будет примерно как айзерским самолетом. Будет это как будто бы, как говорится, каким-то происшествием подобие, что, блядь, вас просто, как говорится, пустят на мясо. Вот из этой категории. Выбирайте свою позорную смерть вот из этих шаблонов, которые нарисовали уже путинский режим. Шулгана. Сейчас запишу вот это. Поэтому, блин, туғандар, это, я помню, говорилось постоянно о чем-то там, блядь, что вот сейчас, завтра, блядь, Приднестровье, блядь, Молдова, блядь, война будет, тыдым, пидым, хуим, пуим, блядь, говорили, хуяк, ничего там не произошло, произошло в Украине. Понимаете? Осетия, что-то произошло в Грузии, блядь. Все, вот говорится где-то, а происходит в другом месте вообще. Почему? Потому что этот ход такой конем, блядь, у них. Отводка глаз, ушей, вообще человеческого вот этого тупизма. И потом хуякс, вот тебе нахрен. Сказочка, блядь. И вообще где-то в новостях кто-то говорил, что в любой момент могут зайти, блядь, или в Эстонию, Латвию, Литву. Что-то в этом роде тоже речь идет где-то. Вот примерно из этой категории. Не поймешь, где ебанет. Вот куда-то им захочется, вот туда и они зайдут. Это что за нахрен? Кто они? Хозяева, что ли, наши? Вот этот процесс, вот этот промежуток нам нужно конкретно озадачиться именно сейчас, срочно, прям срочно, и находить уже ресурсы, хоть как, блядь, договаривайтесь с Украиной, хоть как. И мы должны уже заползать, как говорится, подготавливаться и шагать на Москву. Все, вот это наша задача. Не допустить, блядь, никаких даже, блядь, не то что походов, блядь, даже решение не должно быть, блядь, в сторону Казахстана родиться. Оно может где-то есть в устном виде уже, но оно не должно родиться в практику. Ужас, блядь. Ужас. Вот из той категории Путина, блядь. Ужас, блядь. Не новость, а ужас, блядь, полный. Сука, блядь. Путина... Мана шо білмеймін, блядь, нахуй. Блядь, білесізмі? Просто мана шулай үтіріп та қоясы келмей ол хайванна, білесізмі? Мана хочется оны мана допрашивать, блядь, нахуй, білесізмі? Мана шулай алып,
нашел телефон, куда, допустим, или блокнот какой-то, и онда вопрослар онда язылған. Путин нәрсеге Украинға кірдің, нәрсеге Грузияға кірдің. Мына шондай просто обычный сұраулар берген анарға. И сидеть и ждать его ответа. Білесің? Оны резко утырып та қоясы келмей. Мына памперсқа утыртып қойырға, кидіріп памперсқа, құларын кішәнләп қойырға, утыртырға бір утырғышқа, утырсын нахуй, и сөйләсін полностью. Нәрсәгә ул мына шул эшне эшләгән. И потом по одному каждого этого пидораса, который находится рядом с ним. По одному каждого. Пескова, Пиздова этого, блядь, всех. Всех. Ну, того журналиста, уёбка, который бегает постоянно, блядь. Очкарик один. И других. Соловьева этого, блядь, Скобееву. Пищалку эту, нахуй. Вот каждого хочется, блядь, просто допрашивать. Знаете, блядь. И их, блядь, не Гага должна допрашивать. Нихуя подобного. В Гагу отдавать мы их не будем, нахуй. Это наша, как говорится, вещдок. Это наша собственность. Это наш Путин. Мы его никому не отдадим. Сами будем, нахуй, на кол сажать. Хоть что мы с ним будем делать, это наш гондон. Наш гондон. Хотим пизды будем давать. Хотим, блядь, пальцы отрубать будем. Хоть как. Хотим кастрировать будем. Главное, блядь, это наш. И вот таким образом мы будем изгаляться над ним, блядь. Как он изгалялся эти 25 лет, ублюдок. Вот наша задача, блядь. Не просто так утырып қойырға. Оны ни в коем случае утырып қоймасқа керек, блядь, нахуй. Живой пидорасны табарға керек. Живой. 10 Путинов надо посадить. И оттуда выкуривать настоящего, если он там вообще есть. А что, реально вам говорю, блин? По-другому никак. Потому что, блядь, вот читая вот эти новости, у меня приходит такая мысль, что, блядь, это ведь столько дерьма нужно сделать, чтобы, блядь, мы вот это должны терпеть. Вот как раз сейчас еще одна мысль, которая просыпалась днем, но недоразвитая мысль была еще. Доразвею сейчас вот вместе с вами. Мына, допустим, окрып ята бір какой-то депутат екен ол. Вот этот первый день же орал сразу, айзерский депутат какой-то. Расим, что ли? Расим, ну, Кукаевич, короче, да? Расим Кукаевич, допустим. Хуй его, как его звали, блядь. Расим, короче, запомнил. Вот он говорит, блядь, в наглую, что за хуйня, да? Окей. Не извинились. Окей, извинились. И чё? И чё? Вот вопрос. Вот Айзерам вопрос. Извиниться итте. Пардон дейді сізге ол. Пардон. Мерси боку. Пардон, блядь. Как турки любят же пардон слово использовать. Пардон, блядь. Бәттәгілер, нахуй. Французы недоделанные, блядь. Вот этот пардон вам сказал. И чё? И чё, Айзера? Матур стюардессаларыңыз өліп кетті. Кішілеріңіз өліп кетті. 30 кіші қырылды. Шунардан соң нинди пардон, блядь. Развивая мысль этого Расимчика, депутата Айзера. Какой пардон, блядь? Мында пардон не прокатывает. Туғанлар, блядь, никак. Пардон, вон, долбанули Грузию, да, пардон это? Долбит Украину, пардон это? Я считаю, айзерлардан, если они независимая страна, а у нас сыгимляр, Турция, блин, десна целуется, я вам вот лично айзерам кидаю заявку тоже. Вы должны сейчас откликнуться таким образом. Отправить войска в Украину лично за самолет, деп. За самолет, нахуй.
против кадыровцев. Мусульмане, шииты против этих пидорасов, манкуртов, кадыровцев, которые запустили туда это вот эту поеботину. Как тот день кто-то там за них отдувался, один чеченец говорит, чеченцы тут ни при чем, все кнопки, которые нажимаются на внешку, блядь, типа это от Москвы. Окей. Это из той категории, что все бочки нужно катить не на чеченцев, а на Москву. Понятно, окей. Но на войне же служат чеченцы. Где-то же там можно найти, кроме ТикТока, нахуй, их найти можно, наверное? Хуй с ним, блядь, даже. Не против них, а против этой пидорасии. Отправьте войска. Подготовленные войска Кашапова. Где они? Подготовленные просто азерские, турецкие войска. Где они, блядь? Отправьте нахуй в ответочку, блядь, украинцам. Бог помощь вам дает. Отправьте пару самолетов, вот таких же полных аэробусов. 400М. Отправьте. Посмотрим, как будут плясать узкожопые. Давайте, добавьте. А если они скажут, некрасиво ты поступил, мы ответку дадим азерам? Похуй. Вы же независимые. Как она может вам дать ответку? Вопрос. По Баку прилетит? Давайте, вот решайте вопрос. Вы же независимые. Шунарға бетінде айтам постоянно. Если қыласың екен бір ішні, күтіңе жауап бер. Күтіңе жауап бермегеш, құтағыңны қошлап жүрме. Бірауны күтіге қарап. Өзіңні күтіңні сперва сохрани. Не то, что да, я про лицо даже сулямин мында. Про лицо сохранить. Күтіңні сохранить надо учиться, если жауап бералмасаң. Когда с трибуны начинаешь пиздеть, допустим, да, хоть ты будь турком, азером, похуй, узбеком, до пизды. Блядь, если ты против этого нахуй, войны, блядь, докажи это нахуй. И тем самым, возвращаясь к тому пиздализовскому, кашаповскому вопросу, как он говорит, турки и азера с нами, ну, давайте хуй с ним. За Казань, блядь. За Казань. 500 лет нахуй. Нас имеют, блядь. Сюембику убили, как говорится, с башни сбросилось. За Казань. Давайте мстить. Если на то пошло. Вот вам ебанули по кораблю, хотел сказать. По самолету. Ну, а где ответочка-то? Тоже час X, блядь. Когда мы уже сами пойдем, блядь, Башкортостан, Татарстан, в этот момент вы нахуй нам не нужны. Харбір өзіңні бұқ ішіңе, блядь, жауап бере бар. Мәскеу сені самолетыңыз сбил, жауап бер, блядь. Мужик болсаң, жауап бер. Независим болсаң, мұстақил дәулет болғаннан кейін Баку, блядь, Бакуат. Қоясың, Бакуатсың ма, блядь? Что-то Бакуатлығыны көрмейіппін. Вырежьте это, отправьте в Азербайджан, мое высказывание, если не трудно. Вырежьте прям, запишите в 10-кратном размере, отправьте. Дошло, чтоб азерам. Азера, если кутляк тугуликян, если не шлюхи, прошмандовки, они должны, блядь, делать дела, нахуй. Отправьте, нахуй, 2-3 самолета в Украину, Бог помощь дейп сізге. Отправьте. Выбейте, нахуй, за Крым, блядь. Крым выбейте с этими людьми. Вытащите крымских татар на свободу тогда. За этот самолет. Месть за самолет. Қолыңыздан келсе. Посмотрим. Вот потом вот туғанлық, независимость деген нәрсе, может быть, Татарстанда появится. Башқұртстанға мен сұрамайм. Вы же тесно, Кашапов же тесно целуется с Турцией и с азерами. Ну, действуйте тогда. Бізге башқұртларға керек ме? Бізді Аллаға шүкір туғаныбыз бар, Қазақстан. Крайняк поддержит, если прижмут нас. Но азер білен Турцияға ялынып, мен бармайшақмын. Алла сақласын, түкіргенмін нахуй сізге.
с высокой колокольни, блядь. Это чисто мысль моя пришла новая, вот я вам реально говорю. Но слышал этого Расима я в тот день, еще в тот день, когда говорил, почему не извиняются. Поэтому первая задача, если уж вот эта проблема образовывается в каких-то других независимых странах, научитесь держать ответку. Это касается для будущего независимости Башкортостана с Татарстаном. Допустим, я уже когда-то это высказывал вам. Если, допустим, происходит такая херня, подобие Палестины. Кто-нибудь из независимых стран Палестине что-нибудь сделал? Никто ничего не сделал. Потому что вся суть власти манкурты, которые в мечеть нәрсәлеген белмиләр алар. Олар псевдо шул манкуртлардан да бәттер үткән маразматик халык, блядь. Который мечеть для них это как этот страшная вещь. Которые огонь, типа огонь, подойдут, сгорят. Потому что они шайтаны. Боятся туда идти, блядь. Страшно им там, горячо. Вот из той категории людей это. Любой. И Тукайка, и Азерские, и все. Если помните, в других эфирах один день я вам говорил, что в Баку маленькие мечети, но дают каким-то католикам кому-то строить церкви. Огромные. А мечети маленькие, лестница, бля, менелер, ухрга на второй какой-то бусагаға, пиш башына. Реально пиш башы. Пиш башына мініп, намаз оқилар. Бешаралар. Мискинлер. И вот этом Баку, как-то, наверное, если она даже вся шиитская, хуй поймешь какая, блядь, научитесь как-то что-то делать, блядь. И самое интересное, в самолете все начали вспоминать Аллаха. А на земле они не помнят его. Үлем кырында үлемне сизгәч, Алла искә төшәме, туганлар? А хәзер искә алмыйсыз Алланы. Тәүбә кылмыйсыз, намаз укымыйсыз, мәчетләр пустой. Али Рахим Уфада төкене кайда күреп калдым, Инстаграмдамы кайдадыр, әз генә нәрсәдер итә башлаганнар. Куры бетереп булмый шуны. Это просто ужас. Биргалин, крыса. Биргалинны беренче тутып цигергә аны. Башкортстанга кергәчек. Андый башкорт безгә кирәк түгел. Который встал на этот путь, блядь, никак не может, блядь, достроить эту мечеть. Нахрен тогда ты там сдался, блядь? Ублюдок. Позор, блядь, башкортларга. Хайван. А такого до хрена, туганлар, такого до хрена. Просто уму непостижимые вещи, блядь. А не то, что, блядь, нахуй говорит о том, что у азеров там такое... Біз үзебезне белергә кирәк әле. Если брать того, что, блядь, на днях этот идиот, блядь, Камиль Самигуллин, блядь, или, нет, черт, блядь, Шамиль, блядь, Аляудин сказал, блядь, многоженство можно, и хуяк его заткнули нельзя, сказали. Не позор ли, а? Ильдар Аляудин, блядь, Шамиль Аляудин, это московские гниды. Два брата-акробата, два ублюдка, икисен дә асырга нахуй. Асып үтерергә, блядь, икисен дә. Кирәк түгел безгә алар. Илеме ям кирәк түгел, үзләре дә кирәк түгел, нахуй. Куть себергә дә кирәкми алар, блядь. Ублюдки, блядь, московского разлива. Так. Русский язык станет токсичным даже на России. О чем тут?
I'm sorry. Тамар, пожалуйста, по-русски давайте. Да, Всем привет из прекрасной Украины, из города Героя Суммы. А сегодня утром увидел прекрасное видео, на которое не смог себе отказать в удовольствии, записать такой небольшой видеообзор. Итак, друзья, давайте посмотрим фрагмент пресс-конференции министра иностранных дел так называемой Российской Федерации Лаврова и вопроса, который задает журналистка из Грузии, из Саакартвело. И параллельно смотрим реакцию пресс-секретаря так называемого МИДа, так называемой РФ, Маши Захаровой. И потом обсудим. Смотрим. Пожалуйста, Рустави. Rustavi to Georgian TV company Tamara Nutsubidze. Mr. Lavrov, as you know, only up to Georgia. Тамара, извините, пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски. Можете сохранить But is it problem for me? Нет, это не проблема. Ну, просто здесь все российские журналисты. No. Can I ask? I can ask in English and Mr. Minister can answer in Russian. I will translate. Okay. I'm sorry. Тамар, пожалуйста, по-русски давайте. I will ask in English, please. Okay? Is it possible? Вы когда в следующий раз, когда будете проситься, то по-английски, хорошо? Okay, I will do it. Okay, thank you. Итак, друзья, как мы видим, все же таки русский язык является самым уязвимым местом вот этого самого русского мира, вот этого самого русского племени. Слово «племя» я употребляю не в виде в таком значении, потому что если вы откроете ту же Википедию и прочтете значение слова «племя», это там будет сказано, что это группа людей, которая безосновательно претендует на территорию других племен, народов и так далее. Ну, в принципе, это очень четкое описание так называемой России и всех россиян. И мы видим, как они цепляются, как они демонстративно пытаются прогнуть журналистку из Грузии, из Саакартвело вот этими самыми фразами «ну давайте на русском языке». И, конечно же, здесь надо отдать, просто мы должны поставить в комментариях классы и флаги Саакартвело, Грузии, поддержку журналистки, которая не идет на эти прогибы, потому что она знает свою историю, и она точно уже не может себе позволить говорить на языке той страны, которая с 2008 года оккупировала 20% территории современной Грузии. У нее достаточно есть самоуважения для того, чтобы не прогибаться под вот этих самых представителей русского современного фашизма, русских оккупантов. И мы видим, что вот это регулярное повторение от Маши Захаровой «давайте же на русском языке», мы видим все-таки, как они цепляются за этот русский язык, насколько это является, знаете, просто стержнем, на котором держится вообще, мне кажется, не только Россия, а вообще весь русский мир. Вся эта русская недокультура и все остальное. И знаете, мне кажется, я вот действительно только после просмотра этого видео посчитал, напишите свое мнение в комментарии, что как только русский язык станет, его надо, знаете, сделать международным языком таксистов, доставщиков, грузчиков и так далее. И как только он станет абсолютным официальным языком люмпена по всему миру, ну вот, то есть ты говоришь на русском языке, скажем так, не в кругу своего общения, не среди своих друзей и в семье, пытаешься где-то на пресс-конференциях, в каких-то государственных учреждениях, даже на территории той же самой России говорить на русском языке, все, ты просто люмпен. На тебе ставится какой-то штамп, и ты идешь в конец очереди. Да-да-да, на территории России будут в конец очереди отправлять людей, которые пришли и будут говорить на русском языке. Я верю, друзья, это не фантазия, что скоро на русском языке станет неловко говорить даже самим россиянам на территории России. Ну, во-первых, конечно же, на территории России уже будет государственный язык чеченский или других малых народов. И, конечно же, русский язык это станет действительно языком таксистов. Нам повезло в Латвии, что у нас вот эта русификация и вот это употребление, попытки употреблять латышский язык в каких-то учреждениях, в больнице, в полиции и так далее, является просто признаком того, что ты, действительно, немножко, скажем так, наверное, закончил какую-то особую специальную школу для людей, для детей с, скажем так, ограниченными возможностями в плане обучения. И, конечно,
Понятно. Короче, узкий мир токсичный, короче. Я нихуя не понял, но примерно поняли. Что я хотел добавить сюда? Если вы заметили, вот по жизни, вот если кто в пидорасии этой жил, блядь, эти узкожопые, блядь, порой, мне казалось, блядь, они хуже нас знают язык свой, блядь. Двоечники пиздец, нахуй. Пишут они, ебать мой хуй, блядь. Пиздят порой тоже так же. Это просто ужас. У них, блядь, окончание, не окончание. Хз, блядь, нахрен. Я порой удивлялся, эти так пошла урысмекен, деп өзім оптырап қалайым, блядь. Вот такой моменты тоже я вылавливал, блядь. Вот кто попадал на такую хрень? Я вот часто попадал, блядь. Вот из его репортажа я могу только такое сказать, что если там Лавров что-то там быкует где-то там, ну и похуй на него. Внутри пидорасии эти пидорасы не могут на своем сраном языке разговаривать хотя бы как мы, блядь. Мы хоть там какими-то акцентируемся, потому что у нас есть в языке у каждого свой язык, да. Там татарларда какой-то акцент выходит, узбекларда какой-то акцент выходит, у казахов какой-то акцент выходит. Мы даже улавливаем свои акценты даже. А эти придурки не могут уловить национальность даже того, кто говорит на русском, не могут уловить. Не то, что, блядь, они на своем языке еще правильно бы выражались бы, писать не умеют иногда, блядь. Эти же долбоебов вместе с нами наравне учили ихнему же языку, блядь. Вроде бы вместе на одной партии сидели. Но эти уебки, нахуй, какие-то тупорылые вылазят из школы, блядь. Вот я вам реально говорю. Базара нет, блядь, нахуй. Не все дуровы, блядь, которые хакеры, блядь, и что-то в этом роде. Но и то, блядь, копнуть Дурова, хуй поймешь, что за нация у него, тоже, блядь, непонятная. Может, он не узкожопый вообще. Примерно, да, я говорю? И в итоге, получается, вот эти узкожопые требуют от нелегалов, которые по жизни не знают этот язык, говорили, чтобы они правильно, блядь. Долбоебы, вы сперва сами научитесь, уебки, свой язык, блядь. ХХ, блядь. Каждый район у вас хер поймешь, как разговаривает. Как будто находится в Голландии, блядь. Хрен знаешь, блядь. Потом сами орут, мы русские. Вы ебанутые, нахуй. Определитесь вы кто, блядь, вообще. И ваш язык ли это вообще? Вы сами, сука, этот язык откуда-то упиздили, скоммуниздили, суки. А потом говорите, что мы русские, блядь. Вы, которые нихуя не можете произносить даже этот язык, блядь. Так что имейте в виду, придурки, блядь. Вы не думайте, что вы в невъебенные умнички такие, блядь. Хуй вам в сраку, блядь. Мы, блядь, нахуй, намного, блядь, нахуй, шаристее, чем ваши, нахуй, даже в языковом, блядь, эталоне, блядь. Ваш язык, блядь, не ваш, блядь, нахуй. И не можете нормально, как говорится, его даже изучить, блядь. Так, власти Оренбургского поселка вместо новогодней елки порадовали жителей конусом, обтянутым зеленым материалом. Ну да, а что, нормально? Это не зеленый материал, это же это, ёпта. Это вот здесь, везде, вот вон, внизу там. Это зелень, бля, ёпта, зеленая, блядь. Для футболистов, ёпта. Такой пластик, нахуй. Заебись, нахуй. Вот так вот, а хули? Хули, у Оренбурга деньги, что ли? Потоп, блядь, недавно. Орский тонул, блядь. Откуда у них деньги, блядь? Хуй вам сосать, сказали же. Эйнштейн же вам сказал. В Курске хуй сосать. Денег нет даже на войну. Идите нахуй. Подавно на дом вам. Так что, туалар этот, вам еще до хрена мучиться. И вы не можете понять вот этого, блядь, что вам не по пути, блядь, с этими узкожопами, и вы пытаетесь, блядь, из жопы вон, блядь, лезть туда и думать, что олар сізге туғанлар, блядь. Олар сізге туған түгел, душман. И вы не можете это себе, ну, как бы, наверное, сказать, что ли, порой я вот думаю, блядь. То ли у вас страх от того, что вы не можете сказать, или вы не хотите говорить, блядь. Вот не знаю, блядь, почему-то у вас нету такого вот опровержение, блядь, какой-то, блядь, в сторону Москвы, что, блядь, они же нас ебут, да, на самом деле, блядь. Вроде бы вот этот Габасов, Кашапов,
блядь, ладно, хуй с ним, вы меня еще не видели. Меня не будем напоминать. Вот эти, которые маячат перед вашими глазами каждый день, блядь, говорят, что в Москве что-то не то, блядь. Откройте глаза пошире. И вам это не доходит. Вот как это можно вам доносить, если вам, получается, вот сидят, наебывают вас, блядь, и вам хорошо, кайф, блядь. Какие-то вы садомазохистские кайфарики, блядь. Вот я так понимаю вас, блин. Поэтому, Туганар, надо уже конкретика с этого дерьма, по идее, уже вылазить, но вы не хотите вылазить. Вот это меня и обидно. Понимаете? Обидно, что ваше состояние, которое контролирует Москва, наш безнекущебез житми. Понимаете? Вас как бы, так скажем, опередить, чтобы вам донести, у нас не хватает уже мыслей, я не знаю, блядь, или что-то там вас передвинуть на то, чтобы вы уже как-то по-другому мыслили. Вот это и убивает меня. Понимаете, это из той же категории, допустим, когда-то, помню, блядь, напоминаю опять этих моих земляков из Азии, да, так скажем, которым в Москве я говорил, нахрена ты, говорю, блядь, дворником работаешь? Почему ты не работаешь курьером, допустим? Нормальная работа, блядь. Там, в конце концов, в такси иди работать. Нет, говорит, мне нравится это. Понимаете? Вот из той категории, блядь. Вам тоже, наверное, бармак, блядь, күтігізге тсігелер, а сізге нравится это, блядь. Не знаю, нәрсеге шулайсыз. Вот мен аңлаймын шуны, блядь. Кавказ еще такой же, блядь. Вот это меня убивает, блядь. У них такое выражение. Мы сабр делаем. Кавказ сабр делает. Ни хрена вы сабр делаете 500 лет, блядь. 500 лет Казань сабр делает, да? Башкортостан 450 лет сабр делает. Монумент, блядь, ебучей этой дружбы стоит Уфага кіргенде, блядь. Оқайып тұра шул, блядь, бір какая-то херня бетонная, блядь. Сносить нахрен это все дерьмо надо. Чтобы ничего не было. Дружба с ними, оказывается, была у них. Поражаюсь. Так. Вот, началось опять. Прислали видео из Донецка. Люди черпают воду из луж, чтобы напиться и приготовить еду. Охуеть. Донецк, это уже захваченная территория же, да, я так понимаю? Всего чуть больше 10 лет назад Донецк был одним из самых развитых и богатых городов Восточной Европы. Нихуя себе. Совковая оккупация превратила город в нищую разрушенную помойку. Ну да, вот как раз совком и черпает она каким-то совком черпает воду и в Донецке, и воду пьют. Дожили, блядь, ну-ка. Блин, живем, с лужи воду черпаем. Люба, это ж надо, соседка. Бабушка ось. Озубилля, там же она вообще мутная, блядь. Это же пипец. О, чё за нахрен? Лукашка с армяшкой, блядь, поругались. Чё ж произошло? Мнение, почему Пашинян поругался Лукашенко на ЕАЭС. Лукашенко, мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко. Может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали? Пашинян, нет проблем, нет проблем. Я понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизорами. Я с пониманием отношусь к этому. Что не поделили Пашинян и Лукашенко? В 2023 году во время боевых действий между Арменией и Азербайджаном члены ОДКБ воздержались от помощи Армении. А Лукашенко так еще съездил к Алиеву и фактически выступил на его стороне. Поэтому что ли? Понятно. Почему Пашинян поругался с Лукашенко?
я попросил бы их присутствовать все-таки на заседаниях, а не по телевизору нам рассказывать, как они будут с нами сотрудничать. Никола Иванович, это вас не касается. Мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко. Я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции. Что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Ну, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно. Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Ну, мы рассмотрим ваше заявление. А что тут рассмотреть? Вы не можете рассмотреть мое заявление, потому что мое заявление это не подлежит к рассмотрению. Да, мы только его... Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали. Нет проблем, нет проблем. Я понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизорами. Я понимаю, отношусь к этому. Твою мать! Что здесь происходит? Что не поделили Пашинян и Лукашенко? Все просто. Армения, Беларусь и Россия находятся в ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности. И, по идее, должны друг другу помогать в защите от нападения. Но в 2023 году, во время боевых действий между Арменией и Азербайджаном, члены ОДКБ воздержались от помощи Армении. А Лукашенко так еще съездил к Алиеву и фактически выступил на его стороне. После этого Пашинян заявил, что не поедет в Беларусь, пока там сидит Лукашенко. Можно по-разному относиться к конфликту между Азербайджаном и Арменией. Но тут-то речь идет о соблюдении международного договора по отношению к союзнику. Эй, Лукашенко, Путин, а как же своих не бросаем? Как бы такой широкий лозунг «своих не бросаем». На самом деле бросаем, причем по всем направлениям. Понятно. Ну, Башкортостан менен Татарстанга бу кутакка да керекмей турган, по идее, блядь. Новость, ну так, для прикола можно послушать. Как можно тут отойти? Лукашка и армяне, Башкортостан и Татарстанга, нахрен не нужные люди. В первую очередь, Башкортостанга армянлар кереги юк. Белоруссия с Лукашенко то же самое. Это хуета, которая всегда, я говорю, вместе с Путиным в памперсах будут бегать. Лукашка, Путин, Кадыров. Вот из этой категории. Поэтому нам здесь как бы по сути брать нечего. Только можем вот таким образом высказать, что армянлар сыгылып калсындар нахуй. Вот. Если их долбили азера, пусть долбят до конца. Вот только так могу. Но это не означает, что за азеров. И я нахуй, и киседа меня нахуй не нужны, блядь, нахуй. Пусть хоть ебутся там вместе, блядь. А Лукашка вообще, блядь, 33 пизды колода, нахуй. Он вообще нам не нужен. Вообще, блядь, нахуй. Беларусь, Барма, Юкма, да пизды нам, блядь. Пусть они тоже разъебут Лукашку и уйдут в Европу, блядь. Похуй нам, блядь. Нам, блядь, до Москвы дойти, наша задача, уничтожить Москву. И все, остальное все отпадет, отрикошетит нахуй, все. Подохнут сами, как говорится, отвянут от нас. А мы, главное, блядь, Башкортостан и Татарстан, должны думать о себе. Вот и все. Своя, как говорится, эгоистичная независимость нам нужна. Bizne туганлар, Аллаха шукр, бар, который рядом, мы с ними будем разбираться. И весь регионы России. Вот у нас головной боли дохуя и больше. Шулгана калды инде кайгырырга, блядь, армян, азерлар белән сыгылып катсыннар нахуй. Особенно армянларны полный рост сыгырга, блядь, Башкортостанда, блядь. Берсен нахуй баш күтәрергә түгел нахуй. Всех, блядь, вытащить нахуй, стрясти бабло, которое напиздили из Башкортостана, выебать нахуй и отправить в Армению. В своем выступлении на коллегии Министерства обороны белоусов, это Майкл Наки откуда-то откопытили, так, в частности заявил, российская военная медицина с честью выдержала испытания специальной военной операции. Порядка 96% российских военнослужащих после выписки из госпиталей могут вернуться в строй. Нихуя себе.
Секрет этой статистики прост. Тяжелораненые российские военные чаще всего не доживают до госпиталя из-за проблем с эвакуацией с поля боя. Из-за засилия дронов ВСУ и нехватки транспорта раненые не могут попасть на операционный стол по много дней и даже недель. Легко раненые переходят в статус тяжелых, а тяжелые в статус погибших или пропавших без вести. И как мы видели до этого, съедание свиней или кабанов нахуй. И все. Так что нормально. Зачистка, мясорубка, объедки доедаются, все довольны, сыты, Лукашенко не нужен. Нормально. Тема. Так. Так, осенний призыв завершен. Так, сейчас туална. Допишем. Сейчас я посмотрю комменты тоже. Коммент тоже қараймыз. Қазір секунд. Кімдер жазамын да. Теге сегеніп жазып отырғанларына азгина нәрсеке үзегіз нәрсеке айтегіз жазығыз мында туғанлар кім бар мында. Көрмей қаларға могу. Теге сегеніп жазғанларына аузына сегегіз сразу на месте. Заглушайте их. Ну, имеется в виду, сами понимаете как. По факту. О чем базар, о том ответ. Так, мына мында кімдір мен көрдім, блядь. Кім мында, кім жаза? Аңнамадым, что за вопрос был? Какие-то музыки, блядь, тиктоки прицепляются. Так, тут вы с Эльвиркой, короче, пиздите, да, короче, я не лезу в тему, да? Но если по моей теме, то я могу прочитать, озвучить на весь эфир, чтобы запись пошла. Когда Баймак поднялся, надо было всем Башкортостану встать. Минимум 100 мәртә айттым. Когда даже не Баймак поднялся, там вопрос, блядь, был непонятный и неправильно поставлен, во-первых. Я его обговаривал уже в других своих каких-то моментах, да, ведь говорили об этом. Вопрос Баймака на всякий был, знаете, как сказать, блядь, закуштал Байрам, хотел сказать, блядь, закуштал гору, блядь, понимаете, не в тему. Я же это говорил, везде постоянно напоминаю. За людей надо. Эльвира, аңлайсыңбы? Кеші үшін күрәшірге керек, тау үшін түгел. Вы еще найдите там какого-нибудь ежика и за него боритесь и сидите по 5 лет нахуй. 8 лет дали, блядь. 8 лет аузына тащим, блядь, кому-то вот последние приговоры, блядь. От кого я слышал? Алсынов там дуртками, бишками, ничего кетті ол, блядь. Ну, мында 8 ел уже, блядь. Двойная идет, блядь, эпопея, блядь, вот этого дерьма. Шунарға туғанлар мен тегі күнігіне айтқан ем, блядь. За Алсынова мы должны встать. Он-то затупил, а мы-то не затупки до такой степени, чтобы за город бастовать. Мы за людей должны, не то что за бастовку, уничтожить Москву. Я забастовку не хочу. Это хуйня. Забастовка, это значит, вы просто хуй положите, бла-бла-бла, опять Москва, опять та же русня. Это нет, это не херня. Это как детский сад, блядь. Мәскәүне бір барып, сігіп қойта тұрған менге мужиклар керек. Бірге барып, қойтсақ қойттық, өліп кетсек шунда, зато біз ышқынабыз Мәскәуден. Задача шунды бізде. А не то, что, блядь, Куштау тауны яшатырға. Не куттағама керек ол Куштау тау, блядь. Куштау тау тұра, Алсынов утра. Вот в чем прикол. Это маразм. Потому что, блядь, надо такие дела делать вот с такой, как говорится, риторикой, что уничтожение Москвы. Цель должна быть. Для начала, да, я базара нет, согласен, за Баймак выйти. Но на втором фланге, вот когда его сажали, в этот момент я говорил, сколько, блядь, трезвонил ВКонтакте, писал, Алсынов пусть уезжает, передайте ему, Алсынов пусть уезжает. Нихуя. Передайте сами ему, я меня, кімдір яза меня. А как я ему, я говорю, напишу, блядь. Он там, блядь. Передайте ему, говорит, сами, блядь.
ебанутые какие-то люди. А я писал в группы, которые это все каждый день афишируют ВКонтакте. Я писал, я говорю, вот так. Потом Алтынай Валитову писал. Этот уебок читает мои комментарии, мои смс. Я ему наглую нашел, я его написал. Инстаграм написал, ВКонтакт написал. Наглую читает и игнорирует. Телеграм даже написал. Наглую читает и игнорирует. Потом хуякс в Турции, хуякс он в Америке, понимаешь ли. Шапли халима, блядь. Поэтому, туганлар, когда вот это и есть из той категории, кутыңа жауап беруге керек. Если ты петушаришься вместе с Алсыновым, значит, надо вместе с Алсыновым дела решать надо было. А не так, что Алсынова ёбнули, а ты съебался. Это тоже некрасиво. Это вообще не то, блядь. Кинули нахуй. А онда 80 киши утра, блядь, хазыр. Бу сүләп куйды да ведь, а 80 киши утра. Нахуй такие, блядь, дружбы, блядь, нужны. Оценивать надо каждый момент кишины. Кто как дышит, блядь. И как себя повел в тот момент, когда корабль тонул, блядь. Как крысы бежали, блядь. И то, ладно, бежали бы 80 человек, блядь. Бежал один Алтынай Валитов, блядь. Никто не бежал, ёб твою мать. Что за нахуй? Этот Ильдар Юмагулов съебался. Нахуя он съебался, я так и не понял. Пиздел, тоже потерялся сейчас. Где он, хуй знает. Ёбнули, наверное, казахи там, чтоб не пиздел дохуя. Я же говорил, чтобы его ёбнуть. Может, услышали, блядь, меня? Говорится. Ну, чтобы этот, блядь, он заткнулся, блядь. Так, не весь Донец под Россией. Так, или историю Вонской, что ли, не знают. Юриков до Романов, до Петьку и Катька это не знают. Петру и Екатерине это бы не понравилось. Сергей, Петр, Екатерина, это вот это из той категории. Вот Петр и Екатерина из той категории Путина, блядь. Вот он, гандон, начитался этих книжек, нахуй. Вот теперь долбит, блядь, весь мир, блядь. Своими какими-то детскими сказками, блядь. Олег Звягин, курнула косяк. Так, Николашку, первого, второго забыл, да ты там говоришь про них, если они своего же царя, свою семейку сперва расстреляли, потом сожгли скелету, облили, разве это норм, люди? Вообще? Им похуй. Я это удивлялся, блядь, как можно, блядь, своих ебашить, блядь? А вот так. Вот так, блядь. Получается, эти люди, блядь, хотят власти. Когда люди хотят власти, им не видно ничего. Им ничего не видно, блядь. Вот біз шуларға шунды болмасқа тиішбіз, блядь. Когда куштау, блядь, тау, и мында кишілер утра, и біз қазір молчим. Вы думаете, что, блядь, Алсынову охуенно? В обезьяннике. Жене с детьми охуенно? Ни хрена. Ни хрена, блядь, ни секунды, блядь, нахуй. Мы в ихней шкуре не побывали. Но я знаю, что такое Зиндан. Я вам скажу, там нихуя не охуенно, блядь. Минуты идут как будто целый день, блядь. А день идет как будто 10 дней, блядь. Не двигаются часы там. Или нужно спать, чтобы продвинуть часы. Или нужно, блядь, я не знаю, и спать надоедает, блядь. И спать надоедает. Вот в чем прикол, блядь, там. Ты не можешь уже. Час, день теряешь. Кто-то там менял свою этот час-день. Точнее, блядь, ночь-день менял. И тем самым прокуривал свои дни там. Легче давалось. Я так понимал. Людям. Днем спит, ночью не спит. Вот что-то так, блядь. Но спит минимум 20 часов. 4 часа только может он не спать. Спит 20 часов. Я охуевал. Поэтому эгоистическая независимость. Это интересное словосочетание. Ну, ну да.
У меня какие-то сочетания, блядь, не в сочетании порой иногда выходят, да. Бывает такое. Так, давайте вот эту под запись. ТикТок сейчас просто Азгана ждал ТикТока, чтобы он догрузил, блин. А то мучается у меня интернет. Кощежитный иногда. Да, по теме озвучивай. Это было повод раскачать за народ. Ну, это можно, Хазар, как это, блядь, интерпретировать по-разному, по-разному. Нет. А вот Корахолык от этого темы, от этой тематики Алсынова, как раз это за народ и ответил Хабиров. Вот ему это не надо было. И потом не договорил. Договорю давайте уж, а потом вот в другую тему пойдем. Насчет Алсынова. Мы же как бы конец года, мы же должны это обсудить. А он же как раз таки в январе-то его ёбнули, посадили. Помните, в январе какого-то или в феврале его посадили. Помните, забастовка, хуйня-муйня. Вот, бір ел өтті туғандар, бір ел. Кешелер бір ел утра, блядь, 100 кеше грубо бір ел утра. Это уму непостижимые вещи. И шунардан соң, біз мында уларға тиішбіз. Алсыновны, хер с ним, где-то он что-то сказал, но вот этот последний суд был, когда вот в этот момент, вот шул момент тавитинда, можно было бы вот эту всю тему развернуть. Вот как она мне написала, вот же Баймак же была тема, чтобы встать. Да. Когда первый раз отобрали гору, это окей было. А вот уже на вторую ходку, когда Алсынова уже вязали, в этот момент надо было проснуться всем, да. Да, не 5000, там 10 тысяч, которые пришли, кидались, блядь, снежками, блядь. А надо было реально хуяриться. А почему реально хуярства не было? А потому что не было тематики против Москвы. Вот в чем прикол. Понимаете? И в этот, примерно в те моменты, наверное, вот в те моменты я только начал в эту тему вкуриваться. Вот не поверите. Вот, наверное, у меня какое-то пришло спокойствие, наверное, вот здесь. Потому что миндата не сладко здесь было. И в этот момент, наверное, мне какое-то озарение пришло, что я должен выходить, что-то делать, блядь. И в итоге вот эти знакомства со всякими людьми там, с Иршад Хаби, с Кашаповым и так далее, какие-то разговорчики и какие-то моменты. И потихоньку я начал открывать канал. И пошло-поехало мое дело. Но, окей. И в этот момент как раз происходит вот эта алсыновская стычка, блин. И теперь, возвращаясь назад, я теперь понимаю, что шул вакытта уже меня хатты бит болған Руслан Габбасовлар бит шул әйберне бит ясарга кирәге. А хазыр Руслан Габбасов әйтә, что Алсынов сам по себе, я вообще не при делах, да я. А может так и есть, не при делах. Тот сам по себе за Куштау, а этот за родину, за Габбасов, за Башкортостан, тот за гору. Кто хуй поймешь за что, блядь. Шунардан соң, не надо сравнивать тех и тех, блядь, и на друг друга скидывать. Тут только один вопрос остается Габбасову. Какого хрена он раньше не связался с Алсыновыми и не вывел его в сторону, чтобы он не ввязывался в эту тему? Это раз. Но здесь тоже Габбасов винить нельзя, потому что Алсынов, может, сам по себе был, блядь. Мы же не знаем. Потом, исходя вот от этих всех событий в течение года, что произошло? У Габбасова, у самого, блядь, братишку или брата, блядь, ёбнули, посадили какого-то там Рустама. Тоже сидит, тоже косяк у него, у самого. Там Алсынов добавил еще, блядь, вот эта вся херня. Суть, я вам одно скажу.
Возвращаясь к моей риторике, что долбить надо Москву, кутыгызны кутарыгыз халық жиылығыз дедім бет енді мен. Вот где самый смак того, что мы не можем тронуться с места. Мына наш косяк. Исходное в том, что, блядь, нахуй, 100 мәртә сезгә әйткән нәрсәкәй килеп чыга того, что без әзер түгел без. То, что они говорят, вооружайтесь, вооружайтесь. Кирәкме безгә оружие? Үзегезгә күтегезгә геморрой, нахуй. Безгә кирәк халык, мына халык, который мне скажет, мына меня ведь берәсегез телеграмга яздыгызмы, юкмы? Миңа язалар бер-ике кеше, но алар без. Языгыз миңа хотя бы көненә 10 кеше. Шулай потихоньку айына 300 кеше була. Вот так. Языгыз меня, давайте, все, подключаюсь, все, я в теме. Пишите, я в теме тогда. Я в теме. А в какой теме? Уничтожение Москвы. Наша тема ясна. Если против Москвы, я в теме. Пиши, я в теме. Все. Все, қоясыз, я в теме дегенлер. 30-дан 50-ге хәтлеләр. Потом уже будем дальше с вами делать дела. Понимаете, вот в чем прикол. Мы не готовы за Алсынова отдать, как говорится, отдачу. Мы не готовы за любого, кто сейчас что-то ляпнет и сядет. Мы не можем их защитить. Вот в чем прикол наш. Что мы долбоебы. Что мы не можем, блядь, ответить за вот эту узкую общину, не говоря лесные люди, все эти хуевые нацисты, блядь. Мына, bizda тема. Да хрена. Излибіз, блядь, всяких, блядь, виновных, невиновных, әлләкемләрне izlәп йөрибез кайдандыр, блядь. Үзебезне аңламыйбыз, блядь, ишетмибез куттагымда үзебезне. Мына шунда сүз тора. Мен бит бүген генә яздым, бердәмлектә генә көч дидем. Бердәм булырга кирәк. Забить на все, хуй положить и просто оценивать положение так. Так, bütün bu каша заварушкада Алсынов, Айрат Дилмухаметов, Рамиля Саитова. Кто виноват? Мәскәү. Битте. Мәскәү генә. Шунарга без Мәскәүгә каршы булырга өчен без бергә булырга тиеш башта. Берләшү юк. Инәңне, атаңны тикшерә башлыйбыз. Вай, монда икән, блядь, сикмәсен атасы да, инәсе да ул кешене. Похуй. Сколько, блядь, мне писали люди, заебали. Знакомые. Когда они, наверное, услышат меня, похуй меня, ашулансагыз да сиктим нахуй. Руслан Габбасов же тюремщик же, говорят меня. Ну и что, дедом? Сигамини тюремщик, он не тюремщик. Он, блядь, у кыргыза вообще с тюрьмы вытащили, посадили, долбоеба. Президент. И что с этого? Какая разница? Тюремщик мы, юкма нахуй. Маньяк тугуль да инду, блядь. Что, блядь, нахуй, какую-то, блядь, хуйню он предлагает нам. Явно вроде нормальный человек, этот Габбасов. Что, при чем тут? И вот с каким болезнью живут внутри Башкортостана люди. Меня бана өзі чеп часто башқұрт айта меня шуны, блядь. Иске дустым, блядь. Кит нахуй инен бәтәге дедім, блядь. Меня шундай нәрсе сөйләмә нахуй дедім. Мен әлі көзім біле көргенім yok Габбасовны дедім. Тюремщик мы юкма, да похуй его история, блядь. До пизды, блядь. Главное, мне нравится его тактика, ведет борьбу против Москвы. Все. Ну, конечно, дохуя у него минусов есть, которые я кутынатив штатырга тиишман, чтобы он нормально себя вел, блядь. Но главное, ведет же. Ведет. Сізден әлі бірәсігіз бар ма шундай бізге қушылған? Yok, құттағымда yoqсыз. Шуңарға бит, әйтәм, хотя бы шундай қымыллаған кіші керек бізге. Хотя бы әзгене болса да, палец о палец что-то делает. Не говоря о том, что другие, которые просто сидят, хуйней маются, потом говорят, вот так нас сделали, так сделали. Да, конечно, вас так сделают. Потому что у вас нету, блядь, бердәмлек. Берге хушылырга юксызда. Татар белән башкорт жрете друг друга, как ебанутые нахуй. Не можете понять, что вы близкие братья. Какой-то этот процесс, который внутри Башкортостана с Татарстаном против армян, вы даже это решить не можете. Понимаете?
Если уж что-то вот вытворять, какие-то глупые, какие-то дурацкие дела в виде Карахалых там или что-то в этом роде, как Алсынов, да, вот какие-то моменты, если бздеть, допустим, да, я бы, наверное, нахуй, сделал бы такой уже умопомрачительный способ, один способ сделал бы. Собрал бы Башкортостанда отряд, такой вот пацановский, который просто будут хуярить всех армян, блядь. Она как Узбекистанда. Выгнали нахуй всех, блядь, турков-мекситинцев, которые что-то сделали с женщинами в одной Кючада, короче, в одной улице Урамда, в Узбекистане. И всех нахуй порешали, блядь, узбеки. Вот так надо сделать. Армян порешать надо нахуй. Хуяс-хуяс и все проебутся. Вот и все. Вот такую тактику надо вести, блядь. Вот это будет из той категории, что вы готовы. Но ваша задача не сесть ни одному. Сразу с Себастьяна в Казахстан и испариться нахуй. Вы вот такой тактика должны вы сделать. Если вы готовы на такие действия, вам надо сделать такие действия. Ебануть нахуй всех. Хотите живых оставляйте, хотите просто калечите, блядь, похуй. Главное уничтожить нахуй вот это хабировское нахуй отродье, блядь. А потом уже можно дальше что-то думать. Если уж на то пошло, блядь. Если от вас какие-то нужны какие-то действия. А не ходить там писать какие-то корявые, блядь, настенные вещи. Там свобода Башкортостана или что там писали, блядь. На днях читал я, блядь. Суки, узкие суки там, или что писали на днях, что-то писали. Ну, что-то в этом роде, блядь. Нахрен это надо? Херня полная, блядь. Что-то писать, ходить по стенам, блядь. Свобода Башкортостану, блядь. Инем бетеги. Куром насмех, блядь. Поэтому, туганлар, кулдан бір нәрсе келмегеш, значит, надо просто тупо бош сыкмастан шығып кына кетерге. Понимаете? Не нужно, блядь, нахуй хуйней маяться, не нужно делать что-то, блядь, а просто надо вылазить. Просто надо вылазить, присоединяться в наш путь. Вот и все. И рожем курсата башлағашта такая же у меня будет тактика. Вот я то же самое буду говорить. Я же говорю, пока меня не шлепнут, Аллах, буду говорить до тех пор, пока я буду живой. Шуларға, пока я живой, давайте сходим до Москвы, блядь. Давайте. Өле тұрған болсақ та, шул Мәскеу жолында өліп кетейік. Зато Башқұртстан мен Татарстанны азат итеп өлген яхшырақ, чем, блядь, нахрен просто так мына қорқудан өліп кету. Понимаете? Самый позорный бұл қорқудан өліп кету. Шулай. Так, у них всех семьи, у них все непросто. Сейчас дочитаю Навальнята. Сонька 5 что ли не дают играть в Норвегии в тюрьме. Ну, блядь, еще жалуются Соньку 5 в тюрьме Норвегии, пиздец, да? В Бельгии, короче, не знаю, какое Sony, PlayStation, но какой-то был, блядь, играли, да, в Бельгии играли, блядь, нормально. Так, разровненность, это хуже некуда. Шумай там, бедные. Они знакомы вместе, они двигались БНК, просто кто успел сделать педали. Главное, не маньяк, ага, извращенец. Упомрачительная тактика. Дашнаков армян. Ну, нет, да, Дашнаков армян, ну, нет, а в Башкортостане хуй знает, какие армяне, конечно, блядь. Ну, явно эти хабировские армяне, блядь. Хабировские, блядь, хуепуталы, блядь. Они со временем корни пусть потом не выкуришь. Давайте сходим. Ну, вот и говорю. Нет, армян мы выкурим 6 секунд, блядь. Вот с русскими беда будет, блядь. Армян мы выкурим, это хуйня вопрос. Тактика напоминания армянам будет одна. Вот как раз вот напоминает же Дашнаки. Да, армянам скажем историю Дашнаков вам, как вопрос зададим. Вот и все.
А я им напомню, что мин бір қаным білән үзбәкмін deyam. И все. Они поймут. По-тихому ноги или вы будете сами делать в Армению, или куда хотите, или нахуй, чтобы мы вас не видели вообще, блядь. Ниже травы, ниже воды, блядь. Я же в тему туризма сегодня уж не буду переходить, ну, в тему экономики можно перейти как раз-таки. Все, блядь, базарные темы, торговые центры, не дай Аллах, блядь, в Башкортостане на ихних именах, допустим, как мы зайдем, узнаем, блядь, в этих армянских руках, все выпиздить, отобрать, вытрясти все бабки, закинуть, блядь, в казну, потом, нахуй, порешать с ними дела, кого посадить, кого нахуй послать. Короче говоря, ультиматум им будет жестким. Собраться, убраться или посадим. Вот и все. Они все барахло свое соберут и съебутся. А дома, которые они понакупали, блядь, оставят нахуй. Мы сами распорядимся с ними. Вот и все. Проблема тугин. Урнана бар. И до этого я говорил, что Башкортостанда любой ИГ с других регионов, башкорт или татар захочет переехать, им предоставляется дом. Проблем нет. Дом бесплатно должен быть. Вот давайте вот этот прочитаем, а то никак не могу дочитать. Осенний призыв завершен. Этой осенью на срочную службу призвали 133 тысячи человек. Минобороны подчеркнуло, что срочника не направляли в так называемые новые регионы РФ из зоны проведения СВО. Мына iki предложение оқыдым, блядь. Икисінде де алдау, блядь. Мына көрасіз ме? Икисінде де. Блядь, сколько нытья, блядь. Недавно только мы слышали, да, ведь вы едете на войну, вы едете куда-то там хорошо, на СВО. Недавно отправляли, блядь, с Ростова, это овца какая-то, пищалка, блядь. До этого сколько, блядь, в Курской области поймали этих вот этих невольных, блядь. И эти уроды говорят, что их не отправляют. Вот из двух предложений и кисада ложь, блядь. И 133 тысячи тоже это на бумаге. Из той категории племянницы Путина, которая нечаянно сказала 48 тысяч подписей, блядь. Из той категории 133 тысячи человек. Это пиздеж. 133 тысячи быть может, но 133 еще может, еще 233 ушло по контракту. Тех же этих 18-летних ушло по контракту. Вот я вам точно могу сказать, это тоже было. Это тоже было. Потому что сколько, блядь, нахуй принуждений, сколько давления и так далее. Каждый день это описывалось в каждом новостном порядке. Каждый день. И особенно еще давление идет теперь на Москву. Прикиньте, они поняли, что с Москвы нихуя-то это не ушло людей. А давай-ка подавим Москву. И они начали сыр-бор своих ебашить. А почему? Потому что своих тоже надо выкуривать. Половина-то съебалась в Казахстан и дальше больше. А что-то узких-то мало использовалось. Их тоже надо чпокнуть нахуй. А чё их до хрена, блядь? А чё, только башкиры будут умирать? И тут вот узкожопые тоже начали, как говорится, принудительно идти. В пунктах дислокации подразделений вооруженных сил России этой в новых регионах это Донецкая, Луганская народные республики. Видите как? Херсонской, Запорожской области. Или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись. Видите? Туда не направлялись. Вот этот что-то непонятно. Туда не направлялись. Понятно, Донецк, Луганск не будут направляться. Нахрена им туда направлять, если там у них есть свои вот эти, как говорится, непонятные нации. То ли продажные украинцы, то ли хуй поймешь кто, захваченные украинцы. Вот они там пойдут. Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, они же сами вывели оттуда людей. Оттуда же уже собраны люди.
против своих же украинцев. Это же уже до этого говорилось в новостях. Поэтому, как говорится, нахрен туда опять добавлять, если у них уже у самих есть. А этих идиотов, которые сейчас всех набрали, блядь, пойдут они вот в Курскую область, блядь, еще куда-нибудь. Дополнение. Так что не думайте, что они будут в батальонах сидеть, полы драить и на кухню ходить на наряды, блядь. Еще не направлялись, а будут ли направлены? Об участии срочников в боевых действиях в Курской области ничего не сказано. Пиздеж, само собой, кто скажет, блядь? Там Эйнштейн, блядь, приехал. Вы что, блядь, разруливает. Сама Росгвардия, блядь. Сколько потом снова будет пропавших без вести, погибших 18-19-летних детей? Вопрос задается. Но мы ответили, будет, не будет. Это, оказывается, от новости от Куштау Байрама. Вот. Что я могу сказать? Ясное дело. 133 тысячи даже, Болсон даже, хер с ним, добавилось в ряды этой пидорастической войны. Вот имейте в виду. Поэтому Алиев смело может 5-10 самолетов полных солдат отправить, блядь, на Украину. Смело. Смело может отправить на помощь Украине. Не касаемо никого. Не спрашивая Турции, никого. Просто тупо взяли и отправили. Все. Ответ за самолет. Так, Башкортостан без авиарейсов. Аэропорт в Уфе можно закрывать. Небо над Россией закрывают. Ну, заебись, да, слышали. О чем говорят? Международные авиакомпании отказываются летать в Уфу. Рейсы в столицу Башкортостана уже отменила авиакомпания с Азербайджана. Росавиация и колониальные власти республики в шоке. Ходят слухи, что и другие компании перестанут летать в столицу республики. Они боятся российского ПВО, что их собьют, как сбили азербайджанский пассажирский самолет в Чечне. Еще международные компании не хотят летать в Минеральные воды, Сочи, Волгоград, Самару, Грозный, Екатеринбург, Махачкалу и в другие города. А израильская авиация приостановила полеты даже в Москву. Лига свободных наций. Подпишись на канал. Вот и все. Вот и ответка. Если уж из евреи, вы что, блядь? Если сыканули, блядь, ну, после этого уж, блядь, уже все. Причем тут Азера, блядь? Азера вообще страдальцы. Мескенляр. Кишлер улямында. И ответку не могут дать, блядь. Поэтому еще раз, Хойтаров постоянно и там, Азерам только отправка военных в Украину, это будет ответка. Другого варианта нет. И извинения, пардончики ваши, Путин пусть жопу засунет. И, конечно, туғандар, не думайте то, что я таким образом как-то пытаюсь оторваться от азеров, я же, по идее, их ненавижу, нахуй, или что-то в этом роде. Нет. Наоборот, вот именно в этот момент, как я и говорил до этого, и в ТикТоке говорил, моя, так скажем, солидарность того, что если азера проснутся против Москвы, это замечательно. Чем больше у нас будет за нас противников против Москвы, так скажем, да, это для нас плюс. А пока они еще спят. Вот они потихоньку по одному пиздюлей будут получать, может просыпаться будет, но и то до какого этапа проснуться. Будем посмотреть. Россию накрывает волна ЖКХ катастроф, коммуналку сохранять только в Москве и Питере. Ой, сулярга туголь нахуй. Чего уж мы на сулярга инда. Ну, прослушаем, о чем тут говорят. Сейчас добавлю от себя. Миниханов же не зря ездил в Узбекистан клянчить, или в Таджикистан ездил, или в Узбекистан ездил. Уже путаюсь, блядь. Куда-то же ездил туда, блядь, за людьми. Приедьте, пожалуйста, узбеки, таджики. Нам некому работать на стройках, блядь. Вот так вот. Понимаете? Тут шапли халималар, блядь, урус кутак башлар гонят наших дорогих чурок, так скажем, из пидорасии этой. А Миниханов идет, блядь, кланяется им, говорит,
приедьте, блядь, дайте нам чуть-чуть людей, не хватает, блядь. Потому что пол людей нахуй уехало, блядь, умирать, блядь, и что-то не возвращаются, блядь, с Украины. Татары, блядь, долбоебы. Вот примерно вот так. Примерно вот так. Шунарға бетінде 100 мәрте айтам. Мына как раз мында Эльвира башқұртқа сеңе касается. Башқұрт Эльвира ишет мені. Мына хазыр башқұртлар өліп бітә әйме? Татарлар өліп бітә әйме? Сізні сігуші кім келер екен? Сені ирің бар ма, Эльвира? Yok mu? Мына сені сігерге кім келерге может? Алладан сұра, чтоб қазақ келсін, узбек келсін, а вдруг орыс келе сені сігерге? Понимаешь? Грубо, да? Грубо. Ну, елап жіберме анда. Платочек подайте ей. Короче говоря, сізні башқұртларын, татарларын, қызларын кім сігесін? Мына, сізні кім сігер екен қызларыңызны? Интересно. Как вы будете размножаться? Интересно, блядь. А? Мне вот это интересно, блядь, вообще до такого, что, блядь, противно. Противно, потому что мен өзімде да балаларым бар. Понимаете, смысл какой? Позор. Это позор того, что, блядь, біз оставили өзіміздің хотынларны, даже меня касается это, ну хуй с ним, я развелся, блядь, попутно нахуй, из-за этой же темы, блядь. Но, блядь, тірі хотыныңны тошлап суғышқа оқша деп кеткен ирлеріне айтыңыз, блядь. Олар нәрсе ойлайдар? Мен, допустим, мына, блядь, я хуй его, блядь, мына, нешіктір, мен оңнамын шул моментны, мына хотының бар, өзіңнікі, үйде күті, и сен оны тошлап кетіп барасың. Бұл теманы мен бір де сөйлегенім yok. Хотыныңны тошлап кетіп барасың, получается, и үйде балаларын қала, само собой. И ты, получается, таким макаром это все делаешь, что, ну так, по-мужски, да, скажу, сен оқша үшін өзіңні сігіп тұрған, яратқан хотыныңны тошлап кетесің. Вот этот процесс ты можешь в уме проживать вообще? Прожить этим ты можешь один день хотя бы? Это нужно быть таким уёбком быть, бросить за Путина свою жену на одну ночь даже. Не то, что там, блядь, насколько-то они упиздили. За деньги, за Путина бросаешь свою любимую жену, оставляешь ее на ложе, который ты должен каждый день отдавать долг, сегрегиона. И как ты потом после этого пытаешься сказать, что мин башкир, син татар, там и так далее, Чечен, Дагестан. Что за хуйня? Вот с такого ракурса кто-нибудь вам это вам предъявлял? Вот как вы, блядь, можете, блядь, каким умом вообще вы страдаете там, блядь, как вы, блядь, продаете вот этот момент, процесс? Это же пиздец, это же как бы Аллах Таалам айта, ир хотын белән нәрсә ир хотынны арасындагы әйбер бер кая чыкмаска тиеш, там ир хотын белән ызгышу дәкә кебек бер секундта корый, курыгач булар опять берләшәләр, ызгышсалар да, башка булсалар да. Вот примерно из этой категории, если мы сопоставляем вот такие моменты, сказания, да, так скажем, такие вот напутствующие там нам, ну, где тут, блин, вам напутствующий момент, когда ты свою жену любимую оставляешь за 200 тысяч кусков рублей этих сраных деревянных, оставляешь детей добавок и прешься на эту сраную войну. За Путина. Ладно, блядь, за Башкортостан с нами поперся бы. Хер с ним. Хотынлар, шыдап тұрығыз, туда-сюда, жанақайым, балақайым, мына шулай деп әйтсәң, дұрыс болар ай. Чөнки біз үзебезне мустақил өчен ызгышабыз, сугышабыз Мәскәү белән, мына шулай. Но монда син әйтәсең, biz Ukrayna nацистларны үтерәбез, балақайым, хатыным, жанакайым. Син шыдап тор инде, пәтәгеңә әйт, башкалар белән сигешеп йөрмәсен сине пәтәгең. Пизду хорони для меня, заши нахуй вообще. Но у нее-то чешется. Понимаете как, да? Грубо, да? Некрасиво, да, блядь, противно, да? А вот на войне, блядь, нахуй, украинцев убивать, нахуй, красиво, да? За Путина. Как быдло население.
Шунардан соң сіз еще говорите, что, блядь, нахуй, мен башқұрт та, мен татар, блядь. Какого нахуй? Сен кутақбаш, манқурт, сенің милләтің жоқ. Біздің милләтке қушылма нахуй. Сен қушма өзіңні біздің милләтке уже. Сен шуны аңларға тиішсің. Понимаете? И меня не надо говорить, что я нацист, блядь, убийца какой-то или что-то возможно. Мен, вот из этих критерий я понимаю, что, блядь, мында не то, что нацист, убийца, мында ул әзлік қыла. Сізні ең яманы, как я услышал, янып үлу яман екен. Яндырыға ғана сізні керек. Яндырыға. Но, өзі янып үлген, кіші жәннәтке түші екен. Шунсы да бар. Поэтому, получается, яндырып өтіру сізні, это тоже какое-то облегчение для вас будет. Оказывается, значит, так вас тоже нельзя мочить, блядь. Вас надо тупо мочить просто по-другому. Чтобы вы попали именно в джаханнамге. Понимаете смысл? В идеале вы, блядь, сама садомазой заняться должны. В идеале. Вот такие манкурты сами себя уничтожать должны. Чтобы прямо джаханнам, блядь. Без нашего присутствия, блядь. Чтоб мы не брали, не пачкали себя в дерьме, блядь, руки свои. Чтоб потом за вас отчет не давать там. Тігі дүнияда. Онсын да уйларға керек. Шунарға максимально мына мен айтам да бет, мына бүтінісін юғалтырға дейіп қоям да, иногда, блядь, айтқан сөзлерімнен қорқып кетем. Чүнки тігі дүнияда бет жауап та бар да енді мынарға. Шунарға максимально біз әзәйту мәсәләсінде Башқұртстанға, Татарстанға кереге тиіжбіз. Максимально меньше убийства, максимальное уничтожение Москвы. Вот с таким лозунгом мы должны заходить туда. Потому что бізге лишний мәйт болуы бізге проблема. Дұрысын айтам. Лишний мәйт болғаны бізге жауапкершілігіміз бик зор. Алланы қырында. Шунарға Башқұртстан мен Татарстанда особенно бізге бик шыста қыланырға керек. Бик шыста қыланырға керек. Қабірлер юққа бушқа көбеймесін. Урынлар заниматься итілмесін заранее. Шунын үшін Башқұрт һәм татарларға, манқуртларына да даже қазір я вам призываю, күтігізні қысығыз сразу. Я вам говорю, блядь. Мына біз автоматына кіре тұрған болсақ, сіз лучше күтігізні қысып нахуй, идите своей дорогой, блядь. Путин деп ауыз аша көрмәгіз нахуй. Бізді қыздырмағыз, блядь. Бізді қыздырмағыз. Так и так біз Мәскеуні барып қырып қойтырға керек бола. Но онда қырғанда біз манқуртны хотя бы этнический мусульманны қырмайық, кәфірлерні қырайық, и то әзірәк может бізге жауап береге болар. За ихние трупы еще, блядь, надо нам ответить. Поэтому порой, блядь, вот этот моменты тоже у меня в мозгу провариваются. Мен киши утрega дигештейнда, блядь, мен маньяк тульдейнда, блядь. И изначально просто нужно оценивать положение, что погибель будет с двух сторон. Поэтому мы готовы должны на все. Поэтому мы готовы должны даже убивать. Другого варианта у нас не будет. Или они, или мы. Там только так. Расчет такой. Шунарға максимальное, в идеале хотелось бы максимальную одежду, максимально, чтобы защита была, максимальная, даже битлерге да защита была, тижди пулим, чтобы не пробивало даже ничего. Вот хотя бы осколки даже не могли заходить, битке даже. Не знаю, что это надо, шлем что ли одевать, я не знаю, как у Робокопа, блядь. Вот какой-то шунды защита бы была, потому что мы только для зачистки туда должны зайти. Мы не должны сдохнуть там. Вот наш девиз такой должен быть. Только зачистка должна быть с нашей стороны. Зачистка от этой ебучей нечисти, блядь. Под названием Московская ига, блядь, вот это ебучее, которая сейчас нас это держит и не хочет по-человечески отпустить. И это не означает, что нам надо ждать час Икс, блядь. Я к этому вам не призываю, блядь. Час Икс это выдуманная мысль, полная это, так скажем, беспочвенная. Почва суюгол сөздерді.
Шунарга безга почвенность человеческого вот этого мышления должны мы в почву засунуть, так скажем, блядь. У нас должна быть почва. А безне почва, вот именно безне почва, я думаю, и у Габасова, и у Кашапова, блядь, даже, блядь, хуй с ним, с этим Кашаповым. Со всех, у них есть почва. Почва, это, как говорится, Мустахиль Татарстан для Башкортостан. Вот это наша почва. Вот только из этой почвы может образоваться какое-то население толковое. Не то, что сейчас как бестолковое быдло, блядь, овечки, которые, блядь, пасет, блядь, Путин, а эти идут сюда, блядь, нахуй. Вот так только. Понимаете? Пастух, блядь, с длинным, блядь, своим, блядь, полкасы, блядь, и қуып жүре бізді. Мында бар, блядь. Біздікілер, ярар, абзықайын, барабыз, ярар. Сенің үшін үләбіз, нахуй. Біз бет бәрәнлер, біз бет, нахуй, сарықлар, нахуй, тупой. Шунарға біз үләбіз. Мына шулай, понимаете? Это чисто так, утрирую, конечно, я, но со стороны так видно, блядь. Понимаете? Вот, допустим, даже со стороны глазами казахов, это так видно. Вот просто, вот, далеко даже не бежал я. Китай даже не говорю, как Китай ржет, блядь, над вами, блядь. Казахи не ржут, а они реально охуевают, что башкортлар, татарлар заманкуртились, что ли, говорят они. У них только один вопрос, такой, что они просто в ахуе от того, что происходит, блядь. Даже мен өзім в ахуе, 39-ға кіріп, мен өзім в ахуе, блядь, менің халқым шулынды екен, блядь, шунаға болып қапты, джинни екен deyapman мен деймін. Вот примерно, да? Выражаясь даже на узбекском, блядь. Сондыға айлангенлер нахуй, если на татарском выражаться. Как это Илься Бадрининова или кто-то поет? Кабахат. Кабахат дунья, блядь. Вот кабахат. Что такое, даже не знаю, но примерно знаю. Вот примерно вот шунды дунья дабыз. Кабахат дунья, блядь. Хз, блядь. Перевод примерно не знаю, но вот это слово, блядь, прям подходит, блядь. Кабахат, блядь. Кабахат. Кабахат. Ну, наверное, типа шлюханская жизнь, блядь. Люди как шлюхи, блядь. Туда, сюда, нахуй. Бесплатные давалки, блядь. Путину. Так, ну вот, давайте ЖКХ катастрофа послушаем. Что говорят. Где кто в дерьме утонул? Дома? Что за дома, блядь? Не грузит это. Ну, херово тянет. Так, сағат 1-ден 30 минут өтті екен, блядь. Дубак. Десятки тысяч людей по всем регионам России жалуются на аварии на теплосетях. Не проходит ни дня без прорыва труб и Блядь, сука, не тянет. Интернет не тянет. аварий на электростанциях. У людей нет тепла, горячей воды или света. А иногда всего этого вместе. Прямо сейчас, в эти дни, мерзнут жители Новосибирска, Нижегородской Выксы, Ростова-на-Дону. Короче, что она не тянет, понятно. В прошлом году Подольский был. Я не манкуртка. А кем бля, синкем? Мин манкурт түгел, башым шишті уже. Башын шишкеш, как говорится, нәрсекей. Мәтрушка белән чәй ич. Так. Новосибирск. Ну, блядь, мороз, блядь, вся херня. Ростов. Понятно. В прошлом году Подольск. Взорвались трубы, блядь. Понятно. Мы же понимаем, помните, я еще летом вам снимал, вот французы копают, что-то копают 1000 раз, еще я жаловался, заебали копать, я говорил. Вот, они с лета все это делали, сейчас более-менее уже не копают, но погода позволяет копать здесь. Монда қар юк, бір нәрсе юк. Ну, шундай дәрәҗәдә дә акыл булмагач инде урысларда. Нахрен безгә урыслар хуҗалык эшли, блядь. Сез, мин
bir aybirini boshqirt ham tatarlarga не могу донести, что seni miying, mana boshqirt bilan tatarga aytaman, mana sizga обращаюсь. Meni xalqim mana. Seni miying, блядь, narsa shu o'risniqindan da хуже, что ли, блядь? Если Набиуллина ваш, блядь, нахуй, экономист ебаный, блядь, который, блядь, держит всю эту пидорасию, и вы после этого, блядь, себя принижаете и не можете встать, блядь, против Путина, вот этот момент вы себе вопрос задайте, что вас, блядь, там тревожит? Где ваша проблема? Айтегіз, язығыз меня, проблема мынандай деп язығыз, давайте мы вас будем лечить. Начнем вас лечить. А то он шамана лечит, блядь, бедного, где-то в Уссурийске, блядь. Не в Хабаровске где-то, ни почем нахуй. А нормального человека сделали психом, блядь. Вот этот... Вот шунарга туганлар, не то, что, блядь, там у вас будет взрываться трубы, блядь, холодно, блядь, война, денег нету. Это все не причина. Причина в вас самих. Потому что, когда вы... Давайте пример давать Алсынова вспомним, как активиста, понятно, окей. Вот пример егошний. Он против Кушта вышел. А вот Новосибирске, других местах, где газа нету, блядь, трубы, туда-сюда. Вы что, не можете выйти просто? Вы же не против нации выходите, чтобы вас засунули. Вы не можете выйти, что отопления нету. Вы не можете сплотиться. А не можете. Бердамлик-то юг. Новосибирский-то, потому что хуй поймешь, кто там живет, блядь. Непонятно, кто живет, блядь. Урыслар, который, блядь, Уфада яшилер нахуй, кушасын білмей. Уфадағалар даже татарлар кушасын білмей, кто там живет, блядь, напротив. Вот в каком маразме живут это пидорасии. Вы же даже напротив, блядь, в глазок смотрите, блядь, и ой, кем кильдикен. Вы даже не знаете, кто там напротив живет, блядь. Сдохли, находят труп, месяц назад бабушка умерла. Ёб твою мать, бір ай ішінде кушасы кірмеген, что ли, әйбеге ол? Кірмеген? Потому что сөйләшу юк, бірдәмлік юк, потому что. Аллаға шүкір, шунарға мен айтам, мен ауылдан. Әлхамдулилля, мен ауылдан. Мына шу ауылдағылар, шу шәһәрдәгеләрне күтенә сігәшәкләр, блядь. Мына мен шу башлаучы мен булам. Мен ауылдан, мен күршілерімні ауылда нәрсе болғанын біләйім. Бәләкәй шоқтанық. Қойда нәрсе бола, бір ұштан түгі ұшқа қатны мен біләйім. У нас все доходило сразу резко. Были у нас свои проходимые мимо люди, блин, которые могли все рассказать. А потому что біз шундыйбыз. Ауылдағылар білә бүтін нәрсәні. Қойғысын да, яқшылығын да, машина алғанында, үй құрғанында виш біләбіз. Ә сіз шәһәрдәгеләр куттағымны да білмейсіз. Күршің үліп ятаманда сасы біткәнме 2 ай тамын азат. Ты даже хабарын да білмейсің аны. Үлгән үлмәгәнін. Вот к чему довело вот это пидорасия со своим коммунизмом, со своим вот этим, так скажем, мы несем вам добро, мы вам строим школы, мы вам строим Байконур. Вот, из этой категории. Понимаете? Из той категории, где они все делают, а вы быдло, блядь. Как будто вы до них ничего не делали, блядь. Аж потеряли бердамлик, потеряли туганлык. Родственника ненавидит. Готов сгрызть его нахуй за кусок земли. Лишить его дома. О, вот началось, блядь. Только говорил, блядь. Вот соловьиный помет, блядь. Жители приморских сел выходят на митинги из-за нашествия тигров и требуют от властей, чтобы их защитили. Сука, я хуею. Китайцам обращайтесь, туганлар, узкожопые, долбоебы. Китайцам.
Вот они быстро оборудуют вас, блядь, защитой и так далее, нахуй. И сыгып-то китайлар да. Китайцы будете рожать. Но это же, это же не прям ужас-ужас. Амурский тигр всего ничего осталось. На движухе зато не скучно. Кто-то подъебал. Давайте послушаем. И сегодня мы хотим вам рассказать о тревожной ситуации, сложившейся в нашем поселке Приморский, который находится в Хасанском муниципальном округе Приморского края. Уже несколько месяцев жители нашего поселка живут в страхе. Причина – тигры, которые выходят на территорию поселка и создают серьезную угрозу для людей и их животных. Ситуация стала особенно острой в последние месяцы. Хищники появляются в поселке с наступлением темноты. Люди боятся выходить из домов, опасаются за себя, своих детей и домашних животных. Приведем несколько примеров, которые стали настоящим шоком для жителей поселка. 18 мая 2024 года в 00:20 во дворе жилого дома на улице Лазо, 12, тигр напал на собаку. Животное было на цепи и не могло защититься. На место происшествия вызвали полицию и охотнадзор. Недавно, 24 декабря 2024 года, на улице Центральной, 54, в 19:00 произошло еще одно трагическое случай. Хозяин оставил собаку на цепи буквально на 10-15 минут. За это время тигр напал на животное и убил его. На место нападения зафиксированы большие следы тигра. В эту же ночь за 2 километра в другом конце поселка тигр убил и утащил еще одну собаку. Эти случаи не единственные и происходят в разных районах населенного пункта. Люди боятся выходить на улицу. Мы живем в поселке, который не компактен и растянут на большие расстояния. Когда дети и взрослые рано утром идут в школу и на работу, большая часть пути проходит по малу застроенной и неосвещенной территории, передвигается в темноте. Возвращаться приходится тоже в темноте, и каждый раз мы боимся, что можем столкнуться с хищником. Это реальная угроза для жизни и здоровья. Жители поселка обращались в разные инстанции с просьбой о помощи, но пока проблема остается нерешенной. Мы понимаем, что тигры – это редкие охраняемые животные, но безопасность людей должна быть в приоритете. Мы просим власти и ответственные службы обратить внимание на нашу проблему. Мы нуждаемся в оперативных и результативных мерах, чтобы защитить жителей и домашних животных. Возможно, нужно организовать мониторинг территории, отлов тигров с последующим перемещением их в безопасное место, где они не будут угрожать людям. Мы живем в крае, где соседство с дикой природой – это часть нашей реальности, но сейчас это соседство стало слишком опасным. Мы просим всех, от кого зависит... Короче, пошли они нахрен. Сейчас вот как раз загрузил. Дальше продолжаем. Манда тикток когда это куем. Получается, в Амурской области вышли тигры, как амурские тигры какие-то, блядь. В итоге, короче говоря, эти жалуются опять этому ужасу, короче. Этот ужас должен решить этот ужас, короче. Вот Шулай примерно. Я как раз таки там в этих ебучих местах служил. В Хабаровске полгода, потом, блядь, 1,5 в Уссурийске. Был там в Хасанском районе. В этих местах, Приморье, блядь, само собой, блядь. Бикин сраный, нахуй, Бикин, блядь, такой, ой, блядь. Ну, явно не для нас эти жизни. Вот человеку из Башкортостана, там, с Азии, да, там, с Узбекистана, вот реально не наша. Вот безга туры килмей тұрған жерлер, обстановка, природа не наша, вот. Это просто писец, короче. Вроде бы и не холодно, а как будто минус 50. Вроде 10-15, а как ветер продует, как будто бы все, у тебя пол ноги нету или пол рожи нету у тебя, блядь. Вот такой холод был там. И стоишь как идиот в шинелях, блядь. Зимой в шинелях, блядь. Это нужно же, бляддь. Это ну, в общем, гондонская армия, блядь, я вам скажу. И внизу под этим сраным тоненьким кителем, штанами кительными, да, ведь, нарсекей, теплые ватные штаны, блядь, давали только, когда ты идешь на полигон. А так, нихуя. И вот, считай, ты в белуге стоишь, этой сраных каких-то, белуга называется, блядь, подштанники. И в кителе этом стоишь. Все, сигелеп котасың, нахуй.
И так стоишь на плацу, сколько тебя сколько не заебут, столько и стоишь, блядь, пока не скажут, иди туда, иди сюда. Только шагать. Вот зимой только шагать, чтобы ты не сдох от холода, блядь. Лучше шагать, чем стоять, блядь. Вот что-то в этом роде. Манашунды погода, да. Поэтому не для всех эта погода. Вот человек, наверное, кто там прожил свою жизнь, он, наверное, привык к этой погоде. Вот примерно как вот здесь во Франции не можешь понять, что за погода, и в то же время и холодно, в то же время и жарко, блядь, и тепло, и холодно. Хер поймешь, и сырая погода. Вот в Уссурийске то же самое было. Все какое-то сырое, лето жаркое, блядь, сдохнуть можно от жары, блядь, там все сохнет, все гибнет нахрен, воды нету. Вот так, блин. А зимой салқыннан сігілі Шулай. Поэтому в Уссурийске, если мы когда на полигон ходили, у нас тоже такие моменты были, что есть тигры туда-сюда, и мы все равно ходили в эти полигоны. Представляете? И нас отправляли туда, не боясь. Это просто тупорылые люди. И вот один раз мы когда ночевали на полигоне, в Ебенях зимой, зимний полигон у нас был, марш-бросок какой-то в Ебеня, я не знаю где, Уссурийская вот эта область, или Хабаровская, или Уссурийский, короче. Где-то была учебка у нас такая. Марш-бросок, зимний марш-бросок. И вот там, блядь, с всем барахлом туда переехали мы, подымали палатку на располага, да, представьте, несколько палат, блядь, зимних, на улице, блядь, вот эти самовары, хуяры. И вот там как раз вот к нашей располаге, как я понял, блядь, кто-то там, кто дежурил, ну, считай, дежуришь, там тоже караул стоит. Вроде вот эти тигры, вроде вот какой-то вот наслышку я помню, что тигры там были. Вот такая херня. Тигры вот на такую тематику приходили, потому что пожрать-то надо что-то. И вот в таком состоянии солдат, получается, служит, блядь, в этой какой-то сраной армии в пидорасии этой. И я думаю, блядь, ну, с одной стороны, блядь, у всех оружие, понятно, проблем нету, блядь. Но с другой стороны, блядь, нахуй, ну, дикая природа, блядь. И ты, блядь, как раб, солдат, блядь, ты должен эту всю хуйню пройти, блядь. Вот такой ебанизм. Вот, и поэтому, как бы, люди жалуются, ну, для России люди, это не люди, нахрен, пусть жалуются, блядь, похуй. Я-то думал, блядь, от мороза жалуются, а тут от тигра жалуются. Вот так вот. Путину, блядь, тигр жалко будет. Пусть тигр жрет нахуй этих людей, чем люди, блядь. Люди ему не жалко, тигр жалко ему. Вы чё, блядь? Вот так. Так, Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета Азал Росми. При этом власти РФ до сих пор не признали, что российское ПВО сбило азербайджанский самолет. Так, РИА Новости. Полное сообщение Кремля о телефонном разговоре Путина и Алиева. По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор ВВ, блядь, с президентом Азербайджана Ильхам Алиевым. Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании азербайджанской авиалинии 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Блядь, принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразили глубокие искренние соболезнования семье погибших и пожелал количество выздоровления с фотографией. Хуйня это. Я вам скажу. Вот айзерботы, если тут кто-нибудь появится, айзерботы, я вам говорю, только несколько самолетов военных в Украину. Вот это будет ваша отдача. Вот и все. И причина, и отдача, месть, блядь, все в одном флаконе. За всех ваших. Вот, за нас не надо. За всех ваших. Вот за те, которые просто ни при чем, никчемные люди, просто потерпели крушение, блядь. Пол самолета. Вот за них. Месть за них. И тем самым поможете украинцам. Вот и все. И тем самым покажете, что айзерботы не каблуки Москвы. Примерно вот так. Надеюсь, я вам предъяву кинул. Действуйте. Курахевский напрямок. В районе Петропавловки движ лютый ворог перед селом заходится.
посадцы, по них працюють наші ФРВшки, напомагаються перейти поле, щоб атакувати село з їх сходу, також просування північніше Нової Візавітовки, половина села контролює ворог. Ворог деген нәрседер енді хып поймешь. По самому Курахово ворог змей проснуться потес на 1,5 километра, поки закрепиться на электростанции, не может далее сгибнуть плана рухатимуться на КТЗ трубный завод. За просування у пидоров и тильки напрямку. Разливы заняли квадрат посадками до села еще 5 посадок. Махной какой-то пишет. Так, нихуя не понял, конечно, половина, блядь. Пиздец, блядь, украинский, блядь, откуда нам нахуй знать? Мы же, блядь, нахуй, СССРские люди, блядь. Так. Нам же только пидорасную язык учили нам, пидорасню эту. Так, Курахово, что-то такое, красное все, что-то такое, Запорожье, что-то такое, зеленое. Непонятно, блядь, красное это атака этих уёбков, наверное, зеленое это что-то, блядь. Не знаю, о чем он, ну, по карте понимаю, что, блядь, нахуй здесь хотят в круг взять, что ли, это вот это место, блядь, дачное, янтарное, вот это зеленое место хотят в круг взять, что ли, я вот этого не могу понять. Не знаю, что там творится, но вот от себя, мы с Донбасса, из этой, короче, какой-то этой группы, короче, от себя что хочу добавить, туғандар, мына көріп тұрасыз бетінде, и Палестину ебашат, көріп тұрасыз, в Сирии это было, сейчас Украина то же самое, ну, никто не шелохнулся. Никто из независимых стран не шелохнулся. Понимаете? Если страна не имела бы в себе, в президентах манкуртов, она бы давно уже сделала бы свое дело. Я тут не намекаю азерам теперь даже, а говорю конкретно. Допустим, в Азии до хрена, получается, людей, которые пошли, блядь, с Таджикистана, с Узбекистана на эту сраную войну. И ни один из этих стран не подумал о том, что не отправить ли в Украину кого-нибудь, спецбойцов своих. Чтобы зачистили, блядь, нахуй Крым, забрали Крым для начала и так далее. Помогли вот эти вот круги расширять, которые захватила эта пидорасия. Вот таких мыслей-то нету, если уж на то пошло. А почему этих мыслей нету? А потому что, как говорится, каждый завязан этой пидорасией. Мушунарга, мен только вижу вот в этом просвет, блядь, свет в туннеле, блядь, это только внутри регионы. Башкортостан, Татарстан и другие. Только мы. Только мы сами. Только мы сами. Вот шундагана мы сможем что-то сказать, что да, оказывается, мы зря сидели так долго, боялись, а оно оказывается больно даже очень легко. Просто страх наш приводил нас назад. Да, как говорится, нас забирал, так скажем, страхом. И дальше сидели, блядь. Вот. Шунарга, я считаю, что вот этот весь процесс, который сейчас вот в Украине, не говоря о других странах, все зависит от нас. Поэтому первое, это украинцам, ну не знаю, блядь, как-то, блядь, дверь открыть, окно открыть, блядь, в Украину, чтобы мы начали там формировать свои какие-то войска. Вот как-то так, я не знаю.
Вот если Башкортостандан һәм Татарстандан это будет озвучено конкретно, что есть такие люди, которые пойдут за свободу наших регионов, они должны приехать на эту территорию. Куда-то же они должны выходить. Вот как я сижу во Франции, не могут же они сидеть во Франции. Им надо конкретно уже заходить куда-то. И для этого, я считаю, нужно уже плацдарм готовить именно вот подобие таким людям, как Габасов, Кашапов, Кутун-Кутарегатыш. Если вякаете, довякиваете до конца уже. Да решайте вопрос. Ездите туда-сюда, катаетесь, блядь. А ваша езда не приносит никакого нахрен, так скажем, плюса, что у нас что-то формируется, блядь. Ни хрена без добрнаса не формируется. Только какой-то, блядь, гадкие моменты того, что, блядь, в Украине, блядь, захват территории огромный, продолжается, люди дохнут со всех сторон. Вот это у нас происходит. Так, снова тут Путин извинился, туда-сюда, нахуй его извинения, блядь, так. Он бы вот так извинился бы перед Украиной, вот это интересно, блядь. Вот этот интересный момент еще. Ну, внутрь уж заходить не будем. Провальные итоги наступления РФ 24 года. Юрий Федоров какой-то, я не знаю, что за чувак. Военный обзор недели. 1500 солдат в день ради невнятных успехов. Не знаю, может он долго говорит, мало говорит. Хз, короче, что он говорит там. Сколько минут у него? Тут стрим, наверное, целый час, наверное, идет. Кто такой Юрий Федоров? Ну, я его один день с кем-то видел. С Фейгиным вроде выходил он. Ну да. 43 минуты. Завершающий этот год военный обзор недели с Юрием Евгеньевичем Федоровым. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Доброе утро. Ну, как всегда, традиционно хочется начать с фронта. Что там к концу года? Что к концу года? К концу года, в общем, определились и зафиксировались те тенденции, которые были на протяжении практически всей второй половины этого года, уходящего. Короче, понятно. Breakfast Show, блядь, она, та из Америки у нее интервью берет. Так, будущее Башкортостана, свои традиции. Ну что, Габасова послушаем лучше. Что он говорит? Будущее Башкортостана. Путь к независимости. И если мы сейчас не воспользуемся вот этим предстоящим окном возможностей, не выйдем из состава России, не образуем свое независимое государство, я думаю, что мы, возможно, просто исчезнем как народ. Но я верю, что Республика Башкортостан, которая, когда станет она независима, она обязательно будет свободной, потому что мы башкиры, мы другие, мы не русские. У нас есть свой менталитет, у нас есть свой язык, своя культура, свои традиции. И глядя на то, как наши кровные братские народы, Казахстан, как я сказал, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, живут свободно, никто из них не просится назад в СССР. Я думаю, что у нас есть все для того, чтобы жить так же. Это мне придает сил. Будущее Башкортостана. Путь к независимости. Ну, понятно, понятно. Видите, он как-то говорит, дурусейта, ну, так скажем, культурно говорит, так скажем, понимаете? Это, ну, вам доходит оно, вы услышите его. Ну и дальше пойдете жить. Все. Понимаете? Нету такого момента, чтобы народ поднялся. Аңлайсыз ма? Кешені мына шундай ход белән күтәреп булмый. Кешені күтенә тибеп күтәрергә кирәк. Хәзер шундый заманада без.
Былай гана көтәреп булмый кешене. Сүләп кенә былай гана көтәреп булмый аны. Только хәрәкәт белән генә күтәреп була. Физический хәрәкәт белән уже. Тут прикол. Песков объяснил, почему Зеленский назвал Путина долбоебом. Такой прикол был сегодня. От этого приколиста. Смех, блядь. Ну, это явно сейчас не будем смотреть. Так, что? Телеграм начал массово блокировать в Европе российские пропагандонские каналы. На данный момент заблокированы РИА Новости, НТВ Россия-1, РТ Известия. Ага, интересно. Интересно. И что это означает, блядь? НТВ Россия-1, Известия, Телеграм начал массово блокировать. Что вот этого я не могу понять, блядь. Че это, да, Дуров, блядь, за Францию начал работать, что ли? Я что-то не могу понять, блядь. Так. Саакартвело 19 дней сопротивления Тбилиси. Ну-ка, вот у грузин что творится, посмотрим. Что-то горит там, блядь, у них. Понятно, у них там как-то тема, короче, ихняя. Так, Украина и мобилизация. Вот это интересно. Жесть, уклонисты, дезертиры. Тут что за хрень происходит, блядь? Ни хрена, 2 часа 25 минут, что ли, будет это идти? Просто для понимания давайте послушаем. Запись пустим. Так что теперь? Ты меня кошмаришь, ты войну видел, ты меня хочешь туда отправить или что? Те, которые там были. Ну что ты? Ну глаза, да. Ну что? Ну что? Так я должен умирать за что? А за что я должен умирать? За что я должен умирать? За что? Об'ясни мені, як чоловік, за що я должен умереть? На вашу думку, як вирішити ситуацію з тим, що на фронті дуже велика проблема з людьми, їх нема. І де брати тих людей, якщо всіх... людей валом, депутати, є, там повний Київ тих є. Депутати мають бронь. У нього теж бронь є, що його дергають? От козляри, ну. Чувак, їбаш нахуй ногою в бочину, хай там буде вмятина. Ні, це називається мотивація. В 2023-м словом года в Украине было признано слово «мобилизация». Оно обошло даже контрнаступ. Но другим словом из топа запросов, словом, которое, видимо, будет претендовать на первенство и в этом году, стал термин «ухилянт». Ну или по-русски «уклонист». Больше 2,5 лет идет полномасштабная война на территории Украины, находящаяся в центре новостных сводок. Но само украинское общество от этого понятнее для россиян не стало. Это такая терра инкогнита, как в «Третьих героях». То есть что-то там происходит, кто-то там ходит, кто-то воюет, но в целом это не шибко понятно. А там, знаете ли, происходит много всего интересного, как в плане перемен настроения общества, так и в плане замечательных методик, с помощью которых украинцев заволакивают на фронт. Я Питер, мне только что имели в попу. Я буду служить в вооруженных силах Украины.
В 2022, после 24 февраля, в украинском обществе действительно был мощный патриотический подъем, который во многом сплотил все слои населения вокруг правящего класса. Экономика страны уничтожена. Ежедневные прилеты забирают жизни новых и новых мирных граждан. Стратегических перемен в войне нет и не особо предвидится. Более того, новые и новые волны мобилизации обескровливают общество. Территориальные центры комплектования или ТЦК натурально лютуют, хватая людей на улицах, издеваясь над ними и загоняя в армию. Мясные штурмы, безумие армейского руководства, коррупция – все то, что процветает в российской армии, есть и по другую сторону фронта. При этом украинские власти, точно так же, как и российские, не спешат отправлять на заклание себя и своих детей. И это тоже влияет на настроение уже мобилизованных и готовящихся к мобилизации людей. В русскоязычном оппозиционном ютубе есть немало материалов о российских мобилизованных, уклонистах, дезертирах. Собственно, даже у нас на канале выходило несколько выпусков про мобилизацию. Было в свое время и достаточно обсуждений абсолютно варварской мобилизации, например, в Донецке и Луганске, где людей хватали на улицах, избивали, запихивали в микроавтобусы и насильно увозили на фронт. Что ж, пришло время поговорить о том, что же происходит по другую сторону фронта. Речь пойдет о таком массовом явлении, как ухилянты и дезертиры, которые не желают воевать в ВСУ и скрываются либо на территории самой Украины, либо бегут из страны. Это десятки и десятки тысяч людей. И сегодня мы поговорим об их мотивации, о взгляде на войну с позиции антивоенно настроенных украинцев. Для этого выпуска мне удалось даже взять комментарии у нескольких уклонистов и людей, которые сочувствуют им и ведут свои блоги в их поддержку. Это YouTube-блогеры Андрей Коновалов, Сергей Хороль, это администратор телеграм-канала Уклонист.ua, это админ телеграм-канала Щоденник Клоунев и журналист Руслан Кацаба. Многие из этих людей также сильно помогли мне в поиске материала для данного видео, за что им спасибо большое. Ну что ж, не затягивая, начнем. Саме так, бо ми демократична держава, і ми повинні розвиватися. І ми захищаємо, ми не можемо показувати приклад, як Росія, заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо цінності європейські, ми хочемо бути членом Європейського Союзу. Тому навіть воювати нам потрібно с такими ценностями. Что же сейчас будет? Нет, сейчас, тем не менее, не состоится рекламная интеграция. Рекламных интеграций мы вообще не делаем. Но я попрошу вас подписаться на наш канал, где регулярно, каждую неделю выходят интересные большие ролики. Те, кто смотрели, молодцы. Те, кто не смотрели, обязательно их смотрите. А еще подписывайтесь на... Короче, понятно. Ну, я могу сказать одно. Туганлар. Оларны да аңларга кирәк инде, блядь. 3 елдан бирле, блядь, сугыш бара, блядь, нахуй. Кто захочет умирать, блядь? Никто не захочет. Я об этом уже в своих других эфирах говорил, блядь. Отсидевшие, вот эти, оставшиеся дома дьямяларны, даже во время Мухаммеда Пайгамбарымыз, даже были такие, которые дома оставались. Проблем нету. Проблем нету. Мен сізге уже мен постоянно говорил, Башкортстаннан һәм Татарстаннан без Башкортстан менен Татарстанга кергәч, безнең менән бара торганнар үзләре тыпырдап торырга тиешләр. Үзләре барырга тиешләр. Бармыйм дигәннәр бармасын, без аларны мәҗбүрләп алып китмәйбез менә шулай, блядь. Әйдә, киттек безнең белән Мәскәүгә дип, нахуй. Юк. Бу от души бара торган эш бу. Если син үзеңне Башкортстанның һәм Татарстан өчен көрәшәм дисәң, барасың. Вот и все. А Украина, такая херня происходит. Это 2,5 часа мы его не можем смотреть здесь. Нахуй он нужен нам? Во-первых, кто это разбирает 2,5 часа? Нахрена это разбирает? Там всяко будут говорить, типа, там, зелье плохой, то, все, блядь. Нам это не должно волновать, кто там плохой. Главная задача Украины защищаться. А как защищаются? Да, выхода нет. Выхода нет. Народом защищается, да. Это любой должен в себя взять и поставить над этим местом. Допустим, захват Башкортостана. Кто воевал? Bizning башкортлар. Кимдир за нас же не приходил умирать. Татарстана захват. Кто воевал? Татарлар воевали.
сүйінбекен нәрсеге өліп кеткен. А потому что нас раздолбали. Вот и эти войны вспоминать надо. Там никто не говорил, что мне надо сейчас быстренько в Европу мотаться нахуй, попросить азюль нахуй, и я не буду воевать. Понимаете? Вот я здесь видел летом, знакомился с двумя ушлепками нахуй. Один, блядь, тоже с Украины, иранец, блядь, который мне мозги делал. Как ты относишься сразу, не успел познакомиться, как ты относишься к шиитам, блядь, заебал меня. Ищемнангина улиминда, нахуй ты мне нужен? А другой еврей, хохол еврей, блядь. Вот эти два долбоеба, как они встретились, я не знаю, но вдвоем съебались оттуда. Еле, как говорит, отсюда мы съебались. Они вот реально съебались. Молодые люди съебались. То ли они, блядь, где-то в Африке жили, блядь, в начале, потом сюда что-то заехали. Как же скользкие типы. Потом здесь они, вот здесь сдались в моем городе. Потом я их как раз-таки встретил, кстати, летом, когда я встретил, именно в мэрии и встретил их, блядь. Что-то пиздят на русском вдвоем, блядь. Думаю, что за хуйня, блядь. И такие, мы типа с Украины. И так переговорились, познакомились, там, позвали меня кофе попить. Я не стал уж пить, нахуй, они там кофе попили. Посидели в кафешке, и на следующий день что-то они мне пишут, мы придем к тебе в гости, туда-сюда, нихуя не пришли. Смотрю, блядь, он мне уже пишет, я, говорит, в Гамбурге. Ёб твою мать, я говорю, уже в Гамбург уехал. Им не место, они все, они не хотят служить, не хотят там жить, не хотят тут жить, им удобства нужны. Вот он куда-то съебался, блядь. Даже не помню, как его звали, блядь. Ну, понятно. Самое, что тут именно интересное, что им служить обязаловка. Беги, не беги нахуй, обязаловка. Зеленский там будет президент, или ихний же украинец будет, разницы нету. Напали на них. Кто за них будет служить, блядь? Французы, что ли? Нахуй скажут. Американцы нахуй скажут. Поэтому, блядь, возвращаемся к тому варианту, который я им предлагаю. Если вы успокоитесь, не будете клянчить нахуй в Америке, Европе, хуйней мается, вот как Зеленский, вот так, затрахивать его нахуй, его мозги, успокойтесь нахуй и оглянитесь по сторонам, блядь. Я же 1000 раз сказал, вызовите меня, перепиздим, я раскидаю мой расклад. Понравится? Научите? Пойдем, блядь. Башкортостаннан, Татарстаннан пойдут люди, которые разъебут Москву. Украинцы могут потом только подойти, если захотят, как говорится. Но самая задача освободить все территории, Крым и другие территории. Вот эта задача. Если вам интересно, вот украинцы, если тут кто услышит, кто, я вам говорю, вот я вам конкретно говорю, если хотите вытащиться с этой дерьма и уничтожить Путина, только наш путь – это помочь регионам, Кавказу, Уралу, и вот это мы вас, как говорится, вытащим из этого дерьма и сами же выскочим из этого дерьма. Вы понимаете, как рука руку моет? Вы не можете понять этого. Вы, если высосали у американцев и европейцев, блядь, оружие, молодцы, блядь, базара нет Зеленскому, блядь, нахуй. Тот еще ищейка, блядь. Но теперь время настало, кто пользоваться будет этим оружием. Поделитесь с нами. Нам надо. Дайте нам их на халяву. У нас нету денег у вас купить его. Дайте нам на халяву, мы пойдем уничтожим Москву. Вот и все. Ваша задача просто помочь нам. Для начала хотя бы услышьте, блядь, вызовите меня куда-нибудь, блядь. Давайте увидимся, перепиздим хотя бы по WhatsApp хотя бы. Дам я свой номер, позвоните, поговорим. Я вам позвоню или как, я не знаю, блядь. Чтобы мы конкретно решили этот вопрос, блядь. И раз и навсегда вывели его уже, блядь, на эфир, блядь. Чтобы американцам тоже была эта предъява. Кто нахуй это ему говорит? Чтобы когда они услышали, мы, Башкортостан, говорит. Дип мин әйтәм. Башкортостан һәм Татарстан исеменнән мин әйтәм. Куркмыйча. За всех вас я скажу. Просто первая задача от вас. Поддержать
нас, вот кто это, к этому выведет, к этому эфиру, поддержать нас морально, в первую очередь, блядь, хуйней не мается там, и конкретно кулларға, и тем самым утыздан иллиге хәтле мужиклар жиылырға тиеш Украинада. Вот наша задача. А если вы ссыть будете нахуй кипятком там нахуй, елап отырға мезгілдә, блядь, нихуя не случится. Мен-то әйтірмін, сөйләшірмін, мені поддержать еткен кіші болмаса. Пиздец ләсәң, блядь. Во-первых, я какое-то тупое положение попадаю, и потом, блядь, как раз-таки из тех людей окажусь, что мен күтімә жауап бермәдім. Я это сделаю, если меня свяжут с этими людьми, все, что от меня полагается. Ну, пойти, блядь, за вас воевать я не смогу один, блядь. Поэтому надо вместе это делать. Точно тем макаром, как я вам описываю всегда. Башкортостан, Казан и дальше поехали. Вот так вот. А так я... Вот это, блядь, нытье, мобилизация, ну, блядь. Это не дело. Это не дело, блядь, нахуй, кидать свою землю, упиздывать. Допустим, если, я же говорил, до этого же когда-то говорил, если был бы вариант наоборот, вот, допустим, вот Башкортостан, Татарстан, как кто-то напал бы, да, мы бы не уехали бы. Потому что не в том репертуаре мы были бы. И поэтому я считаю, что там, если Зеленский не может со своим народом договориться, это не наша проблема. Проблема ихняя в том, что они не хотят разговаривать подобие нами людьми. А то наши вон ездят, блядь, пленных смотреть, то, сё. Шунда Кашаповка айтканем, пленных не отправлять нахуй, не разменивать пленных, не разменивать, блядь. Это наша, блядь, подушка нахуй, начальная. Не разменивать нахуй, всех на кандалы нахуй. Всех пленных в кандалы, блядь, нахуй. И браслеты на руках, браслеты на руках должны активизироваться, блядь, нахуй, взрывным устройством, блядь. Если эти суки спереди будут идти, бла-бла-бла, нахуй, налево-направо, хуякс, взорвать, нахуй. За ним должен идти один человек, который будет это на компьютере контролировать каждого. Вот такой тактикой мы должны двигаться. А за ними идти будем мы. А не все просто так, что, блядь, мы вот, понимаешь ли, сейчас говорим, а Украина ни хрена нас не слышит. Но так нельзя. Народ, любой, который вам, украинцам, с разных сторон вы закупаете их, покупаете, африканцы идут за вас, еще кого-то там не было уже, в Украине тоже. Ну, они тоже вечно не будут приезжать. Из пизды Кукуева куда-то к вам не будет приезжать. И также пидорасии никто не будет приезжать. Корейцы раз ёбнутся, два ёбнутся. Корейцы нахуй скажут скоро. Никто не будет приезжать просто так. Шунага минайтам. Один только выход украинцам. Помочь Кавказу, Башкортостану и Татарстану. И все мне в ТикТоке начинают писать, как помочь, как помочь. Да помочь вот так, блядь, вызвать хотя бы меня, блядь. Если Габасов с Кашаповым не могут хуй с пальцем, как говорится, связать и сказать что-нибудь, блядь, конкретно, я скажу. За все время, вот сколько я с Кашапчиком уже не общаюсь, они не вывели этот разговор нигде. Вот сколько времени прошло, блядь. И не выведут, потому что Кашапову это не нужно. Поймите, Кашапов питается, жрет нахуй с харчей, английских харчей, блядь. Этому гондону ничего не надо, блядь. И об этом же ведь это уже сказали, блядь. Им ничего не надо. Кашапов лишь бы просто диктует свою тактику, то, что он оппозиционер какой-то ебаный, карась ебаный, и который просто хуйней мается тут, просто продвигает свою какую-то тупую логику, нахуй, и все. И за это, блядь, нахуй, им платят, блядь, базара нет. Это уже было, блядь, доказано, блядь. Что запошляются деньги таким людям, которые открывают здесь движение.
Вы думаете, что этот хуй, блядь, Ишат Хаби в Америке, почему он открывает эту движуху, партию? Или что-то такое, блядь. Холок партийсан, блядь, какой-то этот. Янарыш, блядь, ебаный. Это все делается для того, чтобы нахуй им бабло платили. Если ты открываешь в Европе какую-то партию, тебе начинают платить бабло. Вот и все. Понимаете? За демократию там или что-нибудь еще ляпнешь там, против Путина нахуй. И что-то в этом роде. За пидорасию нахуй, развал, блядь. Все, тебе делают бабки нахуй. Они огромные бабки тебе сливают, чтобы ты развивал его. Это как бизнес у них, блядь. Типа американская демократия нахуй. Или европейская демократия, типа. Поэтому, туганлар, я такой хуйней не страдаю. Мне это нахуй не нужно. Мен обычно малае, так и буду оставаться на таком планке, блядь. Главное, менің задача уничтожить Москву. Онда бізге партиясы да керек ме, бір нәрсесі керек ме, бізге халық керек. И Украина, чтобы нас обеспечила. Все. А почему Украина? Потом скажет, идите сами как-то, да, разбирайтесь. Да потому что, блядь, нахуй, мы хотим им помочь. А они пусть нам помогут. Все просто. Все просто, блядь. Тут нет никакого, блядь, эгоизма. Нет тут, блядь, какого-то, блядь, хитровыебанности. Да просто это, блядь. Просто из той категории ёбнули айзерам самолет, а айзера должны прислать пару самолетов людей. Вот из этой категории. Месть Москве. Вот из этой категории и всего лишь. Ничего личного нахуй. А мне, украиндагылар, не могут узнать. Конечно, я в ебенях где-то сижу, говорю, в окно, блядь, долблюсь нахуй. Каждый день, блядь, каждую ночь, а распространения нету. Украинцы, которые пишут здесь пару людей, блядь, они тоже смертники, как мы, блядь. Карахалок, блядь. Хули они могут? Ничего не могут, блядь. Из той же категории. Дезертиры, всякие прошмандовки, которые съебались с этой Украины во время войны. И все. Из этой категории. А нам нужна другая категория, которая тусуется с Зеленским, блядь. Там внутри, блядь. Внутри какие-то военные. Вот из этой категории. Кашапчик обещал и все, слился нахуй. У меня там есть, у меня тут есть нахуй. Кутаром. Ничего не сделал. Ничего. Ничего, блядь. Вот считай, грубо говоря, сколько я с ними познакомились, год, да, пусть, как мы с ними начали пиздеть, блядь. Вот в течение года ничего. Где-нибудь вы слышали, что-нибудь Кашапов говорил? Нигде. Я его даже в глаза не вижу. Один день только вот увидел, помните, говорили, русская нация есть или нет, уберем или нет, как ему один казах предлагал убрать русскую нацию. Типа сказать, что русских нету. Нет, нахуй, русские есть, они начали говорить, эти старики, блядь. И чеченец, и этот Кашапов сказал, так нельзя, русские есть, блядь. Вот о чем у них базар идет, блядь. Где-то там они, отсталые нахуй. Русские есть или нет, нахуй это сейчас надо. Кишиге айтырга керек. Автомат қолға аласыңмы? Мәскеудің Сігірге барасыңмы? Юкма, ана шунда сөз тұра. Нахрена нам, блядь, русские есть или нет, блядь? Если русских нету, нахуй тогда в Москву-то идти убивать? И кого убивать-то идете вы, блядь? Если русских нету. Ёпарасы-то, блядь. Финно-угров убивайте тогда. Кто они, нахуй? Непонятно, блядь. Поэтому, как говорится, душман блат тұрған жерде, нешегенде сен этот Украинада соғыш бара, урысларға қарсы, сен урыслар жоқ екен деп тұрасың, блядь. Тоже не маразм какой-то странный. Ой, блядь, пиздец, блядь. Сюлясак сюскубин мында. Вот, идемте дальше. Бывший священник из Екатеринбурга отправился на войну в Украину после обвинений в домогательствах. Ну, этот уебок. Бывший священник, 26-летний Даниил Сидоров, блядь, который возле подъезда, блядь, хотел, блядь, заходящий в подъезд девушку, что ли, этот хотел изнасиловать, блядь. Пиздец, блядь. Домогательство и нападение на женщин, уехал воевать в Украину. Ну, круто им, да, блядь. Екатеринбург таныкен. Ну, пиздец, блядь. Екатеринбург, блядь. Шахрыда ведь айтып тұра, блядь, что Екатерина отка сектірген нахуй хатын. Шахрыда шунды енді озабоченный, блядь, Екатеринбург. Весь, блядь, нахуй. Прям от своих бабушек, блядь, несет их, блядь.
По словам митрополита, Сидоров приступил к новому служению Родине и еще защите и стал рядовым десантно-штурмового взвода. Десант-штурмовой мясокомбинат. Понятно. Ранее в ноябре Сидоров был задержан за преследование девушки. Угу. В отношении священника возбуждено уголовное дело. Ну да. Ну, понятно. Говорю же, блядь, эти узкожопые какие-то садомазохисты, блядь, нахрен. Провинился в армию, все, мясорубку, блядь. Заебись, а имя, блядь, нахрен. Российский сапер підірвався під час зброї разминування в районе Торецка. Нихуя он минер, блядь, нахуй. Чё за хуйня? Что там, за гаражом есть место? Не трогай ее нахуй. Нихуя себе, блядь, нахуй. Нахрена он мину трогал, блядь. Это еблан один подорвался. Ёбаный в рот. И тот, который снимал, тоже что-то, блядь. Хорошо, он отошел хоть, блядь. Охуеть. Так. Донецкая область освобождена от мира и жизни Авдеевка. Российские военнослужащие, снимающие развалины города из автомобиля, утверждают, что уже очень скоро жители Донбасса вернутся в восстановленный город. И я просто херею. Там Грозный 2, блядь. Это Грозный 2, блядь. Куда они вернутся, блядь? Где тут вернутся они? Там уже на следующий год она начнется уже, наверное, конкретное восстановление. Это такое дело. Будем рассматривать, когда будем восстанавливать. В любом случае, те объекты укажут, которые приоритетности, свет, тепло, вода. Все службы провели, мы подвели электричество Yok. Мында. Вот это видели Палестину? Вот Палестину представили? Серая зона. Постоянно Майкл Маки говорит, серая зона. Вот это не то, что серая зона. Здесь, блядь, бетонная зона, блядь. Бетонная зона, которая... Эти дома... Там нельзя жить, блядь. Там, блядь, одного подъезда нету. У других, блядь, балконов нету, блядь. Там огрызанные, блядь, дома. Говорит, на следующий год вода будет, говорит, блядь. Какая вода нахрен? Тут домов нету, нахрен вам вода, блядь. Я херею. Блядь. Русские в своей стране десятилетиями ходят позорные сортиры и не могут отремонтировать загнивающие дома, но зато здорово научились рассказывать сказки о процветании новых территорий. Шунай там битины, блядь. Это же... Нет, был город, его разровняли, торчат какие-то, блядь, эти, так скажем, сгоревшие деревья, ну, по идее, это дома. Все. Там невозможно, там надо выносить этот весь бетон, блядь. Этот весь бетон разъебанный, надо доебать его еще, взрывать надо, чтобы он окончательно разровнять землю. Потом это все, ой, бля, я хз, блядь, я хз. Это я представляю, что там уже канализацию ты не сделаешь. Это надо новую канализацию делать. В старую ты не прихерачишься, я думаю, точно, потому что вода уже зараженная, вода уже наебнутая, блядь, ГЭСа нету, вода откуда идет? Хз, блядь. Да там... Пизду нахуй. Легче, блядь, в пустыню юрту поставил, печку поставил и живешь, блядь. Казан, мангал, вот и живешь. Легче там жить, блядь, чем в этих территориях, блядь. Убитых. Ой, блядь. Так. Что тут пишут, блядь, опять?
Потихоньку накал СВО начнет спадать. В августе вижу массовое возвращение мобилизованных солдат домой. Военные останутся, надо властям на местах создавать рабочие места и, главное, службы психологической помощи в селах. Это важно, а то весной 26 года может быть всплеск негатива. Окончательно официальное СВО закончится через 3 года. За год до этого Зеленский подаст в отставку, он плохо кончит, умрет в мучениях и эмиграции. Его кинут, он не получит обещанной возможности, он всего лишь пешкой использует и просто выкинут. Украина будет под внешним управлением, ею будут управлять спецслужбы других стран. С каждым годом национальная идентификация украинцев будет все меньше и меньше. Будет много мигрантов из Европы, будет звучать иностранная речь. В следующем году, так как денег и поставок не будет, как раньше, наемников в ВСУ станет меньше, а те наемники, которые не получили вознаграждение, будут кошмарить жителей Украины, что вызовет волнение. Зеленский уйдет через 2 года. Он не имеет права уйти добровольно, уйдет тогда, когда ему скажут. Он на это подписался. Это что за такое? Что за астролог, блядь? Астролог из Якутска пытался предсказать будущее Украины, но показал настоящая республика Саха. Он заявил, Украина будет под внешним управлением, Саха под внешним управлением со времен московского завоевания. Ответ ему. Среди украинцев национальной идентификации будет с каждым годом все меньше, а иностранной речи все больше. С 2011 по 2021 годы количество владеющих языком Саха сократилось на 110,4 тысячи человек, а количество русскоязычных выросло. Это вот получается вот такая дичь нахуй, это в пидорасии вкармливается этим сахе, блядь, башкиртам, татарам. Вот эта дичь, этой дичью вы живете. Башкортостана, Татарстанда. И вы думаете, что подобие Габбасова или других, которые говорят, это все спецагенты. Спецагенты чего? Европы и Америки? И чего? Которые хотят вас спасти от этой Москвы? Понимаете смысл, да? У вас же, начиная какую-то дичь нести, у вас же, блядь, логика, которая несется к вам, от вас, она же, блядь, не укреплена ничем, блядь, нахуй. Вы тем самым, блядь, нахуй, во-первых, блядь, откуда этот пиздеж вы слышите, блядь, тот же момент, блядь, логически, блядь, вы же не можете даже ответить, что откуда эту дичь вы несете и не можете подтвердить. Қойдан шул хуйта башыгызга килеп эләгә, блядь. Урыслар әйткән әйберне бит инде. Кутак кебек, блядь, шуны бит инде алып йөреп булмый нахуй. Гомер буе күтәреп, блядь. Сез баш нәрсә өчен бирелгән сезгә? Урысларны башын, как говорится, акыллырак итеп, үзегезне тупой итеп күрсәтергә бирелгәнме? Нәрсәгә соң бирелгән сезгә баш? Менә мин сезгә укыдым менә бу хуйняны, мин бу дичьне сразу, читая уже пару предложений, понял, что за дичь нахуй, я говорю, блядь. Внутри думаю и читаю дальше вам. Ну, явно же, блядь, сезгә бит Qorani qora desa, oqni oq desa, sen bit aytolmaysan, yo'q u oq qora ekan deyolmaysan bit. Sening bit miying bor o'zingda. Sen bit toshbosh tugilda endi, блядь, нахуй, конченный, блядь. Sen bit oraqini isim bilasan, eshasan, alkash kebek, vovsю, блядь, so'g'on bilan закусывать etasan, ну, значит, seni bit boshing ishli. Sen bit oraqini butilkasini kuting bilan o'tirmaysan bit, нахуй. И не танцуешь, не катаешься на нем, блядь, на жопе, блядь. Вот хуй знает, блядь, нахуй. Почему, блядь, нахуй, вот до такой себе, нахуй, манкурты, они такие тупые, порой думаю, блядь, нахрен. Вот нахрена, блядь. Хз, блядь. Хз, блядь. Что, вам нравится, что ли, так жить, что ли, блядь? Дальше, до сравнения. Украинского президента используют и выкинут, он просто пешка. Возможно, выбирать президента Республики Саха Москва запретила еще в 2004 году, а в 2024 году были отменены выборы мэра Якутска. Дальше. Не получившие вознаграждение наемники будут кошмарить население Украины.
В 80 регионах РФ возбуждено 350 уголовных дел в отношении вернувшихся с войны так называемых СВОшников, которые продолжали убивать, избивать, грабить уже на гражданке. В самой Республике Саха таких случаев уже более 20. У Украины не будет денег. Республика Саха, которая является самой богатой природными ресурсами Республики РФ, живет в сотни раз хуже Москвы, которая управляет ресурсами Республики Саха. Вот вам ответ. Понимаете? Поэтому, когда вам вот такую хрень несут в телеге, блядь, в зомбоящиках ваших, блядь, вы должны, блядь, ок, блядь, Корана ayra bilirga kerak, блядь. Ajratib bilish kerak. Jonlarim, jonaqaylarim. Они, блядь, нахуй, как быдло народ, блядь, к этому идти, блядь. А, это Лига Свободных Наций, блядь, кстати, блядь, такую дичь, блядь, скинула. Откуда она откатала, блядь, этот скрин, блядь, какого-то, блядь, уёбка. Так что шулай, блядь, поэтому это только один пример, блядь. Маленький какой-то нелепый пример Саха-Якутии, блядь. Да, Башкортостан, блядь, Татарстан косвенно гана только я вам говорю это. Сіздің ішігізді шықусаң, ондан хуже, блядь. Саха, Якутия, ладно, я же говорю всегда вам, за Челябинск давайте не будем лазить, я говорю. Там пиздец бардак, нахуй. Пиздец, он да бомжатство, нахуй. Мы давайте будем, вот Урал, Эшен будем разбирать. Узбекистан, Башкортостан, блядь, Татарстан. А потом тем дальше попутно поможем, блядь. Главное, чтобы они, как говорится, нам поперек горла не вставали, мозгоебством не занимались. А тупо просто, когда мы пойдем на Москву, чтобы они тупо заткнулись и пошли с нами вместе. Вот и все их задача. Олардан кем бір кем отчет и сурап татырмой. Живем на флягах с водой. Жители села Чигири жалуются на плохое водоснабжение. Удивительно, блядь. Жители села Чигири Амурской области. Блядь, опять это нахуй. Опять вот. Я же говорю, Амурская область, Чита, Хуичита, блядь, Веричита, нахуй. Это все, блядь, конченые зоны, блядь. Богатые, конченые зоны. Это зона бомжей, блядь. Притом узкоглазых. Все узкоглазые бомжи там живут, которые не могут ответить против Москвы. Вот и все. Половина алкаши, многобожники, и вот эта вся поеботина в прибавок ихней тупизне добавляет вот эта вся хуйня. Шаманы, хуяны, блядь, куяны, кутакбаши в одном флаконе. Поэтому, где нет ислама, тупизм крепчает, блядь. Вы думаете, что, в Монголии все классно, что ли? Монголы такие же, блядь. Я вон, сколько монгол здесь встречал, блядь. Они живут вроде независимости, но вот шелохнуться нахуй только вот одним мизинчиком Китаю, они будут захвачены. Вот они вот на таком положении живут, понимаете, монголы. Мне кажется, это и есть тот звоночек, кто был имперцем, они все бомжи нахуй. Вот из той категории имперцев выходили, все они нищеброды нахуй в данный момент. Кто имел империю, они все потомки бомжей, блядь, потом становятся. А почему? Потому что дохуя на себя брали. Дохуя на себя брали. Дохуя брали, а народ привели к нищете. Потому что не до империи нахуй. Не до, так скажем, не доследили. Вот Монголия такая же. Притом половина Монголии уже давно под Китаем нахуй. А еще этот кусок какой-то Монголии как-то живет, пытается. Но нихуя, блядь, у них ничего, блядь, продвинутого ничего нету. Вон, Путина как встречали, помните, да? Когда говорили, убейте Путина, нихуя не могут убить они. Шундыхальдуслар, поэтому, ладно, это чита, мета, понятно, воды нету, даже читать не хочу, эти края нахуй. Пусть как хотят, нахуй, ебутся, как хотят. Так, на воротах школы в Уфе агитация на войну. О, заебись, блядь, идите лесом, главное оттуда. На воротах одной из уфимских школ висит агитационный плакат с обещанием достойной зарплаты за участие в войне. Все это на фоне яркого новогоднего плаката. Судя по всему, для милитаристской пропаганды школы идеальное место. Фото прислали сбор макулатуры.
Продолжать делиться это важно. Ну да. Это, конечно. Хазыр укытучылар да балаларын ташлап сугышка китәләр, потому что укытучы ала от силы 30 мең, блядь. Авылларда вообще 18 мең дигәннәр миңа кызлар. Конечно, 210 меңгә китәләр. Еще хабирчик там добавят, пинком под зад нахуй. И вот учителя идут нахуй служить. Это пидорасии. Нормальная тема, хули. Правильное место, где висит реклама, правильно. Так, еще одна история российского военного, группа которого была брошена без еды и воды. Контракт заставили подписать приставы, поскольку был долг в 100 тысяч рублей. Слепой, больной, не державший в руках автомат и далеко не молодой мужик, без обеспечения и поддержки был брошен на штурм и лишь чудом избежал гибели. А потом пропагандоны возмущаются и разводят руками, откуда такие большие потери на фронте, куда же испаряются бойцы. И свиньи жрут. Куда, блядь? Свиньи жрут. Кроме как массовым уничтожением лишних людей эту бойню не назвать. Ну, давайте послушаем как раз этого бомжа какого-то, блядь. Лебедев Леонид Леонидович, 71 года рождения, 13 13.09.72 года. Тюменская область, Ишимский район, село Тоболово, Советская 21. 30-я мотострелковая дивизия, как-то там суть. Мотострелок. В плен попал под этим Пушкина. Возле Пушкина где-то меня приставы подписали. Приставы меня принудительно в порядке заставили, увезли прямо в военкомат. Там 100 тысяч всего было. А у меня зрения на глазу вообще нету. Опухоли эти идут грудные, тут у меня все, и все на свете, и тут он все весь пораспух. А все равно написали везде. Было, так, это что было? 10 число было, как помню. Ну, мы укрепились в лесопросеке. Лесопросеки укрепились, и там, короче, туда-сюда. Ну что, а мы уже 4 дня были голодные, ни пищи, ни воды, ничего не было у нас. Ну и все. Спали вот на земле, где придется, там ночуем, там вот такая вот, бля, дроны еще летали. Ну и все, и приказ поступил 11 числа вечером. Идти на блиндаж надо было взрывать какой-то. Какой блиндаж, откуда я понятия не имел. А я с ногами, я просто ползал, на коленях ползал. Я их умолял. Я говорю, я не смогу идти, мне автомат-то в руки-то не взять даже никак. И все. И в итоге я под кустом завалился, а мой автомат там валялся, там все это. Тут посмотришь, а я пить хочу, не могу, пить просто хочу, все. У меня желудок прилип к спине, я уже не мочу это, ладно, подвижки, вот, когда меня взяли, они меня чаем поили, там все вот это вот, а эти даже ничего себе. Лежу было, и след там от машины был натоплен. Я к этой лыве подошел, попил из этой лывы. И дрон меня обнаружил, дрон, и начал бомбить. Все, а буквально через 3, да там 5 минут буквально каких-то приезжали парнишки, ну, украинцы. Все, типа руки вверх, а я говорю, я документов нету, я без оружия. Все, забрали. А я вот думаю, наверное, они там все погибли. Вот. Менә шундый бомжлар бер яктан күрәсезме? Если вот так рассматривать со стороны людей и Алла ягына карасаң, буларны күрдегезме, ничек ашыктан ашык сүләп бирде бөтен әйберне. Сколько интервью были Габбасова и других, у них такие интервью не были. Все такие сидят такие ушлые, такие невъебенные типы нахуй были. Вот сколько я видел эти интервью Габбасова и Айгулион, ну не лохи.
Мынау урыс. Урыс-то енді был, хуй его, кто он по нации, мы же не знаем тоже, блядь. Пидорасии, блядь. 71-го года. По его рассказу видно, что ыштансыз. Мына бізде айталар бит енді ыштансыз. Мына шу ыштансыз бүтін әйберін ашық-машық сөйлеп берді. И ему как бы уже похуй, нечего терять ему. Нахуй ему врать, блядь. Он конкретно все рассказал. Вот таким людям, я думаю, как бы верить можно, да? Почему? Скажу. Потому что, блядь, бу теге тірі қалған, чем другие, да, ведь даже. Я так посмотришь, да, ведь, мне, наверное, вот 71-го года, да я. Или 4 яш бит инде монарға, грубо, или 5 яш. И қарт бит инде. Шу келген суғышқа. 100 000 долларым үшін келдім, да. Ну, явно был, наверное, алканавтом. И вот такие люди, как бы, да, ведь, почему-то, во-первых, бывают простые, и в то же время Аллах Таалям дает им жизнь, прикиньте, да? Им дает жизнь вот таким людям. Потому что, я думаю, мына эші қора түгел. Понимаете, мына эші уже изначально он с виду может быть какой-то хитро выебанный туда-сюда, а так он юрегі эші, мына Аллах Таалямнан яғыннан, если хисапқа ала тұрған болсаң, мына юрегі шып-шыста кіші, по идее. У него нету такого, чтобы наебать подобие этого гандона Путина, наебать, уничтожить. Вот у него нет такого мысли. Видите, он даже говорит, ему даже не автомат нужен. Конечно, өлім қырында сен кетіп барасың, тебя куда-то отправили, и суың да жоқ, су ішесің келе. Нинде автомат сеңе керек была шул вақытта. Сен уже өлім вақытындасың. И тут, получается, ему приходит помощь. Вот такой дрон. И этот дрон, во-первых, не кидает бомбу им сразу убить, а прибегают сразу пацаны. Значит, они были рядом там. Видите, как Аллах Таалям, какое спасение преподносит людям. Но, есть одно но. Поймет ли такой человек это? Вот в чем прикол. Вряд ли. Вряд ли он поймет. И вот такой человек попадет по обмену обратно, ему дадут пизды и обратно отправят на шторм. По второй ходке. Вот и все. Вот к чему, почему башкортларна, татарларна, которые поймались в плен украинцами, мы не при делах вообще, мы же не воюем в Украине. И мы не ловим, мы бы наловили бы, пизды накачали бы конкретно, блядь, за это. Но уж поймали украинцы, поэтому я и говорю, башкорт-татарна обратку нельзя обменивать. Ни в коем случае. С первого момента я это сказал. Вот как я помню, знакомился, блядь, с этими кашапчиками, я думал, они хоть выведут все на эфир. Нихуя, блядь. Нихуя. У них даже и YouTube каналов нету, ничего нету. Им похуй, ничего не интересно им. Они ебанутые, сука. Что они делают, я не знаю. Ладно, хоть у Габасов есть эфир, а у этих гандонов, кашапчиков ничего нету. Они что, блядь? Невъебенные такие суки, что ли? Поэтому мы оларны нахуй за людей даже шығармайм нахуй. Вот, иншаллах, начну потихоньку рожу свою показывать. Первый ультиматум кашапчикам будет. Мен сігіп тошным оларны. Бүтін партиясы, блядь. Этот Абдрахманову гандоншу, блядь. Это которая замоташка сраная нахуй, блядь. Из Швеции. Ей тоже вкачаю пизды нахуй. Iri bo'lsin, хоть otasin chaqirmaydimi menga нахуй. Хоть inasin chaqirsin. Похуй на нее, блядь, мне. Кутынасигам нахуй. Мрази вот таких, блядь. Которые, блядь, дохуя возомнили, себя строят, блядь, с замоташками. И которые творят, нахуй, все можно, что им можно, что нельзя, блядь. И пытаются, блядь, еще ломить за свободу Татарстана. Хуй вам сраку, блядь, за свободу Татарстана. Не с таким, нахуй, макаром вы идете, блядь, ублюдки, когда вы действуете, нахуй. Надо действовать, блядь, сплоченно, блядь, а не так, чтобы бодаться, блядь. Русская нация есть или нет, то давайте оставим эту тему, нахуй, блядь. А вот этот пример вот этого, так скажем, бомжа военного
показывает, блядь, истину башкортларга, хам татарларга. Вы не думайте, что вы пошли, блядь, этим, блядь, Шаймуратом, генералом, блядь, нахуй, и невъебенные такие красавчики, блядь, нахуй. Ёк. Мәйт болғанда, мына шулай, пленник болғанда, вы все одинаковые становитесь, поймите. Поймите, вы все будете одинаковыми, но вот именно вот его показной, вот просто вот его взяли, где-то допрашивают, да, вот еще в каком-то состоянии прям допрашивают его, наверное, в том состоянии, где взяли, там и допрашивают, наверное. И показывает то, что, блядь, этот солдат вообще даже не при делах до Москвы, не при делах, что вообще творится. Вообще не при делах, нахуй, этой армии. 55 лет ему нахуй, если даже он служил, блядь, 35 лет тому назад служил, блядь. Конечно, он что, блядь, убийца, что ли, блядь, который держал каждый день автомат или что-то в этом роде. А таких Башкортостан, блядь, Татарстана до хрена ушло, блядь. До хрена. Если помните одного старика, думали старик 80 лет, если помните, Мурзагулов этот уебок допрашивал, блядь. Ему, блядь, 53 года, что ли, помните, говорили, а выглядит 80 нахуй. Вот. И это тоже из той же категории, блядь. Ему 55 лет, выглядит, блядь, тоже лет 70-80, блядь. Алкаш. Теги башкортта алкаш, буда. Один шорт икесіде. Шуңарға туғанлар, если вы хотя бы әзірек болса да өзіңізді милләтіңізді яратасыз екен, башқұртны, татарны, хуй с ним друг друга не любите, блядь. Будьте нахуй небрдамлек, блядь. Будьте нахуй враждебные друг другу. Ну, суки, вы две нации, блядь. Вы если друг друга не любите, хотя бы себя любите, инан бәттәгілері, себя любите, қойсы пәтәктен шыққаныңызды хотя бы любите, а? Сіз бит башқұрт хам татар пәтәгінен шыққансыз, блядь. Любите себя хотя бы за это. Нахуя вам, блядь, этот узкий мир, блядь. Вот хотя бы шунарға любите, а? Нәнәң қортатаң үшін үзіңні ярат, а? Нәнәң қортатаң бит инде башқұрт татар болғандыр бит инде. А? Как башқұртларда айталар, ұлы әсәйләр үшін яратығыз үзіңізні. Нәрсәге? В чем проблема? Мен бит сізні қуымын, блядь, соғышқа. Мәскеуге да қуымын. Мен сізге просто надеюсь, мен айтам, Мәскеуге бірге барық дейм. Сізні бит мен дауыллап, блядь, дауламын, блядь, сен барасың деп, Путин кебек. А сіз Путинні приказына югіресіз, блядь, шабасыз нахрен. Вот логика, какая должна быть у трезвого человека, который адекватно оценивает свою нацию, любит свою нацию, а не так, что көкірәкке мына была оқырып жүрген мен башқұрттан, мен татар деп. Сен докажи, что сен из этих кланов башқұртов и татар, блядь. Докажи своим, как говорится, нафсом, что ты за путинские сраные деньги не пойдешь воевать, умирать. Вот шунда, может, мы, как говорится, поговорим с тобой, какой ты тип из наших или нет. Потому что мы должны научиться различать манкуртов. Мы себя должны как-то начать уже показывать, кто вы. Если вы из той категории пидорасов, депутатов Бадранова и вот этот хуй последний раз, который говорил, блядь, вы должны слушать нас, что-то такое, блядь, в военной форме, этот хуй какой-то, блядь. Не помню как, Ренат, что ли его зовут, ушлепок, блядь. Бізге ондайлар нипочем, блядь. Оларны поголовно суйып қана ырғытырға. Олар вообще кіші түгіл олар, нахуй. Оларны даже улап та тұрға түгіл, суйырға сразу, шушқа кебек мына ақыртып суйырға оларны. Жүрегіне генә шәншірге сразу. Оларны жәлләргә түгіл ондайларны. Которые говорят, что нас, оказывается, вас, оказывается, мы баламутим, блядь. Это же его слова, блядь, этого Рената и хуя, блядь. Меннен бір яшкана 84 ме, блядь, ташшағасты. Нешаншы елгі ол, құттақсынығы, блядь. Мен 84-ші елгі, блядь. Аузына 80-90, блядь. Нахрен он мне нужен, блядь. Такой башқұрт, блядь, который, блядь, призывает вас умирать, блядь.
Shularga tug'anlar, sizga aql Alloh bersin endi bilan. Mana Allohdan so'rayman. Sizga aqл берсин, чтобы вы хотя бы научились различать, кто прав, кто здесь виноват, блядь. Хотя бы это начните различать. Хуй с ним, не признавайте нас. Не признавайте Габбасова, Кашапова. Нас не надо признавать. Вы сами себя хотя бы, үзегізні, милләтігізні признайте. Доведите дело до конца за наших предков. Уничтожьте Москву, блядь. Я же всегда говорил, у кого сейчас оружие, разверните оружие против Москвы. Если ты не манкурт, разверни оружие против Москвы. Все. Вот наша задача. Вот ваша задача. А не просто дохнуть из-за хрен знает кого и в оконцовке, блядь, этот весь вот этот шквал, блядь, позора и вот этого какого-то недопонимания, как говорится, вот приводит к тому, что украинцы скажут: а вы же, блядь, шли нас убивать? Как один раз высказывается, помните, то ли чеченцы, то ли что-то, блядь, что-то какую-то пургу нести начали один раз. Помните, когда вроде чеченец, короче, такой тоже бородатый, тоже ролики ведет вроде бы. Он одну пургу сказал пару месяцев назад. Если помните, такую хрень. Такую, что здесь комментарии. Спокойной ночи. Игорь Ф. какой-то. И Корамагаман просто. И что он говорил? То, что мы же, говорит, украинцам не предъявили, типа, когда вот этот, который Сыр-Бор вел разговор с одним чеченцем, и он попер на чеченца и типа начал там что-то говорить, и потом его вызвали на разговор. И чеченец говорит: мы же не говорили украинцам, что вы когда в 94 году воевали, украинцы зашли, мы же вам это не предъявили, а типа, что ты это, типа, это такую гонишь, типа, на этого чеченца, там, туда-сюда, короче, и этот чеченец, типа, решил защитить этого манкурта, который поймался где-то, и его допрашивают, пленного чеченца. Есть, помните, это... То ли когда Курский взяли, сразу после этого какой-то один был мужичок такой, чеченец, его допрашивали. Допрашивал этот Золкин допрашивал вроде бы. И тут на него потом вышел другой чеченец и от чеченского лица начал говорить какую-то свою демагогию. Я в этот момент реально не понимал гон чеченцев. И до сих пор не могу понять, за что ты гонишь. Поймите одну вещь. Вот этот гон чечен, защищая своего чеченца в каком-то понимании, и он потом говорит: я как бы его не защищаю, но вот этот момент ты как-то не должен говорить, то, что мы же не вспоминаем тебе в 94-м, что украинцы заходили. Туктагас. Вот этот момент вы должны понимать, что там, вот в тот момент я 100% за Золкина. Почему? Теперь обосновываю. Не за чеченца, который заступается за того чеченца. Чеченец или там башкирт, или татар не колышет нахуй. Пойми одну вещь. Пойми одну вещь. Вот любой этой нации должен понять на этой войне. Ты защищаешь того, вот этот, грубо говоря, если возьмем чеченцев, да, кадыровскую вот эту шваль, которая попала в эту бойню, так скажем, блядь, сраную путинскую, ну, это нахуй не наша проблема. Это не проблема украинцев. Ну, если так отвечать, да, ведь это не проблема. Золкин делает свое дело. И чё? И чё за нахуй предъявы от чеченцев, блядь? Вот этого я нихуя не могу понять. Да нам должно быть до пизды, как они будут там решать с ними, блядь. Хотят, убьют нахуй. Пуля в лоб, и ты даже не узнал бы. И ты мне не разводил бы эту демагогию нахуй чеченскую, типа, нахуя ты понаезжаешь на чеченца.
Типа, как-то ты тут ведешь не так, блядь, стрим туда-сюда. Блядь, син сыкмәскә тиеш, чеченец. Син сыкмәскә тиеш. Если бы ты, допустим, да, вот если со стороны башкортов и татар такая хуйня выходит, да, вот я вам всем поголовно этим нациям отвечаю, этих регионов, блядь, это пидорасии. Если этого не хотите слышать, свой адрес своих наций, да, что есть такие манкурты, такие ублюдки, блядь, ну тогда, вот, дорогой чеченец, блядь, бери автомат и пиздуй в Украину и ебашь своих. Не бери их в плен. Не бери в плен нахуй. Бар, блядь, нахуй, автомат алып, бар за украинцев и ебашь кадыровцев, блядь. Это я так в тему просто вспомнил. Шул категориядан болып шығады, туғанлар. Поэтому, когда, блядь, нахуй, говорим мы конкретику, значит, Ринат, Хабиров ради Хабиров, Миниханов, Кадыров, значит, вся эта басота, нахуй, будет расстреляна, нахуй. Примерно вот такая участь их должна ждать. А им можно ебашить по самолетам чужим вообще, озерам, блядь. Им можно убивать украинцев, нахуй. А какой-то из пизды кукуя вылазит чеченец и говорит из Европы, нахуя ты, типа, предъявляешь на чеченцев, блядь. Да, и этим чеченцам, говорю, и другим, блядь, нам до пизды должно быть. Да, во-первых, до них. Это манкурт, это не чеченец пришел. Если ты не можешь понять этого. И то, что Золкин там пропиздошился против каких-то чеченцев, это его право. Ты в его огород лезешь, нахуй. Ты предъяву кидаешь в его огород, блядь. Он кидает, должен, блядь, твой огород, по идее, блядь, всем чеченцам и другим, нахуй, хуеплетам, блядь, которые, нахуй, маются хуйней, блядь, нахуй, в Украине, блядь. А кутак барма тогда, давайте я со стороны Золкина стою и говорю, блядь, за украинцев. Хоть и, как говорится, они не мусульмане, предъява всем мусульманам. Я говорю вам, блядь, нахуя тогда вы, уёбки, нахуй, приперлись, блядь, за Путина? Вы же, блядь, нахуй, за креста за пазухой, так скажем, блядь, носящего или крест, или кол в жопе, нахуй, у Путина, мы не знаем. Вот за него вы топите, ублюдки. Если уж на то пошло, вы же за него топите, нахуй. Чечень балам, Дагестан балам, Кутананара, блядь, хаммагез, нахуй. Одно говно, блядь, огромное говно, которое, блядь, вы думаете, что вы люди, блядь. Теперь со стороны ислама я вам отвечу, не со стороны Золкина. Вы, получается, пошли на чужую территорию, как мусульмане. Псевдо-мусульмане. Вы не мусульмане, вы чмошники, нахуй, которые, блядь, шайтаны, как он орет, блядь, Рамзан, блядь, шайтаны, которые, блядь, пытаются, нахуй, так скажем, переодеться, так скажем, в человеческий образ и, как бы, предъявлять, так скажем, да, ведь украинцам, что они, как бы, перешли какую-то там зону. Не говоря о том, что, блядь, пол уже Украины, как говорится, Кадыров пытается там что-то там рулить, блядь, над ихними добычами. Дома там строить с этим Маратом Хуснуллиным и так далее, да ведь? Вот эту всю басоту приватизировали быстренько, прихуеризировали, нахуй, под себя. И вы, получается, со стороны мусульман делаете правильно, да? Шунарга, когда предъява идет, блядь, значит, с нашей стороны, вот Башкортостан, Татарстанга, вот я вам конкретно предъявляю это, и чеченцам та же самая, вам всем это относится. Хуйня это, пидорасия, это вся одна тема хуйня. Мы можем за всех вас отвечать, блядь. Из этой пидорасии кто вылез, блядь, из пизды, из этой пидорасии, нахуй, родился, это всем вам относится. Похуй, какая твоя нация, блядь. Вы, суки, если претесь, нахуй, блядь, против нас, нахуй, значит, вы ляжете. Вот если вы претесь против Украины, украинцы пусть вас мочат. Базара нет. Нахуй вы пленные не нужны. Понимаете? Поэтому, когда вот такие вот пленные лохи попадаются, мне их, по идее, жалко.
Но попадаются ушлые, из-за которых нахуй еще предъявляет другой чеченец, из пизды Кукуева вылазит и предъяву кидает, блядь, Золкину, и подобие вот таких допросителей, да, там, подобие таких украинцам, я думаю, нахуй, там, нахуй, вам вообще нехуй делать, Туганлар, блядь. Вам хуи сосите в другом месте, я вам так скажу, блядь. Нехуй там вам делать, блядь. За чеченцев, за татар, за башкиртов там нехуй там мазу давать, блядь. Понимаете? Мазу давать надо вот против Путина. Вот там пиздите вы. А там уже, блядь, там не надо, блядь, нахуй, как говорится, кичливо, нахуй, своим борзым, блядь, чеченским вариантам предъявлять Золкину, нахуй, какую-то предъяву. Уже сыгып куйган украинецлар. И не надо уже тығылған кутакна вытаскивать, вытирая его, говорить, блядь, что ты там предъявляешь чеченцам. Вот из этой категории. Надеюсь, я вам заживал его, переживал, через мясорубку провел этих, блядь, людоедских мясорубок и ответил, надеюсь, всем вам. Поэтому, когда попадаются пленные, только один вариант. Вы можете предъявлять, вот как я вам примерно хочу наводку дать. Всех, блядь, нахуй, и чеченцев, и Дагестан, нахуй, оставить, нахуй, не разменивать. Этих всех пидорасов, башкиртов и татар, которые остаются там пленными, оставить. Оставить на первые ряды, нахуй. И на Москву. И на Москву. Хотите, украинцы, сами забирайте на Москву первыми рядами. На руках браслеты. Выебнулся, взорвать нахуй. Или мы их заберем сами. На нашу общую уничтожительную войну против Москвы. Вот примерно так. Надеюсь, я вам донес, что делать с этими пленными. Поэтому просто так, нахуй, обменивать не стоит. Легче их пустить, блядь, нахуй, под мясорубку у Москвы, тем больше результатов будет. Потому что обменом с Москвой в год один раз 200 человек вы обмениваете, нахуй, это не результат, нахуй. Лучше оставить этих долбанных пленных из Башкортостана с Татарстаном и пустить их, нахуй, в утилизацию в Москве. Вот и все. Вот результат. Это будет конкретный звоночек, и это нужно делать, выполнять уже сейчас. Вот чем быстрее, тем лучше. Это будет звоночек тем башкиртам и татарам, которые захотят намылиться контрактниками, еще кем-то нахуй захотят, вот это будет им звоночек. А это бы я бы заснял бы прям на видео и пустил бы по всему Башкортостану и Татарстану в контакты, блядь, нахуй, где они там будут работать, YouTube, если не будет работать, там пустил бы везде рекламочку, нахуй, телегу вашу, блядь, как говорится, пленные башкирты и татары в кандалах, нахуй, идут, как говорится, на Москву. Вот примерно такая система. Чтоб понимал, блядь, каждый манкуртский отродье, нахуй, что с вами будет случаться вот такая система. Не говоря о том, кадыровец ты, не кадыровец, похуй вообще, блядь. Похуй, такой же человек, нахуй. Такой же, нахуй. Кула, аяғы бар, нахуй, такой же, блядь. Нихуй, нахуй, тут кичиться, блядь, нахуй. На других, типа, выше себя, блядь, ставить, блядь. Куттаклар, блядь. Так, в РФ запретили IP-телефонию. Звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны россиян. Ну и хуй с ним, блядь. Я же говорю, создай не то, что железный занавес, у вас будет металлическая, броневая такая, бетонная, вот это сейчас заливает же, блядь, арматурно-бетонная, блядь, занавес, блядь. Точнее, бетон, блядь. Вот такая занавес у вас будет, нахуй. И может там где-то там эхо, блядь, будет отдаваться от вас, может быть. Не знаю, блядь, наша информация доходить будет или нет, но примерно к этому идете, блядь. Я же говорю, блядь, с кем подружился, от того наберешься, блядь. С этим ебучим, блядь, кымчым умным, блядь, нахуй. Блядь, сделали вы, вам, наверное, он сделал, блядь, по самые, нахуй, горло, блядь, нахуй. Вот вы тоже такие же становитесь зомбаками, нахуй. Которые тупые, нахуй, корейцы, которые, сука, не умеют, блядь, воевать, нахуй, приперлись, нахуй,
к специалистам, украинцам, нахуй, отдавать свою жизнь. Вот тупорылые люди, сука, блядь. Тупорылые, нахуй. Это хз, блядь, нахуй. Кстати, одного вроде поймали, говорили, и он сдох, блядь, сука. И им призывает долбоебам, оказывается, такая, у них есть призывная музыка, или какая-то хуйня у них есть. Если вас в плен взяли, имей гранату или что-нибудь, убей себя. У корейцев, оказывается, такая тема. Убей себя. Вот поэтому теперь задача стоит украинцам, как бы сохранно получить этих корейцев, нахуй, чтобы допросить, блядь. Вот задача стоит. Вот этот как раз, да, вот здесь говорилось, авиакатастроф в Актау, что пытаться скрыть. Баку Грозный. Вот этот чувак, как раз чеченец, Кадыров сбил самолет. Чеченец, который тоже меня поразил, блядь, я думал, Кутаев, Руслан Кутаев. Говорит, блядь, чеченцы ни при чем, говорит, это же Москва все виновата. Вот из этой категории, блядь. И давайте тогда всех, блядь, манкуртов будем так говорить. Хабиров не виноват, это же Москва. Хабиров хороший, Алсынова посадил, 8 человек посадил, он хороший. Ну здесь Москва плохая. Когда мы захватим Башкортостан и Татарстан, мы также ему оставим Хабирова с армянкой, женой, президентом. Да ведь? Охуенный сарказм, да ведь? Давайте так будем. Кадыров тоже хороший. Мы его оставим. Чеченцев на бутылку сажал. Похуй, ничего, нормально. Чеченец. Оставим. Чеченец же он. Мы возьмем его в Ичкерию. Вот из этой категории. Охуенный сарказм, да ведь, блядь? Вот таким, блядь, макаром пиздеть, блядь. Сыктым нахуй, блядь. Это из той категории. Кутама жауап бермеймин. Из этой категории. Если ты, блядь, вышел на этот путь, уж, блядь, нахуй, держи свою планку, блядь. За жопу свою отвечай, блядь. За свою жопу отвечай. Не за всех, блядь, нахуй. За свою хотя бы ответь, нахуй. Скажи, нахуй, что, блядь, нахуй. Здесь Манкурт Кадыров выполнял задание Кремля. Ебанул нечаянно Айзеров, блядь, да. А не так, что, блядь, чеченцы не виноваты, здесь Москва виновата. У чеченцев нету этой кнопки пулять нахуй туда-сюда нахуй. Это что за нахуй разговор, блядь? Этот разговор нахуй заднеприводного человека, я так считаю, блядь. Мне до пизды на него нахуй, блядь. Чечен была сама, башкасы была сама. Син, если на этот путь встаешь, любого это касается. Вот новый, открывайте YouTube, вставайте по борьбе, я всегда говорю, блядь, по борьбе против Москвы. Вставайте, открывайте, вставайте, но только не дома, вылазьте куда-нибудь нахуй. Или, как я начал, вот не показывать себя для начала. Так, и то, если вас не пресекут где-нибудь еще, блядь, где-нибудь там, если высовываться будете, я не знаю. Ну, по крайней мере, вылазьте куда-нибудь за границу и потом начинайте, открывайте каналы и так далее. Но если ты даже на этот путь встаешь, икян, блядь, кутыня жауап бер, аузын оттащим, блядь, а не защищай своих манкуртов, я не могу понять. Где-нибудь я вам, блядь, нахуй, такую хрень за год говорил, я просто поражаюсь от взрослых мужиков, блядь. Это от Кашапова тоже я это слышал, кстати. Он говорит, в тот раз я рассказывал, типа вот эти Марат Хуснуллины, Набиуллины, они перейдут к нам, говорит. Это нормально, татары же. Их не надо трогать. Вы чё? Иу. Не трогайте их нахуй. Из этой, блядь, серии голубых нахуй. Понимаете? Мен килишмим ондай әйбер белән. Если, блядь, хәзер олар рәхәтләнеп яшәп ята икән, рәхәтләнеп сигенеп йөриләр анда, акчаны орлыйлар Башкортстанда, Татарстанда, пиздят, блядь, все бабки, блядь, и потом я возвращаюсь, понимаешь, тут, блядь, освобождать Башкортостан с Татарстаном, или там, допустим, чеченец возвращается в Чечню, и он говорит, блядь, типа, Кадыров молодец, держал хорошо, все тиктокеры были. Хабиров тоже хорошо, шаймуратовские нахуй группу отправлял, молодец, так держать, молодец, уважаю, истребил, блядь, пол Башкортостана, уважаю, блядь, сука, блядь, уважаю, Хабирова, Минниханова тоже пол Татарстана ебанул, блядь. Вот из этой темы, блядь.
Теперь я вам приведу пример другой. Далекий пример 2015 года, опыт мой. Это мой опыт был ни при чем вообще, блядь, как всегда говорю, ау малая. И как говорится, когда вы говорите, ну, точнее, я говорю, да, вам, что я год назад только залез в эту тему, нихуя. В те времена ни Кашапчика не было здесь, ни Руслана Габасова не было, нихуя. 2015 год. Пусть перепроверит, этот Габасов когда приехал сюда, Кашапов когда приехал. Нихуя не было. А я уже был. Я вам это не как хвастаюсь, но я просто констатирую факты, блядь. И я вляпался в свое время уже в эту политику, нахуй. Но только была тема чуть другая, блядь. Путин и Каримов. Каримов, Ислам Каримов, если помните, этот гестапо ебучий, нахуй, Узбекистана. И Путин. Вот из этой категории. И я очень хорошо знаю ту тактику, которая была, блядь, так скажем, демократия, оппозиция и ортка сирга ярамы деген кишлярны, которые говорили мне, что назад писать нельзя. Это типа не нужно быть заднеприводными, назад нельзя идти, только вперед. И эти люди не то что, блядь, назад, блядь, они обосрались. Во-первых, они пытались, так скажем, меня кинуть нахуй. Во-вторых, блядь, кинули. В-третьих, ортка семя деген киши уже обоссался назад, точнее, да, ведь заднеприводным, так скажем, стал. Ну, в дальнейшем я его выведу еще, как раз вот вытащу свою рожу нахуй, я его вытащу, я ему оставил еще, всегда думал, выводить его или нет, я его выведу, наверное, вот порой иногда вспоминаю его, этого гондона, блядь, я его выведу на свет нахуй, потом увидите по фотографиям его, что за черт нахуй, про него буду говорить, может быть. И вот, проходя эти, наверное, Аллах Та'аля меня был дарс берген меня, понимаю, что Кашапов, Габасов, ну, у Габасова пока я этого не поймал этого. Вот Кашапов, да. И вот этот чеченец Руслан Кутаев. И вот из этой категории все люди, это, грубо говоря, заднеприводные старички. Почему? Потому что тот пример вот этим узбекским вариантом насчет Каримова, он мне доказывает и как бы напоминает, что в этой игре оно так и бывает. Это проституция, политика и так далее. Поэтому я изначально себя говорил, я не оппозиция. Я не оппозиция, нахуй. Я, блядь, просто хочу уничтожить Москву. Почему? Потому что үзімні мен білем кімлігімні, һәм ненде юлдамын. Мен хақ юлдамын, мен дұрыс юлдамын. И исходя от этого, я не хочу себя называть оппозицией. Я никого не оппозиционирую. Понимаете? Я сам по себе. Никто мне нахуй не нужен. Как я постоянно говорил, с двумя уже я познакомился, и толка нету нахрен. Остается только с Габасовым перепиздеть, посмотреть его реакцию, сравнить. И потом уже сказать, вместе или не вместе. Шунарға, туғанлар, айтасым келе, что когда люди оппозиционируют, оппозицию поднимают, пытаются, как говорится, снести какое-то правительство, и если оно не идет до конца, и оно где-то ломается, это пример огромный насчет Каримова, он сдох, и вместо него Мирзяева поставили, и народа дальше нету, и этой оппозиции я нигде не вижу, не слышу, их нету. Этих узбеков нету. И выходя от этого, я вам привожу пример, что любая вот эта кашаповская, кутаевская система, это оппозиционная система. Из этой системы они далеко не уйдут. Это просто из той категории попиздели в разгар, хайпа набрали, бла-бла, и все, и потерялись. И пусть они говорят, 30 лет они нахуй воюют, 50 лет нахуй пусть, да похуй. Если ты не результат, и ты не можешь, блядь, результат свой, блядь, и донести, блядь, нахуй до, как говорится, какой-то конденции, блядь,
кондиции, блядь, то нахуй ты на этот путь встаешь. Понимаете? Шунарга, когда речь идет о том, что, блядь, нахрен Кадырова ебанули, значит, Кадырова ебанули. И речь тут не Путин, нахуй. Путин, я первый день в ТикТоке сказал, во всем будет все равно виноват Путин, никто другой. Я вам говорил же, я же вам просто взял поверхностно все сказал. Я же не сказал, что там, блядь, нахуй, реально потом обнаружат что-то там, люди живые, сюда-сюда. До этого даже я даже не говорил, уже даже не говорю об этом, нахуй. Уже за меня все сказали, нахуй это пиздеть. Суть того, что, блядь, Путин виноват, и тут выходит, блядь, Кутаев и говорит, что Кадыров не виноват, чеченцы не виноваты, виноват только Путин. Ну, это маразм, Туганар, это маразм, это ебанизм. Это то же самое, что давайте сейчас вот со стороны украинцев возьмем, допустим, вот типа ебанули вот типа вот этого Гиркина, говорю, этого Кириллова нахуй, самокатчик узбек, блядь. Нет, нет, это не украинцы. Нет, нет, это Зеленский. Это не украинцы, это Зеленский. Да, это Зеленский. Это не узбек, там не Узбекистан, это узбек просто был. Да, это узбек, повар был. Да, да, это не узбеки, это один узбек был. А там Путин был, но не чеченцы. Да пиздец запутал, да, я вас? Вот и думайте. Вот, понимаете, вот тут-то и кроется тот момент, что не нужно нахуй манкуртов перекрывать, блядь. Мэнсин, чечен была сама, еврей была сама, украинец невъебенный будешь. Да пизды, нехуй переограживать, блядь, свою нацию. Тут не в нации дело идет. Идиотство, блядь, полное, блядь. Взрослых людей. А идет о том, что Син, если ты хочешь создать Ичкерию свою, значит ты должен, блядь, конкретно ставить свои А и точка Б, нахуй. И пиздеть тут не надо, нахуй, о том, что, блядь, нахуй, тут, блядь, понимаешь ли, Кадыров не виноват, виноват Путин, понимаешь ли, и вся кнопка Путина, у Путина, ну да, атомные бомбы как будто ебанули по самолету. И все. А вот исполнители это всего лишь чеченцы. Но они не виноваты. Они мягкие, пушистые. А вот украинцы виноваты, да, их не след, да, их не след помахивает, потому что дроны-то прилетели с Украины, но вот чеченцы не виноваты, да, они не виноваты, да, они хорошие, да, добрые, хорошие. Кадырысы, особенно тиктоковские такие, приколы снимают такие интересные, охуенные они. Понимаете, Шунарга, Туганар, мен изначально всегда говорил, Башкортостанда плохой, плохой, Татарстанда плохой, плохой, хороший, хороший. Не надо нахуй пиздеть и перекрывать свою нацию, блядь. И не нужно мне нахуй говорить, что, как мне в комментариях, ты же узбек нахуй, поэтому ты не любишь татар, не любишь башкортов. Нет, я же вам, блядь, вместе с татар тілінде сөйлеймін да енді, блядь. Нет. Просто нужно конкретно уже ставить цели. Если ты против, как говорится, Москвы, значит, научись уже вычислять манкуртов, блядь. Научись уже говорить, блядь, как есть, блядь. И не нужно нахуй, блядь, тут строить из себя такого классного чеченца или кого-то там нахуй, который будет перекрывать каких-то сраных манкуртов из любой нации, блядь, и говорить, что, блядь, нахуй, блядь, только Путин виноват, блядь. Хотя бы нахуй, блядь, окей, блядь, чеченцы не виноваты. Манкурты чеченцы виноваты. А вот хорошие чеченцы за Ичкерию, они не виновны. Хотя бы вот так высказывайтесь, блядь, до концов концов, блядь, нахрен. Башкортостан, блядь, Татарстанга тоже относится, блядь. Потому что Кашапчик ебаный тоже об этом говорил, блядь. Кутакбаш Бабай, блядь. Который говорил, блядь, в Татарстане не все такие. Есть хорошие туда-сюда, блядь. В правительстве, я говорю, да, в правительстве. А в каком смысле правительстве, нахуй?
Ну вот типа которого, помните, с какого-то района одного чувака за какой-то, за то, что он дом свой ремонтировал, посадили. Энгельс Фаттахов, помните? Энгельс Фаттахова ебанули. Какие лайки, тут один мат. Матрешка растет по ему прикамью. Васиков. Васиков, ты о чем, блядь? Васек, блядь, пиздец, нахуй. Опять какой-то, блядь, Иван Васильевич, нахуй, вышел, блядь, тут. Иди меняй профессию свою, нахуй, блядь. Так. Шунарга, дуслар, самое то, настало время разобраться все-таки, блядь, нахуй. Кто манкурт, а кто, как говорится, твой туган. Вот и все. А вот если так подумать, да, ведь вам пример есть, вот напоминание не от чеченцев, а от казахов. Казахлар себе точно уже знают, они себе на уме. Они выставили свою теорию манкуртов и не манкуртов. И они конкретно это обозначают. И они конкретно это знают. И они конкретно не спят, как наши. Это вам пример, даже пример чеченцам, которые невъебенно нахуй защищают свой народ, блядь. Поэтому углубляться в эту ебучую тему я уже, наверное, больше не буду. Ну, вдруг, если такая тема опять будет вылазить насчет вот таких Кутаевых, которые пиздят, блядь, за свой народ, ну, я вам скажу одно, что досконально вроде бы я ответил, что вот эта тема того, что нет манкуртов, не работает нахуй. Особенно на нас. На нас. На лохов, без лоха, без жизнь плоха, да, ведь вот им можете втирать нахуй, но не нам. Поэтому каждому чеченцу, дагестанцу я скажу одно. Туганлар, как вот мусульманы, туганлар, я вам обращаюсь, своих манкуртов нахуй вычисляйте и истребляйте нахуй. Чтоб потом, блядь, воду не баламутили и не портили нахуй. Потом они тоже так же, как Кадыров встанет за Путина в свое время, уничтожив своего отца, Кадыров встал, да ведь? Закрыл глаза, когда его отца убивали. Уебок нахуй. И получается, блядь, этот уебок в ваших глазах еще становится хорошим, блядь. Ну, это уму непостижимо. Поэтому таких, пусть Аллах вам откроет глаза, сердце, чтобы вы научились уничтожать. Вот чисто мое вот от души мусульманской вам этот указка. По-другому никак. Вам мягко это нельзя сказать, блядь. Потому что этот ебанизм, ваш ебанизм, потом перескочит Дагестану, потом Башкортостану, Татарстану. Поэтому нам не нужен этот ебанизм ваш. Тактика ваша этого, такой ходки не надо. Мы будем понимать, что такое манкурт. Если вы не можете знать это слово манкурт, почитайте Чингиза Айтматова хорошо и внедрите в свой лексикон чеченский и дагестанский слово манкурт. Переведите его на свой лад и используйте его на здоровье. Так, вот один такой из таких, вот как раз я нашел к этому пониманию, вот один гандон из этих манкуртов, блядь, которых пытаются сказать, что типа у нас в Чечне таких нету. А у нас в Башкортостане их дохуя. И вот нарочно я это услышал где-то, что-то, блядь, кто-то говорил, думаю, кто такой нахуй? Рашид Ялалов. Как осужденный депутат стал ключевой фигурой информационной войны? Разбираем информационных людоедов в Башкирии. Ну, давайте зайдем. Я его где-то копернул, где-то, блядь. По идее, конечно, это Proof.ru, блядь. Ну, Proof.ru, получается, я больно я уже этот ТикТок даже записывать не хочу, заебал этот ТикТок меня нахуй. Каждые 10 минут надо давать имя ему, блядь.
И вот, пруфы, получается, это Рауфы Рахимовой, блядь, этот пруфы, гребаные, блядь. Оттуда. Но, главное, информация интересная, но в то же время от манкуртов. Все это от манкуртов, недоделанных, блядь, этих, вот этих корреспондентов. Рамиль Рахматов. Рамиль Рахматов сам недавно, блядь, стоял с орденом каким-то, блядь, нахуй где-то. Если помните. Тоже один уебок. И он пишет самое интересное, блядь, про Рашита Ялалова. Депутат стал ключевой фигурой, да ведь? Скриншот со страницы Рашита Ялалова. И самое интересное... Чуть-чуть давайте прочитаем про него. Наша тема Башкортостан с Татарстаном. Политически озабоченный эксперт, журналист или даже пытливый читатель может отметить некую смену информационного фона, исходящего с Тукаева. С возвращением в республику Азата Бадранова тон стал значительно примитивнее, грубее и агрессивнее. Похоже, только этому его научил политотдел 3АК. Качество стало меньше, а количество искусственно увеличивается. В социальных сетях за последние 2 месяца появились десятки каналов сообществ, наведенных ботами, которые служат лишь одной задачей — уничтожения нашего издания. Перечислять и называть их нет смысла, тем более публикация в них тут же распространяется по всей сетке. А еще потому, что претензии на некую наукообразность, экспертность и комплекс Наполеонов выдает стилистику одного высокопоставленного чиновника. Однако в данной публикации мы хотим поговорить не об идейных руководителях и авторах этой сетки. Мы исходим из позиции, что страна должна знать каждого из помойных героев. В августе тукаевская сетка начала активно цитировать и репостить канал с аккаунтом некого Рашита Ялалова, части критики и оголтелой лжи в адрес нашего издания и личного издателя Рауфы Рахимовой. Не стоит думать, что Рашид Ялалов появился недавно. Свой поток сознания он публикует уже не первый раз, просто про хабировскую сетку канала его включили совсем недавно. Хотя этот персонаж знаком автору уже много лет. И я могу утверждать, что это далеко не первая политическая проституция, привертыш в информационной обойме команды Хабирова. Не помню точно даты, то ли 2012, то ли 2013 год, ныне иностранный агент, а тогда корреспондент «Коммерсанта» Уфа и член партии «Яблоко» Артур Асафьев пригласил меня на судебный процесс в райсуд Уфимского района над неким сельским депутатом Ялаловым. По телефону объяснил, что якобы злобная гебня вместе с судьями и чиновниками мстит ему за раскрытие схематозов по земле в Юматовском сельском поселении. Как журналист я тогда посетил несколько заседаний. Подсудимый Ялалов версия о мести в свой адрес со стороны чиновников ФСБ судей повторял не один раз и тем не менее был осужден за мошенничество. Мол, вымогал деньги как депутат с какого-то предпринимателя при постройке детского сада в Юматово, а его крепануло ФСБ. Потом будут суды следующих инстанций, что-то с него снимут, меру пресечения приговор смягчат, но по факту это будет осужденный гражданин. В момент следствия и судебного процесса Рашид Ялалов был депутатом-самовыдвиженцем. О его реальной политической ориентации мог говорить тот факт, что на судебных процессах постоянно присутствовали представители либерального направления, в частности яблочники. Если СМИ, в том числе и наши издания о процессе Рашида Ялалова написали по факту, но не без доли сочувствия, то либеральные ресурсы ему явно симпатизировали. Однако в какой-то момент сельский депутат вступил в «Справедливую Россию», региональное отделение, которое тогда контролировалось соратником Ради Хабирова и которое было в оппозиции главе республики Рустему Хамитову. После своего приговора Рашид Ялалов просто исчез из информационной повестки на много лет. Кстати, во время судебного процесса всяческую поддержку ему оказывала супруга Татьяна. Позднее даже на работе педагогом она открыто демонстрировала и пропагандировала оппозиционные взгляды.
На рубеже текущих десятилетий в одной запрещенной ныне социальной сети появился аккаунт Рашид Ялалов. Публикации на нем носили исключительно оппозиционный характер, например, в связи с событиями на Кушта практиковался Ради Хабиров. Ранее другие аккаунты в соцсетях с такими именем выражали явную проукраинскую позицию. Например, радовались гибели ополченца ДНР Гиви. Господин Ялалов может сказать, что создавал множество аккаунтов и не обязательно все публикации принадлежат именно ему. Но анализ даже локальных чатов и сообществ говорит об обратном. Есть же еще один конкретный эпизод. Один из его постов там носил оскорбительный характер в отношении нашего издания. В личной переписке с этим аккаунтом я спросил, чем вызван этот несправедливый пост в адрес нашего СМИ, который во свое время существенно освещала судебный процесс Ялалова. Внятного ответа и обоснования тогда не получил, но убедился, что аккаунт действительно зарегистрирован именно этим человеком. После на несколько лет я снова забыл о существовании Ялалова. В 2021 году, как пишет Уфа1.ру, Ялалов якобы пытался получить политическое убежище в США. Через 5 часов посадка, еще через 10 часов самолет приземлился в аэропорту Кеннеди. Далее придется сделать самое главное и волнительное, это шаг в бездну. Попросить убежище на паспортном контроле, и ты уже не принадлежишь себе. Душа на части, сердце в клочья, душат слезы, поделился эмоциями мужчина. Тогда я даже не обратил внимания на этот эпизод, поскольку выводы об этом персонаже уже были сделаны, а в информационных, в общественном пространстве его звали практически никак. Однако ближе 21 года, когда риторика Рашида Ялалова стала провластной, его супругу назначили директором школы в Юматово. В локальных и сетевых сообществах он снова появился ближе к концу 2022 года. В местных группах его обвинили в неподобающем поведении в местной школе. В это время его супруга Татьяна уже была директором школы Юматова, цитируем выступившее в силу решения суда Уфимский район РБ. 21 декабря 2023 года прокурор Уфимского района с инициативой Уфимского района был направлен для рассмотрения обращения родителей, учащихся МОБУ СРОШ деревни Юматова, из которого следует, что директор школы деревни Юматова Ялалова ТВ ведет себя агрессивно как в отношении учителей, так и в отношении детей. Резко снизился уровень успеваемости, уволились большая часть финансированных, начался отток детей. Особое опасение родителей вызвало постоянное нахождение в школе супруга Ялаловой ТВ, Ялалова этого Рашидовали, который не является ни сотрудником школы, ни родителем, называет себя советником директора в сфере образования, не работал, имеет судимости в школе, ведет себя неподобающим образом, заходит в раздевалку к девочкам и отпускает вульгарные шутки в сторону педагогов. Это мы цитировали постановление Уфимского райсуда. Также мы связались с жителем Юматова, который тогда был учеником местной школы. По этическим соображениям мы не станем называть его имя, все это руганем вы можете увидеть в пабликах. Отметим, что этот человек не скрывает свою личность и от своих слов не отказывается. Татьяна Ялалова появилась у нас как по щелчку пальца. Рашида Ялалова после приговора суда мы вообще не видели на улицах села. Чем он занимался, мы, детвора, и не знали. Жена его вроде где-то работала, а потом ее в один момент назначили директором школы. Я тогда учился в 9 классе. Сразу начались конфликты в коллективе школы. Травили мою родственницу учителя. Мне угрожал он сам. Рашид Ялалов не занимал никакой официальной должности в школе, но вел себя как хозяин. Как будто не его супруга, а он был директором школы. Касательно того, что он якобы заходил в женский туалет и раздевалки, могу сказать только следующее. Про туалеты не слышал, а вот про раздевалки это было при мне. Под неизвестными мне предлогами что-то сделать или отремонтировать он заходил в раздевалки девочек. Что там было достоверно, я не знаю. Я не заходил в женские раздевалки школьниц. Но крик девчат мы слышали и видели этого человека. Я не хочу ни на кого клеветать или выдумывать. Я просто не понимаю, зачем он туда заходил, если он не учитель, не завхоз или другой работник. Несмотря на конфликт интересов, Рашид Ялалов каким-то образом был назначен председателем наблюдательного совета школы и, вероятно, прямо вмешивался в образовательный процесс. Примерно в этот же период риторика Ялалова стала резко провластной. И вот с сентября 2022 года до этого года в общественном Юмате происходил неприглядный, некрасивый спор с набегами ботов, анонимов и взаимное оскорбление. Как-то ругал Ялалов, кто-то напротив хвалил в пользу оппонентов читы Ялалов говорил тот факт, что свои жалобы они направляли в правоохранительный орган и инстанции. Мы не можем сегодня сказать, почему неизвестно о результатах доследственной проверки по жалобам жителя, но это на то,
что какой-то мужчина якобы заглядывает, что ли, в школьные женские раздевалки, то ли в туалеты. Зато по жалобам родителей школьников и педагогов Юматова свои проверки проводил в качестве учредителя школы администрации Уфимского района. Комиссия администрации выявила ряд дисциплинарных нарушений со стороны директора школы. По итогам этих проверок, которые начались по распоряжению еще главой района Вилория Угарова, а завершились уже при Николае Ельникове. А с Татьяной Ялаловой трудовой договор был расторгнут. При этом трудовой договор был расторгнут и не по дисциплинарной статье, а по инициативе работодателя. Есть такая статья в Трудовом кодексе РФ, что учредитель может уволить руководителя в одностороннем порядке. Здесь, наверное, стоит отметить такой примечательный момент. В ходе происшествия избирательной кампании, ближе к ее завершению, провластная сетка выдала наезд на главу Уфимского района за якобы его заигрывание с КПРФ. Похоже, что Ялалову, как элемент этой сетки, просто позволили попытаться отомстить Ельникову. Ведь не просто так Ялалов наезжает на главу Уфимского района уже со страниц официального горобзора. Татьяна Ялалова пыталась безуспешно оспорить свое увольнение через суд. В опубликованном решении Уфимского суда мы отметили несколько любопытных моментов. Как правило, в трудовых спорах прокуратура побольше Татьяны Ялаловой все случилось наоборот. Из-за постановления суда следует, что проверками в школе были выявлены нарушения финансово-хозяйственной деятельности, допущен конфликт интересов, а безработный Рашид Ялалов действительно шарахался по школе. В итоге суд признал, что процедуры наложения взыскания на Татьяну Ялалову были нарушены, за это ее возместили моральный ущерб, в 20 тысяч рублей. Однако факты нарушения были признаны, и суд отказался восстанавливать Ялалову в должности. Решение суда было вынесено в мае этого года, вместе с ним выросла провластная информационная активность самого Рашида Ялалова. В августе в сети Telegram появился одноименный аккаунт, при этом первые публикации в нем имеют очень специфическую стилистику, которая отсылает нас к опубликованным статьям и постам руководителя внутрянки Азата Бадранова. Не будем тут проводить кучу аргументов в пользу этого, тут достаточно учесть уровень самого Ялалова, принимая обороты претензий на экспертность, и становится все понятно. И вот буквально на днях контролируемая администрация главы РБ издание Горобзор.ру начало выпускать рубрику с претензией на некие политические итоги недели. Не будем особо повторяться, что стилистика и нарративы, а также желание доказать, что критики действующей команды все врут, снова с головой выдают истину автора. Формальным аналитиком и автором указан все тот же Рашид Ялалов, которого уже называют журналистом. О как! Теперь этот персонаж целый журналист, не работал ранее в СМИ и не имеет профильного образования. Не буду греха таить, а я такого образования тоже не имею, но в первые годы своей работы в СМИ я даже не смел себя назвать журналистом. Это пришло только с годами работы. А тут человека с весьма сомнительным прошлым сразу же назвали журналистом, бросили на амбразуру защищать даже не Ради Хваридовича, а в большой степени Азата Бадранова. Руководитель внутренней политики вообще на прошлой неделе разошел, уже не стеснялся выпускать статьи во славу себя, такого профессионального, на котором вся команда и Ради Хваридович только и держится. За всеми этими методами создания фейковых информационных сеток прямой лжи, выдуманных существенных спикеров, искусственных конфликтов и проблем, вовлечения в игру сомнительных персонажей вроде Рашида Ялалова четко прослеживается почерк одной политической проститутки, признанного иностранным агентом Ростислава Мурзагулова. О, блядь, нихуя себе! Его нынешний ученик и преемник менее интеллектуален, менее сентиментален и более агрессивен. В копилку его метода добавились доносы, физические расправы и примитивная ложь. Похоже, что господин Бадранов не понимает, что введение в оборот таких Рашидов Ялаловых будет иметь отсроченный негативный эффект уж не для него, а для самого главы РБ. Тут впор напомнить, что такой же политический информационный торпедой сейчас Ради Хабиров прислуживает депутат и председатель Зульфия Гайсина. Она тоже в прошлом имела мутный бэкграунд с долгами, защиты обманутых дольщиков. Гайсина состояла в сетке одного известного беглого олигарха, а на митингах в Уфе запрещенного и признанного иноагентом движения покойная политика кричала прямым текстом, что президент вор, а потом резко переобулась и стала верной соратницей Хабирова. С другой стороны, если Башлова смогли увидеть в необходимость этого неразборчивости методов, то дурака и жалеть не стоит. Буквально в момент выпуска данного материала, как по совпадению, стал поступать еще большой поток как на Рашида Ялалова, так и на других исполнителей, даже не про хабировские, а скорее про Бадранов сетки. Мы решили обратить внимание на отдельных исполнителей и далее будем называть вам их имена.
Ебать, такой текст нахуй. Ну, что я могу сказать? По именам пройдемся. Пруфы. Это наезд, точнее, вот этих уебков, кого вам перечислили, наезд на пруфы. Пруфы таким образом все это дерьмо вывело наружу. И самое интересное, Рауфа Рахимова это то же самое Фарида 2. Фарида Курбангалиев 2. Урыслар белән тапить итә торган хатын. Ул безгә бер нахуй игелек, яхшылык китермей бер кашанда. Потом перечислены вот эти имена нам нахуй не нужны. Вот этот Рашид Ялалов, понятно, мы поймем, кто такой. Понятно. С бадрановской темой. Понятно. Мурзагулов. Этот ебаный Мурзагулов еще роль играет тут. Охуенно. Короче, все в флаконе. Мурзагулов, Фарида Гурбангалеева, Рашид Ялалов, Бадранов, Хабиров. Вот. Мына буларны башын точно алырга нахуй. Безгә берсе дә ала кирәге юк нахуй. Берсе дә нахуй. Берсе. И шуларга то, что они друг друга на күтен ашалар еще, вот это пруфы, этот Рамиль нахуй сам, который писал тоже, Рамиль Рахматов, блядь, тоже нахуй нам не нужен, блядь. Понимаете смысл какой? Вот уже отсеивание людей идет, манда. Если кто эти имена знает, я тоже пытаюсь узнать эти имена по фотографиям, там, этот. Примерно так. Меня олар бар, юг, нахуй, похуй меня, блядь. Я их в лицо, нахуй, не знаю, блядь, поголовно их. И в итоге понимаем просто по именам. Мурзагулов кто такой? Блядь, Рашид Ялалов, понятно, какой-то мужик, блядь, нахуй, старпер, блядь, непонятный, блядь. И самое интересное, блядь, если это уебки из Юматова, нахуй, из Юматова, это уже как бы звоночек. Это уже звоночек, блядь, именно для меня, блядь. Для зачистки, нахуй, вот таких гондонов с башлыклары, как он сказал, да, башлыклар üstünden. Поэтому и мы услышали еще имена, какие-то узкожопые имена по Юматова. Это уже, блядь, нахуй, меня приводит к психозу тому, что, блядь, нахуй, Башкортостан, блядь, Татарстан, ладно, понятно. Пока давайте про Башкортостан. Само собой, зачистка всех, блядь, всех этих, блядь, манкуртов, узкожопых будет однозначно. Да хрена что-то имен узкожопых везде, блядь, в провластных местах, блядь. Везде, блядь, нахуй имена узкожопые, блядь, всякие хуи сидят в мэрии, сидят там под Уфой, под Юматово. Чё за хуйня, блядь? Полная зачистка, нахуй. Плюс. Я считаю, что вот это я всегда хотел добавить, блядь, зачистка будет само собой по всему Башкортостану, Перми, Коми и так далее. Это понятно. Но именно и я призываю тех, вот таким образом будет зачистка еще идти, по своим районам. Вот кто по своим аулам, по своим районам, куда вы относитесь, допустим, да, вот эти места зачищаться будет, блядь, нахуй первостепенно. Это что означает? Это означает то, что, блядь, Башкортстанда безнең белән кергәндә кем кайсы районнан була, шул районны полный нахуй сез беләсез кем кайда нәрсә, зачищать будете вы сами. Я свой район буду зачищать, вы свой. Не защищать, а зачищать, блядь. Полностью юб, кырып, сыбырып, стартып чыгарган нахуй. Снести всех нахуй оттуда, блядь, нахрен. Поголовно, блядь, нахрен. И, само собой, кто это все это будет делать, мы и будем состоять из той делегации парламента и Курултая, который будет возводиться Башкортостанда, который будет выдвигать президентов и так далее. Ну, конечно, эту всю тему выдвигать будет народ, но, как говорится, рассматриваться будет именно нами. Потому что, блядь, нахуй, туганлык, деген әйберләрне нахрен, вот таких всяких бадранчиков нахрен, с ихними родственниками нахуй, притягивать никто не будет. Бадрановские родственники пизделей получат, блядь, до жидбуна нахуй. Хабировская басота то же самое, блядь. То же самое. Армянская хуитация вообще испариться должна из Башкортостана, блядь. Вот вообще нахуй.
Вот какая-то сука, блядь, из хабирской басоты, нахуй, армянской, будет где-то услышана, блядь, должна будет покинуть Башкортостан, страну, блядь. Останутся вообще другие армяне. Если захотят они жить, другие армяне должны быть они. Вообще другие, нахуй. Не захотят, она Армянстанга пусть пиздуют, нахуй. Хорахолок, блядь. Черножопые, пусть туда пиздуют, нахуй. Я, блядь, нахуй, нацист, нахуй, буду против армян, блядь. И со стороны узбеков, нахуй, месть для них будет, нахуй. И со стороны особенно башкиртов, которые, блядь, заполонили, нахуй, мое детство, получается, мое, точнее, не детство, а мое прошлое, блядь, история моя Узбекистана, этими дашнаками, нахуй, переполнена, блядь, вся история. Тут еще, блядь, в новом моем Башкортостане будут еще там где-то, блядь, сука, вассалы ебаные армяне. Нихуя, нихуя. Армян, нахуй, нихуя не будет там, блядь. Шулай. Как хотите, нахуй, меня называйте, нахуй, сектом, нахуй. Буду лучше, блядь, нахуй, оголтелым нацистом, блядь, но армян не будет, нахуй, Башкортостанда. Вон, Пашаняна своего, нахуй, за жопу берите, нахуй, ебите его, нахуй, во все щели и там живите. Надеюсь, я вам ответил, армянлар. Ашулана сызма, юкма, сыкми, нахуй. Похуй, блядь. Я лучше, нахуй, цыган запущу, вон, с этого, с Челябинска. Цыгане пусть живут, блядь. И то, нахуй, не как вы, блядь, нахуй. Подъебыши ебаные, блядь. Так. Давайте, что за хуйня тут? Пескова будешь изображать, блядь. Фейгин, блядь. Вот они собрались, совещание собрались, этот. Слышь, Медведев, заходи, садись. Да хватит жрать, пить, сука, садись. И он говорит, значит так, мы сейчас, говорит Путин, будем изображать, что мы все за переговоры. А почему будем изображать, понимаешь? Потому, мудак, потому что нам, если мы открыто скажем, что мы против переговоров, этим томагавков надают. Пескова, будешь изображать, что мы рассматриваем предложение Трампа, они неинтересны. Я, значит, буду говорить, мы всегда были за мир, но Киев не готов. Вот это, нет, слышь, это как его, это, Орбан мне позвонит, и я, значит, вы прокомментируете, скажете, что я сказал, что мы-то за мир. А ты, иди сюда, Герасим, иди сюда. Что у нас там? Вот тебе срок и цигель до 20-го, чтобы меня Курскую область освободил и занял там, например, Покров. А мы будем изображать, что мы все за мир. И что это Киев сопротивляется. Понимаете? Вот они собрались, совещание собрались, слышь, Медведев, заходи, садись. Да хватит жрать, пить, сука, садись. И он говорит, значит так, мы сейчас, говорит Путин, будем изображать, что мы все за переговоры. А почему будем изображать, понимаешь? Потому, мудак, потому что нам, если мы открыто скажем, что мы против переговоров, этим томагавков надают. Песков. Понятно. Изобретатели ебаные, нахуй. Томагавки, хуегавки вам, блядь. Гавкать будете там, нахуй. Когда у вас этот на кол вас всех посадим, блядь. Так, что тут творится? Всю роту 70 человек разъебали, остались единички. Дроны летают, добивают раненых. Все разъебано. Все нахуй. Российские военные делятся своими пессимистическими впечатлениями от войны в Украине. 54 секунды, давайте послушаем. Что они там пиздят? Пиздец, короче. Нас разъебало. Идем с мечом на эвакуацию. 10 дней просидели в полной жопе. Да, брат? Хорошо повоевали. Охуенно. Птички летают, добивают раненых. Так что вот так вот, если дойдем, будет заебись. Дай бог. Все разъебано, все нахуй. Леса нету. Деревни нету. Нихуя нет. Присел тоже нету. Всю роту 70 человек разъебали. Остались единички. Ой, сука, господи. Господи, вспомнил, про Господа вспомнил там. Где уже он еще аккумулятор нашел на свой телефон? Снял
Ладно, хоть додумался снять, блядь. Поэтому узкожопые пидорасы. Тут работает, блядь, нахуй тот ваш призыв, который когда-то, помню, блядь, один дед мне в Москве говорил, блядь. Кто нам с мечом, тот от этого меча и сдохнет, блядь. Вот как раз это по вашему, как говорится, душам, блядь, нахрен вашим, сраным, блядь. В Украину зашли, и вы получите от ихнего меча, нахуй. Понимаете, да? Так что бумеранг, нахуй, никто не отменял. Поэтому, узкожопые, вы поймите одну вещь, что вы за своего Путина, нахуй, блядь, думаете, что вы победите или что-то там произойдет, блядь, нихуя, нихуя. Вы, блядь, глубоко, нахуй, ужас, ужас, блядь, ошиблись как, блядь, нахуй. Движухи же он хотел, блядь, ваш дед, блядь. Ебучий, блядь. И вот вам, нахуй, движуха. Ужас, ужас. Так что вот так. Он даже так сарказмом, блядь, рассказывал это все кому-то, да, кому-то в эфире, блядь, нахуй, в своем, блядь. Никто его даже не спрашивал. Он просто, блядь, тупо рассказывает об этом, нахуй. Это уебок, блядь. Точно уебок, блядь. Как бы вот так сидит, вспомнил мысль. Ужас, ужас. У него где-то там в голове мысль есть, но он высказывает только какие-то отбросы слов своих. Ужас, ужас. И все вот. Движуха. Пиздец. Вот этот ваш дед, который, блядь, такой весь, блядь, движухи, нахуй, пытается, нахуй, вами, нахуй, манипулировать, двигает вами, блядь, да, эти он, и создает ужас, ужас, блядь. Нихуя себе, блядь, нахуй. Что аж, блядь, люди пишут, блядь, тут видосы, ну, явно чувствуют, что они сдохнут, наверное, пишут видосы, что из 70 человек осталось там 2-3, блядь, там пиздует, блядь. Вот и все. После этого, не знаю, нахуй, блядь, если башкортлар, татарлар, блядь, идут за это умирать, я не знаю, блядь, какие-то ушлые, узкожопые выехали, блядь, съебались, нахуй, Себастьяну, блядь, там, по другим странам. Но вот даже внутри, которые остались, получается, такой же быдло, да, остался народ, блядь, который не может, блядь, хотя бы как Пригожин, блядь, поднять оружие и пойти, блядь, против Москвы. Узкожопые, нахуй, блядь. Вы же, блядь, можете тоже пойти, блядь, против Москвы, блядь. В чем проблема ваша? Ваша-то в чем проблема? Или вам интересно, вот в вашем-то понимании оно как раз-то и идет, блядь, в узкожопом понимании, что когда вы на войне, ваши жены остаются и ебутся с другими. Че, они будут ждать тебя, что ли? Золотого такого, блядь. От тебя только они будут ждать деньги. А трахаться будут с соседом твоим, другим Иваном. Ты тоже Иван, ну и другой Иван, который будет радовать ее, блядь. А ты им будешь подкидывать бабки, нахуй, каждый месяц, если тебе дадут еще эти деньги. Вот из этой категории. И это касается каждого. Башкортостана, Татарстана, я уже высказывался об этом. А вот про Иванов, кстати, это просто пришло в голову, что у вас такая же хуйня, блядь. И ваши, блядь, мандаложки только так, как говорится, швейные машинки дают, блядь. Всем подряд, притом, блядь. Потом хуй поймешь, кто там родился, блядь. Ой, блядь. Вот. Как раз я же что-то говорил, вот дошли до этого, да, вот где-то я вот здесь видел, значит. Сувалский коридор. Россия, Калининградская область, Литва. Ну, Литва, Польша. Сувалский коридор. Вот из этой категории. Вот давайте послушаем. Фейгин тоже, блядь.
пиздит. Если ему уступят Украину, то на утро, после того, как Украину сдадут, вот тут он скажет, а у нас не все еще. У нас, знаете, что? Вот. А то вот у меня тут Молдова, у меня танки уже стоят, готовы в Молдову зайти. Мы с Грузией сейчас разберемся. А Сувалковский коридор? Мы же говорили про какой число? Ну, вдоль границы. Вот Литвы и, значит, Польши до Калининградской области. Мы же вам говорили об этом. Это следующий этап. Они это пока отодвинули. Только умные, прошаренные типы, зная, что из себя представляет российская власть, знают, что это ненадолго отодвинуто. Если ему... О. А нахуй этому Фейгину это все интересно? Просто попиздеть, что ли? У него, блядь, сколько там? 2 миллиона людей сидят. Ему это надо? Вот задумайтесь, блядь. Узкожопые, блядь. Фейгину это ему надо? Нет, нахуй? Вам объяснять об этом. Чувак из Самары. Он спокойно может тут во Франции жить, блядь. И живет во Франции. И, как говорится, хуй не дует. Так, вот здесь что? А это видео сделано в Киеве. Роман Ленивов. Какое видео, я не могу понять, блядь. Вы какие-то вопросы задавайте правильные. Может, отвечу. Я, кстати, почти все комментарии читаю всем. Ну, пытаюсь. Вот здесь тоже не понял. На мову переходить чепуха. Это хуй, блядь. Чепуха это ты, блядь, ублюдок, блядь. Валентина? Что за Валентина? Мутота какая-то, блядь. Сука, узкожопые... Я же до этого только высказывался. Узкожопые, что, нахуй, свой язык уже, блядь, разговаривать разучились? Ублюдки, нахуй. Я поэтому и говорю же, блядь, нахуй. Вы тупорылые, нахуй. Так. Советский Союз. Ну-ка, о чем тут? Наберите воздуха в ваши легкие и не бросайтесь писать, что такого не было. Было. В первые годы советской власти знакомая всем пятиконечная звезда на знаках отличия, плакатах и на главном советском ордене была перевернутой. Вот типичный плакат тех лет. А вот фотография. И, наконец, высшая награда и единственный орден СССР тех лет, орден Красного Знамени, тоже с перевернутой звездой. А это главный символ одной организации. Промолчу какой. Погуглите. Ждем ваших комментариев. Подписывайтесь. Нас. Прикиньте, перевернутая звезда. Ну да, намекает на это организация, блядь, нахуй. Звезда Давида, блядь, это ебучий, нахуй. Яхутская, нахуй. Движняк, блядь. Ну, кто его знает, блядь? Какая хуй разница, какой, блядь, там знак, блядь. Меня убивает одну вещь, блядь, нахуй. Люди, которые по каким-то знакам, по каким-то вещам, блядь, трутся, переговариваются, как шаманы, блядь, нахуй. Поймите, не в знаках дело. Вот как до этого я говорил, блядь, вот этого горы, блядь, нахрена за Куштау там, потом сейчас началась болезнь, то, что Салават Юлаева уберут, блядь, опять эта болезнь началась у них, блядь, нахуй, до этого Заки Валиди убрали, болезнь у них, эй, туғанлар, оңнағыз, біз мусульман, бізге до пизды должно быть это, вообще похуй, что там, блядь, статуи, не статуи, какая разница, разница наша должна быть в том, что, блядь, нахуй, нам цель от того, что там вот эта звезда перевернутая, звезда Давида, не Давида, да вообще похуй, блядь. От этого, блядь, нахрен, что она перевернута, ты узнал об этом, тебе
плохо стало или хорошо, от этого все равно ничего не изменится. Салават Юлаева захотят, уберут, то тоже ничего не изменится. Изменится только тогда, когда вы уничтожите Москву. Вот сами тупо встанете и уничтожите Москву. Вот только тогда вы поменяете все. И звезды красножопые нахуй комсомольские не будете носить. Ничего не будет у вас. Перевернутая звезда Давида в этой, всяких вот этих звездах. Ну и что с этого? Ну если Ленин яхудом был, ну наверное решил, блядь, звездой Давида перевернуть его. И что с этого? Да и похуй вообще. Если оно говорит о том, что типа евреи рулили, ну если запустили узкожопые, блядь, в пидорасию евреев, ну они будут рулить, конечно. В чем проблема-то, блядь? Поэтому я вам и говорю, блядь, Башкортостан, Татарстан захватим мы будем рулить. Без башкортлар будем рулить. Если вы слабинку дадите, захватят нахуй кто-нибудь, китайцы, допустим, китайцы будут рулить. Все зависит от того, что сені қолыңда нәрсе келе. Еврейларның қолынан келген екен, молодцы. Молодцы. Захватили весь коммунизм нахуй и ебали весь народ. Молодцы. Евреи, получается, значит, этого какого-то ебаного грузина нашли, Сталина воткнули. А может, Сталин тоже уже был нахуй евреем, блядь. Не знаешь же, блядь. А нихуя не грузином. Вот и все. Рулили над вами евреи. В чем проблема? Они тоже хотят жить, рулить хотят они. Они не хотят работать. В чем проблема? Проблема в нашей голове. Вылазить надо из этого дерьма. Вылазить. И вас никто, блядь, нахуй не держит, блядь, в кандалах, чтобы вы не вылазили, блядь. Кстати, блядь, не как в прошлом, блядь. В 21 веке живете, в кандалов нету. Вы можете взять в ружье оружие, бомбу, хоть что, блядь, и идти на Москву. Вообще проблем нет. Это вы сами себе сделали какие-то зомбоящики, какие-то шаблоны, и внутри этих шаблонов не можете выйти. Что, ой, нам плохо будет, как Дагестан. Да танционщиками. Мы сдохнем от голода, нахуй. Вот наш лайрах созда, блядь. Ваш, блядь, страх создает вам и кишен кулағызға, и вот эти, сука, кандалы, наручники, и на ногах везде. Это ваш страх. И самое главное, в наручниках ваше сердце. Ваше сердце, блядь, нахуй. В вашем, в навсе, подсознании. Заложники. Ваше сердце в подсознании вашем. Которое вы не можете, блядь, нахуй сломать. А почему не можете? Потому что вы манкурты, во-первых. И Аллах Тәаләмгә сез тәвәккәл кыла белмәгән халыксыз. Что вы думаете, Шамиль Аляудин, эти, блядь, Камиль Хазраты, эти пидоры, блядь, нахуй, они Аллаға тәвәккәл кылган муллалар, имамы, что ли? Аллаға тәвәккәл кылган имамлар иманлы була. А буларда иман просто. Есть люди, которые читают Коран, есть, которые изучают всю жизнь, но амал кылмыйлар, гамал кылмыйлар. Гамал кылмаганлар по Корану жить. Вот это и есть вот вам пример мощный. И в Чечне то же самое, и в Дагестане, Башкортостан, Татарстан, хоть шулай, по всем регионам. Если ты хочешь даже в православии и даже в католическом этом жить, ты должен, как говорится, гамаль ясарга. По-русски вот я даже это слово не могу, амаль. Блять. По-русски не знаю даже это слово, блять. Ну, типа, могу объяснить другими словами.
типа, соблюдать. То, что ты предписано тебе, ты должен соблюдать его. А не так, что просто пошел там, хутбу прочитал, намаз сделал и все. Это не амаль. Амаль масбу. Это просто твое задание каждый день. Это лично твое задание каждый день. А вот именно делать вот это, амаль, это не каждому нахрен. Ну, бля, началось опять. Опять фейки понакидали, блядь. Бога нет, Бог есть. Блядь, так, что за хрень, блядь. Вот так вот. Мне кажется, эти боты набежали. Боты. Гуманоидские, нахуй. Десять тысяч просмотров у меня. Часов. 10 тысяч часов просмотров. Какой-то такой этот пришел смс мне. Где это такой нахуй я? Сейчас зашел, блядь, в комментарии, мне пишет, блядь, овца какая-то нахуй. Давайте озвучим при вас сразу. Дорогой узбек, займитесь своей страной, пусть все ваши граждане вернутся, пусть строят в Узбекистане свою страну, обеспечьте плиз, а то орешь, а толку мало. Ирина Стерзер какой-то, ну стерва, наверное, Ирина Стерва. Ирина Стерва, мандалошка сраная нахуй. Я тебе сразу отвечу. Я вообще-то из Башкортостана. Если ты, мандалошка сраная нахуй, не понимаешь свой узкожопый язык нахуй, я тебе на узкожопом языке объясняю, мразь ебаная нахуй. Я из Башкортостана. И мне куда-то возвращаться не надо. Им тоже куда-то возвращаться не надо. Им приезжать не надо, во-первых, узбекам. Это раз. Второе, ублюдочная мразь. Второе, я тебе отвечаю, что я из Башкортостана, из Татарстана, имею в виду. И вот это все находится в этой пидорасии. Из этого мы хотим выйти. И я лично к тебе, Ирина Стерва, приду ебать тебя, в рот надаю тебе. Договорились? Пиши адрес, уебище ебучее нахуй. Второе от нее нахуй написано, блядь. Нихуя себе, 3 часа назад написано. Я как бы, откуда я вижу? Я же в эфире. Ты взят на разработку. Не только ты. Все, кто входит в твое окружение. О, нихуя себе. И ржет такая, блядь. Ирина Стерва, я тебе еще раз говорю, нахуй. Хоть в разработку, хоть переработку, нахуй, бери, блядь, нахуй. Сына, блядь, нахуй. И Путина, и всех вот этих уебков, кто там, нахуй, мне, боты, не боты, нахуй, всех найдем и выебем. Не ссыте, нахуй. Скоро. Скоро дойдем и выебем. Так что вы не думайте, что, нахуй, блядь, вы тут такие ха-ха ловите, такие невъебенные, такие все правильные, нахуй. Весь, ебаный в рот, тут еще
не в пройденных комментариях еще эта хуйня есть. Я вам потом скрины сделаю, как обычно. Что она пишет? Ирина Стерва опять пишет какую-то хрень. Непонятно где. Мусороизрыгатель, говори на своем языке. Слушать твой мусор невозможно. Ничего по делу. Мат-перемат, пустота и блевотина. Хорошо, что по-русски понимаешь. Говно человек. И мне плевать какой ты национальности. Каждый есть говноделы. Так вот, ты один из них среди своего народа. Позорщик своей нации. Печально. В семье не без урода. Ирина Стерва, я тебе еще раз отвечаю. Я тебе это заскриншотю, выведу и в ТикТок, и везде. Ты, как говорится, я не знаю, какой нации, во-первых, блядь, нахуй. Вот если ты пишешь на какие-то непонятные комментарии, вообще не зная, куда она пишет эти комментарии, но явно, получается, это Ирина Стерва даже может быть непонятно нахуй. Блядь, она пишет комментарии именно где я пишу узбекам. Вот туда она пишет. Получается, значит, может это мразь, блядь, сама по себе, блядь, узбечка, но манкуртка. Вот это тоже момент нужно, блядь, еще добавить нахуй. Ну, может, в то же время узкожопая. Видите, как, блядь, непонятно. Ну, эти же узбеки тоже себя ставят, блядь, пишут Вася, Петя, начинает себя нахуй так, блядь, ебашить имена такие. У них же тоже ебанутость есть в голове порой. Второе еще. Уже насчет Путлера, когда я говорю, блядь. Есть знакомые в Москве, узбеки, нормальные люди, но ты дебил, матерный, тобой займутся. Ну понятно, это узкожопая, которых, наверное, в Москве, которую драет какой-то узбек, наверное, и пытается тут защитить узбеков, короче. Понятно, понятно. Ну, мы почитаем, потом на эфире посмотрим от комментаторов, больше что-нибудь напишут, посмотрим. Так. А вот здесь вот нормальный комментарий, но почему-то попал тоже туда. Вот комментарий, конкретный комментарий из Алматы. Эту бабку гнилую сама надо обстрелять из ПЗРК. Кишетуголь шул хайван. Русня убила людей, а эта тварь оправдывает. Ну вот комментарий на какую-то вот ересь этой пидораски какой-то, да ведь? Из ТикТока, наверное. Из ТикТока, блядь. Точно, блядь. Понимаете, вот. Вот разница, блядь, нахуй. Разница того, что, блядь, нахуй, что за шваль, нахуй, сидит и так далее, блядь. А это еще пока мен өзімні битімні көрсеткенім yok, блядь. Битімні көрсетсем, онардан пиздец была бетінде, көресіз бетінде. Но ничего, я бою готов, нахуй. Хуйня, блядь. Будем, как говорится, разъеб, нахуй, производить жесткий, нахуй, и, как говорится, поцельно, нахуй. По Москве и точка. И точка. Шундыгаль, дуслар. Ну, просто пиздец, нахуй. Ладно, оставим так на примету. Сейчас телегу закину, чтобы поняли, что за хуйня, блядь. Это я так нечаянно зашел, блядь. Ну да. 1905 кишие 50 киши язылган. Язылганларга рахмат, но надеюсь безнекелер күбрәк язылгандыр инде. Башкортстан, Татарстан, потому что бит инде сездә сагат, миндә сагат 4. Я так, сагат 4 икән. Нихуя себе. Сездә бит инде сагат 8 бит инде уже, блядь, воскресенье. Башкортстаннан, Татарстаннан киши бармы монда, юкмы? Сейчас я в телегу закину это все дерьмо. То, что я начитался сейчас. Пиздец, блядь.
Да. Как он разговаривает, мне не нравится. Как можно не любить Россию? Фу, блядь. Ну ты пиздец, нахуй. Иди нахуй отсюда. Кажись, блядь, точно, рассвет нахуй, блядь. Как этот, от заката до рассвета нахуй. Эти шайтаны начали просыпаться нахуй. Сука, блядь. Срочно нужны лучи солнца, блядь, чтоб уничтожили их. Так. Ой, блядь, пиздец. Вот, давайте вот про орков как раз, блядь. Не зря, блядь, украинцы вас орками назвали. Орки за границей. Самолет Аэрофлота из Дубая в Москву пришлось экстренно приземлить в Баку из-за убойного пассажира. Потом они спрашивают, почему их никто не любит в мире. Посмотрите на эту свинью, типичный рашист. Давайте послушаем. Какое говно, блядь! Что ты мне делаешь-то, нахуй, тварь-то, нахуй, ходячая? А, какая тебе ебучая, нахуй. Какая тебе говно, блядь, ёб твою мать-то. Давай, 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 какая тебе говно. Ёбки у нас в России. Ебучий достусь. Ура, ура. Наконец-то, пускайте. Да, база грузит, база, ваша база, сраная база. Эй, узкожопые. Нажрались, что ли? О, привязали, блядь. Пиздец, орет еще уебок нахуй. Долбоебок привязали нахуй, об кресло нахуй. Ну это пиздец, это просто. Это просто пиздец, блядь. Да уж. О, блядь, тиктокер вышел нахуй. Чё пиздит он? Если вы меня необоснованно обвиняете, но и стараетесь оскорбить, задеть честь, достоинство клянусь Всевышним Аллахом, но для меня не существуют никакие законы, но чтобы отстаивать свою честь, достоинство семьи, народа, свою, но я буду использовать все. И я не оставлю тех людей, которые хотят запятнать честь, достоинство моего народа, моего рода, семьи и лично моего. Поэтому я пойду на все. И я вам обещаю дать ответ достойный, Главный тиктокер РФ Кадыров вместо извинений за сбитый его рукожопами гражданский самолет начал угрожать Азербайджану. Якобы его оскорбляют, пытаясь нанести ущерб чести и достоинству. Да, завтра выйдет вот этот еще этот, блядь, мудозвон, блядь, местный, блядь, этот Руслан Кутаев и скажет, чеченцы хорошие. И Кадыров тоже. Во всем виновата Москва. Вот из этой категории, блядь. Все пушистые зайчики такие, блядь.
в рот ебать нахуй их. Этот вот этот рыжая борода, блядь, Кадыров. И типа что-то пиздит нахуй против айзеров. Вот и есть, блядь, вот это. Поэтому я и говорю. Да я до этого говорил, я только это вижу, блин. Мне только закинули его. Закинули, оказывается, давно, блядь. Я только залез туда. Вот это и есть тот момент, что айзерам срочно пару самолетов в Украину солдат против Москвы. Это вот это и есть, как говорится, будет, точнее, блядь, тот момент, что помощь, так скажем, вся такая херня ответка, так скажем, за самолет. Жаль. Вот тут самое интересное. Дальше пойдем. В последние дни в Казахстане вокруг сети ресторанов Тануки разгорелся скандал. Как стало известно, все операторы колл-центра Тануки проживают в Пидороссии и являются русскоязычными. Ситуация обострилась после инцидента, когда один из операторов, не говорящий на казахском языке, сообщила, что не говорит на казахском, но при этом казах, который говорил с ней, прекрасно ее понимал, но специально продолжал говорить на казахском. Этот факт вызвал негодование среди некоторых казахов, которые начали звонить на горячую линию с угрозами в адрес русскоязычных сотрудников. Кроме того, в Дубль ГИС начали массово писать отзывы с националистическим высказыванием в адрес ресторана. Отзывы по типу «свиньям здесь не место» и «валите со своим бизнесом на родину». Меня зовут Ксения. Как могу к вам обращаться? Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Здравствуйте. Я, к сожалению, не разговаривала. Кешіресіз, сіз қазақ тілінде қызмет көрсете аласыз ба? Я не разговариваю по-казахски. Ксения ханым, мен сізден кешірім сұраймын. Мен сізден қазақ тілінде, мемлекеттік тілде ақпарат алайын деп едім. Сіз маған ақпарат бере алмайсыз ба? Я вас, к сожалению, не... Енді сіздің бастықтарыңызға осы мәселе бойынша қалай шығуға болады? Сіздің директорларыңызға осы сіз мемлекеттік тілде қызмет көрсете алмасаңыз, мен қалай барып арыз шағым айта аламын ол кісіге? Тұтынушы ретінде. Простите, я вас не понимаю, к сожалению. Тролли. Ксения ханым, егер сіз білмесеңіз, кешірім сұраймын, сіз қалай бұл орында отырсыз? Және егер сіз білмесеңіз, білетін адамды шақырып бере аласыз ба? Ксения ханым, Я разговариваю по-казахски. онда білетін адамды шақырып жіберіңізші. Сіз Тануки деген ресторан осы Алматы қаласындағы өте атақты және қымбат ресторандардың бірі ғой. Бұл Қазақстандағы ресторан ба, әлде Ресейдегі ресторан ба, әлде бізге қызмет көрсетпейсіздер ме мүлдем қазақша сөйлейтін адамдарға? Вы меня хорошо слышите? Вы слышите, что я вас не понимаю? К сожалению, не понимаю. Енді мен орыс тілін білмесем, мен қалай тапсырыс бере алмаймын ба? Әлде қазақша сөйлейтін адамдар сізден тапсырыс қабылдай алмайсыз, тапсырыс бере алмай ма? Әлде сіз қазақша сөйлейтін адамдардың тапсырысын қабылдамайсыз ба? Смотрите, у нас единая служба доставки. У нас Россия, Казахстан и Узбекистан. К сожалению, операторов, которые говорят на казахском языке, у нас нет, только на русском. Қалай сонда Қазақстанда қазақ тілінде сөйлейтін операторлар жоқ па? Қалай ол түсінуге? Алматы қаласы Қазақстанның қаласы ма, әлде мен түсінбедім сізді. Сіз Қазақстанда жұмыс істейсіз, дұрыс па? Енді қалай қазақша сөйлейтін бір операторды тіпті сіз жақсы өзіңіз қызмет көрсете алмасаңыз, шақырып беріңізші, қазақша білетін адамға қосып жіберіңіз, шақырып жіберіңіз. Я ни слова не понимаю из того, что вы говорите. Вот то, что я читал, я нихуя не понял. Вот когда я услышал это, я теперь понял, о чем речь. Теперь я вам давайте расскажу то, что я понял. Короче,
казах звонит в Алмате, в Тануке, это ебучий нахуй. Как я ненавидел это Тануки нахуй, это пидораси нахуй. Самый уебищный нахуй ресторан, блядь. И вот этот ебаный Тануки, оказывается, он же всяко, наверное, приперся, блядь, нахуй с пидорасии почему-то в Казахстан. Явно. И своих операторов тоже использует из пидорасии. Не осужился, блядь, взять в Казахстане своего оператора для местного населения. Это раз. Это означает с моей стороны нацизм. Это, блядь, нахуй менсемаслик, блядь. Менсемаслик это как бы хуй не ставить, так по-русски, хуй не ставить казахов в Казахстане. И типа там и по-русски прокатит. Ну Тукайка же нахуй Путину пидорасу ответил на казахском. Типа здесь же и на русском что-то, и хуяк Тукайка на казахском начал пиздеть. Это, как говорится, по губам хуем, блядь, прошелся. Это раз. Потом вот этот ебучий нахуй Тануки в Алмате вообще нахуй можно взорвать ебеням нахуй, если не разговаривать по-казахски. Потом во Франции, это вам, блядь, личный опыт нахуй. Во Франции звонишь вот такие места, допустим, ресторан, конечно, я не знаю, но явно звонишь сюда, говоришь, я не умею говорить на французском. А вам какой нужно? Английский? Нет. Русский? Тебе дают русский язык. Перезвоните, говорит, через там 10 минут, и тебе дают русского оператора. Почему так? А потому что тут нет нацизма. А узкий мир приперся в Казахстан со своим, блядь, караваем нахуй. И там тоже пытается, блядь, работать в Тануке, но в то же время не додумался, что в Казахстане поставить переводчика казаха или там человека казахского происхождения или казаха, в конце концов, я не знаю, который знает казахский и будет отвечать на казахском, на русском, на английском, на любом, блядь. Вот это означает, нахуй, пренебрегать, хуй ложить на народ Казахстана. Вот это и есть та, как говорится, система, нахуй, нацизма этой пидорасии. Понимаете? Вот это и есть, нахуй, русский мир. В Латвии, блядь, орали, нахуй, что, блядь, стоматолог их принимал на русском. Ну, пару месяцев назад скандалик был такой. Вы не охуели, а? Деточки, нахуй, а? В рот вам, нахуй, или по губам пройтись, нахуй? Как вам, нахуй? Накидать, нахуй? Настругать, может, вам еще, а? В рот вам. Чтобы вы, нахуй, подавились спермой, пидорасы, а? Особенно казахской спермой, нахуй, а? Может, казахи надают вам в рот вам всем, блядь, а? По полной, нахуй, блядь. Вы вообще нюх потеряли, мне кажется, а? Вы думаете, что, блядь, каждая страна подавно, блядь, за Башкортостаном, Казахстан вообще не при делах. Это не мы, рабы. И вы, нахуй, там, блядь, ставите какие-то сраные тануки свои, нахуй. И, блядь, нахуй, у вас, блядь, оператор узкожопый, нахуй, который не может ответить, допустим, бабушка позвонила бы из деревни в Казахстане, которая в душе не чаяла, нахуй, ваш ебучий язык русский. Может, не знает она, блядь. И как она, вот, захотела она похавать, короче, тануки, вот, понимаешь ли, суши-хуюши. А чё же она, блядь? Она не может тебе объяснить, что ей надо что-нибудь там, блядь. Соусом, без соуса.
Да, нахуй, блядь, нахуй. Это реально тут не то, что нахуй пидоросня, блядь, придет в Казахстан. А Казахстан скоро придет нахуй в пидоросню и выебет вас нахуй. Вот примерно вот так может быть. Но не наоборот. Потому что все косяки исходят от вас, ублюдки. Поэтому туганлар, башкортлар һәм татарлар, я еще раз сізге обращаюсь. Потерявший нюх народ, блядь, должен, блядь, осязать нахуй за километр нахуй. Запашок нахуй, когда, как говорится, за ним идут. И это наша задача. Не только одних украинцев, которые долбятся уже, блядь, с 2014 года, грубо говоря. Это не ихняя задача. Это наша задача уничтожить нашего ебаного, так скажем, псевдокороля нахуй. Который движуха нахуй в Украину поехал, блядь. Движняк ему надо, ребеночку маленькому, блядь. Поиграться ему захотелось, стрелялочки нахуй. Да. Это пиздец нахуй. Не знаю, блядь. Я остался без слов, блядь. От такого, блядь. Да уж, блядь. Так, вот интересный откопал, блядь. Про армян, блядь. Армянский криминальный авторитет мразь. Мразь, наверное. Это просто ухо режет. Мразь. Мразь. Отжимал гуманитарку, отправленную на фронт. Криминального авторитета Мраза Мытищинского задержали в Крыму. У лидера ОПГ, которому уже 4 года как пожизненно закрыт въезд в Россию, нашли поддельные удостоверения ветерана боевых действий и фальшивые госнаграды. Объявленный год назад России федеральный розыск криминальный авторитет Мурат Амоян, настоящее имя нашелся в Крыму, там члены ОПГ сделали ему поддельные документы почетного дружинника Крыма и ветерана боевых действий. С ними он целый год кошмарил чиновников и бизнесменов, забирая себе гуманитарную помощь. Покрывал Мраза другой армянин, его близкий друг, депутат Симферопольского района Крыма Дигам Маргарян. Сейчас Амоян уже арестован, его дальнейшую судьбу решают сотрудники. Новости из мира вечной борьбы. Вот вам нахуй интересные вещи. И после этого кто-нибудь нахуй готов против армян выходить или чё, блядь? Башкортостанда, Татарстанда? Кто у вас там кошмарит там, блядь? Только этот, блядь? Жена Хабирова? Одна? Это сучка? Или еще есть кто-то подобие вот таких? Мразы. Мраз.
Ну там видео тоже, если уж прослушивать не будем, нахуй надо. Да. На задержанном в Финляндии российском танкере ЕГЛ-С нашли шпионское оборудование для слежки за кораблями и самолетами НАТО. По данным ресурса, судно также подозревается по повреждению подводного кабеля Эстлинк-2 в Балтийском море. По информации Еле, действия Финляндии предотвратили более серьезные диверсии. Эксперт по морскому праву Александр Лот отметил, что танкер мог повредить не только кабель Эстлинк-1, но и газопровод Балтика-Коннектор и другие коммуникации. Напомним, танкер ЕГЛ-С из теневого флота России был остановлен 25 декабря после выхода из строя кабеля Эстлинк-2 между Финляндией и Эстонией. Судно, перевозившее российскую нефть в Египет, заметно замедлило ход вместо повреждения кабеля, что вызвало подозрение. Отметим, что за последние месяцы в Балтийском море было зафиксировано несколько инцидентов с повреждением кабелей и трубопроводов. Ну все. Саботаж, диверсия. Опять эти узкожопые мрази, блядь, нахуй лезут, как говорится, без вазелина не на свою территорию. То в Африке они, то, блядь, нахуй, тут нахуй. Сука, блядь, вам чё не хватает, а, ублюдки? Ну вы уже, считай, вы приговор себе приписали, блядь, нахрен. Вот нам только остается вот 50 тысяч набрать войска против вас, блядь. И я возглавлю это нахуй. По поиску, блядь, этой ебучей нахуй крысы нахуй путинской. Выкуривать его будем, этого гондона. Где вы там его засунете, там оттуда и найдем. Пидор этот подписал закон, позволяющий исключить движение Талибан из списка запрещенных в России террористических организаций. Блять, ну да, рука руку моет, блять. Какая хуй разница, талибаны или путинали, бля, какие-то, блять, нахуй. Одно и то же, блять. Даже, блять, Путин хуже, наверное, чем эти талибы, мне кажется. Айзера ужесточат миграционную политику по отношению к гражданам России. Айзера в ближайшие дни изменит правила пребывания россиян на территории страны. Заебись. Начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде ответил на вопрос местных СМИ о том, что с 1 января 2025 года РФ сокращает срок временного пребывания иностранных граждан, которым не нужна виза на территории РФ. Теперь он составит 90 дней в течение календарного года. Ранее 90 суток за 180 дней. По словам Гаджизаде, ужесточение правил рассматривается в контексте прав граждан Азербайджана. Страна будет исходить из принципа паритетности в вопросах временного пребывания и миграции. В связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила, касающиеся срока временного пребывания россиян на территории Азербайджанской республики. Но и Айзерам добавлю еще одну вещь. Вы же меня нахуй заебывали и на рынках, блядь, везде нахуй. Вам тоже то же самое касается. Я, блядь, про вас никогда не говорил, блядь. Вот вылупились нахуй. Вот придется про вас тоже пиздеть. Вы тоже нахуй больно дохуя, блядь, не церемонитесь нахуй. Как и узбеки, кыргызы, таджики нахуй. В руки нахуй взяли рынки свои нахуй и упиздили нахуй. Пиздуйте свои Азербайджан, там торгуйте нахуй.
освободите нам нахуй пидорасию, чтобы уничтожить этого Путина нахуй. Нехуй нахуй запошлять ихние рынки, блядь, обогащать их нахуй своим барахлом нахуй, своим помидорчиками, огурчиками бакинскими нахуй. Все, нахуй, заткнулись и в тряпочку нахуй. И отправьте лучше самолетов, пару самолетов в Украину. Вот ваша задача нахуй. Нехуй нахуй суваться, блядь, Башкортостан с Татарстаном подавно, блядь, со своим, блядь, баулами нахуй, своими огурцами и всякой хуйней, блядь. Примерно так, потому что нахуй нехуй мешаться, какие азиатам нам под ноги нахуй впутываться нахуй, потому что сиздин кулыгыздан бары кутагыш келмей, ярдам келмей сиздан, блядь, нахуй нам вы нужны, блядь. Шулай, надеюсь, я вам ответил. Хотя бы вы мозги не затрахивайте нахуй со своими рынками нахуй, своими овощами, хуищами. Наоборот, Путина надо оставить, чтобы он хуй сосал свой в дальнейшем, блядь. Так, глава Башкирии Ради Хабиров уже из Госдумы носом тыкают на плохую работу общественного транспорта, отсутствие уличного освещения и новогоднего оформления башкирских населенных пунктов. Причем речь идет о ближайшем пригороде Уфы, Новой Максимовке. А что же тогда происходит на периферии, сложно даже предоставить. Ну да, Уфы, Максимовка, Новой Максимовки, понятно, это узкожопые нахуй Башкортостана, как говорится, жалуются, блядь, на Москву, и Москва сразу откликается. А когда, блядь, нахуй башкортлар жаловались, блядь, насчет Куштау и так далее, никто ничего не откликался, блядь, или что-то в этом роде, если даже говорили башкортлар, никто ничего не делал. А тут, блядь, Максимовка, это сраная нахуй. Я понимаю, где это Новая Максимовка, блядь. Явно, наверное, это где-то, блядь, возле Затона, блядь, я даже не... Такое имя даже не помню, конечно, где оно может находиться, но явно возле Затона, нахуй, там есть Максимовка, нахуй, может быть, блядь, Миловка, блядь, Миловка точно там есть, блядь. Вот это зона узкожопых, нахуй, райончиков, блядь, я отлично это знаю. Поэтому, исходя от этого, нахуй, и имена тоже такие, Максим, Милый, нахуй, Миловка, Максимовка, блядь, Хуиловка, блядь. Вот. Поэтому задача какая? Задача, нахуй, блядь, убрать быстрее Хабирова. Поэтому кто там, нахуй, машины сжигал, блядь, какие-то там БТРы, БКРы, блядь, башкирское движение, взорвите, нахуй, дома все хабировские и этой жены, этой пидораски, блядь, Хабирова. Как ее там звали? Хуеле, блядь. Так. РПЦ хозяйничает на землях Башкир. Количество церквей и мечетей в городе Стерлитамак, Башкортостан, наглядное сравнение. Ну да, о чем проблема? Во. Стерлитамакта 4 мечети, а церквей 7 церквей. Пиздец, блядь. Стерлитамакта, блядь. Я же говорю, блядь, все церкви нахуй, блядь. Эти кресты нахуй Башкортостана, полная зачистка будет, полная зачистка, блядь, это однозначно, блядь. Мен кіре тұрған болсам, это однозначно, это мы сделаем, нахуй. И не надо мне гнать, нахуй, что я какой-то, блядь, какой-то озабоченный по исламу, туда-сюда, нихуя. Это просто, как говорится, бумеранг. Считайте, как говорится, бумеранг, нахуй. Вот, как говорится, мы же в 21 веке живем. Вот выражайтесь по 21 веку. Бумеранг, нахуй. Кресты. Убрание крестов это за, как говорится, Рамилю Саитову. Как говорится, что? Женщина, как говорится, ни за что сидит, что ли? Мы, как говорится, вспомним. Это бумеранг. Бумеранг за кресты, блядь. Для каждого, как говорится, найду я вам аргумент. Для каждого похода найду аргумент. И узкой общине тоже найду аргумент. У русской общины, блядь, вот это, которая ебучая, блядь, по Башкортостану, которая шастает и пиздит о чем-то, блядь, нахуй. Им, блядь, как говорится, сделаем так. Бутылочки из русской водки, нахуй. Каждому, нахуй. Кутеня, нахуй. Примерно так. И хорошим тротилом, нахуй, там. Бутылочка с тротилом, нахуй. Из русской водки, блядь.
Так, высотки вместо истории. Планы застройки за мечетью Ар-Рахим. Мэр Уфы Ратмир Мавлеев. А, вот этот еще. Мэр Уфы Ратмир, блядь. Мы тебя тоже будем запоминать. Утвердил проект застройки территории за мечетью Ар-Рахим. На месте исторических зданий и зеленых насаждений планируют возвести 5 жилых комплексов высотой от 14 до 30 этажей. Окей, окей. Нашел, как 30 этаж достроите. Иншаллах, мы зайдем. Нашел 30 этажда Ратмир Валеев, блядь, нахуй. Сені күтіңе, нахуй, бутылканы тығып, нахуй, запечатаем, блядь. И, как говорится, это будет, как говорится, открытие и в то же время закрытие, нахуй, вот этого всего. То, что ты там начал. Имей в виду. Так. Школу на 900 мест и подземные паркинги на 932 машины. Уфаға кірер алдынан, онда шул жерлер кутаққа ондай керекмей тұрған жерлер ол, блядь. Урын біткен как будто, блядь. Урын біткен, блядь. Нашел куда, что сувать, блядь. Как будто мест нету, блядь. Новые дома, новые проблемы. Площадь проектированного квартала почти 10 га, а население вырастет до 2500 человек. Но что будет с историческими памятниками, таким как дом-завод Максимова и усадьба Разумовых? Вот имена даже дом-завод Максимова и усадьба Разумовых. Если эти Башкортстанга или Башкортларга или Татарларга вот эти места не относятся, Максимова, дом-завод и Разумова, уже имена уже о чем говорят, блядь. Уже, значит, нахуй нам это не интересно. Даже этот завод не интересен, и усадьба тоже нам нахуй не интересна. Потому что если оно уже не наше, не наших предков, оно не интересно, не в этом дело. А вот именно вот дорога, Салаватка, да, ведь, да, называлась вроде, как я помню, Салаватка же, по Салаватке хуярят, блядь, и даже потом Сипайлова там. И вот в этот, если райончик будем утыкаться, по Уфе, если будем говорить, чтобы потом не говорили, син койдан меня заебывают, нахуй. Я же вам примерно адресочки говорю, наверное, да, ведь я же по карте не сижу, смотрю, блядь. Значит, я понимаю, о чем я говорю, блядь. Уфана, блядь, кулга оларга дигештайна. Мен білем бит, енді койдан нәрсе бар. Как бы задавайте любую дырку, и примерно я вам скажу, да. И вот, если так смотреть, блядь, по Салаватке, она выходит, нахуй, в пиздец жилой район, блядь, Сипайлова, нахуй. И поэтому вот здесь, блядь, возле моста, блядь, возле река Белый, нахуй, застраивать какими-то этажами, нахуй, это наше усмотрение. Это не усмотрение, нахуй, вот этих всяких Ратмира Мавлеева, блядь, Хабирова, Путина, понимаете, смысл какой? Куда нам что строить? Потом, икенчедан, трасса, Зур-трасса, это, грубо говоря, как МКАД, блядь, Уфы. Если на то пошло, блядь, это соединяющее, блядь, один конец Уфы с другим концом, грубо говоря, можно сказать. Это как бы главная дорога, которая, блядь, не по городу везет вас, а по окраю, чтобы без пробок, скоростная, типа, да. Если она в таком темпе его, если вы хотите оставить, то вот это справа, если дома будут засраны, застроены дома, то получается, блядь, там будет пробки, нахуй. Выезд и заезд, блядь, вы что, об этом думал кто-нибудь? И нахуя туда, возле, блядь, нахуй, заезда в Уфу, блядь, со стороны, блядь, грубо говоря, аэропорта, да и вообще, блядь, с моста, ну, грубо говоря, блядь, начало, так скажем, блядь, нахуй, вот этого всего, блядь, выходит еще в сторону там, катится вроде в сторону Менделеева там дальше, если не путаю, нахуй. Вот из этой точки зрения, блядь, если рассматривать, нахуя там эти огромные дома? 30-этажные, блядь. 30-этажные дома. Это в каждой, если в одном кубрике, нахуй, по 4 квартиры минимум, блядь. 30 этажей, это 120, блядь. 120 квартир, блядь, только это на одном крыле, блядь. А это крыло сколько может быть там? Подъездов сколько может быть там? Шунарга? Срочно, нахуй. Блядь, нахуй, я не знаю, блядь. Вот такие вещи, блядь, ну... Это тизрак, блядь, бізге, нахуй, кіреге керек, Башқұртстанға, тизрак, нахуй. Полный рост, блядь, кулға оларға керек. Бүтін властны кулға и зачистка, блядь, вот этих всех хуесосов нужно создавать, блядь, срочно. Доходить, нахуй, до Москвы, разъебывать Москву полностью, нахуй.
Только так. Так. Тут что за хуйня? Хабат, дорога в ад, блядь. СВО вводилось не против украинской агрессии, как и карантин вводился не против пандемии. Обе операции используются для локализации, контроля и уничтожения. Протесты вспыхнувшего в 2020 году. А вот почему обсуждение не затрагивают этой сути, так свыше 70% всех каналов и блогеров это Навально-Ходорковские. Взрывай дома, топи подлодки, бабло друзьям, народу водки. Хабат, дорога в ад. Понятно. Путинский режим в предфинальной стадии самоуничтожения. Демократического ресурса удержания власти больше нет. Идеология работает контрпродуктивно. В целом у всех представителей власти только антирейтинг. Да и вся популярность Путина это госизмена, предательство и преступление против человечности. Но как бы они не навязывали катастрофичное положение России, при всех разрушениях по стране потенциала снести оккупационную власть в народе еще хватает. Иначе НАТО давно бы осуществило нападение. Для сноса режима не хватает только одной искры в правильном месте. И мнимая стабильность оккупации СССР слетит к чертям в одночасье. Нужна всего одна искра. Не знаю, кто это пишет, нахуй, откуда это взято, но опять из этой пантологии, нахуй, откуда это Хабат, дорога в ад. Не знаю, кто это пишет. Никакая, нахуй, искра, мискра нету. Искра это мы. Искра ничего не надо. Потому что искра и шляган, нахуй, он Алсынов утра, блядь. Че нахуй? Че за искра, блядь? Это не искра, нахуй. Навальный что-то ла-ла, нахуй, вон уже. Коньки отбросил, блядь. Все. Никакой, нахуй, такой тематики не будет, нахуй. Искры, хуй искры, блядь. Может, оно где-то может быть. Они могут попробовать, может. Я не знаю, если это вообще реально, блядь. И потом их ёбнут. Как, блядь, на ебучем, блядь, охотном или как где там, на болотном, нахуй. В Москве, блядь. Всех ебанули, всех засунули куда надо, нахуй. И все. Все, вот это будет. Вот это будет. Только, блядь, нахуй, не как Пригожинский поход, а поход башкиртов и татар, блядь, до Москвы. Вот это только доведет, нахуй, это, как говорится, развалу. Не то, что развалу, блядь, разъеба полностью этой московской болоты, нахрен. Только так. Вот опять какой-то вот кто-то тут пишет. Для чего это видео? В тот день же я вроде об этом говорил, и он что, или что? Габасов это какое-то видео выкладывал, что он татарин, а потом он башкир, блядь. И что-то он отвечает. Для чего я выложил это видео? Этим видео я хочу всем сказать, что в будущем не будет никаких переписей башкирий в татар и татар в башкир. Будут открыты все источники, они в принципе и сейчас открыты, где можно будет узнать о своих предках. Мы даже за счет государства до 7-го колена будем составлять бесплатно шежире родословные, чтобы люди знали о своих корнях. Человек сам будет выбирать, кем себя считать. Ну, блядь, я в тот день вроде насчет этого ответил. Вообще похуй, нахуй. Вообще, это вообще похуй. Вот если не дано, нахуй, башкирту или татару, нахуй, понять, откуда он, ну, это он сам долбоеб. Он сам долбоеб. Не надо здесь, блядь, искать виновных, блядь. Понимаете? Переписали, записали, нахуй. Мында біркім, нахуй, юх виноватый. Мында только бар, блядь, үзің, что сен долбоебсың. Вот и все. Если сен өзіңні отаң білән анаңны шыққан жерін білмәгәш, сен өзің долбоебсың. Переписали деген сөз боламын енді, Я вот это поражаюсь, блядь. Мен точно өзімні нахуй, Аллаға шүкір білем, что мен, блядь, нахрен, бір яғым башқұрт, бір яғым татар, бір яғым өзбек, мен точно оны білем. Оны даже меня жиді болуым керек ме? Мен
3 4 буынға қатты даже білсем, меня шул жеткен. Дальше уже, блядь, ясно, откуда мы вышли. Дальше уже ясно, блядь. А если уж жиды буынны, как говорится, ухып шығап, ну, изучать экзаменда, ну, это явно, блядь, покажет оно, блядь, то, что, блядь, нахрен. Татар яғым, наверное, явно келген Татарстан яғынан қойдандыр приперлись Башқұртстанға. А башқұртлар енді шунда болғанлар ғұмыр бойы. Қойдан ала шығыра, может. А узбеклер, само собой, тоже шунда болғанлар. Может, только просто в другом городе были, допустим, в Коканде. И почему-то появились в Андижане. Вот и все. И вот так. Ну, они никак не может поменяться, что эти узбеки стали не узбеками, нахуй. Или башкирт стал татарином резко почему-то. Или татарин стал башкиртом. Вот этого ебанизма точно там нету. Поэтому я считаю, что вот, как я вам говорил до этого, минем нәрсеке башкирт ягым юрмат, а татарларныкын білмейм кто. Татарларны родословность хуй его знает, блядь. Как их назвать можно, я не знаю, блядь. А вот башкирт ыруу мені юрмат. Все, мына шул Стәрлітамақтан, Стәрлібаштан шыққанлар, юрматлар. Это я по карте увидел, что там юрматы жили. Все, если оно не менялось туда-сюда, значит я юрмат. А тут то, что, блядь, его башкиры сделали татаром, блядь, ну это нужно, вообще нужно быть идиотом полным, что мұны әтәсіне әнкәсіне әйтмәгәнләр, что ли? Или мұны әтәсі әнкәсі мұнарға әйтмәгән, что ли? Балам, біз башқұрт deyip әйтмәгән, что ли? Вот этого нихуя не могу понять, блядь, такой. Біздің семьяда конкретно все сказано. Узбек, башқұрт, татар, блядь. Нет у нас другого, блядь. Аллаға шүкір, урыс yok, нахуй. Қонымызда, блядь. Вот этому я рад, блядь. А так, блядь, нахрен, не знаю, это мне кажется, какой-то вот волна ебанутых Башкортостана пошло, вот это по переписью. И вот эта волна ебанутых категорий и осталась, блядь. Вот и все. В чем тут нахуй проблему создают? Вот этого не могу понять. Примерно так. Да. Ну, короче, туғанлар, наверное, будем завязывать, блядь, сағат 5 болды ретінде уже, блядь. Это просто уму непостижимо. Это я сколько вам с вами уже? 7 часов, блядь, опять рекорд поставил. 7 часов. Я уже заебался и в ТикТок писать не хочу, уже тошнит от ТикТока. Нажимать туда-сюда его, блядь. Ну, я рад услышать. Гутен Морген, Танашухо. И все. Что тут, блядь, накидали? Опять эти, блядь, эти вирусники понакидали сюда, сука. Какие-то... Давайте сейчас по комментариям пройдусь, чтобы уж комментарии писали же. Ашуланмасынлар. Прочитаем. Так. Ринат Абдулхаликов. Ты что докопался? Ты же понимаешь русский. Блядь, хуй его. Кому пишет? Порой, блядь, я не могу понять даже, кому пишут же, блядь, нахуй. Так. Рома какой-то с Врослова с любовью. А, понятно. С Польши, что ли? Джавахар. Так, bu шовинизм. To'g'ri. Shuni aytaman da. Bu o'rislarda millatchilik bu уже haligi nimasiga singib ketganda, qoniga singib ketgan, блядь, bu otqutag'larga. Сingib ketgan, блядь. И их воспитает так. Вот и поэтому я и удивляюсь, что башкиртлар, блядь, нахуй, себя называли всю жизнь татарами, потом, оказывается, он понимает, что он башкирт, блядь. Так какая хуй разница? Сіз в данный момент вообще узкожопые. Вот для меня вы узкожопые манкурты, блядь. Понимаете, там твоя нация хуйня там уже, роль даже не играет. Вы уже продались, блядь, нахрен. После этого нахрен, как может вас, блядь, разделять еще башкирт или татар, блядь? Да хоть икисini бірсі был, блядь, нахрен. До пизды, блядь. Ты, блядь, пляшешь под Путина, значит, все, ты никто. Не хуй тебя называть ни башкиртом, ни татаром, блядь. Определиться, блядь, как говорится, мы вам поможем, как говорится, когда зайдем. За кого будешь топить, за этими станешь. Так, у меня чат. Так. Да.
Таджуддин Самигулин и не знаю узбекского. Тоже не понял ни хера. Так. Слава Украине, Симпалатинск, салам алейкум, ва алейкум ассалам. Қазақстан алға, ұйықлап ятмағы сізді. Путин хуила, а не сила, блядь. Ну вот именно, Трупин могила, блядь. Узкая община минем терлі йымырқаны ялар үшін яши. Шап-шап, блядь. Так. Россия самая богатая страна в мире, а точнее ее республики. 1% мира владеет и продает 40% республики. 40% ресурсов всего мира. Сіздің Уфада квадрат почем шыға? Біздің Уфада квадрат... Сбав квадрата, что ли? Білсін енді, мен қараған бармын енді. Но, блядь, минимум, блядь, Миловкада, вот он шел қайдадыр енді, блядь. Вроде кто-то мне что-то говорил, блядь. Ну, короче, хуй знает, блядь, бір бөлмелі нахуй. Минимум, вроде, блядь, 5 миллионнан башланан шекелек, блядь. Бір бөлмелі 5 миллионнан башланан, это точно, блядь. Это еще давно такое было. Не знаю, блядь, не спиздеть, блядь. А так, в этих, в аулах, так, в районах, короче, однушка там может стоить, там, допустим, вроде бы по старой цене, блядь, вроде бы там от 1 миллиона там до 2. А двушки, блядь, 3 ляма, короче, вот так, короче. Ну, квадратура санбальмин, блядь. 40% ресурсов всего мира и постоянно отжимать территорию у соседей не только все мало. Ну, и еще добавок, еще, блядь, хуйня это, блядь. Это добавок еще, блядь, что-то они нахуй там пиздят еще. Где-то сегодня же я читал, блядь, то, что, блядь, пол Каспия или что там они хотят у этих, у казахов что-то еще отжать, блядь. Что-то им еще не хватает, понимаешь, там с морем, блядь, сыр-бор, блядь, у них. Да заебали они нахрен. Эти аглоеды, блядь, нахуй, как утки, блядь, вот утки, блядь, жрут, нахуй, вот, суки, блядь, аглоеды, утки, блядь, сами по себе. А вот эти, блядь, нахуй, путинососы такие же, блядь, нахуй. Не лезет в рот, нахуй, суются подряд. Маруся Климова, чертила, не матерись, пошла нахуй, Маруся, ебаная, что за имя у тебя, ебаная, нахуй, а? Сука, блядь, аж параши несет, блядь, от твоего имени, нахуй, Маруся, блядь. Хуюся, нахуй. Хуюся, блядь. Хрюша, блядь, ебаная, блядь. У них натура такая терпеть. Ну да, блядь, хрюшки все терпят, нахуй, пока их не зарежут, блядь. Хули терпят, нахуй. Вон, жрут, нахуй. Сейчас остатки, блядь, этих хрюш, блядь. Настоящие хрюшки, блядь, на войне. Ты прячешься, ухилянт. Слава свободному Курдистану. Курдистан тут причем, нахуй, ебан, блядь. Курды пошли вон нахуй, по идее, блядь, уёбки ебаные, нахуй. Курдов, блядь, сюда приплетают еще, блядь, нахуй. Ебанутые, нахуй. Курды вы там хуи будете скоро сосать, блядь, от сирийцев, блядь. Пидоры, блядь. Так. У русских оккупантов нет своей земли, большинство земли не русских, а народов, где кто живет, эти народы должны купаться в деньгах от своих нетров. Как раз вот сегодня же мы прослушивали в начале эфира вроде бы, или сам я слушал, уже не помню, это якутка пиздела, помните? Якутка пиздела о том, что, блядь, у них все классно, туризм, про туризм, вместе слушали, блядь, туризм, у них вся хуйня, короче, тырым-пырым, нахуй, вот это, блядь.
Главное, блядь, нахуй, у этих якутов самое интересное, блядь, туризм, блядь, им важнее, блядь. Это хуй с ним. У якутов, блядь, инансыгим шул сахада, блядь, исемлері бүтінісінікі урысша, блядь, нахуй. Урыс исемі, блядь. Конечно, татарлар да не отличаются от этого, конечно. И башкиртларда да лариски, киски, писки, блядь, имена, блядь. Но вот у якутов, у бурят, у тувинцев, блядь, пиздец нахуй русские имена. Фамилия, Анатольевич, Иваныч, блядь, я просто хуею. Это хуеть можно, как заманкуртились нахуй эти придурочные, блядь, нахуй. Имена русские. Просто поражаюсь. Эй, долбоящеры, блядь, нахуй. Если вы уж до такой степени, нахуй, вошли в эту среду со своих каких-то ебаных шаманских многобожных действий, блядь, вы, придурки, хотя бы имя свое ставьте как-нибудь, ишмат-ташматом назовите себя, ебаные ишаки, блядь, а? Узкоглазые, тупорылые овцы, блядь. Анатолий, Вася, Петя, нахуй. И смотришь на него, сука, узкоглазый уебок Вася. Иван, блядь. Ёб твою душу, думаю, блядь. Ну что за нахуй, а? О! Вот это и есть быдло народ, нахуй. Аллаға шүкір бізде әз болса да ислам қолған екен, дин. Это не дало нам, как этим придурочным стать, блядь. Уж до такой степени, что у них каждый Анатолий, Василий, Петр, Педер, блядь, и всякое вот это чмошные имена, блядь. Крестоносцев, блядь. Сергей, ты сам откуда? Я не видишь, что ли, откуда? Если... Откуда, блядь? Вот я поражаюсь вот такими вопросами, блядь, нахуй. Если тебе не доходит, кто я, откуда я, нахуй ты этот вопрос задаешь, блядь. Че, я в ТикТоке тебе что-то изъявляю, что ли? В ТикТоке ты откуда можешь написать какой-нибудь, блядь, тёлке, нахуй, сказать, ты откуда, блядь? Так, Сагат Биш, надо заканчивать. Aqulbek, qalaysan boshqir bavrim? Allohga shukr, rahmat, o'zingiz xallar. Sizga narsa xayrli erta. 5 soat bizda 5, sizda 9 уже Qozog'istonda. Mavzu Elina, batagi Putin. Mana shulay shu batagi David nахуй. Mana shuni sigir uchun, блядь, bir kimga turmaydi, блядь, нахуй. Вот в начале эфира говорил, кто остался, тут нет. Сейчас вот люди странные сидят, тут 200 чем-то, 250 человек становится, тут 200 становится. Сейчас вот 122 человека. Непонятно откуда, кто, что. Наверное, с января, так скажем, Алла верса. Думаю, короче, начну показывать себя, короче. Ну, пока думаю. Посмотрим. Может, я с нового канала выйду какого-нибудь другого. Ну, потихоньку, короче, начнем уже более в показном эфире высказываться, потому что, мне кажется, народ, блядь, не может отдуплиться, нахуй, не может понять. И до вас кто доносит, блядь, и Габбасовы, Кашаповы, они не работают как нужно, блядь, как следует, блядь. Я попробую, постараюсь вам доносить это максимально, чтобы как бы визуальный эффект у вас работал, блядь, на меня, так скажем, да, ведь, чтобы, как говорится, может, распространять хоть начнете, блядь, нахуй, увидев меня. Хотя бы стукач начнете хорошо, блядь. Стукачей, как говорится, тоже жду. Главное, лайк, подписка, стукачество, как говорится, все это, как говорится, работает. Поэтому максимально распространяйте, максимально, как говорится, доносите до Кремля, максимально, чтобы было все это, понимаете? Когда я себя начну показывать. Вот. И, конечно, как говорится, чтобы реакция из Башкортостана и Татарстана, конечно, желательно, как говорится, я буду собирать войска от 30 до 50 лет, как я уже это долблю вам год. Вот, год прошел, наверное, и будем говорить уже в открытую, как говорится, а то же мне постоянно пишут, покажи рожу, покажу. Наверное, просто наверное,
время пока не приходило. И вот думаю, вот сейчас, если эту тему начну делать, максимально репост, максимальное распространение и в то же время сбор людей против Москвы. Вот первая задача. И еще как назвать, думаю, вот новый канал, если я открою, с него начну вылазить, там же надо его еще как бы развить, а на старых пока не буду вылазить, на новых буду вылазить, допустим. Его надо будет развить, чтобы там эфир был. 500 тысяч человек надо туда надо развить. 500 и 1000 человек должны подписаться. И самое интересное, хочу назвать, как вы, что скажете? Назвать хочу канал «Уничтожитель Москвы». Вот примерно вот так хочу назвать. А то все каналы у меня Башкортостан. А тут вот будет канал такой у меня один, так скажем, другой, да, новый. «Уничтожитель Москвы». Я не знаю, «Уничтожитель», как будет на английском, интересно, блядь. Можно на английском назвать его. Так, сейчас. Можно и на французском, блядь, назвать. Ну-ка, на французском как будет, блядь. О, нихуя такое слово, блядь. Правильно прочесть, давайте прослушаем. Экстерминатор. Экстерминатор. Экстерминатор какой-то. Терминатор. Нихуя себе терминатор Москвы, блядь. Экстерминатор Москвы, блядь. Нихуя. Уничтожитель Москвы. Интересное название, нахуй. Экстерминатор, блядь. А тут уже меняется. Уничтожитель Москвы, когда нажимаешь. Destructeur de Moscou. Destructeur de Moscou. Destructeur de Moscou. Ёб твою мать, французский пиздец. Теперь то же самое, теперь на английском давайте послушаем, как это будет звучать. Будет просто Moscow Destroyer какой-то, блядь. Moscow Destroyer. Moscow Destroyer. Типа Destroyer, строй, наверное, это типа строй без строя, блядь. Без строя, блядь. Ну, Moscow Destroyer. Как-то, блядь, не звучит, нахуй. Вот уничтожитель по узкожоповскому языку работает, да? Работает. И длинное такое слово. Уничтожитель Москвы, блядь. Экшен, блядь. Вот что-то вот так, да, блядь, шутер, нахуй. Вот думаю, вот так, думаю, назвать. И, как говорится, вот такой тематикой будем выходить. Как вы думаете, нахуй? Будем распространять, блядь, уничтожитель Москвы, нахуй. И будем рассказывать вам каждые новые темы, туда-сюда, короче, как обычно, нахуй. Работаем в таком же темпе. Ну, наверное, главное, блядь, нахуй, эффект, блядь, нахуй, уже человеческого образа, блядь, так скажем, нарисуется у людей. И тем самым, наверное, Башкортостаннан, Татарстаннан күбрәк бәлкем кешеләр карый башларлар. Вот самое интересное вот это. Вот самое интересное. Поэтому, ну, так скажем, мне уже год назад об этом говорили, чтобы я вылазил, блядь. Но я не стал вылазить, потому что были какие-то у меня мысли странные, блядь. Плюс я никогда не был блогером, нахуй. Я никогда не был вот этим, блядь, снимателем, нахуй, видосов, блядь. Кому-то, да, для кого-то. И для меня как-то было это как-то стыдно, что ли, блядь, хуево, блядь. Какой-то был у меня этот, знаете, вот, мандраж какой-то не по себе, блядь. И вот Шунарганич, который меня, не знаю, блядь, это надо перебороть эту хуйню, блядь, еще мысленно. Вот так вот. Так, что тут? Азатлык назови. Ну, можно и Азатлык тоже назвать, еще один дополнительный канал назвать, потому что я знаю, что эти каналы сразу бахнут у меня, блядь, я же знаю, поэтому я штук 5-10 каналов заранее открою, нахуй, потихоньку будем мы передвигать их, один бахнули, другой начнут пиздеть, третий, четвертый, пятый, вот так будем, каждый будет меняться,
Никакой темы развивать. Иди работай, не занимайся ерундой. Ой, блядь, нахуй. Умничка какой-то Джон, блядь, нахуй. Траволта вылез тут, нахуй. Так. Настроя. Слава Украине, слава всем народам, которые оккупировали русаки. Да, не то слово, блядь, нахуй. Всем свободы, азатлык, самое главное. Но это так, просто я так название даю, да, эти уничтожитель Москвы. А так можно еще подумать, там подумаем, что-нибудь назовем, блядь. Ну, исходя от того, что там мой девиз Башкортостана теряется уже, да, ведь. Поэтому надо что-то еще про Башкортостан что-то подумать, добавить. Допустим, свобода Москвы, точнее, блядь, Башкортостана от Москвы. Или там, ну, точнее, даже можно так назвать. Свободы Москвы, как говорится, от башкортов. Ну, вот примерно так, блядь. Тупо звучит, да ведь? Ну, очень тупо звучит. Но именно изюминка то, что, блядь, нахуй, чтобы понимали, блядь, русаки, что вам лучше освободиться от нас. Чтоб пизды не получить, понимаете? От башкортов. Поэтому тоже интересно, как бы, название. Свобода, блядь. Вам тоже нужна, по идее, свобода, нахуй. И в тот раз же, как бы, кто-то уже 100 раз говорил об этом, как Дудаев или кто-то говорил, блядь. Давайте создадим пидорасам узким ихнюю республику, чтобы она не захватывала Чечню и так далее. Давайте создадим. Ну вот, в московском болоте, нахуй, давайте создадим их, эту пидорасию, нахуй. Но только давайте его пидорасией не будем называть. Как я до этого уже говорил, мы же должны их истребить. И пусть это будет Киев-2. Киев-1 внизу, как обычно, а это Киев-2. Ну, как бы туалетная Зеленского. Ну, будет ездить, захочет по-большому, в Москву будет ездить, нахуй, Зеленский. Обсирать, нахуй, везде, блядь. Вот так. Туалетная Киева, нахуй. Киев-2, блядь. Туалетная, нахуй. Вот примерно так, блядь. Вот примерно так можно. И мы как раз-таки в ту степь никогда больше уже не поедем, понимаете? Мы будем знать, что там туалет, нахуй. Хаджат-хана. Сортир. Вот, исходя от этого, мы из этой красной гибаной площади мы должны сделать помойку, нахуй. Где будут, нахуй, жить свиньи, кабаны и так далее, блядь, дожрать, нахуй, кости, нахуй, Путина и всех Медведевов и всех этих пидорасов. Вот тоже идея хорошая, блядь. Вообще, квест, нахуй. Можно создать город-квест, нахуй. Ужасы, нахуй, на каждом повороте, блядь. Понимаете? И можно будет загонять туристов, блядь, на квест. И считайте, блядь, нахуй, зомби такие будут ходить, нахуй, путинососы, блядь, всякие Соловьевы, Скобеевы, нахуй. И этот квест будет, нахуй. Еще нормально бабки можно зарабатывать, нахуй, на туристах. Тоже идея хорошая, конечно, но разработать надо. А для этого надо запоганить, сперва взорвать полностью Москву, чтобы страшно там было, понимаете? Сейчас же пока там красиво. Надо руины оставить, как вот в Украине, блядь, руины, нахуй. На Донбассе и везде, блядь. Руины вот такие серые, блядь. Этажи страшные там, блядь. Всякие зомби ходят. Вот примерно так. Джалябхана. Ну. Добавок, блядь. Слава Украине без рашки, да. К тому моменту, возможно, ты уже поумнеешь и повзрослеешь, но уже поздно будет. Мазафака. Вам надо как минимум нацию надо свою отстоять. Само собой. Не то, что нацию, блядь. Нам надо землю надо, это, как говорится, отжать его, этой пидорасии, блядь. Землю отожмем. Как я всегда говорю, земля у нас будет до морей, до Ненеции. Это Пермь, Коми, Ненеция. Это все наше будет. Так что, как говорится, закатайте нахуй губу свою ебучую нахуй. Узкожопую.
Мы же вам говорим, блядь, вся эта пидорасия будет разделена на дохуя частей, блядь, на дохуя. Ну, крупную часть, блядь, прорезав, блядь, полностью нахуй Урал, заберем мы Башкортостан с Татарстаном. Так что вот примерно так будет. Все, блядь, Пермь, Коми проглотятся нашими республиками. По-другому никак. Чтоб мы рядом не видели этих узкожопых вообще. Никого нахуй. В глаза не видели нахуй. Не слышали нахуй вообще. Шундыхаль, дуслар. Ну давайте тогда, Рахмат, кто сидел, кто был. 5 часов 20 минут. Надо, короче, отбиваться. Пиздец меня рубит нахуй. Я даже на утренний намаз я охерею, наверное, как это все это будет происходить. Ну, вот так вот. Мариам апай. Бар йокларга. Мен кеттім йокларга. Я не черт, шайтанка, Марьямка, блядь. Не пизди да хуя, ладно? Так, материться, блядь, нахуй. Сені сікмәсін инең бәттәген, нахуй. Аңладың мы? Сүгінәмі, сүгінмеймі, нахуй. Сен миңа кім, нахуй? Инең бәттәген, нахуй. Мұнда миңа өйрәтәсең, нахуй. Яшәргә миңа өйрәтәсең. Инең бәттәге. Сен Башкортстан, Татарстан халыкка өйрәт, блядь, яшәргә. Өйрәтәләр миңа, нахуй. Мен mana шундай өйрәтүчеләргә бөтенесенә әйтеп куйганмын. Сез миңа атам да түгел, инәм дә түгелсез. Кутагыма куеп куйганмын. Авызыгызга тыгып куйганмын кутагымны. Имейте в виду. Ушамаса сигелеп кат нахуй монда, ышкын нахуй. Эцеккән Марьям ебаная, блядь. Не позорь свое ебаное, как говорится, нахуй имя. Так, давайте, ладно, на этой почве заканчиваем нахуй. Так, Украина стоит, потому что мы нация, мы народ гордый. Вот. Вот именно. А наши, как говорится, заднеприводные все. И башкортлар, и татарлар, которые до сих пор дают в жопу нахуй. Блять, нахуй. Не то, что башкортлар, татарлар. И чеченцы, и дагестанцы заднеприводные нахуй, кстати, нахуй. Их каждый день куташат нахуй и вантусами, и, как говорится, самотыками всякими путинососы. Так что терпят. Терпилы нахуй, одним словом, блядь. Поэтому мы будем, как говорится, избавляться от этих манкуртов нахуй, а не как эти чеченцы, которые мы их оставим нахуй. Они не виноваты, блядь, нахуй. Кадыров наш чеченец, блядь. Мы его перевоспитаем нахуй. Не, у нас перевоспитание только будет нахуй. Пуля в лоб нахуй. Нахуй нам эти манкурты, блядь, нахуй. Бізге, блядь, әзгене халық қалсын, зато әзгене созғана болсын нахуй. Яхшы кешеләр калсын. Алама кешеләрне күтенә сигеп бөтенесен үтерегән нахуй. Вот и все. Давайте, туганнар, тынычлыкка, короче. Бүгін, как говорится, на хорошей почве не получилось нахуй остаться, потому что вон ботов поналетело, всяких уёбков нахуй. Поналетело, блядь. Рано, к утру нельзя оставаться, оказывается. Уёбки какие-то начинают, блядь, моросить тут нахуй всякие комментарии, блядь. Шулай. А мои товарищи все уже ушли спать, которые им отворот-поворот дают. Они уже устали сидеть, ёпта. Эфир идет нахуй 7 часов 40 минут, блядь. Шундыхаль, дуслар. Так что будем завязывать этим бардаком. Мне уже, ёпта, я то ли ужинал, то ли обедал, нахуй. Мне уже, блядь, нахуй едет. Завтракать надо. Чечня опозорилась, с русскими нападает на Грузию и Осетию. Ой, блядь, не говори, блядь. Не то, что нахуй, блядь. Если вот только что, если ты не слышал, мы же прослушивали, что Кадыров, блядь, на Азеров попер, блядь. Типа, блядь, нахуй, не надо меня позорить и так далее, блядь. А кто ты такой, нахуй? Кто ты? Манкурт. Манкурт, блядь. А этот Азер же один сказал уже, этот, блядь, Расим, блядь, этот, депутат какой-то. Князички, блядь, нахуй. Князи, блядь, это не князи. Это рабы, манкурты. Ради Хабировы, Кадыровы, это рабы, манкурты, которым мы всем в рот будем давать, нахуй, ублюдкам, нахуй. И, да, самое интересное, вот этот момент хочу сказать. Туганлар, Башкортостан, хам Татарстан. Я всем вот вам... Вот конкретно я вам говорю, что бездны үстебезден хужа yok. Вот этот, блядь, планку свою отбросьте. Бездны үстебезден хужа yok.
Xo'ja yo'q, блядь. Mana seni ustimdan da men xo'ja tugul. Sen meni ustimdan da xo'ja tugul, нахуй. Xo'ja yo'q bizni ustimizdan. Ул degani, что я хочу сказать? Значит, ты просто присоединяешься на мой путь от души таким способом, что ты против Москвы. Я тебя не принуждаю. И тем самым ты должен конкретно вот таким образом расти. Ты этим образом ты должен жить. Что сені үстінен хужа yok, мен сеңе хужа түгіл. Сен просто присоединяешься как иптәшлеккә, бір-бірімізге иптәш булырга, якын булыр өчен Мәскәүгә каршы көчле булып көрәшер өчен генә син без белән син миңа кушылырга можсың. Мен сиңа кушылам, син миңа кушыласың. Сине сүзең дә сүз, мине сүзем дә сүз. Вот. Biz әңгәмә ясыйбыз, бөтенебез сөйләшәбез и в одно, как говорится, русло придем. Просто для этого нужно тебе понять, что над тобой нет хозяев. Путин не твой папа, не твой хозяин. Кадыров не ваш хозяин. Он всего лишь пешка, нахуй. Хабиров такой же чмо, блядь. Миниханов такой же кутахбаш, блядь. Одно и то же. Поэтому вам надо раз и навсегда понять, что над вами нет хозяев. А узкий мир — это просто узкий мир, который просто прихуели, блядь, нахуй, на наших землях. Вот и все. Вот и все. Шунарга без оларны кутунасеге пхурга тыжбыз. Только так. И всякие вот такие Марьям Апашки, нахуй, пошли вы нахуй. Будете нам учить, нахуй, как жить, блядь. Сегимлер, блядь. Шунарга туганлар. Я обращаюсь хатын кызга түгел, блядь. Мен хатын кызны шакырмыйм да инде бу эшкә, блядь. Мен только хатын кызны айттым, медсестра булып килгән могут. Тоже от души гына. А так, если они не захотят прийти от души, мы их принудим, блядь. Само собой, нахуй. Будут они, нахуй, нашим, блядь, воинам, блядь, помогать, если мы будем ранены. Само собой, принудительно будут помогать, нахуй. Поэтому, исходя от этого, Башкортстаннан, Татарстаннан, утыздан 50-ге хәтле мужиклар булсагыз, мен точно башкортмын, мен точно татармын, урыска каршымын дисәң, безне юлга бас. Кушыл безне юлга. Мен әйтәм бит, менә январдан Алла берсә, мен чыга башлыйм потихоньку, начну себя, как говорится, выдвигать, и будем уже думать, короче, как дальше быть. Будем собираться или как. И каждое это наше сборище, я вам еще раз говорю, не будет иметь хозяев над вами. Я не буду вашим хозяином, вы моим не будете. Просто у нас одна цель – Москва. Вот и все. И свобода Башкортостана. Вот таким лозунгом вы должны понимать это. А не тем, что, блядь, sizning üstüngizden kimdir, блядь, Руслан Габбасов или Кашапов хочет овладеть. Нихуя. Никто над вами не будет овладевать. Просто, блядь, bizning задача это снести власть, захватить все наши свои собственные земли, добавить туда еще Пермь и Коми. Это добавим, короче. Это, вот этот будет приказной порядок. Это мы добавим. Вот это мы должны выполнить. Для того, чтобы мы вышли в моря. Вот так. Новую землю тоже отжимаем, блядь, если она попадает под наш ракурс. Новая земля тоже это все наше будет. Вот. И все. Корабли, вся хуйня, все это наше. И то, что, блядь, на этих землях построено, все тоже отходит нам. И узкожопые хуи вам, блядь, в сраку, и в рот, и в жопу вам надаем мы, блядь. Как говорится, мир поменяется сразу. Тут нет хозяев, нахуй. В этом мире нет хозяев, нахуй. Каждый хозяин на своей земле. Вот такой тактикой только мы будем работать. Каждый хозяин на своей земле. И каждый должен осознавать, что сені үстүнден берким хужайынчылык кыла алмый. Вот и все. Сені үстүнден хужайынчылык кылырга может үйдө генә әтиңне әниң. Үйдө генә, внутри вот этой оболочки. А наружу ты сам себе хозяин. И подавно, я же не сосунков какие-то зову, а от 30 до 50 лет мужиков зову, которые готовы идти на Москву. Которые могут себе отчет давать, которые могут умереть. Ничего, как говорится, от этого ужас не будет. И, как говорится, мы должны будем на все готовы. Может, я умру, может, ты умрешь. Хуй его знает. У Алладан сколько язылган, гомер безге, шунша яшибез. Вы дома даже
в погребе, блядь, останьтесь, все равно сдохнете. Просто от укуса мышки, нахуй, за яйца. Вот и все. И вы умрете, нахуй. А лучше, блядь, нахуй, по уничтожению Москвы умереть, чем, блядь, от укуса, блядь, мышки, блядь, по яйцам. Так что давайте. Күкәйләрегезне так что, блядь, юып, нахуй, тахарат итеп, намазыгызны укыгыз, нахуй, куркмагыз, нахуй, мыйсыкмәгез, нахуй, беркемне колак салмагыз, нахуй, и конкретно урысны гына сәгергә, нахуй, әзерләнегез. Вот и все. Так. Украина борется, а вам слабо? Шуны айтам бит инде. Александр Штирлиц, куда приходить? Приходить будем в Украину. Куда приходить? Вы тоже очень сильная нация. Что это даст? Вы историю учили? Какую историю, нахуй? История нам тут не катит, нахуй. История мы вам научим, нахуй. История будет наша. Фри Башкортостан. Русские не рабы. Слава богу, что есть какие-то люди, что поняли, кто такие русские. Сергей Корнев, нацист. Да, вот Сергей Корнев, нацист, базара нет. Базара нет. Ты нацист, да. Твое имя уже нацистское, блядь, нахуй. Сергей, Иванушки, пидорасушки, всякие, Антоники, Пантоники, блядь, Панталоники, нахуй. Все вы нацисты, имейте в виду, нахуй. Все ебаные, нахуй, московские крысы, нахуй, вы нацисты. Имейте в виду. Так что, блядь, нахуй, вы как говорится, не отмажетесь. Не отмажетесь. Так что вам... Эй, блядь, ладно, давайте будем завязывать, туганлар. Потому что надо отбиваться уже, блядь, что-то я заебался, нахуй. Так. Опять ты откуда пишет? Я хуею, блядь, нахуй. Вот как зайдут, блядь, начинают писать откуда. Скорее разрушайте то, что вас защищает. Были рабами русских, будете рабами Запада. Эдвин Майлав. Вот опять этот какой-то уебок узкожопый, нахуй. Давайте, ладно, я вам тоже отвечу. Рабами Запада мы не будем. Вы что, нахуй, вы думаете, что, блядь, такой сверхъестественное такое сказали, что ли? Да таких комментариев ваших я уже заебался уже вам отвечать, нахуй, по идее, нахуй. Рабами, нахуй, вы, узкожопые, были лаптоебами по жизни, блядь, в лаптях. По жизни, блядь, бурлаки сраные, нахуй. Вот вы и есть рабы, блядь. Вы в корень рабы, нахуй. У вас авторитет рабов, блядь. Авторитет. Вы авторитетные рабы, нахуй. Этой пидорасии, блядь. И это лаптоебы нам, башкиртам и татарам будут говорить, нахуй, которые по жизни ходили, блядь, в кожаных сапогах, блядь, а вы в лаптях, нахуй. Вы нам, ублюдки, будете говорить то, что мы будем кому-то рабы, нахуй. Ты, уебок, нахуй, зайди, блядь, на мои эфиры, блядь, и послушай от А до Я, о чем я базарю, нахуй. Вроде бы, блядь, на твоем сраном языке говорю, блядь, вроде бы. И исходя от этого, ты должен вникать, нахуй, если не доходит, я не знаю, на каком тебе есть, сука, языке, старорусском языке говорить. О, есть ли он вообще старорусский, блядь? А может, это финно-угорский вообще-то язык, а? Вот на финно-угорском я не знаю, нахуй. Надо с кем-то, блядь, с Эрзи Мокши поговорить, может, они знают этот язык. Хз, блядь. Примерно. И донося до тебя, хочу сказать, что вы рабы, путинососы сраные, нахуй. Будете, нахуй, рабами в Москве. Базара нет. Над вами мы уже нашли надзирателя. Украинцы будут вашими надзирателями. Вас будут они ебать и кормить, нахуй. Базара нет, проблем нету. А вот все земли наши, которые вы захватили от наших предков, да, остались, да, эти все земли принадлежат нам. Принадлежат это не то, что даже от людей, тех, которые там проживали. Принадлежат от Аллаха. Вот Аллах нам, как говорится, дал эти земли, произвел наш род, наше племя, грубо говоря, нашу нацию оттуда. Значит, мы оттуда.
Вот и все. Арабы с арабских стран, африканцы с Африки. Всем дали свое место. А вам, уебкам, москалятинам сраным нахуй, дали московское болото, сука. И оттуда, суки, свои пятачки сраные не вытаскивайте, ублюдки. Как в дерьме возились, возитесь в своем дерьме. Надеюсь, я вам дал ответку гондонам. С января начну вылазить нахуй. Как говорится, тет-а-тет будем разговаривать с каждым пидорасом нахуй. Вот примерно так, блядь. Ну, конечно, ночами, конечно, будем также в окно долбиться, наверное, блядь, потому что у меня, как говорится, не в хоромах живу, нахуй. Я же, как говорится, не раб русни, блядь, в хоромах жить. Так что я живу, как говорится, простенько, по-европейски, так скажем, блядь. Так, скажи, где ты? Не бойся, что за тобой приедут и очила разорвут. Максимка, нахуй, очко мы твое будем рвать, не боись, нахуй. Накупи вазелинчиков, нахуй, скоро придем. Скоро придем, не ссы. Скоро, чуть осталось, блядь, скоро придем, нахуй. Мы, как говорится, ждать не будем, нахуй, блядь. Когда ж там Путин крякнет, нахуй, как Габасов говорит, блядь, час икс, нахуй. Нам, я ебал в рот ваш час икс, нахуй. Если не сышь, скажи ты где, блядь, нахуй. Уебок, нахуй. Смотри мои видосы, уебок, нахуй, говорить, блядь. Я во Франции, в чем проблема, нахуй? Приедь во Францию, давай попиздим, нахуй, тет-а-тет, нахуй. Но я, извини, выйду с ножом и сразу в жопу тебе нож засуну. Потому что для меня все узкожопые это пидоры, нахуй. Вам только должен что-то торчать у вас там, понимаете? Вы же, как говорится, рабы, нахуй. Или должна швабра там торчать у вас в жопе, нахуй. А я, как мужик, я тебе засуну, блядь. Не швабру, блядь, издеваться уж не буду, сразу нож засуну. Проблем не будет, нахуй. Самооборона, нахуй, всего лишь. Все войны заканчиваются одним голод, холод, смерть, к чему призываете. Еленушка, готовь свою пизденку, трахать приедем тебя скоро, трахать. Так что готовь давай. Подбрейся, ладно? Волосатых больно не люблю, нахуй. Так. Все, спокойной ночи тебе, а мы будем воевать дальше с русскими. Да, Рахмат. Этот... как это? Что это хотел сказать? Ну, максимально распространяйте туганлар, короче, максимально срывайте вот эти вот какие-нибудь моменты, вот вам понравилось, вот сейчас 7 часов 54 минуты я с вами, 8 часов сегодня, даже вообще рекорд ставлю, 8 часов с вами эфир идет. Вот вырвите 1 час, если у вас хороший интернет, скачайте его и скиньте везде, где вам понравится. Хотите вот час сначала, потом посередине, там, хоть откуда, прям... Отрывайте, где вам нравится, и максимально, у кого у вас мощный интернет есть, скачайте его нахрен весь, и разделите его на части, и пульните нахуй по всей этой пидорасии, нахуй, чтобы дошли мои слова, блядь, до этих манкуртов, тупорылых наших, башкиртов и татар, блядь, чтобы доходило. Да даже закиньте в Чечню, блядь, с Дагестаном, чтобы этим манкуртам тоже доходило, блядь, что мы рано или поздно встанем, блядь. И... Украина, Херсон, согласна. Так. У русских нет своего языка и истории, поэтому бесятся русские. Вот я и говорю. Они не то, что, блядь, языка нет, блядь. У них нету даже своей территории. Вот в чем прикол, блядь. Наши чужие территории своих прихвостов, нахуй, позакидывали, нахуй. Даже до Сибири, нахуй, отправили. И говорят, я сибирский русский. Сука, уебок. Сибирский русский, это явно, блядь, какой-то узкоглазый он должен быть. Уебок. А ты гондон славян, блядь. Ты явно не оттуда, уебок. Понимаешь? Давайте закинем сейчас, блядь, в Афганистан узкожопых в пещеру, блядь, где они живут. Через какое-то время они скажут, я русский с Афганистана. Афганский русский, блядь. Пиздец, да? Пиздец, да? Звучит, да, блядь? Странно, блядь. Ёб твою мать, нахуй. Вот из этой категории, блядь. Черт, это ты, нахуй, Бэтмен, хуетмен, блядь. Приезжайте в Украину, а после на Москву.
Но я об этом и говорю, я об этом и говорю. Я украинцам говорю, я вот украинцы тут вроде сидят, да, украинцам говорю, соедините меня с теми, которые реально могут, как говорится, решить эту тему. Вот Габасов ничего не говорит, Кашапов ничего не говорит. Соедините меня, вот мне нравится, допустим, вот один чувак ваш, короче, я сейчас не помню его имя, закидываю я постоянно в телегу его слова тоже иногда вот. Такой молодой такой чувак у вас есть. Вот нашел бы я его в лицо, блядь, сказал бы. Вот с ним я хочу перетрещать. Вот он правильные вещи порой иногда говорит. Вот реальные вещи он говорит. Как его зовут, блядь? Постоянно он рассказывает там. Его приглашают везде. Блядь. Сейчас я лицо, если увижу где-то в новостях, сейчас скажу. Недавно только вылазил он, блядь. Недавно я смотрел его. Хз, короче. Сука, меня уже рубит нахуй. Так. Ну, типа какой-то он военный, короче. Как военный он. Вот, короче, надо с ним связаться, я думаю, блядь. Чтобы он донес до зели, блядь, что башкиртам, татарам надо помогать. Все. Не только другим регионам тоже. А теперь ты хуесосишь, отрицаешь кадр Аллаха. Что за кадр Аллаха, я не понял. Абул Хасан. Не матерись, да пошел нахуй ты, блядь. Заебали, блядь. Вот такие заходят, нахуй, не матерись, туда-сюда. Мен sizga bitta aytdim. Men o'zbekcha gapiraymi? Men sizlarga otam ham, otanglar ham emas, onanglar ham emas. Aminglarga kirib ketinglar. Yoqmasa eshitma, kallangga qo'tag'im. Eningni amidagilar, блядь. Qanaqa tilda gapiray, jallablar sizlarga? Qanaqa tilda gapiray? O'zbekcha ham so'kaman nahvoy. O'rischa ham so'kaman, tatarcha ham so'kaman. Qo'tag'imni qo'yib qo'yganman sizlarga. Eshak sikkanlar nahvoy. Пиздеть будете мне, материться вам или нет, блядь. Не нравится, иди нахуй, иди, китменем работай, иди нахуй отсюда. Ёб твою, полы драй или подметай Москву, сука. Манкурты сраные, будете пиздеть мне еще что-то, блядь. Бляди ебаные. И этот уебок мне что-то говорит, что? Русские для тебя ближе, чем Европа. Запомни, за что воевали ваши отцы. Пошел нахуй, Абдул Хасан. Уебок нахуй. Ближе мне они русские, блядь. Тебе, может, близкий нахуй. Манкурт сраный, блядь. Нормально говори без мата. Иди нахуй. Кто мне, блядь? Ташагин. Син меня кем? Эцеккен? Эцеккен син минушин, блядь. Син меня кем нахуй? Меня указка берега, блядь. Кутагамдан нәрі, блядь, нахуй. Ташагин, блядь, ебаный, блядь. Отцы воевали, чтобы больше никогда не повторить война, а какой-то лисый гнус решил объявить СВО. Вот и то вот этот чувак понимает, блядь, в чем базар, блядь. Этот Абдул Хасан еще мне втирает свой сыгим Хасан ебаный, блядь. Калленге кутаган, блядь. Хасан Хусанини кыдырып, а менге кирип кет. Чему ебаный, блядь. Вот такие бесить начнут. Ой, блядь. Я себя, наверное, буду показывать, это пиздец каждым, вот это будет огрызание будет, нахуй. Ой, блядь, ой, я буду вас хуесосить, пидорасов, блядь. Сука, блядь. Я же вам изначально говорил, нахуй, манкурты пойдут под первым шаблоном, нахуй. Манкуртов будем ложить сперва, блядь, а потом узкожопых. Вы, манкурты, хуже узкожопых будете в этом моменте. В этом экземпляре манкурты узбекские, манкурты казахские, манкурты любой нации, нахуй, первые пойдете, нахуй, штабелями, нахуй. Вот как в Сирии находят асадовская вот это гондоны захоронения по 100 тысяч, нахуй. Мы тоже так же вас, блядь, схоронить будем. Вот точно так же вы пойдете, манкурты, блядь. Имейте в виду, вы не думайте, что, нахуй, в сказку попали, нахуй. Аузыңны аштыңмы, күтіңе сигелесің сразу. Сразу калаш в жопу, нахуй, аузыңнан шыға, блядь. Вы не думайте, нахуй, там, вы в рот ебать, сидите там, блядь, как говорится, грубо говоря, блядь, в комментариях, нахуй. Не думайте, нахуй. Кутыгизге сигебез, мана, особенно кто Башкортостана, Татарстана, какая-то мразь, блядь, выйдет против нас, нахуй, пизда вам всем, нахуй. Поэтому всем, блядь, узбекам, кыргызам, таджикам говорю,
Стройте свою рабскую независимость, свою рабскую независимость, стройте нормально нахуй. Нормально нахуй, своих ебаных президентов нахуй, меняйте, блядь. А то мы придем менять их нахуй. Когда мы зайдем, и туда тоже зайдут нахуй. Зайдут нахуй правильные узбеки, правильные кыргызы, правильные таджики. Так что вы не думайте нахуй, что просто так все прокатит. Все просто так не бывает нахуй. Күтегізге сігіп тоқтайбыз нахуй. 37 миллион болсаң да нахуй аудырабыз нахуй. Хоть 370 миллион болсаң да аудырабыз нахуй. Мына ничек, блядь, нахуй вы рот открыли, так и вы ляжете нахуй на месте сразу, блядь. Имейте в виду, уебки нахуй. Покажи лицо, нахуй. Иди нахуй, блядь, вот этот Александр, блядь, Ташагин. Иди нахуй отсюда вообще, блядь. Тебе же сказали, уебок нахуй. В январе выйду, долбень, блядь. Если тебе не доходит на русском, каком тебе Ташагин, блядь, говорить. Эцекен. Да, он матерится из-за того, что русские лучше понимали. Я об этом уже говорил, почему у меня идет мат, блядь. Я вам уже, блядь, год долблю об этом. У меня даже в эфире написано, блядь, вот на моем канале написано. Мат у меня, вот я вам прочитаю, блядь. Я написал это потом, когда до меня заебали. Вот где-то вот написано, вот. Мат мой не должен сыгря вас. Сыгря вас, надеюсь, вам не надо переводить ни узбекам, ни казахам. Сыгря. Оузыгызга сыгря нахуй. Аңлайсың? Или переводчик тебе надо, а? Мой мат не должен сыгря вас. Ушомаса, открой канал и говори как секси-тёлка нахуй. Вот примерно так. Надеюсь, блядь, я вам ясно же написано тут. Я же, блядь, нахуй что-то не говорю. 18 плюс можете написать там. Или там 38 плюс пишите. 68 плюс пишите. Как ваши уши осилят, столько и пишите свой возраст, блядь. Сыгреб котагыз, мы ведь там, блядь. Ушомаса, блядь, нахуй. Блядь, идите нахуй. Вот и все. Мен ведь айтам, блядь. Мен бір айбірні сізге аңлатып, только что объясняю людям, блядь, нахуй. Башқұрстан мен Татарстанға объясняю. Сізні үстігізден хужа yok. Это относится также к Казахстану, также к Узбекистану. Особенно Узбекистана, блядь. Как я их, нахуй, люблю троллить, нахуй. Блядь, узбеки 37 миллионов, нахуй, подметают, нахуй, Москву, блядь. Уму непостижимо, нахуй. Вот, сізні үстігізден yok хужа. Этот, как говорится, Мирзияев, нахуй ваш, это не ваш хозяин. И ваша задача уничтожить его, поставить своего нормального узбека. Чтобы вы не были рабами, чтобы вы не ездили в Москву подметать, чтобы вы внутри получали по $5000 в месяц, чтобы вы не ездили вообще нахуй. Ни в какие страны нахуй, ни в Корею, никуда. Не подметали Москву. Забыли о Москве, о России, освободили вообще это пидорасию, чтобы нам легче было уничтожить Москву. Yok anlamıyorlar нахуй. Kuttağımını anlamıyorlar. Просто gap topolmasdan menga gapiradi. Ne materис, unaqa qilma, bunaqa qilma. Ineni amiga kirib ket, jalab. Ineni amiga kirib ket, menga o'rgatmasdan нахуй. O'rgatadigan bo'lsang, och kanal нахуй и действуй, блядь. Проблем нет. Вообще проблем нету нахуй. И не надо нахуй мне учить нахуй, как мать Тереза ебаная нахуй. Учите, блядь, учителя ебаные нахуй тут. Ты грубый, но конкретно. Да я не люблю церемониться. Че я тёлка нахуй, что ли, с вами церемониться, саскаться нахуй. Вон с Путиным саскайтесь нахуй. Ебите, как говорится, его и, как говорится, саскайтесь с ним нахуй. Носите его нахуй на руках, соску ему давайте. Или там сосите его соску наоборот, блядь. Вот ваша задача нахуй. Это каждого государства касается. И азеров это касается тоже. Что думаете, Ильхама Алиева я не говорю, блядь. Думаете, мимо проходите, что ли? Да вы такие же соски нахуй, которые не можете поменять своего Алиева нахуй. Эрдогана тоже менять надо. Вы думаете, что, все просто, что ли? Да этих всех хуев бабаев надо менять. Вы что, ебанутые? Если вы ебанутые, да, вы будете говорить, нам не надо менять, нас не надо трогать, как кыргызы. Обычно кыргызы, это кутакбаши кыргызы, мне начинают писать, не лезь к нам, по-братски говорю, не лезь. А кто ты нахуй? Ты мне кто, уебок? Кыргыз, уебок, узкоглазый, уебок. Ты мне кто? А? Зародыш ебаный. Ты мне кто? Учить мне? Можно мне говорить тебе, менять твой президент или нет, нахуй? Выйди ты мне тоже говори, мне похуй.
Так же тебе должно быть похуй. Вот ты если поменяешь, я начну говорить, кыргызы молодцы, поменяли уже не 3-го президента, как обычно говорю, а 4-го или там 50-го президента поменяли. Молодцы, они могут. Вот так я скажу. А пока вы не можете, вы сейчас на параши, вы сейчас танцуете, я недавно в начале эфира говорил, вы танцуете, Новый год у вас в садиках проходит, вы узкожопые пиздолизы, вы лижете у Путина. У вас паспорта у всех красные нахуй. Мы, Башкортостан, Татарстан, не можем от этих паспортов избавиться, а вы, наоборот, берете их, покупаете за деньги, сосете там, лишь бы вам дали эти паспорта, чтобы подметать улицы, работать в этих ебаных тануки нахуй, сосать у Путина, у русских, блядь. Вот ваша задача, кыргызов. И что-то вы еще будете бурагозить на меня, нахуй? Идите нахуй. Вот решите свои проблемы, потом подходите. Окей? Потом, как говорится, может, я вас как-то проафиширую нахуй, что кыргызы образумились, как говорится, нахуй послали своего президента. Молодцы, даю 5 нахуй, работайте дальше. А так нахуй, хуесосы, как говорится, не лучше нас. Так, хоть бы вспомнили, что советские солдаты на стенах Берлина писали, что больше никогда не было войны. Ой, нахуй, блядь, пиздоболы нахуй. Это узкожопая система никогда нахуй не даст, нахуй, ну, как сказать, блядь, своему вранью, да, это вот своему пиздобольству до такой степени они вырастают, ну, как сказать, их пиздобольство растет, и над ними, вот я же поэтому говорю, хужагыз болмасқа тиеш. Народ до такой степени, блядь, это сказал, как это, блядь, овцами стали, что проглатывают все. Проглатывают нахуй везде все. И Путин может раз пиздануть, 2, 10. Им уже как бы похуй становится. Но в то же время они этим довольны. Они согласны пиздобольцам этим. Главное, у них нацисты это украинцы, нацики там живут откуда-то, хуй знает откуда, я не могу понять. У меня там двоюродный братишка живет, там нихуя нациков нету нахуй. У меня родственник там живут в Украине, нихуя там никого нету нациков, блядь. Где они там нациков нашли, я не знаю, блядь. И вот такая хуетационная, блядь, московская хуйня прокатывает вот таким долбоебом, блядь, и они начинают нам что-то втирать, блядь. Поэтому, туғанлар, Башкортостан һәм Татарстан, я, как говорится, я вас, как говорится, не знаю, блядь, нахуй, поддерживаю любым пониманием, в любом начинании, даже манкуртов, чтобы вы очнулись в конце до концов, нахуй. И мы начнем, блядь, действовать. Другого варианта нету. Если вы будете дальше вот так сидеть, нахуй, позориться, нахуй, умирать, блядь, убивать украинцев, блядь, ну это уже ни в какие рамки не влазит. Поэтому я и говорю, что нам манкурты не нужны. Легче нахуй нам их самим убить, чем они пока идут убивают украинцев. Легче нам нахуй их обезорудить. А может вообще закопать нахуй. Вот примерно так. А не то, что, блядь, нахуй. Много не говорили, а то просто по башке дадут тебе, какой бы точки мира не был, ты не был. Да мне похуй вообще, блядь, дадут или нет. Ты что ты думаешь, нахуй, Абдул Хасан, блядь, Абдул Манапов, который, блядь, мне что-то сказал и что-то такое, блядь. Дадут, не дадут, это не твое, как говорится, ебать должно дело вообще, блядь. Не твое дело, понимаешь? Мен bu yolga тұрдым, блядь, нахуй, не из-за трусости, нахуй, не из-за кого-то, из-за каких-то принципов дадут, не дадут. Как думаешь, выйти, не выйти, нахуй? Я в этот путь встал сам, самопроизвольно, видя, что, блядь, Башкортостан, Татарстанда убивает моих земляков. А если тебя Абдул Хасан в Узбекистане, или ты откуда, хуй знает, с Таджикистана, вас ебут, и вам это нравится, как говорится, вы же ишаков ебете по жизни, нахуй, там, блядь, в аулах, блядь. Если это вам нравится, как говорится, пердолиться в жопу, нахуй, на бутылках, блядь, ну, делайте дальше. Делайте, нахуй. Работайте, нахуй, братья, работайте, нахуй. Главное, нахуй, не перетрудитесь, нахуй. Русских как нация нету. Да, вот именно, блядь. Вот, уже выходит, блядь. Я же говорю, блядь, я с первого предложения уже хотел, блядь, Абул Хасана заблокировать. Как мужик, что не воевал, как трус уехал.
Блядь, Татьянка, это из той категории гондонов, это из тех, которые коммунисты, нахуй. Это узбекские или таджикские коммунисты, блядь, Абдул Хасан, блядь. Коммуняга сраная, нахуй, слушай меня внимательно. Когда мои братья-мусульмане, узбеки, придут освобождать Ташкент, освобождать Узбекистан, вот такие, как ты, нахуй, первые, нахуй, будете истреблены. Имей в виду, нахуй. Имей в виду. Всех коммунях, нахуй, будем порешать, нахуй. Ты не думай, что освобождение Сирии это остановка, нахуй. После освобождения Сирии пойдет, как говорят, освобождение Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Ты не думай, что это все закончилось, блядь. Надеюсь, ты понял меня. Поэтому, как говорится, манкурты, красножопошники, нахуй, коммуняги, нахуй, сраные, нахуй, вам пизда всем, блядь. Всем пизда. Хоть тебе 100 лет там, пусть похуй, хоть тебе 10 лет, похуй, блядь. Вам всем пизда, нахуй, блядь. Я вам скажу, блядь. Потому что вы, суки, и тот народ, подобие Башкортостана и в Татарстане, манкуртов, которые, блядь, нахуй, топят это государство, блядь, ездя, нахуй, челноками, блядь, в пидорасию зарабатывать этот деревянный сраный рубль, нахуй. Вот из той категории, которые сны видят только с Россией, блядь, целуются в десна, ебутся в жопу, нахуй, вот из той категории. Поэтому давай, до свидос, нахуй. Сені даже ухайсы келме дальше уже, нахуй, сені комментарийларыңа. Мен сені уже аңладым. Кутак санаға. Ты одним словом кутак санаға. Сен татар ма қызық? Мен башқұрт, татар, өзбек, мен бүтінісін сігем, нахуй. Уничтожитель мен, нахуй. И не было русских искусственно выдуманных Сталином. Само собой, это выделенная тема, но мы эту тему решили не поднимать, потому что эта тема, вот и Татьяне скажу, что русских нету, мы не можем поднимать, потому что у нас сейчас цель уничтожить русских. Если вы уберете этих русских, кого вы уничтожать-то собрались, блядь? Поэтому давайте мы сперва уничтожим эту Москву сраную, нахуй. Давайте мы, надеюсь, мы соберем этот народ, который против них станет, блядь, а не всяких вот этих Абдул Хасанов, блядь, гондонов, манкуртов, блядь. И, как говорится, после того, как уничтожим Москву, и вы, как смелые украинцы, которые возьмут эту Москву как под Киев туалетом, вы там сделаете, как говорится, свое население, там рабы финно-угры, можете назвать так, рабы финно-угры, а так везде Украина должна быть там, все, это рабы. Все. И так пропадет это Россия, пидорасия пропадет, русские пропадут. Вот это моя задача, блядь, уничтожить Москву. Вот это самая цель. Другого не должно быть вообще. Вообще не должно быть. Потому что если мы сейчас, блядь, нахуй это не сделаем, то наши дети точно, нахуй, будут хуй поймешь кто, блядь. То ли узкожопые, то ли татары, то ли башкиры, хуй поймешь, узкоглазые. Непонятно, кто они будут. Поэтому мы сейчас должны это понять и поставить над этим, нахуй, огромный, нахуй, точку, блядь, нахуй, чтобы никто, нахуй, после этого, нахуй, не выебывался, блядь. Никто, нахуй, что когда-то были русские там. Кто такие, нахуй? Вообще мы не знаем таких. Вот примерно вот так должно быть отголоски от людей. Вообще хуй знает, блядь. Здесь раньше пидорасия была. Вы вообще никогда не слышали, нахуй. Никогда, нахуй. Вот так должна быть написана история в будущем. Примерно так, чтобы полностью, нахуй, отдуплились, нахуй, новые люди после нас. Это, получается, наши внуки. Наши внуки, не дай Аллах, должны узнать про пидорасию. Вот поэтому наша задача уничтожить ради внуков, как наши деды в 41-45 оставили нам ради внуков эту победу, а теперь наша победа наоборот, прикиньте, блядь. Вообще горизонтально, перпендикулярно, наоборот, будет работать на то, что мы, наоборот, эту историю им покажем по-другому, что здесь не было пидорасии, Башкортостан с Татарстаном всю жизнь были независимыми, Украина тоже была независимая, которая дошла до этой Москвы, это вся территория будет Украина, короче. Вот примерно так, блядь, Кавказ тоже будет до Воронежа, короче, тоже здесь был Кавказ огромный. Все, вот эта история должна быть написана. Вот так вот.
Казахстан тоже был до Сибири, там, до Оренбурга, все это было Казахстаном, все, эта история должна быть. У наших внуков. Понимаете смысл? Значит, у наших детей, когда родятся внуки, очень мало времени осталось. Очень мало. Поэтому тарашырға керек туғандар. Год-два нахуй. Срочно, пока не выдали дочек, сыновей, как говорится, замуж, пока не родились у них дети. Срочно надо щекотиться, блядь. Примерно так. Другого варианта я никак не вижу, блядь, чтобы забыть эту пидорасию раз и навсегда. А так, в данный момент есть русские. Не забывайте, эти узкожопых надо убить сперва, чтобы их истребить. Потом будем называть там туалет Киева. Туалет Киева. Не Москва, а туалет Киева. Примерно вот так. А там шнырье ебаное будет бегать. Ихние местные рабы, короче. Финно-угры. Вот с них нужно сделать манкуртов, блядь. Понимаете? Из узкожопых сделаем мы манкуртов. Чтобы они забыли. Всем им на головы привяжем, блядь, нахуй, сбреем и привяжем, нахуй, баранью шкуру, нахуй. Хорошо завяжем и их будем, блядь, морить, нахуй, на казахстанских степях, нахуй. Они, чтоб забывали память, нахуй. И потом им скажем, что ихние хозяева были украинцы. И они тоже украинцы, которые просто не подчинились своему царю в свое время, Зеленскому. И ну, пизды получили, и вот шкуру, нахуй, на голову им надели. Вот и все, нахуй, понимаете? Вот примерно так и будем делать с ними. Так что узкожопые готовьтесь, бляди, нахуй. Будем делать так, нахуй. Так, красавчик, Рахман. Извините, вы больной человек? Путин больной. Лариска, писька. Путин больной, не я. Не я. Сухроб, ты сам кто? Сухробик, нахуй. Чё ты такой вопрос задаешь? Кто я, никто, нахуй, блядь, нахуй. Я поражаюсь, блядь, вот так как ты откуда, ты кто, блядь, нахуй. Привет из Литвы. Привет, привет. Литвага салям. Красава. Так, кстати, блядь, нахуй. Так. Да, манкуртов надо всех истреблять. Брат, нервный камень. Да, нахуй, можно как хуеплютлар отырып блядь, манкуртлар миямске башлайды, джалаблар. Кто такие манкурты? Это те, которые, нахуй, забыли свою нацию. Манкурты это те, которые забыли свою нацию. Вот погуглите, ёпарасота. 70 лет делаете. Не говори, не 70, а 500 лет нахуй никак не можем выйти из рабства. Не 70, 70 это хуйня. 500. Вот отвечать. Манкурты это славяноподобная народность из центра России. Славяне преимущественно светловолосые, а манкурты темнее. Ну, пиздец, ответил тоже. Манкурты это те, блядь, нахуй, которые, блядь, забыли свою нацию. Как этот пидор Путин говорит, идентичность свою, блядь. Автор красава Рахмат. Чем опять русские не угодили? Да узкожопые никогда не угодят, нахуй. Никогда, пока вы не исчезнете у ёбки, нахуй. Вот, манкурт, согласно роману, взятый в плен человек. Ну вот, надеюсь, дошло этим долбоящерам. Так. Как я с тобой, Соляна? Херсон так шлифует мирный народ. За что? Мы говорим на русском. За что? А я... Вот, Татьяна, ты вообще новенькая вроде. Подпишись, если не трудно там. У меня другие каналы тоже там до хрена есть. ТикТок тоже есть. И этот... Я-то что говорю? Я уже это год долблю, что моя тетя с Украины, с Харькова. Блять, мой братишка заебался нахуй в подвалах жить, блядь. Заебался. Он учебу еле закончил, не закончил. Хуй знает, блядь, нахрен. Мы, конечно, так... 1000 лет один раз общаемся, но по крайней мере.
По крайней мере, он заебался то там, то сям, шкерится, блядь. Работал вроде в Киеве, нахуй, бомбят, нахуй, заебался тоже, вернулся в аул, короче, себе. Поехал в село, короче. И вот сейчас там. Ну, потому что ему надо присматривать за бабушкой, за тетей, все пожилые. И вот такая тема. Он наполовину украинец. Тетя моя, вот. Кстати, тетю мою тоже там похоронили. Эти пидорасы долбят нахуй землю моей тети, блядь, кстати, блядь, уроды. Это ненормальные вещи, говорит. Ты в тюрьме где-нибудь ты видел? Нет, нахуй этот, блядь, телефон, блядь. Я хуею над ним, блядь. Я пытаюсь все комментарии читать, Туганлар. Я же не Габасов, не читать, блядь. Пытаюсь все читать. Я читаю и пытаюсь отвечать вам. 70 лет делаете, и все пусто, бла-бла. 70 лет делаете, что делаете? Вот это я не могу понять, 70 лет, что делаете? Вот хотя бы вы мысль свою дописывайте, я же вам не Ванга, блядь, угадывать вам ваши мысли, блин. Дописывайте 70 лет, бла-бла. 500 лет, бла-бла, 500 лет. Если, дядя, ты если только вошел в мой канал, 500 лет, если что ты понял, 500 лет никто ничего не делает. 500 лет в рабстве Татарстан, 500 лет в рабстве Башкортостан. 500 лет в рабстве, наверное, тоже Чечня, тоже так же, наверное, в этой эпопее, блядь. И Дагестан также, наверное. Я не знаю, сколько они лет в рабстве. Ну, явно с этой пидорасии все в рабстве. Не 70 лет, блядь, не 70. Откуда это число берут 70, блядь, я не могу понять, блядь. Где ты в 70 лет с кем воевал, блядь? Чтоб ты 70 лет говорить. Или кто-то от тебя воевал. Казахи в теме. Вот я говорю, казахи только в теме, блядь. Другие как дауны, нахуй. Узбеки, кыргызы, таджики, они дауны. Они метут улицы, метут. Инанг баттагилары, вы до каких пор будете мести, блядь? Азгина, голову в политику тоже надо сувать, блядь. Вы хотя бы чуть-чуть сувать надо же, блядь. Ну ладно, не 37 миллионов засуньте в политику, не говорю же. Ну какой-то из ваших контингентов же должен топить за независимость Узбекистана. Хоть вы кричите, вы независимые. Нихуя. Мирзияев, блядь, как приперся, блядь, засланный казачок, блядь, от пидорасии, нахуй. Вот и вам, над вами рулит после Каримова. И что вы думаете, вы независимы, что ли? Нихуя, вы рабы, блядь. Рабы такие же, блядь. Не лучше нас, не лучше. Некоторые даже я уже игнорю, чисто блокирую, короче. Так, Павел, ну им такое описание создали из-за того, что они находились под властью монголов. А так-то манкурты это просто народная основа России. Ну, Эстра, блин, конечно, ты загнул тут, блин. Ненародность это манкурты. Я не знаю, блин, о чем ты пишешь, я не могу понять, Эстра, блин. Это, да, если ты издалека хочешь сказать, что все народы в этой пидорасии манкурты, да, ты вот так можешь сказать. Но внутри них есть, как мы, не манкурты. Вот это тоже как бы объясняй, если ты объясняешь человеку о чем-то, что такое манкурты. Манкурты, я вам еще раз повторяюсь, скажу. Манкурт это есть и в русском, и в чеченце, и у всех есть это. У всех. Это тот, который забыл свою нацию, свою идентичность и перешел на сторону врага, блядь. Теперь, надеюсь, я вам донес. Вот это и есть манкурт, блядь. Поэтому мы их будем ебать, нахуй, по полной программе. Надеюсь, донес? Донес, надеюсь. Манкуртов в первую очередь будем ебать до русских. Потом перейдем на русских. Надеюсь, донес. На русском и ебаном языке донес я вам. Говори о себе. Чем ты таким занимаешься, чтобы мы тебя слышали? Шалом из Одессы. — Юрий Зенков. Вот, окей, ты новенький у меня, наверное. — 1 января 2023 года. 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 1 января 20
Я говорю не о себе, обо мне не надо мне говорить. Я говорю о Башкортостане и Татарстане. Чтобы вы увидели, чтобы мы, Башкортостан и Татарстан, на вашей земле на время собрали народ, а вы нам помогли оружием, которое берете у американцев, чтобы мы пошли разъебали Москву. Как вам такая тема? Если интересно, соедините меня с теми, кто эту тему решает. Примерно так. Надеюсь, я коротко и ясно донес. А это я долблю каждый день. Чуть ли не каждый день, блядь, у меня эфир. Через день делаю, потому что вот я не сплю сейчас. Считай, сегодня уже не смогу сделать. Завтра, может, я делать буду. Потому что я еще не спать не ложился. С вами уже 8 часов 26 минут. Так. Салям, Данис, салям Ташкентан, правильно говоришь. Узбеклар куркак милләт. Блядь. Куркагамас. Куркак миллямат, узбеклар, блядь, нахуй. Они хотят денег заработать. Вот это меня бесит, блядь. Поэтому я и же, блядь, чмырю, блядь, чтобы они съебались из этой пидорасии, блядь. Они заебали зарабатывать деньги, блядь. Поэтому меня они бесят, нахуй. Пуль хочет кетмейді. 100 гапырдым. Ёк, нихуя не понимает, блядь. Я говорю, блядь, нахуй. Деньги на время перестаньте зарабатывать, пиздуйте домой, блядь. Не сдохните, нахуй. Оставьте Москву разъебанной. Не то, что Москву, блядь, всю пидорасию оставьте, блядь. Вас же, блядь, нахуй 6 миллионов заехало сюда, 6 миллионов. Примерно это еще, блядь, во время Каримова говорилось это. Если у вас всего 37 миллионов, и из них 6 миллионов в Москве, блядь, России. Это же жопа, блядь. 6 миллионов, блядь. Если это 6 миллионов отток уйдет, Москва хуй будет сосать, блядь. Понимаете смысл? Вот в чем прикол, блядь. А не то, что там, блядь, я же вам не говорю, идем, помоги, как эти узкожопые вас тащат, блядь, нахуй Сахарова, и оттуда вас ебут Сахарова, и потом вы подписываете контракт и едете туда, потом ноете. Я не хотел умирать, и у меня забрали, заставили. Недавно я же загружал узбека одного, блядь, который ныл нахуй. Я же вам показывал, слышали вместе. Который мужик поехал заработать денег, понимаешь ли, с кем-то подрался, а его забрали на 3 года. И чтобы откосить от тюрьмы, поехал на СВО, блядь. Вот тебе и на нахуй. Сейчас пленный, блядь, в Украине. Заебись? Заебись, нахуй. А нахуй так опускаться, если можно было просто ему уехать домой. Пизды дали русским, молодцы. Съебись нахуй, съебись нахуй. Хуй ты там околачиваешься, чтобы тебя менты поймали. Пизды давайте уезжайте, базара нет, по-братски будет нахуй. Я рад за это буду. Но не в тюрьму же садиться, блядь. Потом пиздовать в армию, блядь. Позор, позор. Поэтому я и говорю вам, пиздуйте домой и зарабатывайте дома деньги. Или приезжайте вот сюда в Европу, я вам помогу заехать, говорю вам. Вы нихуя не понимаете. Пару человек напишет, скажет, ой, брат, помоги, начинает узнавать, все, неинтересно. Им потому что пидорасии легче. Потому что пидорасия, коррупция. Им легче. А здесь нет коррупции. Здесь надо по-честному жить. Они не могут по-честному жить. Вот и все. Потому что шальные ручки нахуй. Так, ладно, око. Про Эрдогана правильно так. Второй мужик. Национализм не из нас, сказал пророк Мухаммад. Национализм. Вот опять один какой-то появился. Эй, братаны, которые по исламу, не надо меня лечить. Альхамдулилля, я знаю ислам, я знаю, что это такое. Национализм тебе никто не говорит. Тебе говорят уничтожить Москву. Говори как хочешь. Кафиры говори тогда. Как на твоем языке это общаться, блядь? На мусульманском. Кафиры говори. Говори, блядь, на крестоносцы. Как хочешь высказывайся, но вставай в наши ряды. Вот и все. Наша задача, как говорится, тебя, как говорится, нашу секту забрать. Мы же секта, так скажем. Ты же в ИГИЛ идешь, блядь, хуйней мается, в ИГИЛе, блядь. Которых вас в жопу отымели недавно, блядь, игиловцев ебаных, эти джавлани, блядь. И взяли Сирию. Молодцы, нахуй, уважуха, блядь. За которую адекватную жизнь, а не за сраный ИГИЛ, нахуй. Вахабиты сраные, нахуй. Вот, исходя от этого, нахуй,
похуй, я и ИГИЛ тоже возьму с собой, нахуй, если он будет против Москвы. До пизды, нахуй. Главное, нахуй, чтобы, блядь, резали русских. Вот и все. Будем резать русских, нахуй, будет нормально. Не будешь резать русских, Абдумомон, иди нахуй. Дрочи дальше, коммунизм свой. Уебок. Надеюсь, я тебе ответил, блядь. Я же каждый комментарий отвечаю. Не останавливайся. Будем ебать нахуй. Всех. Валейкум ассалам. Казахстанга салам. С уважением с Казахстана. Рахмат. Мен ведь айтамын, Казахстанға ясно, кто враг, кто не враг. В Казахстанда, альхамдулилля, Аллах Та'аля берген, это не так, чтобы... Вы не думали, что я их хвалю, блядь. Вы не думайте так. Я Аллаха шукр етем, что у Казахстанда вообще вот реально люди отдуплились. Что кто враг, кто не враг, они знают. А почему знают? Потому что они знают историю. Они знают Голодомор, где Башкортостан даже не знает, что был Голодомор, что помогали американцы. Они не знают. У них же, блядь, узкий мир. И узкий мир что сказал, то и есть. Да, Голодомор, понимаешь ли, Сталин сделал, а помогли американцы, а почему-то русские хорошие, американцы хуевые у башкортов и татар. Вы ебанутый народ, блядь. Вы ебанутые, тупорылые. А казахлар блялар историю свою. Кто, как говорится, их ебал и кормил. Поэтому они готовы выебать Москву. Они готовы выебать Москву сейчас, прямо сейчас. Дай им оружие. Но, увы, и у нас нет оружия, блядь. Было бы у меня оружие, я бы, блядь, давно уже поскакал бы нахуй. Понимаете? Но, как говорится, один в поле не воин. Вот это еще есть минус, блядь. Один в поле не воин, поэтому 50 тысяч людей будем набирать. 50 тысяч будет нормально. 25 тысяч Башкортостандан, 25 тысяч Татарстандан. Надо набрать народ. Другого варианта нет. Потому что я думал 5 тысяч, 10 тысяч в начале, 1000 человек говорил. Хотя бы давайте наберем. Нет, 50 тысяч это будет нормальная тема. Почему? Потому что так скажем, мыслям Сирии, которые шли против Дамаска, я думаю, 50 тысяч там было. Может, было меньше, но 50 тысяч для убиения Москвы, блядь, это нормально. Потому что неизвестно, как говорится, нас что там ждет, блядь. Поэтому нам нужно лучше иметь запас. Плюс еще какую-то часть, блядь, мы должны будем оставить для сохранности Башкортостана с Татарстаном. А потом двигаться. Как бы эшелон должен быть такой нормальный. Поход будет нормальный такой. А не так, что 5 человек, блядь, и все, блядь. Примерно так. Русские это манкурты, кто скажет? Нет. У русских тоже есть манкурты. Но вот этого вот этот русский не может понять про манкуртов. Смотри, русские. У русских есть манкурты. Но, блядь, мне кажется, что у них все манкурты, блядь, нахуй. Не то, что не манкурт, даже их нельзя назвать манкуртами. Можно, наверное, назвать, блядь, не знаю, блядь, это манкурты для них даже не катят. Они враги народа, нахуй. Они поголовно, нахуй, полностью конченые, блядь. Их даже манкуртами их назвать нельзя. У них, по сути, нет манкуртов. Все нацисты. Все нацисты у узкожопых, блядь. Вот в чем прикол, блядь. И у них, блядь, слово манкурт не прокатывает. Она не работает на них, блядь. Потому что они все шовинисты, ебланисты, имперцы и все вот это шваль, нахуй. Вот если из этой категории вырвать, блядь, кого-то, ну явно не манкурты же это. Это не манкурты, блядь. Это именно начало зла, блядь. Чтобы потом человек стал манкуртом. А до этого они не могут быть манкуртами. Кому они будут манкуртами? Кому? Над кем? Под кем они будут манкуртами, точнее, блядь? Под кем они манкуртами? Ни под кем. У них нет выше кто-то. А вот если мы ебанем их нахуй, Башкортостан с Татарстаном, с Кавказом, вот они могут
стать потом в дальнейшем рабами украинцев. Мы им подарим, украинцам их, чтобы на перевоспитание. И вот примерно вот они потом становиться будут манкуртами. Их нужно сделать манкуртами. Нужно. Они пока не манкурты, блядь. Иконечки. Хорошо, блядь. Манкурт ясарга керек. Вот секкенлерно нахуй. Вот, кстати, идею хорошую ты подкинул. На другом эфире будем тему это поднимать. Слава Украине, Алга Казахстан, живи Беларусь. Да, кстати, насчет Беларуси то же самое. Блять, Лукашку, сука, в памперсы. Я всегда говорил, блять, Лукашка в памперсы и, блять, как говорится, на Трещатник или дубль 2 Трещатник. В этот разруху московскую нахуй. Алик Валеев. Слава киевскому князю Владимиру Путину. Чё за пашак, блять, какой-то нахуй. Так. Гиви. Я удивляюсь, неужели все согласны или за деньги идут в Украину, на Украину? Согласны. Вот Гиви. Согласны и за деньги. Однако, как вижу, ошибался немного и по-азербайджански понимаю. Так что чок согол. Рахмат. Гамарджуба Гугурагат. Мерси Баку. Так. Конечно, он гасится где-то, что с рус, когда поймают, ныть будет как черт. Пошел нахуй, Миша, нахуй. Ебаный, галустян ебаный, нахуй. И нахуй. Путин 3-2 раз. Путин князь, Киев за 3 дня. Сука. Кто против России, тот против... Да, сибирячка, пизду свою кошелку нахуй. Закрой, иди нахуй отсюда. Овца ебаная. Князь Киевский Владимир с 1956. Ну да, там надо, уебок пишет Путин нахуй. Хуютин, блядь. Нет больше Курска. Надеюсь, надеюсь. Кстати, насчет Курска украинцам. Не дай Аллах, не отдавайте этот Курск нахуй. Просто не отдавайте. Это дорога в Москву, потому что по моему плану, как мы в Башкортостан с Татарстаном войдем, снизу, как всегда, в других эфирах постоянно говорю, снизу Ичкерия пойдет с Кавказа. И с левого фланга, как раз таки вот те, Псков, Курск, блядь, по этим ебаным дорогам, вам надо будет зайти, блядь, слева, как раз таки к, блядь, Рублевскому нахуй шоссе, блядь, Рублевке, Барвихе, этого гандона прижать, блядь, с этого конца, блядь. Он, конечно, захочет, наверное, наверх упиздить куда-то наверх, блядь, ну, в Питере будем выкуривать его, наверное, посмотрим, где будем выкуривать, но главное, с 3 сторон, если мы зажмем, то мы его прижмем туда наверх, а дальше уже Финляндии, куда-то он никуда не съебется. Крайняк, может он съебаться какой-нибудь егошний, блядь, подводную лодку, как, блядь, капитан Немо, нахуй, куда-нибудь уплывет, нахуй, но мы будем искать его и там, блядь. Как говорится, найдем, как говорится, мы его выкуривать будем даже под водой. Вот так вот, захочет, если он Себастьяна делать. Народ отупел, 20 лет одна и та же система. Ну, вот я говорю, блядь, не то, что 20, тут, блядь, нахуй. С 90-х даже можно говорить одна и та же система. С 90-х, блядь. 35 лет, блядь, Туган наш. 35, вот, прикиньте, накануне, да, 25-го года, грубо говоря, с 90-х, я считаю, считать, это, блядь, 35 лет жизни наших, блядь, просто на смарку, блядь, просто, блядь. Вот мне 39 лет, нахуй. Нахуй я жил, почему я жил, не могу понять, блядь. Поэтому мы должны, нахуй, все земли отвоевать, нахуй. Наша задача это.
чтобы понять, блядь, свободу Татарстану, свободу Башкортостану, свободу Бангладеш, свободу Кавказу, да, Олга. На карту посмотри, один мат, и причем русский. Да вообще похуй нахуй. Поймите одну вещь нахуй. Все вам уже давно вдолбили, что у узкожопого языка нету. У узкожопых вообще и нации нету. Поймите, финно-угры это финно-угры. И мы неизвестно на каком языке говорим, блядь. А говорите хоть альхамдулля, что вы уёбки узкожопые понимаете, что у вас есть хотя бы вот этот язык. А так вы хуй, блядь, нас поняли бы, дебилы. Мы-то башкирты, татары, казахи друг друга поймем. А вы-то хуи будете сосать, дебилы. Переводчик вам нужен, чтобы нас понять. Тупорылые овцы. Говорит, вот это меня убивает. Еще претензии делают, блядь, эти узкожопые. Я же вам загружал сюда с ТикТока претензии. Типа, говорит, я на русском говорю, оказывается. Овца. Это бабушка, блядь, из Германии, блядь. Сука, Эльвира какая-то. Овца Эльвира, блядь. Если я на русском не буду говорить, дура ты, тупорылая, ты же не будешь меня понимать, дебилоид на. Вот этих уёбков, узкожопых не могу понять, если мы про вас говорим, блядь, на каком, сука, вам языке говорить, тупорылые овцы. Если вы, только что я вам давал прослушивать, казах говорит на казахском для тануки, какого хуя в тануке, уёбки, вы на русском говорите в Казахстане. Тануки, пацан хочет заказать на казахском. Вы его кайф обламываете, уёбки на русском говорите. Вы потом говорите, какого хуя я говорю вам на русском. Давайте тогда на татарском буду говорить. Из 206 человек, блядь, останется от силы, блядь, 10 человек, которые будут понимать. Если эти вы, суки, сейчас сидите тут. Заполоняете мне эфир, блядь. Примерно так. Надеюсь, я донес вам, блядь, чтобы затрахали со своим языком. Как будто невъебенный язык, блядь, блядь. Это ничего, скоро так и будет. Башкортостан на Татарстанда, я же вам уже, блядь, сказал, блядь. Школы все будут на башкорт хам татар тілінде. Вы заебетесь нахуй учить, блядь. Не нравится, пиздуйте московское болото нахуй. Вот и все. Ваша задача послать вас нахуй. И это я создам, блядь. Россияне, имперцы, ничего с этим не сделаешь. Вот я говорю, блядь, их нельзя назвать манкуртами. Этих имперцев нельзя назвать манкуртами. Они не манкурты, они, наоборот, создаватели манкуртов. Они создаватели этой всей, сука, системы. Вот они-то и создают манкуртов, блядь. Думаете, что, Чингис Айтматов этот зачем написал-то? Чингис Айтматов сам был манкурт. Его отец, родители тоже были манкуртами-коммунистами. И потом, когда он опиздюлился где-то, решил написать эту книжку Манкурта, блядь. Так что почитайте, нахуй он его писал вообще. Чтобы вы понимали. И откуда это слово он придумал. И разные люди его по-разному расчленяют, нахуй. И я по-свойски, если по-узбекски расчленять его, да, Манкурт. Это Манкурт. Курт, если это... Башкорт это типа волк или там голова, баш там, да, башкорт, корт это если волк, а ман это башамнан ман это типа отказался от головы. Манкурт, блядь, отказался от головы, если так интерпретировать, блядь. Манкурт это типа он лишился головы, отказался от головы. Это типа если говорить от своего лица, то манкурт. Типа этот. Курт это голова, если грубо, да? Или волк, голова, как хотите его переводить можно. Если примерно будем говорить, курт это голова. Ман это типа я отказался от своей головы, типа. Я нахуй отказался, типа, да? Вот типа вот манкурт кылдым, ман это типа отказался. Вот на узбекском ман это отказался, типа нахуй избавился от головы. Это вот это и есть, блядь. Человек избавляется от своей ебаной головы, становится манкуртом. Примерно так. Конечно,
Непонятно, что он имел в виду, нахуй. Откуда это слово он придумал, блядь. Ну, зато звучит, главное, блядь. И запоминающее слово. Нихуя не забудешь это слово, блядь. Потому что, блядь, в отражении сидят эти, суки, Хабировы, Кадыровы. Никак ты забудешь этих пидорасов. Никак. Это наши цели, нахуй. Еще один самолет попал в эту катастрофу. Ёбаный в рот. Заебись, нахуй. Снова, наверное, этот влетела, нахуй, путинская шальная пуля, нахуй. Долой Бахчисарай. Что за долой Бахчисарай, нахуй? Коммунисты вперед. В жопу тебе, нахуй, вперед. Уёба какой-то, блядь. И кяллинге сейчас кем, блядь. Да, дұрыс айтасың, бауырым, рахмат. Независимость татарам. Мои соболезнования погибшим в Корее. Что за хрень? В Корее что-то произошло, что ли? Интересно. Давайте-ка проверим. Да, 3 часа назад в Южной Корее разбился пассажирский самолет, блядь. В Южной Корее при посадке в аэропорту разбился самолет со 181 человеком. Нихуя себе. Погибли почти все. В Южной Корее в аэропорту разбился самолет со 181, блядь. Ебать. Международным аэропортом Муан, Южная Корея, потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737. Авиакомпания Julie Air, следующим рейсом из Бангкока. По предварительной информации, погибли почти все из 181 находившихся на борту человека. Россиян среди них не было. Причиной аварии могла стать неисправность на шоссе по столкновению с птицами. По шасси после столкновения с птицами. Опять птицы, нахуй. Заебали. Спасательная работа продолжается. Власти начали расследование. Ну явно это нахуй этот хуй, блядь, ебанул, блядь. Из Северной Кореи этот Ким Чен Ын, блядь. Решил, блядь, продемонстрировать себя как этот путинососовская хуйтация. Так, в воскресенье 29 декабря в Южной Корее произошла одна из крупнейших в истории страны катастрофы. Самолет Boeing 737 Julie Air, выполняющий рейс из Бангкока. Международный аэропорт Муан потерпел крушение при посадке. На борту находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет на большой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился на несколько частей и загорелся. Пожар удалось потушить спустя несколько часов после начала спасательной операции. По последним данным, погибли почти все. Предварительное расследование указывает на возможный отказ системы шасси при посадке, сообщает южнокорейское агентство Ryonhap. Эксперты предполагают, что причиной могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами, что привело к невозможности контролировать движение самолета на взлетно-посадочной полосе. Точная причина крушения станет известна только после анализа бортовых самописцев, которые были обнаружены на месте катастрофы. Местные власти отреагировали на происшествие. Исполняющий обязанности президент Южной Кореи Чхве Сангмок призвал мобилизовать все возможные ресурсы для окончания помощи пострадавшим проведения спасательных работ. На месте крушения были направлены более 80 пожарных и 80 военнослужащих, которые занимаются поиском возможных выживших и устранением последней аварии. Позже туда прибыл и сам ИО главы государства. Крушение в Муане – первая авиакатастрофа за 20-летнюю историю крупнейшего южнокорейского лоукостера Julie Air. Компания эксплуатирует Boeing 737-800 с 2017 года. До этого они принадлежали Ryanair. Судно постоянно 2009 года. Построено судно 2009 года. Оно регулярно проходило техническое обслуживание, однако детали последней проверки пока не разглашаются. Пиздец, пиздец, да. Тут нахуй только хвост торчит, там ничего нету нахуй, прикиньте. Вообще, самолета нету здесь, блядь. Параша.
Это параша, блядь. Это жопа. Эх, блядь. Ну, явно, нахуй, какая-то диверсия или что-то в этом роде, нахуй. Это что-то такое, нахуй. Да. Порожняк пиздец, нахуй, конечно, пиздец. Но погибель людей, конечно, это везде печально. Что я могу сказать? Но наша задача все равно по уничтожению Москвы должна всегда продолжаться. Поэтому, как говорится, мы идем по своей цели. Каждый человек создает, как говорится, свою жизнь сам. Сколько тебе платят? Вот как они меня заебывают, вот эти... Сколько тебе платят, блядь, нахуй? Я поражаюсь, блядь, нахуй. Вот просто хуею, блядь, нахуй. Вот 8 часов 51 минута. Я сегодня рекорды бью, блядь. Вы думаете, вот за это 9-часовой стрим кто-то должен кому-то платить, что ли? Вот этого я не могу понять, блядь. Над людьми, которые, блядь, думают, что кто-то платит. Габасову кто-то платит. Вот Кашапову, я вам сказал, платят. Кашапову платят. Но я тоже это не поймал, но платят. Габасову никто нахуй не платит. Кому он нахуй нужен? Я вообще, меня в лицо видели, нет, блядь, чтобы мне кто-то платил, блядь. Я только хочу вылезти нахуй, как говорится, в окошко, так скажем, блядь. А так, блядь, я ни у кого ничего не прошу, блядь. Даже вот у меня, блядь, бывает порой иногда интернет у меня, что-то с интернетом происходит. Интернет у меня минимум стоит там 25 евро, там 30 евро, по-разному, 20 евро, как хочешь покупаешь, блядь. Ну, и даже шунаргабить ни у кого ничего, блядь, дотации чего-то не прошу. Аллах шукр, нахуй это мне нужно, блядь. Потом вот такие, блядь, утырки ебаные, потом мне утыкали, кто тебе платит, что платит, да кутарам куйдам, блядь. Мне ничего не надо, ничего, блядь. За свободу Башкортостана и Татарстана нахуй мне чьи-то деньги, объясните мне. Это логически, блядь, нахуй, несовпадение, блядь. А кому-то, если платят, пусть платят. Это ихняя жизнь, нахуй. А Башкортостан с Татарстаном, оплачивая меня, он не станет свободным, нахуй. А если я сам по себе это делаю, нахуй, он будет свободный, потому что мы пойдем воевать против Москвы, нахуй. И для этого нам точно платить ничего не надо. А я всегда говорю, инвесторов и помощь Украины для чего? Чтобы, блядь, нахуй, понимали, что у нас нихуя ничего нету. Это я для чего это говорю? Если у меня были бы какие-то инвесторы, я явно, наверное, не говорил бы, блядь, помогите нам, чтобы мы плацдарм нашли, помогите нам с оружием против Москвы и так далее. Я этого даже не говорил бы, если бы у меня были бы инвесторы. Так что, надеюсь, я ответил вам про это. А так, блядь, если есть инвесторы, добро пожаловать, помогайте. Будем, как говорится, покупать на это все оружие и так далее. Примерно вот такие инвесторы нужны, которые могут лично сами, как говорится, договориться с Европой, с Америкой, чтобы купить их оружие. Я бы сразу, наверное, купил бы какое-нибудь высокоточное оружие в виде Shadow, блядь, который долетит 5-6 тысяч километров нахуй до Москвы. Только таким я ебашил бы, блядь, Москву. Даже я не подходил бы туда. Только вот с Украины или с какой-то плацдарма, с Курска, допустим, ебашил бы по Москве. Похуй. Все. Разохуярил бы Москву, блядь, со всех щелей, блядь, нахуй. Выкурить этого пидораса, блядь, Путина. И все. Нахуй мне деньги, блядь. Деньги, блядь, нахуй все. В Москве. Поэтому, как говорится, отсюда у кого-то брать деньги, это неуместно. Все деньги в Москве. И мы идем в Москву, нахуй, за деньгами. Кстати, если кому интересно, нахуй. Вот так вот. Надеюсь, ответил. А у меня вопрос. А что с теми людьми, кто против войны, кто просто мирно живет? Я про это 1000 раз ответил.
Я даже тем сказал, которые не пойдут с нами воевать. Я даже сказал, даже тюремщикам сказал, чтобы тюремщики, которые не захотят идти воевать, они останутся там же в камере. Проблем нет. Мы же еще, блядь, как зайдем, все тюрьмы освободим по окраине Башкортостана и Татарстана. Челябинск, Пермь, все тюрьмы выйдут. Все будут освобождены, все поголовно. Маньяки, не маньяки, нахуй. Дети-убийцы, похуй, все будут освобождены. Если они скажут, идут на Москву. И там я не буду рассматривать, они русские или не русские, да пизды будет. Идут на Москву, освобождены. Все. Не идут на Москву, скажут, нет, мы не хотим, похуй, не хотят, также сидят дальше. Вот и все. Вы что думаете, все просто, что ли? Нихуя не просто, блядь. Вы думаете, что, блядь, нахуй? Машку съел, как Машку, нахуй сел, Машку сел, или как это, блядь, это выражение, блядь? Машку за ляжку? Нихуя, нихуя. Поэтому, как говорится, тут задача именно будет такова, что, блядь, нахуй, если ты в это дело влазишь, нахуй, значит, нахуй, идешь до конца. Нет такого, что, блядь, как Пригожин на полдороги поехал, этот хуй, блядь, этот Пирожков, блядь, ебаный, позвал его, этот Барянги, нахуй, картошка, блядь, позвал его, нахуй, это, как его звали, Лукашка, ебашка, блядь, и все, нахуй, ему попиздил, понимаешь, Беларусь со своим Вагнером, блядь, нахуй, это же нужно быть лохопедровкой, блядь. У нас не такое, нахуй, система, блядь. Мы куда-то туда позвали, туда не пойдем. Нам, во-первых, нас некуда звать и некому звать нас, блядь. Кто нас будет звать, нахуй? Мы идем против Москвы, блядь. Кто нас позовет? Позовет, сам пизды получит, нахуй. Кто нас будет перебивать? Никто. Понимаете, вот такая цель должна быть. Я же вам говорю, у нас нет хозяев. Нам не нужны хозяева. Имейте в виду, блядь. Хотел хозяин сказать, имейте совесть, нахуй. Какая у вас может быть совесть? У ёбков, нахуй, блядь. Какая совесть, нахуй? Узкожопые, блядь, только могут такие вопросы задавать, нахуй, тупорылые. Насчет Турана я не согласен. Где есть Турция, нахуй их, блядь. Турцию, нахуй, тоже, блядь, так же. Вместе с Путиным можно выебать, нахуй. Как говорится, на одном стуле сидит, блядь, то с Путиным, то с Америкой. Нахуй он такой Туран нужен, блядь. Нахуй такой турк нахуй нужен. Нахуй нам этот Эрдоган сраный нужен, блядь. Со своими, нахуй, пиздобольными действиями, блядь. Не-не-не. Туран Башкортостанга нахуй не нужен. Если он Кашапов будет тискаться, нахуй, с Турана, пусть тискается. Башкортостан будет сам по себе и все. Так. Как можно поддерживать таких, когда матерятся и разделяют людей против религии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи Абдумомин. И me сизме, сенме, qanaqa gapiray senga, блядь, men bilmayman, как тебе, блядь, qanday senga tushuntirsam bo'lar ekan, Как можно поддерживать? Поддерживать кама? Кама, ты мне, блядь, уже одолжение делаешь, понимаешь? Одолжение кутинге тхпой нахуй. Иди катись нахуй. Тебе что-то кто-то предъявляет, что ли? Я предъявляю нахуй своему узбекскому народу, который вас выебет нахуй, высушит. Вот таких уебков, которые сидят нахуй, типа, блядь, читают Коран, сами не знают, за что воюют, блядь. Или точнее, зачем они вообще живут даже. Вы даже не понимаете, зачем вы живете. 37 миллионов человек, уебков, блядь, которые подметают Москву. Вы делаете сабр? Не в сабре дело. И пророкам меня не надо здесь им, как бы, так скажем, ультиматум делать мне. Не надо его, как говорится, имя марать в наших делах. Надеюсь, я тебе донес, блядь. Уебок. Странные люди, нахуй. Вот Машаха, блядь, Куранны оқып алышатты, блядь, мен yomonman ekan, unaqa. Xudoga shukr, men ham musulmonman, Xudoga shukr. Но тактика твоего ути-пути сейчас не идет. Сейчас нужно жесткое состояние, жесткое военное состояние. Своим ути-пути нахуй, вон Каримов дрючил нахуй 30 лет, блядь, моих узбеков, моих, не твоих. Ты не наш, блядь, ты уебок. Трус, уебок. Моих узбеков дрочил Каримов нахуй, сбривал бороды вам нахуй, блядь. И ты мне что-то, блядь, про Коран будешь стирать, блядь, уебок. Вас всех ловили как коз нахуй и стригли вам бороды нахуй. И вы мне что-то будешь про Узбекистан пиздеть?
Amini yegan nahuy состояниеda hozir O'zbekiston. Ko'tiga sikish kerak Mirziyoyevlarni hammasini. Поголовно нахуй. Вот там поставить потом нормального, решительного человека, мусульманина, суннита, а не такого, как ты, уёбка. И не Мирзияева, безбожника сраного. Вот это вот смена государства была. А ты будешь меня учить нахуй. Сен жүрген мактапка мен де жүргенмін да хули учишь меня, блядь. Қызық шундай, блядь, нахуй. Как будто, блядь, я не с Узбекистана и начинают мне пиздеть, нахуй. Какую-то шнягу, блядь. Всю про Узбекистан, вашу кашу варенье знаю, блядь. С детства, нахуй. Поэтому я и хочу вас вытащить, чтобы вы не кланялись в Москве, блядь. А вы не понимаете. Все против меня прут, по меня против прут, нахуй. Я же вам говорю. Завтра выйду с рожей, с января начну с рожей выходить. У меня пол Узбекистана, нахуй, это, как говорится, родственников вылезут. Намахалиапсан, гапрма. Вот это начнется, блядь. Пол Узбекистана, нахуй. Меня начнут затыкать. Послал их заранее нахуй. Я же, блядь, уже морально, физически со всех сторон готовлюсь к этому. Кто на меня пойдет? Я знаю эту всю кухню, понимаете, блядь? Не первый раз в этой теме, нахуй. И вылазить, нахуй, в эту орбиту я готов. Почему? Потому что тут на кону, нахуй, Башкортостана, Татарстана исчезновение. И если вам похуй до твоего Узбекистана, ну и ебись, нахуй, вот с этим Мирзияевым. А я не готов, нахуй. Поэтому, как мы перестроим Башкортостан с Татарстаном, мы начнем, нахуй, давление делать, нахуй, на Азию. Это я вам гарантирую. Лично я сам буду делать это, потому что я отлично знаю узбекский менталитет, узбекский язык. Ошенге вот максимально буду делать давление, чтобы сменить правительство Узбекистана. Потом по цепной реакции уже пойдет, само собой, Кыргызстан, Таджикистан будут сменяться. По цепной реакции. А мы будем только помогать этому, чтобы уничтожить ваш диктатурный режим, блядь. Вы что думаете, в сказку попали, что ли? Мы не Сирия, нахуй. Вот так они сейчас взяли, пока сидят молча. Дальше посмотрим, куда они пойдут. Мы не Сирия, нахуй. Мы просто сидеть, тряпочку молчать не будем. Взяли Башкортостан и все. Нихуя. Разделяй и властвуй, создадим, блядь, это бумеранг, нахуй, против этой пидорасии. Везде все разделим, поделим, нахуй. Потом перейдем, блядь, на Азию. Чтобы там тоже бардак этот весь закончился, блядь. Чтобы вас никто не мучил. Помочь, наоборот, мы вам хотим, блядь. Чтобы вы выбирали своего президента. Спокойно, нормального. А не кланская война, блядь. У вас не должно быть такой хуйни, блядь. Мирзияев, Каримов, нахуй. Что за хуйня, нахуй? Эмамля Рахмон. Что за хуйня? Это кланство, блядь. Как этот Путин, то же самое, блядь. И там Алиев, Эрдоган. Это то же самое. Это тоже надо менять. Нахуй эти старперы нам нужны, блядь. Молодых надо ставить, нормальных. Странные какие-то люди, блядь, в каком-то заблудшем мире живете, блядь. И потом мне начинаете втирать про Коран, там, про Мухаммад пайғамбарымызны бізге сөйлей башлайсыз, блядь. Мен алып тұрайын шуларға. Kitobni o'qigansan ekan, ilming bor ekan. U kitobingda nima yozilgan? Qur'onda yozilgan. Mana shu yomon qilgan odamlarga qarshi bo'l deyilgan, blядь. Chidama degan. Qayerdan nimaga chidayapsan? Chidama naxuy. Sikish paytida sikish kerak naxuy. Chidash paytida chidash kerak. Uni ham есть sabr, toqati bor, sabr yo'q payti bor. И вот этот момент тоже надо учитывать. Каждый момент надо учитывать в своей жизни. Ты один раз пришел в трусости умереть или с храбростью умереть. Есть вопрос в Коране? Или кто-то со мной будет спорить, что его нету нахуй? Как эти ебланоиды, блядь, христиане и другие начинают, блядь, переписывать нахуй свои книжки, блядь, и начинают нам втирать. Там такого нет, такого нет. Коран, альхамдулилля, не переписан, там все есть четко написано там. Что есть, мы знаем. Хотя бы поверхностно. И поэтому, когда нам начинают втирать, что там написали игиловцы, всякую поеботину нахуй, или ваххабисты, или хизбут-тахри в свои какие-то, сука, сектантские книжки, блядь, вот это нахуй надо посылать. В рот им надавать надо. А вот написано
просто в обычном Коране, вот с ним надо жить. Понимаете смысл какой? Вот Башкортостан, блядь, Татарстанда вот такая будет тема. Не будет нахуй Шамиля, блядь, Аляуддина, не будет это Камиля, сукина, блядь, детина, Сайфуддинова, блядь, или как его, сукина, Хазра, это Камиль, как это забыл, блядь, этого Бергалина, нахуй, в Чечне, Дагестане то же самое. Смена, нахуй, всего должно быть, всего этого дерьма, блядь, который служит, нахуй, этому сраным, как это, Тагуту, нахуй, Путину, блядь. Это Тагуты, нахуй, все, блядь, гондонские. И вы мне будете лечить, нахуй, еще тут. Ладно, короче, тут комментарии дохуя, я их не перечитаю до утра, блядь. Тут комментариев очень много, без обид, короче. Давайте будем заканчивать, нахуй. Вот так. Руслан Русланов. Мы это кто? Ты за всех говоришь? Если уебок, ты кто такой вообще? Татарма, башкиртма? Вот это определись? Вот я потом тебе отвечу, нахуй. Вот и все. Потому что у Руслана есть и у дагестанцев, и у чеченцев Руслан есть, и у азеров Руслан есть, у всех Руслан есть. Вот так вот. Миллятыңны, я тебе скажу, кто ты такой, нахуй. Ладно, давайте, туғанлар, короче, заканчиваем, наверное, блядь. Пиздец, сағат уже, блядь, жиде болған, блядь. Сіздің білән мен 9 сағат болдым. Рекорд, блядь, рекорд, нахуй. Будем заканчивать. Бүтінігізге рахмат. Поддержка еткенлерге зур рахмат. Особенно ең көп поддержка болған бұл мен біләм, Қазақстан. Қазақстандағыларға зур рахмат, туғанлар. Біз сіздің білән һәр вақыт. Менде ондай нәрсе жоқ. Бір-бірімізді сатып қойырға, алдарға, ондай нәрсе менде жоқ. Главное, мен Алладан қорқам, и мен мұны шын жүрегімнен айтам, бұл нәрсені, и шуларға мен ышанып қалам, только бір Қазақстанға ғана. Әліге бері бір кім бізге олай ярдәм қолы сузғаны жоқ, қазақтарға ұшап. Бір кім. Узбекистан маломайзерно, кыргызы вообще в отсосе там в ебенях, нахуй, молчат, блядь, танцуют, нахуй, с этими, блядь, с новогодними Дед Морозами, Снегурочками. Таджики тоже в каком-то захолустье, тоже хрен знает где. Тут получается только им, как вот как раз таки по Курану говорится, Куршыңа яқын был, Куршыңа яқын был. Мана Куршыбыз bizни qozoqlar. Kurshim bilan yaxshi bo'lgin deganmi? Mana biz qozoqlar bilan juda ham yaxshi bo'lgimiz bor. Но если внутри нас манкурты есть, если они не хотят этого под русским миром, мы, как говорится, мы их сами их истребим, нахуй. Мы не позволим, нахуй, блядь, перечить, нахуй, нашему истинным башкиртам, истинным татарам. Вот примерно так. Надеюсь, я ответил. Да, может какой-то контингент будет дружить там с азерами и с турками. Проблем нет в этом. Но склонять под них, нахуй, Башкортостана особенно не прокатит. Я против этого буду, пока я жив, и всегда буду против. Почему? Потому что это Минмана объясняет просто. Просто с одного рабства, выйдя в другое рабство, башкортларна не надо загонять. Без мал тугел, без лох тугел. Biz shu lo'qliqdan naborot chiqib ketgan kishilar betinde. Quta qo'yib Rossiyaga chiqib ketgan kishilar. И мы не можем с одного, блядь, корыта перепрыгнуть на другой корыто, блядь. Мы же не свиньи, нахуй. Одновременно и там, блядь. Быстро тут вышли, туда зашли, нахуй. Нихуя. Поэтому ни Туран, ни Хуян, блядь, ни Эрдоган, ничего такого не будет. Если Эрдоган сдохнет, Алиев сдохнет когда-нибудь, вот после них, может, мы подумаем что-нибудь там подружиться. И то просто подружиться. Нихуя никто никуда не будет заходить. У нас будет своя армия, у нас будет своя мощная, как говорится, армия с Татарстаном и с Башкортостаном совместная, плюс взаимосвязь с Казахстаном. Бізге шул жетерлік, Алла берсе. Біз бірге болсақ, никто к нам не рыпнется. Имейте в виду. А за кордоном где-то кто-то нас захочет, блядь, разъединить или что-то в этом роде, у них не получится это, потому что мы же опять-таки не с тупорылой системы выходим, а именно ушлой пидорастической системы выходим. И какая-то другая система нас, блядь, перехитрить,
наебать, загнать обратно, не получится уже. Это уже не прокатит. Вот так вот. Поэтому давайте на этой теме, короче, заканчиваем. Аллаға тапшырдық. И отырғанларға бек зор рахмат. 200 кішіден артық болды мына в этот момент. Я засекал. 200 кіші болды, 200 кішіден артық болды. 100 кішіге айланды. Потом мына қазір 50 кіші қарап тұрам. Шулай. Тебя свои же грохнут, ты сам кто? Руслан Кутағбаш, блядь, мен сеңе, блядь, татар тілінде сөйлегеш, блядь, кімсің деген нендей вопрос была енді. Если сен менің татар тілін аңламайсың екен, значит, сен менден емес. Инені әмеге кіріп кет. Надеюсь, ты понял. Чечен, ты даг, блядь, что за нахуй? Хуй ты руслановским именем, блядь. Вот пиздуй и иди нахуй. Давайте заканчиваем на этой теме, блядь. Ташагов до хуя стало что-то.